данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Самая страшная книга. Даркер. Бесы и черти. Текст читает Дементьев Илья. Бес номер 1. Дмитрий Лопухов. Клуб перестроечной чернухи. КПЧ мы создали весной. Март грязно растекался по дорогам, небо хмурилось, а я подслушивал разговор двух девочек лет 15. Одна синеволосая заметила это и сказала другой, коренастой и остриженной наголо: «Старики такие мерзкие!» И ткнула в меня пальцем. «Вон, гляди на этого, плешивый весь, пузатый. Зачем они вообще? Чем они полезны?» Мимо промчалась, окатив меня грязью, машина. Мне было приблизительно 43, и я считал себя человеком умеренной плешивости и приемлемой пузатости. Забрызганные брюки я почистил, а вот как оттереть душевную грязь не знал. Так что, спустившись к Рустику, запричитал: «Дети эти, пузатый, говорят, бесполезный». «Ничего себе!» — появилась Тася. Она выглядела теперь по-новому. Обняла меня, поцеловала в расцарапанную щеку, сказала: «Денис, ты полезный и не очень пузатый». «И не тотально плешивый, вот я да. Теперь налысо». Это уже Рустик. «Как бандит», — улыбнулась Тася. А я пылал. «Ребят, мы столько лет собираемся, смотрим все подряд. Давайте займемся реально нужным делом. Будем делиться, анализировать. Блог. Нет, канал соберем. Или ТикТок, не знаю. Такое, чтобы не в пустоту, а с пользой». «И чего анализировать?» «Да что угодно. Фильмы про кайдзю, про ниндзя. Нет, гонконгское кино про вампиров Кенси. Или...» Рустик саркастически скривил рот. А Тася внезапно предложила: «Перестроечную чернуху». Рустика и Тасю я знал с детства. Сперва мы ходили в секцию настольного тенниса. Однажды я Рустика крупно обыграл, он разозлился, кинул в меня ракеткой. Во время драки треснуло настенное зеркало, и нас исключили. А Тася ушла сама. Потом мы занимались в шахматном кружке. На соревновании Рустик поставил мне детский мат. В ответ я ударил его по лбу доской. Рустик разразился матом, не детским, и нас снова выгнали. Тася ушла сама. В третий раз мы пересеклись на секции плавания. Опять 25. Драка, исключение. Тася ушла сама. А потом мы случайно встретились в видеопрокате. И оказалось, что все мы отчаянные киноманы. Тогда и родилась наша голливудская бухгалтерия. Выгоднее брать кассеты вместе, чем каждому по отдельности. В тот день впервые посмотрели кино втроем. Сперва было неуютно, уж больно чужими мы казались друг другу. «Врата» Тибора Такача и «Останься со мной». Я запомнил плохо, косился то напрямую, как палка, спину Таси, то на протертые пятки зеленых рустиковых носков. А вот на балбесах мы уже освоились, обсуждали, спорили и хохотали. Никаких кружков нам больше не требовалось, мы сами себе сделались кружком. Брали кассеты, смотрели все подряд, мультики и ужасы, боевики, комедии, триллеры и драмы. Однажды мы добыли основной инстинкт, потом с Рустиком на стоп-кадре всматривались и спорили, есть ли трусы. Тася бешено ругалась, потом сбегала на кухню, вернулась с ножом, сделала несколько коротких махов, будто колола невидимый лед, и пообещала устроить нам психо. Рустик заметил, что она больше похожа на куклу Чаки. «На гремлина», — заспорил я. Тогда Тася сказала, что как эксперт в женских вопросах она точно видит трусы на Шерон Стоун. Мы с Рустиком страшно огорчились. Во вдохновлявших меня фильмах дружеские шайки всегда состояли из колоритных персонажей. Пошлый толстяк, бедовая девчонка, ботан. Но мы были другими. Ни толстые, ни худые, никто из нас не носил очков, нас не травили, и мы ни с кем не враждовали. Будни утопали в дымке забытия. Я их не замечал и помнил только дни, когда мы собирались и смотрели кино. Мы никогда не клялись на крови и не отправлялись раскрывать загадки. Наверное, мы потому и полюбили фильмы с их приключениями, мистикой и страстью, что у нас все было прозаично. Комната, 3 кресла и кассеты. Думаю, из-за того, что нам оказалось нечего делить, шайка и протянула столько лет. Пережила 4 брака Рустика,
рождение Тасиных тройняшек и мои приступы боли. «Тась, Руст, почему у нас никогда не было названия?» «Как это не было? А Рустик, Денис, Тася, РДТ. 2 недели, пока не узнали, что это регулятор давления топлива. В общем, раз мы теперь не просто 3 балбеса...» 2 балбеса и очаровательная молодая женщина. Да-да, раз мы не просто балбесы и женщина, а исследователи чернушного перестроечного кинематографа, то нам бы как-то называться. «Давай черные». «Давай нет». «Тогда перестройка. Денис у нас будет Горбачевым с такой-то плешью». «Руст, хорош. Ты вообще лысый». Ребята, давайте просто клуб перестроечной чернухи. КПЧ. А такого сокращения еще нет? Какой-нибудь клуб папилломы человека? Коммунистическая партия Чехословакии. Но вообще нормально. Будем КПЧ. Так вышло, что раньше перестроечное кино мы не смотрели. Спагетти-вестерны, фильмы нуар. Тася всегда кричала героям «Не доверяй человеку с именем Скользкий Пит!» Пеплумы. И только несколько перестроечных драм. Рустик видел беспредел и подчерпнул оттуда всю известную ему тюремную мудрость. Тася любила курьера, Шахназарова, но к чернухе он был сбоку припека. А больше мы не смотрели ничего. Пришлось начинать с остро-социальных азов, с маленькой Веры, интердевочки, дорогой Елены Сергеевны и аварии дочь мента. Потом мы спустились глубже в мир «Меня зовут Арлекино», «Шута», «Соблазны» и «Куколки». Я писал отзывы. Рустик и Тася делали видеоэссе. Сперва выходило не очень. Нас все время выносило на более удобные темы. Рустика на гангстерскую драму. Тасю прибивала к любимым Хуциеву и Асановой. Но мы становились лучше. Приходили подписчики, появились комментарии. Нам нравилось переубеждать людей, которые думали, что перестроечное кино — это когда кто-то сидит в кресле и разлагается. Однажды я вновь увидел девчонок, обвинявших меня в пузатой бесполезности, и сказал: «Девушки, вы в прошлый раз размышляли, зачем я существую? Погуглите «Клуб перестроечной чернухи», если будет время». «Дед, ты очень-очень ненормальный», — глухо ответила синеволосая. Она была права, конечно. Но я впервые чувствовал себя при деле. Нужным и не пустым. Моей душе после потемок наконец включили свет. Хотелось прыгать, вопить, смотреть кино и писать про него. Примерно тогда я и узнал про фильм «Рыба кричит от боли». Легко доступная перестроечная чернуха закончилась, и мы начали изучать старые газеты и журналы в поисках редкостей. Как-то я листал подшивку бюллетеня «Новости видео» за 90-й год и наткнулся на кино «Рыба кричит от боли». Буквально пара строк. Чернее фильма вы в жизни не встречали. Если у вас не лопнет сердце во время просмотра, дождитесь финального титра. Режиссер Д. Рябцев. Зацепило. Я вообразил сумеречную драму, заканчивающуюся надписью «И они умерли, а ты живешь». Меня передернуло от неловкости и захотелось срочно этот фильм увидеть, но в интернете его не нашлось. Собрание КПЧ открылось битвой фактов. Каждый из нас рассказывал что-то интересное, и тот, чья история была сочнее, выбирал кино для просмотра. «Скорсезе снимался в СССР», — сказала Тася, — «в фильме «Анна Павлова», Эмиля Латяну. Это про балерину. В честь нее десерт. Вместо голоса Скорсезе записали Ролана Быкова. Не перестроечная чернуха, конечно, но такая нажористая драма». «Уильям Гибсон, который нейромант», — рассказал Рустик, — втрескался в фильм «Игла» и работал над сиквелом «Цитадель смерти». Планировался хоррор с Цоем в главной роли. Про киберпаука с атомной бомбой внутри. Паука, кстати, назвали в честь Ельцина. Борис. «Знаю оба ваших факта». «Ну да. Ты всегда знаешь то, что мы рассказываем», — сказала Тася. Она подошла, обняла меня и поцеловала в щеку, оставив зелено-черный след. «С днем рождения, Денис!» А я ведь совершенно забыл. Никто меня и не поздравил, ни на работе, ни родные. Выпили шампанского, мне вручили подарки, я так растрогался, что пришлось украдкой смахивать с глаз слезы. Но Рустик это все равно заметил и, сокрушая неловкость, громогласно заявил, что выполнит любое мое желание. Я попросил найти фильм «Рыба кричит от боли». «Вообще не проблема», — ответил Рустик. У Рустика везде были связи. Скользкие приятели, которых никто никогда не видел. Все они назывались человечками. Человечек нашел фильм примерно за неделю. «Рыба кричит от боли»
оказалась дешевой и чернющей камерной драмой про бездомную женщину. По сюжету она тайно живет в подвале и воспитывает ребенка-инвалида, витающего в мире фантазий. Когда болит, кричи как рыба, постоянно просит его она. Женщина не понимает, как сыну жить после ее смерти, потому решает его убить, но погибает сама, оставляя сына в царстве грез и боли. Фильм казался деревянным и больше походил на черновик, не хватало многих реплик, отсутствовали звуки окружающего мира и музыка. Вместо финальных титров была мутная заставка. Сквозь пляску царапин и помех я разобрал текст. «Ищи аудиокассету, верный звук и включай с фильмом». «Что за бред?» О, Тася от восторга аж хлопнула посиневшими ладошками. это, наверное, как альбом «The Dark Side of the Rainbow», Pink Floyd. Если его запустить одновременно с фильмом «Волшебник страны Оз», то они склеиваются в чудное целое. «И где мы найдем такую кассету?» «Есть у меня человечек», — сказал Рустик. На следующий день меня крутило от боли, так что в собрании КПЧ я участвовать не смог. Лежал в кровати, обливался едким потом и запрещал себе кричать. Рустик и Тася не звонили, и я сперва расстроился, а потом догадался, что они ищут кассету. К вечеру стало хуже, я глотал все таблетки подряд, а после отключился. «Поехали!» — крикнула Тася и захлопала в ладоши. Хлопки почему-то были не звонкими, а вязкими и глухими, будто в комнате изменилась акустика. Мы запустили «Рыба кричит от боли» и одновременно аудиокассету. И все стало иначе. Фильм больше не ощущался дубовым. Идеально подобранная музыка управляла кадром, картинка размякла, словно пластилин под жарким солнцем. Диегетический звук вдохнул в экранный мир жизнь. А потом герои заговорили, и я услышал, что все реплики записал один человек, и говорил он очень странно. В оригинальной дорожке мать горячечно просила извивающегося от боли сына быть потише. Теперь она сама визжала на множество голосов, выкашливая из глотки ошметки звериного рыка. Сын отвечал обезьяньим смехом и криками умирающего осла. Редко из воя просачивались слова, и звучали они, как гитарный перебор по голосовым связкам сумасшедшего. С каждой минутой просмотра мне становилось хуже, и я уже хотел встать, нажать на паузу, просить воды, но вдруг заметил, что сидящие по бокам от меня друзья странно изменились. И сама большая комната Рустика тоже исказилась. Опустился потолок, съехали стены, потемнело, воцарился тяжелый смрад. Мы теперь были как будто не на высоком этаже новостройки, а под землей, в могиле. Магнитофон светил красными глазами, исторгал вопли и рычания, поскрипывала, качаясь дверка исполинского шкафа, забитого видеокассетами. С бешено стучащим сердцем я шагнул к столу, заваленному тарелками с гниющими остатками еды, и заглянул в монитор старого компьютера. Увидел пост канала клуба перестроечной чернухи, под ним сотни комментариев, восторженных, гневных, подбадривающих, со смайликами, сердечками, стикерами. И все их оставил человек, подписавшийся Д. Рябцев. На столе лежал пожелтевший выпуск новостей и видео за 90-й год. В него шариковой ручкой было вписано: «Чернее фильма вы в жизни не встречали». «Да что происходит?» В ужасе заорал я, но крик растворился в визге и рычании магнитофона. Преодолевая отвращение, я схватил покрытую разводами мышку, нашел одно видеоэссе, другое, третье. Нарезку кадров комментировали двое. Нет, один и тот же человек, меняющий свой голос с искаженного женского контральта на мужской бас. Я заорал, перекрикивая магнитофон, и согнутыми пальцами страшно полоснул себя по щекам, загадав проснуться. Под ногти набилось, лицо намокло. Я бросился к висящему в углу пыльному зеркалу, взглянул и увидел старика. Я почему-то его знал. Это был режиссер Денис Рябцев. В 89-м он снимал кино про свое жуткое детство, но деньги кончились, звук остался черновым, фильм не вышел. Тогда Денис Рябцев перебрался в подвал дома в немыслимой глуши, чтобы пересобрать звуковую дорожку. Я отступал от зеркала, а старик, казалось, шел мне навстречу, а потом я споткнулся. Подумал, что скрученный ковер. Но это был не ковер, а два связанных друг с другом мумифицированных тела. Рядом лежали еще два, и еще два, и еще. Всегда парами. Я завизжал, упал и пополз к выходу. Блуждающим взглядом напоролся на кресло. В одном сидела остриженная наголо девочка.
из ее тусклых глаз подтекала. Отвислая нижняя челюсть съехала в сторону, на вывернутых стопах зеленели протертые на пятках носки. Девочку словно собрали из грязного гипса. Настолько застывшим и бледным было ее мертвое тело. Во втором кресле сидела еще одна девочка с синими волосами, страшно прямой, как палка спиной. Лицо девочки распухло, губы вздулись и покрылись черным. «Что происходит?» — закричал я. «Кто вы такие?» «Ты такой ненормальный», — едва шевеля черными губами прошептала девочка. «воображаешь себя молодым, называешь нас Тасей и Рустиком, смотришь фильмы, говоришь с нами и сам же за нас отвечаешь. Посмотри на Юльку, ей очень плохо, она, может, совсем умерла. Дай, пожалуйста, водички». Я поднялся и стал пятиться. «Ты видео делаешь и опять на разные голоса. Оставляешь комментарии, читаешь их вслух. Вынимаешь из шкафа кассету и сам ее себе протягиваешь». В моей голове будто заработал миксер. Тысячи дней и событий крутились в памяти и взбивались в пену, а потом я наткнулся спиной на кого-то жесткого и холодного. Обернулся и понял, что стою лицом к лицу с безумным зеркальным стариком. Он вздохнул. На стекле проступила влажная клякса, и я уловил запахи нечищенных зубов и просроченной кинопленки Свема. Этого всего не может быть. Я в сцене из чернушного перестроечного кино, подумал я. А потом старик закричал по-ослиному и ударил меня в лицо зеркальной головой. «Денис, нормально?» — спросила Тася. «Братух!» — Рустик смотрел мне в глаза, на его лысине блестели капельки пота. «Ты отрубился во время фильма!» Я потрогал лицо. Ссадины кровоточили. «Все хорошо», — улыбнулась Тася. «Вчера ты, наверное, выпил плохие таблетки. И вот...» Она поцеловала меня в щеку распухшими губами. Ее синие волосы пощекотали мне шею. Ее синие волосы. Меня придавило правдой. Я будто застрял в отвердевшем кошмаре, затрясся от накатывающего ужаса и вдруг четко понял, что должен сию секунду все изменить. Я шагал, радовался своей потрясающей задумке и млел под летним солнышком. Увидел на заборе ориентировку на исчезнувших супругов, кучерявого усача и чуть-чуть пластиковой длинноволосой блондинки, и искренне пожелал им поскорее найтись. Я дошел и сразу поделился с друзьями грандиозной идеей организовать киноклуб, чтобы смотреть, писать, анализировать. Рустик заулыбался в пышные усы, пустил ладони в буйные кудри и с завистью ответил: «Да как я сам-то не придумал!» Тася восторженно кивала, ее бесконечные платиновые волосы разлетались, как полотнища кинотеатральных кулис. Потом мы развалились в креслах и принялись смотреть кино. И это была лютая перестроечная чернуха. Черт номер 13. Максим Ишаев. Сувенир из Кондратьевки. Чуть выше подними. «Так нормально?» Выше. Еще немного. Все, держи. 1, 2, 3. Теперь медленно убирай. Найс. Готово. «Дай гляну». Костя передал Лизе смартфон, а сам затянулся айкосом и выдохнул под потолок облако приторно-сладкого пара. На только что отснятом видео она держала в руке старый снимок, сделанный на полароид. Бордовый диван стоит вдоль стены, упираясь краем в угол комнаты. На диване сидят двое, мужчина и женщина. Он в черной дубленке и ушанке, она с рыжими распущенными волосами и в шубе. Позади пары поверх желто-зеленых в полоску обоев висят монохромная фотография в рамке и календарь за 2002 год с изображением мультяшного пони. Картина с рыжим котом и красными яблоками, иконка в углу и нелепые настенные часы в форме наручных, белое полотенце с вышитыми на нем цветами, розовые бутоны, зеленые листья. На подлокотнике дивана сидит большой плюшевый медведь. Паник, будто задремал. А слева в дверном проеме виднеется зеркало трюмо, но затемненный силуэт фотографа в отражении скрывает вспышка.
Так было до. Видео продолжалось. На фоне звучал Костин голос. Раз, два. Лиза медленно убрала снимок, показывая, как стало после. На стене обои потускнели, выцвели, набухли и местами оторвались. Свисающие лоскуты напоминали острые языки. Икона потемнела. На образе лица Богородицы было почти не различить, а карликовый Христос почернел в ее объятиях, как обугленный агарок. Диван пропал, часы и старая фотография тоже. Но покрытые пылью и паутиной календарь, картина с котом и расшитые цветами полотенце остались на прежних местах. В углу сидел плюшевый медведь и выглядел не спящим, а смертельно раненым. Костя нашел его в спальне и усадил перед камерой, для выразительности. В груди у Лизы заныло от тоски, будто повеяло сквозняком в пустой комнате. «Да, хорошо получилось. Выложу, когда сеть появится». «Качество зашибись, скажи». Она слегка улыбнулась. «Да». Быстро глянула на Свету. Подруга изучала фотографии на столе у окна и ничего не заметила. Да и нечего тут замечать, рассердилась Лиза на саму себя. «Ночного видения!» «Что?» «Камера!» — Костя стукнул пальцем по корпусу смартфона. «В новую модель разрабы завезли функцию ночного видения. Кошачий глаз. На днях гулял по позднякам во дворе. Тестировал. Смотрится шикарно». «Он мне уже все мозги выел со своей новой игрушкой». Подошла Света. Костя ухмыльнулся и смачно чмокнул ее в щеку. «Иву!» — подруга скривилась, вытерла рукавом лицо. 4К, оптическая стабилизация, встроенный Google-объектив, инфракрасное зрение, зум на 1000 километров. Можно американский флаг на Луне разглядеть». «Эй, я такого не говорил!» «На дыре подарила. А теперь сама не рада. Он с ним ни на минуту не расстается». Лиза усмехнулась и подумала, что, похоже, у этих двоих все серьезно, раз такие дорогущие штуки друг другу покупают. «Чё, ребятки, общее фото?» Не дожидаясь ответа, Костя раздвинул треногу штатива, поставил смартфон в зажим наверху и встал у стены между девушками. Приобнял обеих. На пару секунд наступила тишина. Прозвучал щелчок затвора, и Костя вернулся к своей игрушке. Заглянул в экран. Поднял большой палец. «Валим?» «Пожалуйста», — взмолилась Света. «У меня от этого места мурашки. Здесь дерьмовая аура». Лиза промолчала, но про себя согласилась с подругой. Это был далеко не первый заброшенный дом, который ей довелось посетить. За 2 года их блогерская троица прошерстила в поисках контента весь Рудный Алтай и даже больше. В мертвых деревнях им встречались заросшие и позабытые могилки, оставленные церквушки и шахты, летние лагеря и охотничьи хижины, здания сельской администрации, школы и больницы, аллеи и парки с монументами, стелами, обелисками и статуями и много чего еще. Временами бывало жутко, но Лиза быстро привыкла, и вскоре осталась лишь грусть. Неизбывная тоска при виде мест, где некогда жили, любили, работали люди, теперь пустых и безмолвных, хранилищ воспоминаний. Наверное, так выглядит прошлое. Все покинули его, и остались только вещи. То, что хозяева не захотели или не смогли взять с собой в будущее. Так думала Лиза, питалась печалью заброшенных мест и не боялась их призраков. Но здесь, в этом доме, все ощущалось иначе. Тревожно, не грустно. Хозяин, походу, был археолог. Судя по институтской УДВшке и фотографиям с раскопок. Складывая вещи в рюкзак, сказал Костя. Имел дело с могилами и мертвецами. Что-то блеснуло у него в руке. Лиза подошла и выставила перед другом раскрытую ладонь, требовательно поманила пальцами. Спустя пару мгновений и один недовольный вздох на ладонь лег нож. Листовидный, обоюдоострый, с тонкой рукояткой и навершием в виде человеческой головы. Курчавые борода и волосы, широкий нос, на месте глаз и рта темные провалы. Вес оружия тянул вниз. Серый металл тускло и странно мерцал в полуденном свете. «Ты знаешь правила. Нельзя брать чужие вещи, даже если хозяевам они больше не нужны. Это все равно, что грабить могилу». Лиза собралась отойти, но Костя схватил ее за плечо, неожиданно грубо. Она нахмурилась, и он тут же отпустил. «Да ладно тебе, Лиз, это же просто сувенир!» Она знала, что из каждого места, где они бывают, Костя прихватывает себе сувениры, но делала вид, будто ничего не замечает. На сей раз решила не отмалчиваться, нож выглядел слишком личным. А еще он пугал, но не остротой, а тем, что хорошо и удобно лежал в руке, как должно быть приятно им резать, кромсать и колоть.
Лиза испугалась своих мыслей и поспешила отогнать их, но на краткий миг ей захотелось ударить острием кого-нибудь в горло. «Нет, это воровство», — твердо сказала она. «Симпатичный», — вмешалась Света. «И стопудово древний, монгольский, или, может быть, даже скифский», — добавил Костя с видом опытного антиквара и вновь обратился к Лизе. «А то, что мы заходим в чужие дома без спроса, разве не проникновение со взломом?» «Двери всегда открыты, Индиана Джонс». «Нет, не всегда. Иначе зачем мы возим с собой монтировку?» «От лохов отбиваться, блин, Костя, ты иногда такой ребенок. Увидел лялю и капризничаешь, не можешь мимо пройти. Если тебе так уж нужен сувенир, возьми, не знаю, что угодно. Да хоть мишку этого». «Фу, блохастый», — скривилась Света. «Тем более, это холодное оружие», — продолжала Лиза. «Если нас гайцы остановят, все равно отберут. Еще и оштрафуют за ношение». «Вот хоть раз было такое!» «Что-то всегда случается впервые». Она подошла к столу с фотографиями, выдвинула полку, брезгливо бросила нож, ворох бумаг ладони, казалось, покрылись липкой грязью от рукоятки, и подняла глаза. Но легче не стало. Все дело в доме. Он давил и будто нашептывал на ухо плохие мысли. Лиза никогда не разделяла Светкиного пристрастия к астрологии, хиромантии, карточным раскладкам и прочему мракобесию, но подумала, может, на сей раз и права подруга насчет дерьмовой ауры. За окном на той стороне двора лежал приземистый сеновал. Над воротами висел рогами на толстых крючьях гвоздях бараний череп. Половину морды ему будто отгрызли. Вместо носа, как третья глазница, красовался темный провал. Сзади послышался голос Светы. «Давай уже уйдем, а? Все засняли, сфоткали. Тут больше делать нечего. Костик, собирай свое барахло и на выход. Лиз, ты с нами или с ночевкой останешься?» «Иду». Костя сложил вещи, закинул на плечи рюкзак. Все трое спустились по ветхим ступенькам крыльца, вышли во двор и под угрюмым взором бараньего черепа побрели к ограде по едва различимой в траве узкой тропинке. Минули визгливую калитку, вышли на заросшую, разбитую колдобинами грунтовую дорогу. Здесь их ждал Светкин кроссовер. «Блин!» — Костя встал на месте, лихорадочно обыскивая карманы. «Походу Айкос выронил. Ща вернусь!» Бросил в мураву штатив, рюкзак и потрусил обратно к дому, уворачиваясь от липких колючек чертополоха. «Да забей, новый купим!» — крикнула вслед своему парню Света. «И где же? В Кондратьевке?» — рассмеялся тот, обводя рукой двор. «Я быстро!» И, взбежав по ступенькам, исчез внутри мертвого дома. По обеим сторонам от дороги раскинулись кукурузные поля. Среди зеленых листьев мелькали бледно-желтые початки. Ветер качал стебли, и казалось, что кто-то играет в зарослях, задевая растения на бегу. Невидимые девочки и мальчики в звериных масках, платьицах и комбинезонах под присмотром соломенного пугала. Их с дороги не заметить, но можно услышать. «Ты чего задуманная такая?» Лиза отвернулась от окна, посмотрела на Светку через зеркало заднего вида, опустила глаза на экран смартфона. В нем бесконечным списком тянулись строчки с названиями песен. «Не могу решить, какой трек выбрать для рилса». «Что-нибудь меланхоличное. С пианинкой», — подсказал Костя. Немного пролистав вниз, Лиза ткнула на Frozen Silence, New Home. Понравилось название. Из динамика полилась тихая клавишная мелодия, грустная и простенькая, дающая ностальгию по местам, где, если ты и была, то только во снах. И по прошлому, которое, примерив ретро-фильтр воспоминаний, становится вдруг по-особенному дорогим. «Да, типа того», — кивнул Костя. Лиза добавила трек, прослушала еще пару раз вместе с видео, чтобы выяснить, как оно будет смотреться. Смотрелось хорошо. Жамкнула на галочку в правом верхнем углу экрана. Далее. Обработка, поделиться. И после недолгой загрузки Рилс отправился на страничку блога. «Где заночуем?» — подала голос Света, она была за рулем. «Давайте в поле», — предложил Костя. «Я бы ночью поснимал, тут живописно». И точно в подтверждение его слов с вершины холма открылся пейзаж, достойный мультфильмов Миядзаки. Лоскутное одеяло полей раскинулось во всю ширь котловины и до самого горизонта, где голубые сопки упирались в пышные, как взбитые сливки, облака. Разные оттенки зеленого и желтого поделили гектары, и степь походила на причудливую шахматную доску. Кое-где между цветных квадратов пролегали лесополосы тополей и берез, напоминавшие гигантских гусениц. «Я не против», — улыбнулась Лиза. «Надо только найти место».
Место нашлось быстро, на верхней террасе реки. До заката оставалось еще пара часов. Живо расставили палатки, натаскали воды и хвороста. Смартфон Лизы безостановочно пиликал оповещениями. «Такому-то нравится ваше видео Reels». Такая-то прокомментировала печаль, бросили Мишку, 3 грустных эмодзи. Другая написала «Интересно, что стало с этими людьми?» Задумчивый смайлик с моноклем. В итоге Лиза поставила режим «Не беспокоить» и спрятала мобильник поглубже в рюкзак. Все потом. Сейчас отдыхать. Когда над степью пролегли сумерки, друзья уселись вокруг костра. Стоило развести огонь, как тьма сгустилась, обступила маленький лагерь, и вечер незаметно перешел в ночь. На небо высыпали звезды. С раскосым прищуром смотрела молодая луна. Света принялась говорить о созвездиях, по ходу приплетая к своим рассказам астрологические откровения. Лиза слушала ее вполуха. Рядом с костром на мангале шипели мясные колбаски, зажатые в решетке для барбекю. На газовой горелке пыхтел чайник. На походном столике лежала пластиковая посуда с булками для хот-догов. Костя, откинувшись на спинку складного сиденья, время от времени рылся монтировкой в огне, поднимая снопы искр, и курил вновь обретенный айкос. Приторно-сладкий пар неуместно вонял и клубился в кристально чистом воздухе, вливаясь в запахи степного разнотравья. Вода в чайнике закипела, ее разлили по кружкам, заварили пакетированный кофе 3 в 1, а вслед за этим приготовились и колбаски. «Наконец-то! Умираю от голода!» — обрадовалась Света, потирая руки. Она развернула булочку на тарелке, как книжицу. Костя подцепил с решетки колбаску, положил ее между страниц и пошутил похабное про свой член. «Фу!» — скривилась Светка. А Лиза представила каре-ток, корейские сосиски из рисовой муки, бледные и мягкие на ощупь, и почувствовала стыд, затем отвращение и, наконец, рвотные позывы. Перед лицом из полумрака возникли щипцы с дымящейся в них багровой колбаской. Лиза подняла глаза. «Будешь?» — улыбнулся Костя. «Что-то мне не хочется». Она убрала тарелку с булочкой в сторону. Приблизила к губам кружку-термос с горячим кофе. В лицо ударил аромат поездов и общежитий. Взглянула на небо. Ночь пурпурным шрамом пересекал Млечный Путь. Красота! Лиза могла бы любоваться им целую вечность. Она представила, что одна здесь. Рядом никого, ни единой души, и тошнота немного ослабла. «Поздравляю! Ты испортил ей аппетит своими тупыми шутками». «Да ну, все у нее в порядке с аппетитами», — ухмыльнулся Костя, и Лизе захотелось швырнуть в него кружку. Когда он успел стать таким придурком? Подумала и поймала на себе взгляд подруги. В глазах у той блестело пламя костра, и смотрела она так пристально, будто пыталась пронзить Лизу насквозь. Но это длилось всего секунду, не больше. Света улыбкой смахнула с лица серьезную мину и набила рот хот-догом. Костя вернулся на свое место рядом с мангалом, и какое-то время вся троица сидела в тишине. Только трещали объятые огнем поленья и стрекотали сверчки в зарослях у реки. Лизе стало скучно и одиноко. Она почувствовала себя лишней. «Я пойду прилягу». «Так рано. Маршмеллоу не хочешь с нами пожарить?» «Нет, лучше отдохну. Все нормально? Ты не заболела?» «Просто устала. Развлекайтесь», — улыбнулась Лиза. «Пока». «Спокойной ночи!» — в унисон выдали Света и Костя, будто сросшиеся головами сиамские близнецы, с одним мозгом на двоих. А потом принялись о чем-то тихо ворковать. В палатке было немного зябко. Несмотря на лето и теплую погоду днем, ночью в степи прохладно. Земля остывает столь же быстро, как и нагревается. Студеные ветры заползают под одежду, пронизывают до костей. Спасет только накидной тент. Лиза стянула кроссовки, оставила их у входа в небольшом тамбуре, включила фонарик на смартфоне и осмотрелась. Под куполом крыши сидел сенокосец. И когда он только успел пробраться внутрь, Лиза осторожно поймала его и выпустила на волю. Легла, вытянув ноги на загодя развернутый спальный мешок. Выключила свет, закрыла глаза. Этот день выжил из нее последние силы. Мышцы обмякли, тело растеклось по постели, как густая чернильная клякса. Снаружи доносились чуть приглушенные голоса и временами Светкин смех. «Какая же я дура!» — подумала Лиза. Чтобы отвлечься, она залезла в смартфон. Убавила яркость, отключила беззвучный режим. Экран блокировки тут же заполнили десятки оповещений. Большинство из инсты. Лайки, комментарии, подписки. Примечание. Инстаграм. Принадлежит компании Мета, запрещенной в России. Конец примечания. Остальное из ВК, Ютуба, Телеграма и почты. Пара пропущенных звонков.
Лиза ввела пароль и первым делом зашла на аккаунт блога. Пробежалась глазами по списку уведомлений, передвигая страницу все ниже. Казалось, им не будет конца, и замерла, остановив взгляд на одном. Алена Руб, 93, прокомментировала. «Это мои родители. Они пропали 20 лет назад». Сегодня, 22:38. «Привет. Хотела спросить, где вы взяли эту фотографию?» «Здравствуйте. Мы нашли ее в одном доме, в Кондратьевке. Это заброшенная деревня в Алтайском крае, на юг от Барнаула. У вас есть Телеграм? Я скину геолокацию». У меня чуть сердце не остановилось, когда увидела ваш рилс. Есть, вот мой номер. +7 903 229 12 81. Ок, сейчас отправлю. Там всего одна улица, она заросла травой. Но дорогу все еще можно различить. Вам надо будет проехать до оврага. Справа увидите тот самый дом. Он сохранился лучше других. Его легко заметить. Я вам на карте маршрут нарисую. Так точно не заблудитесь. Спасибо большое. Молитвенно сложенные руки. Отредактировано. Можно спросить, что случилось с вашими родителями? Извините, если лезу не в свое дело. Ничего, все нормально. Они пропали в 2001-м, зимой, примерно за неделю до Нового года. Мне тогда было 8 лет. Они оставили нас с братом у бабушки, а сами поехали к друзьям, в Бийск. Но домой не вернулись. Потом оказалось, что в Бийск они не приезжали, заблудились в метели. Папину машину нашли в кювете на обочине дороги. Но внутри никого не было. Они просто исчезли без следа. Соболезную. Мне очень жаль. Спасибо. Получается, перед тем, как пропасть, они находились в Кондратьевке. Возможно, человек, который сделал фото, видел их последним. А вы случайно не выясняли, кто жил в том доме? Если найти хозяина, он мог бы рассказать о моих родителях. Откуда он их знает и зачем они приезжали к нему, и куда поехали потом? Мы нашли в доме удостоверение научного сотрудника Института археологии. Я его сфотографировала. Сейчас отправлю. Скорее всего, это и есть хозяин дома. Отредактировано. Может, ваши родители бывали в Кондратьевке до поездки в Бийск? Не знаю. Возможно. Но фото из рилса точно сделано в день, когда они пропали. Или позже. Той зимой папа подарил маме шубу, и я хорошо помню, что до поездки в Бийск она ее ни разу не надевала. Я хотела попросить у вас фото. Отправите почтой. Или, если будете в Рубцовске, мы могли бы встретиться. Мы оставили его в доме. Грустный смайлик. Понятно. Все равно большое вам спасибо. Вы не представляете, как много это значит для меня и брата. Завтра с утра поедем в Кондратьевку. Рада помочь. Смайлик. Надеюсь, вы выясните, что стало с вашими родителями. Берегите себя. Молитвенно сложенные руки. Еще с минуту Лиза неподвижно смотрела на окошко чата, не зная, что думать. Мысли спутались в Гордиев узел. С какой стороны ни тяни, только сильнее затягивается. Из соседней палатки послышалась возня, неразличимый шепот, тихие поцелуи. Затем глубокий прерывистый вздох, сдавленные стоны, влажные шлепки. Они становились все более громкими, частыми. За перепиской Лиза не заметила, как друзья ушли спать. Она надела наушники, включила музыку, наколка, подруга Заря. И забыла о существовании мира за пределами тента. Зашла на страницу. Алена Руб, 93. Значит, Алена. Выглядит старше своих 30, и, судя по публикациям, у нее муж и 2 детей. Несколько раз попались фотографии с парнем в полицейской форме, тот самый брат. Ничего интересного. Лиза открыла снимок с институтским удостоверением, ввела в поисковик указанные в нем фамилию, имя, отчество и приписала «археолог». Информации нашлось немного. Родился в 1938-м, в 1961-м окончил университет. Участвовал в алтайских и сибирских экспедициях, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии. Уволился в 1994-м, умер в 2006-м, попал в аварию на трассе, похоронен на таком-то кладбище, женат не был, детей нет, список публикаций. Лиза свернула браузер, открыла папку, с загрузками включила видео, присланное Костей, и поставила на паузу в самом начале, чтобы получше рассмотреть фотографию пропавшей пары. На первый взгляд ничего необычного. Мужчина сидел с непроницаемым лицом, сложив на животе руки в перчатках, а женщина будто смотрела сквозь камеру. Лиза отметила про себя ее сходство с Аленой. Дочь пошла в мать. Но почему не снять верхнюю одежду? Только пришли
Или уже собрались уходить и сели на дорожку? В доме явно тепло, фотограф в зеркале. Лиза нахмурилась, приблизила изображение. В первый раз она не обратила внимания, но теперь присмотрелась. Кажется, хозяин дома, или кто бы он ни был, стоял голый по пояс. Она сделала скриншот, открыла снимок в редакторе, обрезала, подкрутила яркость, контраст, немного поиграла с насыщенностью и фильтрами. «Что за херня?» Фотограф был раздет полностью. Между его бледных ног залегла черная тень, в которой виднелся член, похожий на засвеченное пятно. Левая рука держала фотоаппарат перед лицом. Яркая вспышка прятала голову мужчины, отчего тот напоминал полярника с постера фильма «Нечто». Правая висела вдоль туловища и сжимала что-то широкое, острое, блестящее. По спине побежал болезненный зуд, будто на до красна обгоревшую кожу вылили ведро ледяной воды. Лиза порывисто села, в уши под мрачный бит устало мямлил Хаски, утверждая, что без любви жизнь ничего не значит совсем. Она выключила музыку, вытащила наушники. Слева со стороны соседней палатки раздался звук застежки молнии. Зип, потом шаги. Света или Костя? Лиза заблокировала смартфон и спрятала его в карман. Ей хотелось сейчас же рассказать о своем открытии кому-нибудь из друзей, а лучше обоим сразу, ведь несколько часов назад они наткнулись на логово похитителя, убийцы, маньяка. В доме были и другие фотографии. А что, если люди на них тоже числятся пропавшими? Нужно загуглить, навести справки или просто позвонить в полицию. Запустить True Crime подкаст? Неуместная, глупая мысль. От вопросов голова шла кругом и дрожали зубы. Но фотограф держал в руке нож, в этом Лиза не сомневалась. Она выглянула наружу. Над тихо тлеющим костром, сгорбившись, сидел на корточках Костя, раздетый по пояс. Хребет на голой спине выделялся так, что в ярком свете луны можно сосчитать каждый позвонок. Взлохмаченные на затылке волосы торчат космами. Острые локти, будто культи, или ощипанные крылья. Большая костлявая птица-падальщик. Лизе стало не по себе. Она выбралась из палатки и тихо позвала друга по имени. «Что?» — ответил он, не обернувшись. «У тебя все нормально?» «Да, просто не могу уснуть». «А Света?» «Дрыхнет». С реки тянуло сыростью и прохладой, пронизывало до костей. Луна висела в ночном небе. Серебряный маятник на волоске вот-вот сорвется. «Нам надо поговорить. Я выложила рилс на видео, которое мы сегодня сняли, и мне написала одна девушка. Она узнала на фотке своих пропавших родителей. Я покажу тебе переписку». «Что это?» Рассказывая, Лиза подходила все ближе к костру и теперь увидела. В руке у друга блестит нож. Тот самый, из дома в Кондратьевке. И Костя глаз от него не может оторвать, смотрит, как завороженный. Лезвие зловеще мерцало, отражая красное свечение углей и лунный свет. Дикий животный страх поднялся из самых глубин сердца, и Лизу охватило жуткое предчувствие. Она до боли сжала кулак, вонзив ногти в ладонь. «Я же просила тебя не брать!» «Не смог удержаться», — виновато улыбнулся Костя. «Не знаю, как объяснить. Он будто говорит со мной. Ты же смотрела «Властелина колец»? Ну вот, представь, что я Фродо, а нож — это кольцо всевластия. Глянь, красивый, да?» Он направил лезвие в сторону Лизы. Та попятилась. Взгляд упал на монтировку, лежащую рядом на земле. «Это не смешно». «А я не шучу». Костя выпрямился, хрустя суставами. Деревянная марионетка. Он двигался по-другому, говорил иначе. «Что ты хотела мне рассказать? Про ту парочку со снимка? Я их помню. Не знаю откуда. Вернее, знаю. Но ты ведь мне все равно не поверишь. Дай угадаю. Они ехали в Бийск, муж с женой. У них было 2 детей, мальчик и девочка. Муж недавно подарил жене шубу. Она ей очень нравилась. Жена чувствовала себя в ней королевой и все гладила, будто ласкала кошку. Я встретил их на трассе, то есть на самом деле не я. Но теперь мне кажется, что я тоже там был. В моей голове все перемешалось. Я, он, мы. В тот день выпало много снега, поднялась метель, машина занесло в кювет. Обычная история. Но эти 2 почти не пострадали. Не тогда. Я помог им выбраться, отвез домой, в Кондратьевку. Приютил, так сказать. Никто ничего не заметил, но я помню и другое. Ты не представляешь, сколько жизней и смертей я перевидал. Человеческий век, пусть даже самый долгий, не вместил бы и малой талики того.
что мне теперь известно. Кровь, много крови и тьма сквозь века и тысячелетия. Ты меня пугаешь. Это, блядь, не смешно. Я уже сказал, я не шучу. Лиза схватила монтировку и замахнулась. Не подходи. Костя поднял руки и осклабился. «Сдаюсь!» Переменился в лице, будто сбросил маску. «Ты гонишь? То, что мы с тобой трахнулись, ничего не значит. Я не собираюсь бросать Свету!» Лиза поперхнулась ночным воздухом. «При чем тут...» Краем глаза она заметила движение слева и повернула голову. У входа в палатку, закутавшись в худи, стояла Света. Лицо ее казалось отражением луны в темной воде. Широкое, круглое и мертвенно-бледное. «Это правда?» Костя шагнул к Свете, та отстранилась. «Стой, где стоишь. Не говори ничего, Лиз, это правда? То, что он сказал?» Слова не шли. Они застревали в горле, цеплялись за язык, как рыболовные крючки, и отказывались быть произнесенными. «Нет», — наконец выдавила Лиза. «Она врет!» В глазах у Светы появились слезы. «Тогда почему ты сказала? При чем тут? Нет, не отрицай. Даже, блядь, не думай меня газлайтить. Я все слышала. Что ты хотела сказать? При чем тут что? Ты трахнула моего парня, а, Лиз? Че ты молчишь?» «Сейчас это не важно». «Да неужели? Ты угораешь?» «Послушай, тут какая-то херня творится. Помнишь фотографию, которую мы нашли сегодня в Кондратьевке? Люди на ней без вести пропали. Я переписывалась с их дочерью. Должно быть, их похитили или убили. И что? Какое отношение это имеет к нашему разговору?» «Я не знаю. Никакого. Но Костя ведет себя странно. Посмотри, у него нож». Света шагнула вперед, и Лиза машинально подняла выше монтировку. «Ты больная? Убить меня хочешь?» «Нет, прости. Тебе нужно успокоиться. Пошла ты. Сама успокойся. Я еду домой, а вы... Отвалите от меня!» Света оттолкнула Костину руку, попятилась к палатке. «Вы оба можете и дальше тут сосаться у костра. Совет вам да любовь. Не подходи ко мне, придурок!» «Зайка, ну не злись!» — улыбнулся Костя. Он резко прыгнул вперед. Молнией сверкнуло лезвие ножа, и спустя мгновение глубокий порез рассек Свете на лицо от лба до подбородка. Она вскрикнула, дотронулась пальцами до разрезанных губ. Рана чуть расползлась в стороны. Казалось, кожа сейчас полностью слезет с головы, как латексная маска на молнии, и подставит луне окровавленный череп. «Костя, какого хрена?» Света упала на колени, уронила руки. Ее глаза закатились, с носа и подбородка на худе ручьем текла кровь. Грудь вздымалась, тонкие пальцы скрутило судорогой. Из открытого рта вырывалось хриплое дыхание, как если бы в глотке застряла косточка. Секунду Костя оцепенел и смотрел на нож, будто не понимая, что натворил. Лизе этого времени было достаточно. Широко размахнувшись, она обрушила монтировку тупым концом на голову противника. Раздался глухой звук. Хруп! Удар пришелся в лоб, чуть выше левой брови, и Костя с срезанным стеблем упал навзничь. Лиза подскочила к подруге, схватила за плечи и крикнула ей в лицо. Но Света словно ничего не слышала, она сидела как статуя, выгибая спину и широко разинув рот, будто пыталась проглотить ночь. Слезы текли из закатившихся глаз, пальцы судорожно хватали траву. «Она не здесь!» — донесся голос из-за спины. Лиза обернулась, вскидывая руку с монтировкой, но в тот же миг почувствовала резкую боль, как если бы внутри черепа взорвалась граната, начиненная иголками. Звезды поплыли перед глазами, вырисовывая круги и зигзаги. Луна вспыхивала и затухала неисправным уличным фонарем. Земля поднялась на дыбы, пригвоздила к себе, и даже если бы Лиза попробовала встать, ей пришлось бы тянуть за своей головой всю речную террасу и окрестные холмы. Наверху в неведомой дали вырос худощавый бледный силуэт. В одной руке Костя держал нож, в другой — толстую сухую ветку. «Дура! Надо было меня сразу добить!» На ресницах повисла тьма, густая, как расплавленный воск. Лиза попыталась моргнуть, но сил не осталось даже на то, чтобы поднять веки. Она потеряла сознание. Первое, что почувствовала Лиза, очнувшись — невесомость, будто парила во сне. Потом уже были кляп во рту, скотч на щеках и подбородке, тугие веревки, стягивающие все тело, и невыносимый смрад.
Вонь, сотканная из запахов мертвой плоти, прелого сена, кислого пота, дерьма, мочи, застарелой кожи, железа и крови. Впереди на расстоянии руки светился зеленым экран смартфона. Едва различимые ножки, штатива, убегали вниз во тьму, как в бездонную пропасть. На изображении Лиза увидела свое лицо. Набрякшие веки, спутанные волосы, разбитые губы под липкой лентой размазались в темное пятно. От глаз к щекам бегут черные ручейки потекшей туши. Из-за спины под потолок, словно щупальца, тянулись веревки. На щиколотках, бедрах, груди и запястьях кожу стягивали тугие узлы. В болотистых сумерках экрана Лиза видела бледные стены с бурыми пятнами. Вдоль стен на полу сидели обнаженные люди. Мужчины и женщины. Неподвижно, плечом к плечу, сложив руки на коленях и скрестив ноги, будто мумии монахов. На месте глаз и ртов зияли черные провалы. Кожа обтягивала голые черепа. А потом из тьмы, из-за пределов видимости фронтальной камеры вышел Костя, и Лиза содрогнулась от беззвучных рыданий. Он встал, сгорбившись посередине комнаты, и разделся. От эффекта ночного видения глаза горели, как кошачьи. Руки плетьми висели вдоль тела, их покрывали свежие раны, а из зарослей на лобке торчал эрегированный член. Костя тронул его и резко дернулся, словно по экрану пробежала помеха, а затем застыл, уставясь в камеру, пронзая Лизу взглядом, и простоял так без движения несколько долгих минут. Время тянулось каплей густого сока по березовой коре. Веревки разъедали кожу, и казалось, что скоро они доберутся до костей. Мрак за спиной, под грудью, животом и беззащитно обнаженной вагиной прижимался и ощупывал подвешенное в воздухе тело с жадностью, сравнимой с голодом. Как если бы свора черных собак, пуская слюни, вывалив языки, хороводила внизу в ожидании, когда уже можно будет впиться клыками в плоть жертвы, кусать ее, рвать и грызть. Тьма полнилась немыми воплями сидящих у стены мумий. Ее пронизывали их слепые взгляды. Лиза зажмурилась. По сравнению с мраком снаружи, тьма в собственной голове представлялась ей спасительной, словно дом с печкой посреди снежной бури. «Ты должна смотреть», — прозвучало над самым ухом. «Если будешь упрямиться, я отрежу тебе веки». Лиза подчинилась. Костя стоял совсем рядом и, не моргая, пялился в камеру огромными бледными глазами. Над левой бровью у него набухла шишка. Он высоко держал нож, давая понять, что сказанное не пустая угроза. «Ты увидишь». Горячее лезвие коснулось ее лба и расчертило глубокую морщину. Из раны хлынул поток крови, застилая глаза. Крик уперся в скотч на губах и, не найдя выхода, зазвенел внутри головы, будто рухнула стеклянная башня в мозг. Впились тысячи мелких осколков. «Смотри!» — приказал Костя. Вцепился Лизе в волосы и грубо размазал кровь по ее лицу. В алом тумане экран смартфона двоился и дрожал, но изображение на нем было видно отчетливо. Оно изменилось. Комната исчезла. На ее месте теперь оказались холмы и широкое небо с облаками, как несуществующая темная версия обоев для рабочего стола на Windows XP, пропущенная через линзы прибора ночного видения. Нефритовой монетой блестела полная луна, изумрудами звезды. Издалека долетали шум ветра и шелест высокой травы, крики животных и птиц, каких Лизе никогда прежде слышать не доводилось. Зверь с пятнистой шкурой, помесь гиены и кошки, вылез из густых зарослей и побежал по склону холма. Но остановился на полпути и поднял тяжелую голову, принюхиваясь. По крокодилии, едва ли не до самых ушей, ощерилась зубастая пасть. Длинный хвост беспокойно бил по траве, однако встал трубой, когда внезапная тишина сковала степь, и пейзаж застыл, будто на фотографии. Только неугомонный ветер гнал облака. А потом в небе зажглась новая звезда, яркая, как солнце. Она приближалась, и ночь превратилась в день. Залаял зверь, стремглав бросился прочь, мимо Лизы. Та отпрянула в страхе, она не заметила, в какой момент зернисто-зеленое изображение на экране смартфона стало цветным и поглотило ее, как виртуальная реальность VR-очков. Но этот мир казался до ужаса настоящим. Из травы навстречу падающей звезде, словно пытаясь затмить крыльями ее огненное сияние, поднялась стая больших черных птиц. Но растаяла в пламени, без следа.
С чудовищным грохотом метеорит рухнул на землю. Лизу подбросило в воздух высоко над холмами, пылающими до самого горизонта, а затем обрушило прямо в сердце взрыва, и она стала одним целым с душой звезды. Видения мелькали со скоростью быстрого монтажа. Багровый закат, первобытная ночь, не ослепленный еще сиянием костров и электрическим светом, бесконечный бег луны, солнца по небосводу и звездные вихри. Затем удары каменных зубил, грубые руки и лица, в которых было больше от зверя, нежели от человека, отблески пламени на разрисованных углем и охрой стенах пещеры, хруст костей черепа и запах крови. Лиза видела, как неандерталец разбивает в кашу голову собрата. Она была камнем в его руках. Покойники сменяли друг друга, подобно узорам в калейдоскопе. Мужчины, женщины, дети и старики. Это походило на всемирную историю убийств вроде ликов смерти от начала времен и до наших дней. Вместо землянок выросли глиняные лачуги и срубные хижины. Лиза смотрела на небо из подземной печи, пока из камня не превратилась в лужицу расплавленного металла. Литейная форма, как колыбель, тело — лезвие ножа. Больше не было разбитых во тьме пещеры черепов и сломанных костей, только вспоротые перед деревянными идолами животы и глотки, вскрытые на древних капищах. Все это время у нее в голове, не смолкая ни на секунду, слышен был вкрадчивый шепот: «Убей! Убей! Убей!» Как под бой невидимых барабанов повторяла вечно голодная душа звезды. Даже погребенный на дне грунтовой могилы, под телом последнего из своих кровавых жрецов, каменной плитой и насыпью кургана, этот голос не утихал. Он становился только громче. Он сводил с ума. Как мышь в одной клетке с гадюкой, Лиза забилась в темный угол комнаты, где заточен был ее освежеванный разум, и застыла в страхе. Вечность прошла, прежде чем слуха коснулись другие, помимо воплей и шепота, звуки. Лязг железа о камни, шаги, разговоры. Плита поднялась. Яркий солнечный свет заполнил могилу. Над скелетом жреца склонился человек, и Лиза узнала археолога с фотографией на институтском удостоверении. Он улыбнулся, вокруг глаз собрались морщинки, протянул руку, провел пальцем по лезвию, дотронулся до навершия в виде мертвой слепой головы, и душа звезды, прихватив с собой Лизу, проникла в его мысли, в самые черные из них, в потаенную пропасть на дне разума, где густая, смоленистая тень плодит ночные кошмары. «Убей! Убей! Убей!» Глаза археолога подернулись дымкой, в них клубилась тьма. Он спрятал нож, унес с собой. И видения вновь заскользили перед взглядом, пока смутно знакомые лица не выхватили Лизу из вереницы кровавых грез. Пустынная дорога, метель, вой ветра, машины на обочине трассы, как темное пятно на белоснежном холсте. Мужчина в ушанке, женщина в шубе. Это были те двое со снимкой из дома в Кондратьевке. Пара, пропавшая без вести по дороге в Бийск в декабре 2001-го. Одни из многих. Они ничего не подозревали. Они думали, что спаслись. Лиза не хотела смотреть, но не могла закрыть глаза, у нее не было век и не было рта, чтобы кричать. Она лежала в руке археолога, пока тот, раздевшись, фотографировал своих жертв на полароид, как викторианских мертвецов. Щелк! Вспышка отпечаталась посмертным бельмом на слепых зрачках. Сиденье дивана пропиталось кровью. В окно робко заглядывало зимнее солнце. Одежду покойников убийца бросил в печь, и никто не видел, как он волочил ноги и тела по тропе меж сугробов от дома к сеновалу, где в подполе ждали мумии точно таких же пропавших без вести людей, и стеклянные банки с их органами, словно канопы. Примечание: канопа — сосуд для хранения внутренностей, извлеченных из умершего в процессе мумификации. Древний Египет. Конец примечания. Алый след тянулся по белому снегу. Рыжие волосы отливали медью в полуденных лучах. Лиза впала в забытье. Она погружалась в трупы. Ею кромсали внутренности, вырезали сердца, она плавала в кровавом бассейне, будто в околоплодных водах, впитывая кожей чужие плоти запахи жизни, страх, подобно губке. Но в один из дней археолог положил нож в ящик старого трюмо и больше не вернулся. Душа звезды притихла в ожидании. И когда в следующий раз на лезвие упал солнечный свет, Лиза увидела Костю и услышала его мысли.
Откуда-то издалека донесся болезненный стон, и словно огромная когтистая лапа схватила и вытащила Лизу с дна болота на сушу. Впереди все так же горел зеленым экран смартфона. Кровь засохла на лбу и щеках, как глиняная маска. За спиной в центре комнаты висела Света. Голая, стянутая веревками на манер шибари, так туго, что ее тело опухло и покрылось буграми. Она попробовала кричать, но мешал кляп во рту, и смотрела в экран глазами, выбеленными, эффектом ночного видения. Ее пополам рассеченное раной лицо казалось бутоном цветка, сложенным из 2 лепестков и готовым раскрыться в любую секунду. Мумии у стены буравили тьму слепыми глазницами. Одна из них качнула головой, будто отгоняя муху, и у Лизы едва не лопнуло сердце. Она почувствовала удушье и опустила взгляд на с трудом различимые ножки штатива. Попыталась сделать глубокий вдох. Ничего не вышло. Ужас сжимал легкие, копался острыми когтями в матке и кишках. В нос ударил запах мочи. От лобка к животу бежала горячая струя и разбивалась в брызги о бетонный пол. «Успокойся. Дыши глубже, медленнее». Лиза подняла глаза. Мумия, что пошевелилась минутой ранее, теперь смотрела на нее, широко распахнув рот, подобно голове с навершия кинжала. Но это был Костя. Он сидел среди мертвецов, притворялся одним из них и резал себя, закатив зрачки. Кровь струилась с лезвия, падала на живот. Все новые линии рассекали грудь и плечи, складываясь в причудливую паутину ран, будто сжимающий нож рукой управлял демон и выводил на теле одержимого свое клеймо. Костя вскочил и ударил в лицо ближайшего покойника. Клинок с хрустом вонзился в глазницу, в горло, в рот. На пол, как бусины из разорванного ожерелья, посыпались зубы. У мумии были длинные волосы. Рыжие. Лизе вспомнился бордовый диван, желто-зеленые обои, кот на картине, красные яблоки, цветы на белом полотенце, мужчина в дубленке, женщина в шубе, плюшевый медведь. Образы мелькали в мыслях и выплескивались наружу, во тьму подвала, пока не стало казаться, что все происходящее лишь плод воображения. Костя вышел из кадра и вскоре вернулся с 2 ведрами. Поставил их под Светой. Она застонала так громко, насколько позволял кляп, и Лиза подумала. Сейчас голова подруги на самом деле лопнет от напряжения. Лицо раскроется, являя ничем более не прикрытые алые мышцы и кости черепа. Но этого не случилось. Из одного ведра Костя вытащил рулон скотча и несколько раз обмотал лентой голову Светы прямо поверх кляпа, а затем вонзил нож вниз ее живота. Хлынула темная кровь. Прошло еще несколько секунд, и из подвешенного, вскрытого, как консервная банка, тела клубками вывалились кишки. Костя собирал их в охапку и складывал в ведро. Света дергалась в агонии, намертво схваченная веревками и узлами. Лиза смотрела на все это, словно через экран телевизора или ноутбука, с безопасного расстояния, из реальности в мир болезненных, кошмарных грез киноделов. Все в порядке, бояться нечего, просто ночь за окном. В комнате погасили свет, и кто-то поставил дурацкий фильм ужасов вроде «Хостела» или «Пилы». В какой-то мере так оно и было. Лиза действительно смотрела на экран, но не с удобного кресла, мешка или дивана, а из паутины шибари. И на самом деле ничто не отделяло ее от ужаса, который творился по ту сторону. Та сторона оказалась куда ближе, на расстоянии нескольких шагов. Она скрывалась прямо за спиной. Оглянись и увидишь. Но иллюзия, будто между ней и кошмаром стоит непреодолимый барьер в виде нескольких тысяч пикселей одновременно, и успокаивала Лизу, и обрушивала ее в беспросветную пропасть мрака и безумия, ведь она знала, пусть и старалась убедить себя в обратном, то, что происходит перед ней на экране, не сон, не фильм, не бэд-трип, и уж точно не часть хоррор-квеста или дурацкого розыгрыша. Рано или поздно, когда чудовище, очень похожее на Костю, примерившее его тело, словно костюм, закончит со Светой, и в подвале станет на одну мумию больше, наступит ее, Лизы, черед. Мясник орудует ножом. Из ведра на пол, как жирные змеи, сползают кишки. Вдох, выдох, вдох, выдох. Паническая атака накатывает подобно цунами. Сердце бьется чаще, подчиняясь ритму кошмара. «Пусть остановится! Остановится!» Щеки горят под скотчем. Веревки режут запястья, врезаются в кожу. Больно. Невыносимо. В голове мечутся летучие мыши, ураган летучих мышей, но в темном подвале время тянется медленно, будто в удушливом сне. Закрыть глаза, не смотреть, представить другое, поверить.
Но Лиза уже не чувствует ног. Это все на самом деле, на самом деле! Воздух пахнет смрадом скотобойни. Тяжелое дыхание, хрип. Лезвие рассекает плоть с противным звуком. Но вдруг шум мотора. Хлопают двери и голоса. Женский, а теперь мужской. Мерещится? Они в голове? Нет, не там. Снаружи. Слов не разобрать. О чем они говорят? Идут сюда. Они приближаются. Они... Вдох-выдох. Вдох-выдох. Лиза открыла глаза и посмотрела на экран смартфона. В правом верхнем углу мигал красный значок батарейки. На видео Костя неподвижно стоял рядом с затихшей Светой и прислушивался, задрав голову к потолку, словно дикий пещерный человек. Он задумчиво глянул на Лизу, а затем перехватил нож и вышел из кадра. Ее разбудили выстрелы. А может, она и не спала. Глухие хлопки прозвучали трижды, один за другим. Бах, бах, бах! Оборвали крик. Тяжело дыша, Лиза вперила взгляд в темноту. Смартфон давно сел. Сколько прошло времени с тех пор, когда Костя ушел? Что случилось там, наверху? Он убил опять и скоро вернется в подвал с парой новых покойников? Продолжит то, на чем остановился? Тишина сгустилась, такая плотная, непроницаемая, Лиза подумала. Стрельба ей просто приснилась. Она чувствовала, что мертвецы наблюдают за ней. От их взглядов тьма становилась вязкой и липкой, текла из полых глазниц. Шаги над головой. Тихий скрип досок. Сзади в подвал проник робкий луч и рассеялся. Лизнув ножки штатива, по спине пробежала россыпь мурашек. «Господи!» — говорил мужчина, но не Костя. С натужным кашлем последовала ругань, Лиза замычала как можно громче, насколько позволял кляп под слоем липкой ленты. «На помощь!» Задергалась всем телом, из глаз хлынули слезы. Шаги приблизились. Мужчина обошел Лизу, и она сразу узнала его по фотографии в Инстаграме. Это был брат Алены, полицейский. Вадим. Или Влад. В одной руке он держал телефон с включенным фонариком, в другой — пистолет. «Сейчас», — заговорил и убрал оружие в карман олимпийки. «Ничего, я сейчас, девочка, подожди только». Вадим или Влад положил мобильник на пол. Поддел скотч за верхний край и потянул вниз. Казалось, кожа слезла с лица вместе с лентой. Стоило избавиться от кляпа, и Лизу тут же стошнило под ноги спасителю. «Где?» — захрипела она, не узнавая собственного голоса, будто через нее говорил кто-то другой, сидящий глубоко внутри. «Не бойся, этот псих мертв, я развяжу тебя. А потом мы все вместе свалим отсюда подальше». Вадим Влад обошел ее сбоку, нащупал узлы. Распутать их пальцами не получалось, и, не раздумывая, он вгрызся зубами. Наконец веревка, стягивающая над бедрами запястья и щиколотки, ослабла, ноги безвольно повисли. Кровь заструилась по венам, рассеивая тысячи болезненных уколов. Лиза освободилась от пут, и брат Алены осторожно опустил ее на пол. Поднял телефон. Луч фонарика метнулся в сторону. «Мать твою, Аля! Я чуть не умер от страха! Нахера так подкрадываться?» Лиза оглянулась. В рассеянном свете у входа в подвал был виден женский силуэт. Распущенные по плечам волосы, руки за спиной. Она приближалась, странно, как в медленной съемке. Что-то не так. «Зачем ты пришла? Я же велел ждать в машине». «Вадик, мне страшно одной». Вадим шагнул к сестре. «Стой!» — только и успела выдохнуть Лиза. В следующую секунду в его горло вонзился нож и тут же выскочил обратно. Из раны брызнула кровь, окропила Аленина лицо. Свет фонарика скользнул по алому лезвию и голове с навершия. В безумной гримасе почудился смех. Телефон упал лучом кверху, и происходящее стало походить на причудливый спектакль в сиянии рампы, подражающий первобытным танцам у костра. Тени метались по потолку, как по сводам пещеры. Слышны были подвывания и хрип, пахло смертью. Вадима повело в сторону. Он задел ногой ведро с внутренностями. Из опрокинутой канопы вывалились связки светиных кишок. Прижался спиной к стене, осел на пол. Одной рукой закрывая рану, другой достал из кармана пистолет, но Алена оказалась быстрее. В один прыжок она подскочила и выбила оружие. Громыхнуло так, что зазвенело в ушах. Пальцы вцепились в волосы. Лезвие ножа мелькнуло в полумраке и тут же исчезло вновь. У Вадима в глазнице. Возникла, исчезла. Возникла, исчезла. Как кровавый механизм для казней. И ударом вторил безумный Аленин вопль, будто она ужасалась тому, что творит, но не могла остановиться.
Ее остановил выстрел. Первая пуля пролетела мимо, вторая попала Вадиму в грудь, но ему было все равно, он уже не дышал. Лиза не могла как следует прицелиться, руки дрожали под тяжестью пистолета. Казалось, он весит не меньше пудовой гири. Алена отпрыгнула назад и встала прямо над лучом фонарика. На потолке выросла ее огромная тень и метнулась вслед за хозяйкой. Один за другим грянули 2 выстрела в упор, в плечо и живот. И братоубийца навалилась на Лизу всем телом. Взмах ножа. Перед глазами блестит лезвие, скользит по щеке, упирается острием в деревянный настил. Нож выпадает из Алениной руки, и его тут же проглатывает тень. Липкие от крови пальцы смыкаются на Лизином горле. Горячее дыхание обжигает кожу. Красным пульсирует свет, на висках вздуваются вены. Еще немного, и череп лопнет, как перетянутый резинками арбуз. Но рука нащупывает во тьме маленькое, безумное лицо, и нож, словно змея, с человеческой головой вползает на ладонь. Мелькнула вспышка. Молния в первобытной ночи. Лиза приставила острие к Алениному подбородку. Клинок медленно вошел, будто погрузился в подтаявшее масло. Казалось, плоть расступается сама собой. Кровь потекла по лезвию, хватка на горле ослабла, Алена закашлялась, отхаркивая темно-красное, и широко распахнула глаза. Свет в них померк, утек по капле сквозь дрожащие зрачки и растворился во мраке. Тело обмякло. Теперь на весу его удерживал только нож, булавка для куклы. Лиза зажмурилась и выдернула клинок. Скрипя зубами, оттолкнула покойницу, почувствовала, как на грудь и лицо хлынуло густое, горячее, и без сил раскинула руки. Спаслась. Жива. По телу волнами разливался жар, в пальцах покалывало. Крики и грохот выстрелов все еще звучали в голове слабеющим эхом, будто под сводами заброшенной церкви. Сквозь веки проступали чужие сны. Театр теней. Видения, летящие в космической пустоте, рисунки углем на скалах, туман над лесом, малые алтари, сумрачные своды каменных храмов и черных от копоти изб. В ладони лежал нож, придавливая весом к земле. Лежал, словно был выкован для этой самой руки. Лиза хотела отшвырнуть его подальше, во тьму, в бездонную пропасть, в пучину моря, в жерло вулкана, неважно. Но не могла. Сквозь веки проступали чужие сны. Бес номер 2. Дмитрий Лопухов. Гошка застрял. Слава уродовала зубочистки и строила возле соломки курган из обломков. На острых кончиках зеленел ментол, казалось, будто маленькие копья треснули в бою с ползучей тварью, по венам которой текла холодная мятная кровь. «Это я, зеленая тварь. А меня все копья ломаются, я машина!» — думала Слава, но под глазами предательски поблескивала и подергивался уголок рта. Заказ ей был нужен как воздух. За квартиру она не платила уже 3 месяца, не отправляла больной маме денег, питалась булками и лапшой. Подумывала распродать оборудование, это бы спасло, но и поставило бы крест на перспективах. В дверь кафе вошел... Нет, не вошел, а просочился смуглый человечек. Слава сразу поняла — это к ней. Согнутый до состояния буквы «Г», но не горбатый. Залоснившийся, словно его отгладили раскаленным утюгом, человечек выглядел неприятно. Он повертелся, сканируя пространство, обнаружил искомое, выплеснулся на стул, тускло взглянул на Славу и сказал нормальным голосом: «Здравствуйте». Слава долго готовилась, репетировала речь, но все забыла и начала шпарить неуклюжими экспромтами. «Некоторые думают, ну там есть друг вот, он свадьбы снимает, но нет-нет, лучше предметного фотографа никто не сделает. Вы же не пойдете удалять грыжу к стоматологу, а?» Человечек взирал бесстрастно, будто удалять у стоматолога грыжу было для него делом привычным. Только не просрать. Слава содрогнулась и заговорила быстрее. «У меня хороший прайс. За столько вон вам девочки на айфоны. А это мусор, ни композиции, ни стиля, ни света». «Плевать», — отрезал человечек. «Только свет имеет значение». Карьеру Славы пустил под откос заказ от сети секс-шопов на съемку японских игрушек.
Требовалось чистое искусство, сложные фоны, никаких людей в кадре, 0 пошлости, только природные сеты, логически выводящие продукт на первый план. Поиск референсов занял 2 месяца. Слава делала сборки по свету, по цвету, по композиции и точке съемки. Выдержала 6 патагонных собеседований, фотографировала 1,5 месяца в 4 студиях под контролем представителей сети. Еще неделю доснимала дома. Кадры получились глубже и мощнее, чем на японском сайте, для которого фотографировал лауреат всемирных премий. Слава отсматривала материал и задыхалась от восторга, но вымоталась зверски, игрушки снились ночами. Слава дала им имена. Самую сложную и дорогую называла Гошей. Закончив последний съемочный день, Слава купила 2 бутылки вина и отчаянно отпраздновала, а потом пьяная, счастливая и дурно соображающая распаковала собранные для возврата заказчику игрушки и воспользовалась каждой. Искусственные члены жужжали и вибрировали, как сервоприводы терминатора. «Иди в жопу, киборг-гошик, враг ты рода человеческого!» — пьяно приказывала Слава. Гоша извивался и отстреливался глицериновой спермой. За время съемок Слава привыкла воспринимать Гошу в статичных композициях, трогать в перчатках кисточкой, счищать пылинки. Поэтому в ту ночь она испытала порочный восторг сокрушителя запретов. Преувеличенно громко стонала, меняла режимы, запихивала в себя Гошу и всех его приятелей разом. Отключилась Слава уже под утро, обессиленно сыпав игрушки в коробку. Разбудил звонок в дверь, Слава отдала, тускло соображая курьеру эту коробку, и снова отрубилась. Вечером проснулась и поняла, что провалилась в ад. Этот вибратор сложнее космического корабля и стоит почти столько же. Вот что с ним сделала наша фотографиня. Подпись в аккаунте секс-шопа предваряла вовсе не шикарные фото Славы, а снятые на мобилку использованные игрушки из коробки. Магазин разогнал волну хайпа. История фотографа-осквернителя пошла по интернету, попала в телек. Славу отменили в профессиональных сообществах, ей посвящали фотожабы и предлагали деньги за секс. Внесли в национальную базу мошенников, ее фамилия оказалась рядом с домашним кондитером, испекшим сальмонеллезный торт для вечеринки дошколят. Кто-то сочинил байку, что Слава портит оборудование в студиях, а ее фото в 2 раза обрушивают продажи брендом, и эту нелепицу перепечатали в каждой статье, заметке и посте о вибраторной катастрофе. Коллеги, которых Слава считала своими друзьями, по шакалье набросились на ее постоянных клиентов и растащили все заказы. «Ну как же вы так?» — писала СММщица секс-шопа. «Вы бы их хоть помыли. Там все равно встроенная камера снимает, но хотя бы не так позорно». «Мамочки! Только бы видео не слили!» — выла, колотя головой об стену Слава. Слили. Славина реплика «А Гошка-то застрял» стала мемом. «Я все переживу, заказы будут, у меня ледяная мята вместо крови. Я еще устрою пожар, что надо», — успокаивала себя Слава, покупая бич-пакеты. Но заказов у нее с тех пор не было. Однажды еще до вибраторного кризиса менеджер богатого бьюти-бренда спросил, как Слава снимет свотч их мицеллярной воды. Капнул средством на стол, и оно сразу расползлось аморфной лужей. Слава тут же придумала, что надо капать на липкую сторону прозрачного скотча, тогда форма уцелеет. Получила заказ, перепрыгнув сильных конкурентов. Сейчас она снова была готова сокрушать и прыгать. «Скажите, какие у вашего продукта цвет и текстура?» «Еще неизвестно, процесс идет. У китайцев что-то заказали. И сомневаются, выдержит ли дизайн», — подумала Слава. «Значит, фоткаем для маркетплейсов. Понятно». «Предлагаю съемку на белом фоне. 2 импульсных источника света. Один с софтбоксом, подбиваем тени. Второй основной без насадки, с жестким светом, чтобы красиво и рекламно. Объектив полтос даст нормальное фокусное». «А это...» Человечек потянулся к Славе, так искорежившись, что перестал быть буквой «Г», и зазмеился типографской тильдой. «Ярко?» «Не поняла». «Ярко будет». «Что ярко?» «На съемках будет ярко». «Ну да». «А жарко?» «У вас там что-то растаять может?» — удивилась Слава. Не жарко. Это же импульсный». «Надо ярче». «Без проблем». Слава так хотела этот заказ, что приказала себе не удивляться. «Бюджет?» «На деньги я плюю».
К удивлению Славы, человечек действительно харкнул на пол, едва не попав на туфлю официантки. Ну, если бюджет не ограничен и нужен имиджевый арт, то делаем так. Ставим фрост-раму 100 на 100. За ней постоянный источник света. Второй источник фокусируемый. На него проекционную насадку. На третий накидываем гелевый фильтр, чтобы дать цвета на фон. Камеру на штатив, колонну. Объектив Макрикс. «А еще ярче!» Слава догадалась, что человечек ее не понимает. И мелет ерунду, что он просто сумасшедший и никакого заказа не будет, что впереди булка и ругань с хозяйкой из-за оплаты. «Вы стебетесь, да?» — устало спросила она у человечка. «Ну, можно ярче. Арендуем студию. Берем киношный постоянный свет. 3 штуки». «Можно 4». «Блин, можно!» — разозлилась Слава. «Но снимать придется голый. Я все равно нахрен сварюсь, пекло будет». «Подходит», — задвигал челюстью человечек, и Слава поняла, что он не буква, а муравей. Круглая головенка, усыпанная маковыми зернами, под корешок срезанных волос, щетина, худые ручки, насекомьи движения. Славе захотелось, чтобы исполинская ладонь смахнула человечка на пол, туда, где зеленел его плевок. «Сделаем», — сказала она. «но нужен аванс. Плюс на бронь студии, на аренду света, на...» «Да», — ответил человечек, достал красный денежный кирпич и принялся откалывать от него купюры. «Хватает!» Денег оказалось много. Одеревенелыми губами Слава забормотала слова благодарности, но человечек ее прервал. «Пишите адрес, вам привезут продукт. Я дошлю инструкции». Он вывалился из-за столика и зашаркал к выходу. Пульс у Славы зашкаливал, в горле пересохло и хотелось в туалет. Она встала, бросила в окно взгляд на уползающего человечка, подумала. «Я машина. Не прошибешь, ледяная мята вместо крови. Еще устрою пожар, что надо». И неожиданно для самой себя заплакала. В студии было жарко. Администратор с сомнением наблюдал, как ставится киношный свет, потом подошел к Славе и сказал: «Явно будет пересвет. А ты вообще зажаришься?» Он присмотрелся и, поморщившись, уточнил: «Слушай, а ты не Гошка застрял?» Слава не ответила. Вчера она выслала маме денег, оплатила жилье и наполнила холодильник едой. «Плевать на травлю», — думала Слава. «Если заказчик хочет фотки мешка в пекле, единственное, что спрошу, в Сахару нам или в Каракумы?» Продукт действительно напоминал вытянутый мешочек с хвостиком, перевязанный похожими на говяжьи жилы веревками. От него едко пахло, внутри бултыхалось. Слава разделась до трусов и спортивного бра, врубила весь свет. Мысленно выдала панч про колбасную форму продукта. Скривилась от неловкости, наложила на себя епитемью. Не шутить, принялась работать. Фотографии получались ужасными. Жара стояла невыносимая, мешочек вонял. Когда стало совсем тяжко, Слава побежала в киоск за ледяной водой. Мальчишка лет 12 с восторгом смотрел на жадно припавшую к бутылке тетю в трусах. Слава хотела на него шикнуть, а потом махнула рукой, мол, чего уж теперь. У дверей студии она остановилась, чтобы допить воду. И заметила, как по потрескавшейся стене ползет муравей и тащит в челюстях белесый кокон. Жара стала невыносимой, и Слава подумывала выключить один осветитель. Все равно клиент не узнает, когда пришло сообщение. «Взгрывайте реторту», — писал человечек. «Еще сообщение голосовое будет. Запусти над ретортой». «Грамотей», — подумала Слава и окончательно решила, что все это арт-проект. Возможно, пранк конкретно над ней. Но уплаченные деньги были настоящими, и только это имело значение. Поэтому Слава выудила из студийных инструментов канцелярский нож, на всякий случай проложила круг из скотча, липучкой вверх и полоснула раздутую реторту. Завоняло 100 крат сильнее, на скотч плеснула мутная белесоватая жидкость, сразу же сформировавшая ровную каплю. Слава сделала еще несколько фото. Снова пиликнул телефон. Голосовое. Слава, памятуя о наказе заказчика, тут же его воспроизвела. «А Гошка-то застрял!» — застонал телефон ее собственным голосом. «Ну, конечно!» — поморщилась Слава. И вдруг поняла, что открыла не то сообщение. За секунду до послания заказчика пришло голосовое с мемом. Оно-то случайно и запустилось. «Так и знал, что это ты.
Админ студии, а сообщение отправил именно он, подписал мем. «Ты, кстати, в черном списке нашей сети. Ты оборудование портишь. Проваливай». «Ничего страшного. Переделаем», — попыталась успокоить себя Слава. Собралась запустить правильное голосовое, но услышала со стороны стола гортанный хрип. «А госька-то застряль? Госька стряль! Стряль! Госька!» Со столика на пол с хлюпаньем упал маленький, в 2 ладошки длиной головастый уродик. Он принялся судорожно кататься по линолеуму, оставляя жирные пятна. Огромная голова почти не двигалась, а вот тщедушное тельце извивалось в червячьих па. «А госька стряль! Госька-то застряль!» Существо рвало словами. «Я машина», — напомнила себе Слава. Стало полегче, и она включила голосовое от заказчика. «Я, гомункул, принимаю женскую жертву», — нараспев пробубнил динамик. «Я убью всех врагов хозяина моего». 2 и 2 сложились. Это, вероятно, были первые слова, которые полагалось услышать крохотному мерзавчику. Но вместо них он услышал «Госька стряль!» Уродец попытался встать на ножки, но голова перевесила, и он опять упал. «Погоди-ка», — вслух сказала Слава. «Женская жертва — это я, что ли?» «Стряль! Застряль! Стряль!» — бормотал гомункул, ползая по полу. Он запнулся в проводах, задергался и повалил стойку со светом. На шум примчался администратор. «Я ведь сказал, ты в черном списке! Пакуй!» «Бля, это ты чё, родила тут, что ли?» «Чего родила?» «Ну вот этого! Гля, твой мелкий свет расхреначил! Вот ты попала!» Гомункул перевел взгляд мутных глазок на админа и скривился, а потом прыгнул головой вперед. Слава застыла в ужасе. Тело админа осело на пол, из кровяного омлета на месте смятого ударом лица густо потекло. Гомункул радостно закряхтел и начал есть мясную кашицу. «Капздец!» — простонала Слава. «Госька!» Гомункул тихонько отрыгнул. Слава потянулась дрожащей рукой к дверной ручке, повернула и в студию просочился заказчик. Он окинул муравьиными глазками помещение, взглянул на застывшую у стены Славу, на админа с треснувшим лицом, на вылизывающего кровавое пюре гомункула и всплеснул руками. «Все не так. Что наделали-то, а? Вы очень плохой фотограф!» И страх оставил Славу. «Я охрененный фотограф», — твердо сказала она. «Просто невезучий». Заказчик махнул рукой и нагнулся к гомункулу. «Столько работы погубила!» Заказчик потыкал пальцем в живот гомункула и остался разочарован. «Погляди, он дефективный. Кого такой для меня убьет?» «Застряль!» — угрожающе отрыгнул гомункул. «Год в коровьем навозе. Год в сперме». «В сперме?» «Год в лошадиных внутренностях. Год в реторте. Всего-то и оставалось 7 часов света. Жар, нужные слова, женская жертва. Для такого первое услышанное. Наставление Бога, задача на будущее. И на смарку!» Заказчик закрыл лицо ладонями. «А знаете, как тяжело было достать каплю плодных вод уже рождавшегося гомункула?» «То есть вы меня наняли, чтобы я несколько часов светила, голосовое запустила и стала женской жертвой?» Слава чувствовала себя хуже, чем в вечер вибраторной катастрофы. «Чего я вообще ждал?» — ныл заказчик. «Вы мусор! Я гений!» «Гений? У вас в каждом слове по 3 ошибки, и вы на пол харкаете. Да вы алхимический дегенерат!» «Пошла вон!» — взвизгнул заказчик. Гомункул поднял на него мутные глазки, оскалил перемазанный мозговой кашкой ротик, закликотал и снова прыгнул. И они сцепились. Муравьиный человек и гомункул. Творец и его нелепое создание. «Да он же меня защищает!» — осенило Славу. Стало горько. Вырожденец был единственным в мире существом, вступившимся за нее. «Госька!» — засипел гомункул, когда заказчик зажал в кулак его тонкую шейку. И тогда Слава сорвала со штатива фотоаппарат, размахнулась и со всей силы заехала заказчику по затылку. Хрустнула. Заказчик, угловато замахав руками и ногами, как есть подбитый муравей, свалился на пол. Из кармана его пиджака выпала пожелтевшая книга, заполненная рукописным текстом, изображениями перегонных кубов и органов.
«Я охрененно работаю камерой», — сказала Слава, потом опустилась на пол и тихонечко заплакала. Гомункул сипло продышался и пополз, сжимая и выбрасывая большеголовое тело к Славе. Потом он приткнулся к ее теплому бедру, лизнул кожу и забормотал. «А Госька-то засряль! Госька, сряль!» Слава всхлипнула и вдруг ощутила, как маленькая ручка стягивает с нее трусы. «Госька, засряль!» Она вскочила и пинком отправила уродца в стену. Тот сполз по штукатурке и назидательно залопотал. «Госька, надо, засряль!» Неуместно пиликнул телефон. Слава утром откликалась на хороший заказ, сейчас прочитала ответ. «Это же вы, Мирослава, были фигурантом известного скандала. Извините, с моральными уродами не работаем». И Слава заорала. Она прыгнула к бормочущему гомункулу и со всей силы ударила его фотоаппаратом и била, покуда из него не полезла студенистая дрянь. Слава вывалилась на улицу, кутаясь в длинную рубашку. Один из перегревшихся осветителей заискрил и вспыхнул. Черный дым облизал потолок студии и пошел на улицу. Гуляющие люди встревоженно загудели. Слава, стиснув зубы, процедила: «Я машина!» и с прямой спиной зашагала дальше. Одной рукой она несла фотоаппарат, другой сжимала ссохшуюся от времени книгу и лист широкого скотча с прилипшей к нему мутно-белесой каплей. Пробегавший мимо мальчишка, тот, что разглядывал недавно полуголую Славу у киоска, озадаченно хмыкнул. В неверном задымленном свете ему почудилось, что из порезов на ногах и руках строгой девушки подтекает мятное, но пожар интересовал мальчишку куда сильнее, поэтому он тут же все забыл. Пожар действительно был что надо. Черт номер 12. Максим Кабир. 113. «Прекрасно», — сказала Рани Травец, подчеркивая интонациями весь радиоактивный скепсис девочки-подростка. Она встряхнула телефон, словно этот жест отчаяния мог восстановить упавший уровень сигнала, и одарила ненавидящим взглядом пейзаж снаружи. Последний кибуц промелькнул за бортом четверть часа назад. Высеченный на фасаде многоквартирного термитника, основатель государства Бен-Гурион проводил путешественников сочувствующим взором. Апрельское марево размывало очертания холмов. День обещал быть долгим и скучным. «Прекрасно», — повторила Ранит, так как первые ее прекрасно оставили без внимания. «Нормальные семьи проводят выходные на пляже, в аквапарке, в пиццерии, а мы едем в тюрьму». «В тюрьму! В тюрьму! В тюрьму!» — проскандировал Ишай Равец, отец Ранит. Идея взять с собой родных не особо его вдохновила, но он решил не спорить и показательно бодрился. На совместной вылазке настояла супруга, сказала: «Дети тебя не видят, пусть ты сидишь круглосуточно в своем кабинете, скоро забудут, как выглядит их папа. Куда ты собрался в субботу? В тюрьму? Что ж, подойдет и тюрьма». На самом деле Кейлу Равец терзали подозрения, будто муж врет об исследованиях, будто вместо тюрьмы он попрется к какой-нибудь высоколобой и длинноногой девке. И для этого у Кейла имелись причины. Какую бы пользу ни приносили рекомендации психолога, как бы не помогали групповые сеансы терапии, не проходило и дня без мыслей о той суке, о переписке, найденной в ноутбуке мужа. Вдруг и сейчас вместо романов он строчит сообщения любовницам. Словно угадав, о чем думает жена, Ишай оторвался от дороги и ласково, заискивающе улыбнулся Кейли. Она задержала на нем пристальный взгляд и сказала приунывшей дочери: «Зато какую фотосессию ты устроишь? Фотками с пляжа никого не удивить, а вот тюрьма...» «Ага», — буркнула Ранит с заднего сиденья. «Фотосессия на электрическом стуле». Микки, доселе молчавший, занятый боевыми действиями, развернувшимися за обочиной в его фантазии, спросил: «Там есть электрический стул?» «И виселица», — сказала Ранит. «Очень надеюсь». «Там нет ни виселицы, ни гильотины, ни электрического стула», — разочаровал отпрысков Ишай. «За всю историю государства мы казнили 2 человек, причем одного по ошибке». Он точно примерял на себя роль необоснованно обвиненной и посмертно реабилитированной жертвы обстоятельств.
«И почему ты не пишешь об аквапарках?» «Потому, милая, что книги об аквапарках — очень узкий поджанр литературы. Твоему старику в нем просто не хватит места!» Неискренне хохотнул Ишай. Его мучил страх, что Кейла таки поддаст на развод, и все созданное ими за 17 лет обратится в пепел. Время сотрет из памяти одним им понятные шутки, домашние прозвища, глупые и уютные сказки. Сильнее он боялся лишь того, что дети прознают о его предательстве. Нет, Микки слишком юн. Верит в говорящих динозавров и считает лучшим другом увиденного в Тель-Авивском зоопарке жирафа. Но Ранит... Ишай посмотрел на насупленную дочь сквозь зеркало заднего вида. Она покусывала пирсинг в языке и накручивала на палец розовую прядку волос. Ранит совсем взрослая, скоро закончит школу и пойдет в армию. Вдруг она чувствует все, что творится за закрытыми дверями родительской спальни, где ночами две половинки супружеского ложа целомудренно разделены подушками. Страх увидеть презрение в глазах Ранит вынуждал идти на все, лишь бы склеить то, что он бездумно раскокал. Репортерша была ошибкой величиной с иудейскую пустыню. Они ведь даже ни разу не встречались, просто флирт в сети. Просто несколько откровенных фотографий, обещание прилететь к ней в Конью. Однажды. Кейла никогда особо не интересовалась творчеством мужа, разве что на начальном этапе, до Ранит. Она заведовала гонорарами писателя, награждала за успехи лаской и первоклассной едой. Репортерша же могла часами рассуждать о персонажах «Свинцового сердца» и спорном финале «Полуночных посетителей». А это сексуальнее, чем подтянутая задница. Ишай не спал с репортершей в реальности. Но он спал с другими, трижды в течение всего брака. Скобля себя губкой в гостиничных ванных, он оправдывался тем, что, женившись в 19, не успел набить оскомину и вот наверстывает. Кейли ранила сердце переписка. Она бы не пережила, узнав о тех трех, от которых не осталось имен, лишь откликающаяся в чреслах память о мягкости и упругости, гладкости и влажности. «Мы проведем этот день вместе», — думал Ишай, ведя автомобиль по безлюдной дороге. «И мы проведем его хорошо». Кейла рассеянно смотрела в окно. На равнине под палящим солнцем корпели археологи. Трепетали оградительные ленты, тени откопанных античных колонн и безносых статуй тянулись к дороге. Потом люди, живые, мраморные, скрылись за поворотом. «Мерзавец», — подумала Кейла, — «куда бы ты поехал, если бы мы не сели тебе на хвост?» Ранит скроллила сохраненные фотографии с эскизами татуировок. Она склонялась то к стопке долларов на ребрах, то к цитате из Канье Уэста на бедре, подальше от родительских глаз. Она думала, с ними что-то не так, с родителями. Они даже не трахаются, наверное. Интересно, они разведутся? Микки смотрел за обочину, за выложенную 100 миллиардов лет назад низкую каменную ограду. Там, в его фантазии, механизированные динозавры сражались с гигантскими командосами. У командосов были лазерные пушки, но динозавры исторгали пламя. «Вот она!» — оповестил Ишай. Из-за горбов нубийского песчаника выплыла металлическая вышка с навеки погасшим прожектором, а затем комплекс целиком. Изолятор номер 113. Локация для будущего, 7-го по счету психологического триллера Ишая Равица. Очередной книги, которую Кейла просмотрит по диагонали, отделавшись дежурным комплиментом. «Ты же понимаешь, я не ценительница всей этой жести». Вот если речь идет о приватных переписках... Мазда Равицев вырулила на лужайку перед изолятором, и Ишай заглушил мотор. Здесь не было других машин, как не было охранника или билетера, которых ожидала увидеть Ранит. Вход и выход свободные. «Здорово!» — вынес Микки вердикт. Попроси кто у Кейлы охарактеризовать сына одним прилагательным, она бы выбрала слово «довольный». Мальчика приводило в восторг вообще все на свете. Он был бы рад, прикати они на выходные к общественному туалету или к сраной папочкиной шлюхе. Кейла попросила дочь передать ей пакет с провиантом. «Там точно водятся змеи», — сказала Ранит. Кейла посмотрела на мужа вопросительно. Он ответил мимикой: «Вполне возможно, но я не составлял вас сюда ехать». «Смотрите под ноги», — велела Кейла, — «и не сходите с дороги». Микки подумал о вооруженном до зубов человеке на вышке, и человек появился там и отдал Микки честь.
пол лица стальные, в глазнице лампочка». «Это крепость древних людей», — сказал Микки, неловко выбираясь из прохладного салона в весеннее пекло. «Ей 300 лет». «Ее построили в 50-х», — пояснил Ишай, разминаясь. За металлическими жилами забора угадывалась разруха. Вертикальные стойки своеобразными изгибами проржавели, кое-где их опутывали устрашающие лозы колючей проволоки. Ишай замер, внимая тишине, сухому и немилосердному дыханию пустыни. В 99-м, сообщил Google, в изоляторе разразилось восстание. Мятежников утихомирили, а морально устаревшую тюрьму расформировали, отдав на откуп жукам-навозникам и авторам триллеров. В романе «Мятеж» будет вынесен за скобки. История начнется позже, в 2013-м. «Здесь держали убийцы-маньяков!» Микки прицелился бластером в гостеприимно распахнутые ворота. «Здесь держали солдат», — ответил Ишай, будто солдаты не могли быть маньяками и тем более убийцами. «Это военная тюрьма». «Почему их здесь держали?» «Они ели детей», — сказал Ранит. «Не говори глупостей», — нахмурилась Кейла. «Ишай». «За мелкие нарушения в большинстве своем. Например, они забывали побриться или погладить форму». «Тебя давно бы тут заперли», — заметила Кейла. Юмор был хорошим знаком, как и то, что жена позволила руке Ишая лечь на ее поясницу. Хавуши, те, кому вынес приговор дисциплинарный суд, находились в тюрьме не дольше месяца и могли даже домой ездить. Сквозь потрескавшийся асфальт пророс сорняк, за забором вымахали пальмы, фисташковые и рожковые деревья и боярышник. «Оазис сатаны», — обкатал Ишай предварительное название романа. С теми, кого осудил военный трибунал, понятно, были строже. «За что осудил?» — полюбопытствовал Микки. «Ранит, солнышко, надень кепку». Дочь проигнорировала указания матери и первая проследовала в ворота мимо кирпичной будки с разбитыми окнами. «За дезертирство», — объяснил Ишай. «То есть они сбежали из армии». «Как трусы?» «Да, или они были слишком жестокими». «Или курили травку», — крикнула Ранит со двора. «Что курили, пап?» «Сорняки». «Фу!» Цепочка и равицы вошли на территорию изолятора. Таинственно шуршали кроны деревьев. Солнце жгло жестяные макушки разрозненных построек. В центре площадки громоздилась гора столов и потрепанных, раскорячившихся офисных кресел. «Осталось подвести электричество», — сказала Ранит. Верткая ящерица просеменила по подлокотнику. Кейла подумала о скорпионах, следом о пассии супруга. Микки подумал о роботе, собранном из старой тюремной мебели. Ранит подумала о Сиване. Сиван был старше ее на год. Они уже целовались, и Ранит позволила ему засунуть руку ей под блузку. Специально не надела лифчик. Было смешно, как у Сивана брови встали домиком, и как встало еще кое-что. Ранит увидела, опустив взгляд, а Сиван покраснел. Ранит представила, что вместо предков и братца с ней, здесь Сиван, и они одни. Можно вообще все с себя снять. Ишай вынул телефон и фотографировал, словно туристические достопримечательности, отслуживший свое хлам, покореженный электрический щиток, фонари на мачтах, обвисшие провода, насос, трубы капельного полива, витки колючей проволоки. Про изолятор номер 113 он услышал 2 года назад. Он тогда работал над «Свинцовым сердцем», остросюжетным романом о спецназе. Собирая информацию, интервьюировал вышедших на пенсию военнослужащих. Среди ребят, которых Ишай благодарил в послесловии, значился владелец закусочной по имени Ницан Луф. Этот добродушный 200-килограммовый здоровяк в прошлом был десантником Сайерет Маткаль, принимал участие в рискованных операциях в Ливане и Тунисе, освобождал заложников у Дейр-эль-Балах и положил немало боевиков Хамас. На вопрос Ишая, видит ли он кошмары, Луф ответил: «Сплю, как младенец, друг. Впрочем...» Он прихлебнул свое пиво. «По молодости я загремел в тюрягу. Переусердствовал, допрашивая шиитского пацаненка. Случайно выбил ему пару зубов и сломал пару не самых важных костей. Впаяли 3 месяца в изоляторе номер 113. Он сейчас заброшен. Куча мусора в пустыне, ближе к Мертвому морю. Вот там мне снились кошмары, друг». Луф сощурился, погрузился в себя. Казалось, он вспоминал что-то, что гораздо хуже, взрывающееся в толпе смертницы и пулеметчика, шмаляющего с крыши глинобитной хибары. Через несколько секунд Луф сказал с улыбкой:
«Паршивое местечко, хорошо, что его закрыли». Упомянутый вскользь изолятор не был нужен Ишаю для свинцового сердца, но история отложилась в голове и в черновике, короткой пометкой. И когда он задумал книгу на основе реального материала, размышления о месте действия привели к заброшенной тюрьме. Над шиферными кровлями бугрился буро-желтый холм и торчал столб линии электропередачи. «Криповенько», — сказала Ранит, обводя взглядом кустарник и долговязые пальмы, рассохшуюся беседку и одинокое кресло в середине площадки. Невзирая на обилие зелени, территория была какой-то стерильной, тусклой и угнетающей. Одноэтажные постройки хозяйственного двора пострадали от вандалов, стекла разбили, беленые стены замарали каракулями. «Осторожно!» — предупредила Кейла, указывая на шипастую проволоку, гадюкой свернувшуюся на асфальте. Ранит переступила через колючку и заглянула в окно. Изнутри повеяло прохладой. «Странно», — подумала Ранит. Прямоугольник естественного света, заключенный в нем девичьей тенью, падал на пыльный пол. По сторонам в углах царила тьма, особенно концентрированная в дверном проеме напротив окна. Ранит задержала дыхание и непроизвольно коснулась носа, горбинки, которую она планировала в будущем удалить. Темнота перед ней словно пульсировала, и что-то синхронно пульсировало в голове. «Я пройдусь по двору», — сказал Ишай. Кейла повела плечами. «Никто тебя не неволит. Надеюсь, ты хотя бы здесь не найдешь себе бабу». Она присела на корточки у алоэ, чьи листья, адаптируясь к беспощадным солнечным лучам, приобрели оттенок крови. Достала телефон, включила фронтальную камеру, но фотографироваться не стала. Осунувшаяся рожа, еще и вспотевшая. Кейла поморщилась, оживляя в памяти образ той суки, ее шикарные волосы и сиськи, не рожавшей кобылы. В детстве Кейла обожала сдирать корку с ран, а постыдным удовольствием взрослой жизни, манящим и отвратительным, были ролики «Popping Pimples», видео, на которых люди выдавливали гнойники. Поселившаяся в мозгах сука была и раной, и гнойником. Может, я мазохистка? Кейла поскоблила ногтями скулу. В 3 метрах от нее Микки забрался на палету и издавал автомобильное бухтение. Ранит остолбенела у окна здания, размалеванного граффити. Кейла не могла поверить, что Ишай способен на измену. Да, только виртуальную, но кто знает правду. Она не считала себя красавицей и понимала, что не уделяет достаточного внимания его романам, не может говорить о них так, как преданные читатели, но были дети. Были глупые сказки, сочиненные для Ранит, с Микки и друг для друга. Неужели они ничего не значат? А лето 11-го года, когда равицы чуть не потеряли дочь, чудовищные часы в детской больнице Петах-Тиква. Они прошли через ад и обязаны были быть счастливыми впредь. Микки спрыгнул с палеты из салона летящего на всех парах бронированного «Хаммера» и побежал к вражеской базе, к пластам шифера. «Выпей сока, малыш». «Не хочу, мам!» Кейла присосалась к трубочке, глотая теплый нектар. Ей не нравились книги мужа. Она полагала, это ужасные книги, хорошо придуманные и написанные, но ужасные. Дело даже не в градусе насилия. Ее до одури напугали с виду безобидные полуночные посетители, роман, переведенный на десяток языков, принесший Ишаю славу и деньги. В книге он рассказывал чужим людям об их семье. Плевать, что у семьи была другая фамилия, он рассказал о Ранит. Или о таком же ребенке со страшным диагнозом. Он описал все, что чувствуют убитые горем родители, и Кейла поразилась, водя глазами по строчкам. От романа нельзя было оторваться, и в равной степени от романа хотелось блевать. Поразилась и задумалась. Знает ли она в действительности мужа? Ведь для нее самой лето 11-го года было черной дырой, ванной, полной слизи, горстями успокоительных таблеток. Она ждала той же реакции от Ишая, а он... Что? Запомнил и записал каждую минуту, чтобы вновь погрузить Кейлу в омут трагедии, заставить заново пережить 2 суток в медицинском центре и 2 месяца до него. Он рассчитывал на восторженные комплименты. Он получил их от сотен родителей, прошедших через похожий кошмар, ибо создал жестокую, прекрасную и полезную книгу, но Кейла онемела. Она не желала читать о своей дочери и о себе всякий раз, открывая свежеиспеченный томик Ишая, боялась, что Ранит опять будет умирать на протяжении 400 страниц. Вход в административное здание, как шлагбаум, перегораживал ствол рухнувшей пальмы.
Ишай без труда преодолел чешуйчатое препятствие и переступил порог. «Ого!» — озадачился он. Включил аудиозапись и поднес телефон к губам. «Прохладно. Не понимаю, почему. Какое-то свойство строительного материала? Изучить вопрос». В здании хватало и окон, и света. По всем законам физики здесь должна была быть парилка. Но приятное дуновение ветерка высушивало испарину на лбу и шее Ишая. Он переходил из помещения в помещение, всюду было одно и то же. Шелушащиеся стены, пятнистый потолок, пыль и обвисшие провода. Ничего полезного, если только вы не писатель. Романы Ишая вырастали из образов, а не из идей или сюжетных коллизий. В «Полуночных посетителях», романе, ставшем бестселлером, он использовал собственный опыт и, конечно, опыт жены и дочери. Но родился сюжет из рвущего душу образа. Ранит лежит на больничной койке, позади тяжелейшая операция. 40 часов хирурги, лор-врачи, электрофизиологи и детские анестезиологи бились над спасением ее жизни. Впереди более мелкие процедуры по удалению остатков опухолевой ткани. Медики не стали вскрывать затылок 3-летнего ребенка. Новообразование величиной с теннисный мяч извлекли инвазивно, через нос маленькой пациентки. Солнечные лучи пронизывают отделение интенсивной терапии. Нейрохирург говорит, что дрянь, поразившая основание черепа и шейные позвонки, ранит, практически уничтожена. Мозг не поврежден, прогнозы самые оптимистичные. Кейла ревет от счастья, а Ишай впитывает в себя запах палаты, тиканье аппаратов жизнеобеспечения и хрупкость своей малышки и точно знает, о чем будет следующая книга, с чего она начнется и чем закончится. Историю, ради которой он приехал в пустыню, запустил снимок, найденный в интернете. Он запросил у поисковика информацию об изоляторе номер 113. Первое же фото. Нечто похожее на то, что он видел сейчас из окна администрации. Колючая проволока, покривившиеся вышки, замусоренный двор заставило испытать приятное томление. Начало книги. Оазис сатаны? Возможно, начало было положено, а когда он прочел про американских туристов, появился и сюжет. Воодушевленный Ишай перешел к окну, выходящему на хоздвор. Он не видел Ранит, но жена и сын стояли на фоне пальм и ржавых столбов игреков. Ишай рассматривал Кейлу издали. На ней были футболка и джинсовые шорты. Ноги длинные, с крепкими икрами. Он вспомнил, что последний его секс был виртуальным, что он не видел жену голой 2 месяца. В трусах шевельнулось. Следом шевельнулись тени в комнате. Кто-то прошел за спиной. «Так, время обеда». Голос матери вернул Ранит на землю. Она провела ладонью по лицу. Под мышками чавкнула, но и пот был холодным. Будто солнце не палило над изолятором, будто над раскалившимся асфальтом не колебался воздух. Ранит обернулась. Мама постелила на траве покрывало и доставала из пакета контейнеры с едой. «Что там внутри?» — спросил Микки, подходя к сестре, указывая дулом бластера на темное окно. «Откуда мне знать?» Ранит повела плечами. Ощущение, словно она побывала в морозильнике, проходило. Тело согревалось постепенно. «Но ты заходила туда?» «Нет». «Заходила, я видел». Ранит приоткрыла рот. Откуда-то она знала. Нет, чушь. И все-таки знала, что в конце черного коридора есть черная комната с крошечным оконцем под потолком, и тонкий луч света падает на офисное кресло и фигурку, кем-то слепленную, брошенную в темноте. Куколка, человечек из мусора, волос и колючей проволоки. Но я не была. Ранит помассировала переносицу, сплюснула пальцами ноздри. В носу пересохло, козявки кололи слизистую. Микки пристально всматривался в сестру. «Глаза сломаешь», — буркнула Ранит, решительно отходя от здания. Чуть не споткнулась о брошенный огнетушитель и ругнулась, благо мама не услышала. «Ранит, присмотри за братом». Кейла взяла 2 пальцами обрезок проволоки, оттащила его в кусты и отряхнула руки. «А ты, Микки, никуда не уходи, я позову папу». «Мамочка, когда мы будем смотреть камеры?» «Когда поедим». Кейла прошла мимо отрешенной Ранит. «Класс!» Микки выстрелил лазерным лучом в незастекленное окно. Мрак полыхнул озлобленно, в короткой вспышке света заметались скрюченные существа. «Так вам!» — хмыкнул мальчик. «Ишай!» Кейла обошла развалюху с усеянными крапинками фасадом.
На площадке мужа не было, только тени кивающих ветерку пальм ерзали по холмистому асфальту. Да стайка изумрудных мух парила над офисным креслом. «Ишай, мы собрались пообедать». Кейла заглянула в дверной проем. Живительная прохлада. Должно быть, Ишай нашел работающий вентилятор или даже кондиционер. Но разве здесь есть электричество? Обвисшие провода перечеркивали безоблачное небо. Кейла вошла в здание, окликая супруга. Когда-то Ишай покорил ее своей фантазией. С первого же свидания он стал сочинять их вселенную. Вселенную для двоих, позже для троих, четверых. Устные истории, понятные лишь посвященным сказке, стишки и шутки. Ничего похожего на то, что приносило ему гонорары. Он дал ей солнечный и умиротворенный, пронизанный счастьем мир, где приключения всегда заканчивались хэппи-эндом, а в мозгах детей не формировались опухоли. Келли все мечталось, что вместо очередного мускулинного триллера Ишай напишет детское фэнтези. У него бы получилось. «Милый!» — по привычке позвала она, прикусила язык и аукнула в тенистый коридор. «Ишай, удели детям 5 минут!» Ответом была тишина, нарушаемая только шлепанием сандалий по бетону и едва слышным шорохом в сумраке. Просторный зал за поворотом прежде служил столовой. Сальный кафель, стойка для столовых приборов, шкафы, отразившие гостю в металлических дверцах, разрозненные модули линии раздачи. На крышке витрины лежал мобильный телефон. Кейла приблизилась и взяла его в руки. Пробудила от дремы, на заставке муж позировал рядом с английским коллегой, Ли Чайлдом. Фото было сделано во время турне Ишая по Европе. «Самодовольный болван», — подумала Кейла беззлобно. «И растяпа». Она посмотрела по сторонам. «Ты забыл мобилку?» Из соседнего помещения, вероятно, кухни, вылетела муха. Кейла поднесла телефон к глазам. Помешкала и резко провела большим пальцем направо, вниз и вверх по диагонали движения, подсмотренное у мужа. Телефон разблокировался. Уровень сигнала был превосходным. Ощущая вину, опять за свое мало тебе, Кейла клацнула по иконке мессенджера. Приложение открылось, и Кейла судорожно втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Сразу под утренним сообщением от свекрови следовало ночное. От той самой суки. У Кейлы заныло в груди. Кровь прильнула к лицу, загудела в ушах, она промахнулась мимо нужной полосы на дисплее, снова нажала и словно транспортировалась прямиком в ад. Ад состоял из дикпиков, пошлых и страстных фраз, описаний, куда и в какой позе, из признаний в любви и восхвалений писательского гения господина Равица. Кейла скроллила онемевшим пальцем. Каждый день, каждый чертов день они были на связи, Иша и сука. И будто бы только то и делали, что круглосуточно дрочили. Перед ее глазами плыли обнаженные селфи суки, ее вагина со всех ракурсов. И когда Кейла решила, что хуже уже не будет, она увидела собственное фото. Ишай сфотографировал ее в пятницу, пока она спала. Крупный план, подсветка, пещеры ноздрей наполовину экрана, беззащитное, дутловатое лицо. Ишай написал: «Понимаешь, почему у меня не встает на эту свинью?» Кейла сдавила телефон в кулаке. Телефон спросил, надо ему выключиться, перезагрузиться или перейти в режим полета. Кейла застонала. Кружилась голова, рот наполнился кислотой. Кейла зарычала и швырнула телефон в стену. Он разлетелся на детали, которые забарабанили о бетон. Кейла вылетела из здания, отшатываясь от теней и оттирая плечом побелку. Ишай стоял возле офисного кресла, растерянно озираясь. «Малышка, а где?» «Тварь!» Кейла ринулась на него, пинаясь и царапаясь. «Ты... что ты делаешь?» Он увернулся. Жена словно обезумела, белее мела полосовала ногтями воздух, всерьез намереваясь разукрасить лицо мужа кровоточащими царапинами. «Да что с тобой такое?» Ишай ойкнул от боли. Пальцы Кейлы зацепили подбородок. Перехватил запястье, второе, зафиксировал, пораженный, немотивированной вспышкой агрессии. «Перестань! Дыши!» «Ублюдок, ты писал ей!» «Что? Нет, я... Когда?» «Вчера, позавчера, каждый сраный день!» «Не писал, Кейла, с тех самых пор ни разу!» «Я видела телефон, я читала своими глазами, ты фотографировал меня во сне!» «Да остановись!» Ишай легонько оттолкнул жену и на всякий случай ретировался за кресло. Кейлу трясло. «Видела телефон?» «Какого? Где, черт подери?»
В столовой! Ты забыл его в столовой, ублюдок!» «Кейла, дети услышат». «Ах, дети!» «Кейла, мой телефон у меня, вот мой телефон, и тут нет интернета». Он снял блок, ткнул в жену мобильником. На экране он приобнимал Ли Чайлда. «Вот, читай». «Я...» Кейла облизала губы, глядя на телефон мужа, как на нечто, чего не могло существовать в природе. Внезапно она развернулась и кинулась в дверной проем. «Кто-нибудь мне объяснит?» Ишай потер подбородок и пошел за Кейлой, совершенно сбитый с толку. Жену он застал в тюремной столовой. Осоловевшими глазами она изучала пыльный пол. «Его нет», — прошептала Кейла. «Клянусь богом, я держала его в руках. Читала весь этот ужас, швырнула об стену, но телефона нет». «Телефон есть», — напомнил Ишай, осторожно касаясь локтя Кейлы. «Телефон есть. А где наши дети?» «Ребята!» — Кейла прижала кулаки к вискам. Невидящими глазами она смотрела на кресло в середине пустого двора и на полянку для неудавшегося пикника. Солнце нагревало овощные салаты и питы, но кожа Кейлы еще ощущала прохладу столовой. «Наверное, зашли в дом». Ишай пошагал к приземистой постройке. Кейла обернулась, холкой почуяв чей-то острый, как осколки стекла, взгляд. Мохнатые пальмы покачивали опахалами, но силуэт в их тени оказался просто пятном на цементе забора. Кейла поспешила за Ишаем. Он шел по темному коридору, как по палубе попавшего в шторм корабля, качаясь от дверного проема к дверному проему, осматривая скудно освещенные комнаты. Единственное, что они могли предложить визитерам — пыль и бетон, мелкие ссоры, чьи-то джинсы, гниющие на полу. «Я поняла». Кейла ввинтила взор в затылок мужа. «У тебя 2 одинаковых телефона, так?» Ишай тяжело вздохнул и остановился. Его лицо, возникшее в клине света, было бледным, активно двигались желваки. «Ты специально его оставил на витрине, чтобы я прочла переписку, верно? А потом как-то убрал телефон, будто мне все привиделось. Ты хочешь развестись? Вот таким способом, да?» «Я не хочу развестись». Он протянул к ней руку, но Кейла уклонилась. «Не тронь!» «Послушай себя», — терпеливо сказал он. 2 телефона, серьезно? Я не был в столовой, я увидел, Мышцы его лица дрогнули. «Я пошел к баракам. Потом вернулся, и ты напала на меня. Зачем бы мне? И как бы...» В этом не было логики. Если только где-то в темноте не прятался сообщник Ишая. Возможно, та сука здесь. Кейла завертелась. Когда он снова попытался к ней прикоснуться, прижалась к стене. «Но я держала его в руках», — жалобно сказала она. «Я читала переписку. Ты отправил ей мое фото и писал всякие гадости обо мне. Вы надо мной потешались». «Кейла», — сказал он вкратчиво, — «между мной и этой женщиной все кончено. Ни единого сообщения с тех пор. Я не слал ей твое фото. Боже, неужели я поступил бы так? Разве я способен на такое?» Глядя в затравленные глаза жены, Шай подумал, что она сейчас поймает его за язык, скажет, чтобы он не смел заикаться о порядочности, но Кейла вдруг обмякла. «Нет», — произнесла она, — «не способен». «Не писал». Он наклонился, и они столкнулись козырьками бейсболок. «Клянусь нашими детьми». «Значит, я рехнулась». Ресницы Кейлы затрепетали. «У меня галлюцинации». Ишай поджал губы. «Я тоже кое-что видел», — негромко сказал он и увлек за собой жену. В конце коридора брезжил свет. Отворенная дверь вывела на задний двор в узкий закуток между 2 глухими стенами. «Видел? Что?» Ишай прошел в дальний конец туннеля, убеждаясь, что Ранит и Микки не засели в папоротнике, вздумав разыграть родителей. В стыках плитки зеленел мох, копошились жучки. «Видел что?» — повторила вопрос Кейла. Он ответил, глядя мимо нее. «Ты сочтешь меня сумасшедшим». «Ишай?» Он сглотнул. «Я видел дока Кноллера». Кейла непонимающе моргнула. «Доктора Кноллера? В смысле, здесь? В тюрьме?» Ишай коротко кивнул и произнес упрямо. 15 минут назад в административном здании я видел доктора Кноллера собственной персоной, как вижу тебя». Ишай зажмурился на миг, позволяя картинке заполнить сознание. Таинственная, да что уж там, антинаучная прохлада выхолощенного помещения. Кейла и Микки в окне, где апрель и жара, шорох за спиной. Ишай оборачивается.
В нескольких метрах от него в дверях стоит старый знакомый Равицев, заведующий нейрохирургическим отделением больницы в Петах-Тикве. От изумления Ишай теряет дар речи. Доктор Кноллер выглядит ровно так же, как 12 лет назад, когда Кейл и Ишай ринулись к нему через приемный покой, измученные ожиданием. На нем синий медицинский костюм и халат. Регулярно обновляемая страница доктора Кноллера в соцсетях наглядно демонстрировала процесс облысения, но у человека в дверном проеме густая копна волос, растрепанная, как в день окончания операции. Только тот док Кноллер улыбался во все зубы, устало и счастливо, и нес Равицам благую весть. Этот же. Часы, пока Ранит удаляли опухоль, Хардому, один случай на 10 миллионов детей, и его крошке выпала сломанная спичка. Эти часы были бесконечностью в аду. Ишай гнал прочь самые жуткие варианты. В альтернативной вселенной, той, в которой Бог оставил Равицев, нейрохирург выходил из операционной с серым, печальным лицом и молча качал головой. Именно так поступает человек в дверном проеме административного корпуса изолятора номер 113, как две капли воды, похожие на помолодевшего дока Кноллера. Вздыхает и качает головой. И раньше, чем опешивший Ишай успевает отреагировать, уходит в коридор. «И где он?» — спросила Кейла. Мысль, что муж затеял некую коварную игру, она отмела, а других идей в запасе не было. «Нет его здесь», — ответил Ишай. «Так есть или нет?» «Я прошерстил здание и двор и никого не нашел». «Он что, привиделся тебе?» Ишай посмотрел в тупик закоулка. Сколы на цементе издали напоминали множество крошечных лиц, беззвучно вопящих со стены. «С этим местом что-то не так. Давай отыщем детей и смотаем удочки». Кейла была за обеими руками. В полутемном коридоре по пути к выходу на хозяйственный двор Ишай думал о прохладе среди пустыни и почти нащупал мысль, которая показалась ему чертовски важной, но мысль не оформилась, ускользнула. «Погоди-ка», — сказала Кейла, — «по-твоему, это какая-то мистика? Мобилка-призрак и призрак доктора Кноллера?» Им было прекрасно известно, что спаситель их дочери жив и здоров. Они не виделись много лет, но переписывались в социальных сетях и недавно поздравляли нейрохирурга с днем рождения и Песахом. «Я не знаю, я просто собираюсь...» Ишай замолчал, не договорив. Равицы встали соляными столбами на крыльце. По двору наматывало 8 офисное кресло. Кейла вцепилась в предплечье мужа. Без посторонней помощи кресло катилось на скрипучих колесиках, как детская железная дорога, как одинокий конькобежец на льду. Круг, 2, 3 и замерло. Повернувшись к людям, ободранной спинкой. Прошло секунд 10, прежде чем Кейла спросила. «Что это за место? Ишай?» Если верить интернету и бывшему десантнику Луфу, изолятор номер 113 не отличался драконьими нравами. Даже близко не Абу-Грейб или Гуантанамо. И по сравнению с другими израильскими исправительными учреждениями, он был что курорт с повышенной текучкой, вмещал до 300 осужденных. Из них треть мотали минимальные сроки длиной в несколько недель, а максимальные больше года доставались в основном дезертирам. Однако же только за последние 10 лет существования в 113-м покончило с собой дюжина человек. Расследованием занимались независимые журналисты, но так и не пришли к внятным выводам. Среди самоубийц было 2 тюремных сержанта. Оба с разницей в год застрелились на посту. Копируя в блокнот информацию, Ишай ерзал от возбуждения. Это было оно. Это был новый роман. Бунт 99-го года тоже вызвал вопросы. Группа заключенных взяла в заложники надзирателей, вооружилась и забаррикадировалась на кухне. Причины не выяснены. Сидеть мятежникам оставалось по месяцу из полученных 3. Естественно, после того, как они сдались военной полиции, им накинули сроки и конвоировали их в гражданскую тюрьму. «Параша этот изолятор!» Десантник Луф за прошедшие 2 года скинул 10 кило и отпустил окладистую бороду. Они с Ишаем устроились на летней террасе. Луф был рад снова поболтать с писателем, он словно знал, что рано или поздно писатель вернется. «Нас не били, ничего такого, харчи были. Не то чтоб мишленовские, но жрать можно. И охрана уважала. Свои же. Но при мне пацан вскрыл себе паховую вену, осколком тарелки на силу спасли. Чувак из морских котиков, зверь, а не мужик, кричал по ночам. Я слышал, пацаны и мочились во сне, как дети, с инуразом».
«А что за кошмары вы видели?» — спросил Ишай. «Думаешь, я помню?» — слукавил Луф, но сказал, выдержав паузу. «Война. Отчим. Говорю же, нам всем снилась какая-то дичь, и охранникам тоже, они делились. Ребята просили их перевести. Почитаешь про изолятор этот, словно про проклятый замок пишут». «Не, друг», — засмеялся Луф. «Я в проклятие, в чертовщину не верю. Там черт его знает, в стенах что-то, ртуть может. Или в земле химия какая. Или на нас эксперимент ставили. Добавляли в еду депрессанты. Только когда меня турнули, все как рукой сняло. Стоило за порог выйти». «Вы про американцев же наверняка в курсе? Про тех туристов?» «Да», — помрачнел Луф. «Не стоило им туда соваться. Дурная история. Совсем дурная». «Я о них и буду писать», — признался Ишай. «Не только о них и не совсем о них, но задумка такая. Найти ответ, что там произошло». «Вот как?» Луф странно покосился на писателя. «Веришь ты в чертовщину», — подумал Ишай. «Побольше моего веришь». Американцев звали Джонатан Проски и Люк Дарбро. Молодые хипстеры катались по миру, их интересовали индустриальные объекты, оставленные людьми места. В 2013-м они сняли квартиру в Хайфе. Вскоре перестали выходить на связь с родными. Полиция искала их месяц, а нашли американцев случайно такие же сталкеры. Джонатан Проски и Люк Дарбро умерли от голода и жажды, запертые в камерах заброшенного изолятора. Перед смертью они ели подошвы кроссовок и ремешки своих фотоаппаратов. «Кто-то же должен был изготовить ключи, чтобы запереть их», — вслух рассудил Ишай. «Я тебе скажу», — проговорил Луф. «Не только ключи, друг, но и замки. Потому что всяко, когда расформировали изолятор, замки с камер срезали». «Ранит! Микки, это не смешно!» Кейла выбежала к обшарпанным складам. Пот тек по спине, но ее колотил озноб. Ишай возвратился на территорию тюрьмы через главные ворота, вертя в руках бесполезный мобильник. Мимикой показал, что детей у машины нет. Кейла выругалась. «Никуда они не денутся», — сказал Ишай с наигранной бодростью. «Какого черта ты нас сюда привез?» — выпалила Кейла. «Ты же сама». «Я что, знала? Ты что, сказал мне, что здесь водятся привидения?» «Это не привидение, малышка». «Да ладно», — фыркнула она. Блуждающий взгляд Ишая зафиксировался на административном здании и лестнице, привинченной к стене. «Стой здесь!» «Ага, сейчас!» Кейла опередила, первая вскарабкалась по лестнице. Она думала о телефоне, который видела или не видела, о Доке Кноллере, бродящем по изолятору, об ожившем кресле. И еще о чужом присутствии, ощущаемом кожей. Наблюдатели, таящиеся вокруг, в кустах, ветоши в черных окнах корпусов. На плоской крыше кренилась опутанная проволокой сетчатая ограда. Лежали металлические мостки с перилами, целый лабиринт разветвляющихся мостков. Они вели к вышке, перекидывались со здания на здание, соединяя постройки. Вышка напоминала космический корабль из американской ретро-фантастики, а ее прожектор — порыжевшую голову робота Валли. Кейла, не слушая просьбы мужа быть осторожней, пробежала по мосткам и поднялась на вышку. Солнце накалило железо, но этот жар не пугал, в отличие от прохлады помещений внизу. «Ранит!» — во все горло завопила Кейла. «Микки!» Ишай присоединился к ней, он выкрикивал имена дочери и сына, обходя будку по кругу, вглядываясь в пейзаж. Холмы и пустоши снаружи, пальмы, горбатый асфальт и хлам внутри. Колючка и офисные кресла, вызывающие теперь неконтролируемую дрожь. И никаких детей. «Смотри!» — ахнула Кейла. Справа, за прогулочным двориком, на пороге тюремного барака чернел предмет знакомой формы. «Это бластер Микки», — сказал Ишай. «Фу, как некрасиво!» — хихикнул Микки, отвлекаясь от наводнивших двор космических пиратов. «Что?» Ранит сфокусировала на брате рассеянный взор, опомнилась и поймала себя на том, что ковыряется в носу, до предела возможностей погружая в ноздрю фалангу. Она вынула палец и показала Микки язык. Деревья согласно кивали кронами. На покрывало для пикника осторожно заходили следопыты-жуки. «Почему мама с папой поссорились?» — вдруг спросил Микки. «Не знаю. Надоели друг другу, наверное». «Нет», — Микки насупился.
Нельзя друг другу надоесть. Так не бывает». «Ты мне надоел». Ранит хотелось в город, к интернету, к подругам, к Сивану. «А ты мне нет», — сказал Микки, простодушно улыбаясь, и Ранит подавила желание крепко обнять его. «Знаешь что?» Она так и не узнала. Брат замер, уставившись туда, откуда равицы пришли. Его загорелое личико вытянулось. Ветерок донес до ушей Микки рокот двигателя. «Никуда не уходи», — велела Ранит. Микки не послушался, он сделал несколько неуверенных шагов и побежал. «Мама тебя прибьет», — констатировала Ранит лениво. Мальчик выскочил к воротам, их автомобиль уезжал, петляя вместе с дорогой. Уже не догнать. Мама стояла у грязной кирпичной избушки, обхватив плечи руками, точно замерзла. «Нашу машину угнали!» — крикнул Микки. «Где папа?» «Папа уехал», — ответила мама чужим голосом. «В магазин?» — Микки моргнул. «Он уехал насовсем. Он нас бросил». «Нет!» — сказал Микки. «Врешь!» Мама обратила к нему глаза, похожие на стеклянные шарики, мертвые, как изолятор в пустыне. Она где-то посеяла кепку. В волосах, которые так нравились Микки, запутались веточки. Обрезок колючей проволоки застрял в слипшихся локонах, как бигуди. «Папы больше нет». «Что ты ему сказала?» — всхлипнул Микки, замахиваясь бластером. «Зачем ты на него кричала? Пусть папа вернется! Пусть сейчас же вернется!» Он топнул ногой. «С кем ты разговариваешь?» — спросила Ранит, приближаясь. «Папа уехал!» — сквозь слезы выдавил Микки. «Сдурел? Кто куда уехал?» Ранит посмотрела на припаркованную Мазду. «Ты что, ослепла?» «Микки, хватит!» Ранит потянулась, чтобы угомонить брата. Устроить истерику на ровном месте — это было совсем на него не похоже. Брат исчез. Исчезло вообще все — небо, земля, тюрьма. Ранит поднесла руки к лицу. Она не видела рук, ничего не видела. В 3 годика она едва не умерла. В детали родители посвятили ее пару лет назад. У Ранит была опухоль мозга. Гадость размером с персик врачи удалили через нос. Она не помнила болезни, операцию, но помнила тьму, обволакивающую, бархатистую и будто бы осязаемую, липкую на ощупь. Сейчас эта тьма коконом окутала Ранит. «Ты чего?» — испуганно спросил Микки. Ранит захрипела и прижала ладони к вискам. Ее голова пульсировала, размягшие костные пластины выдувались там и тут. Пальцы панически зашарили по скальпу, стараясь втиснуть обратно тошнотворные кочки, вздувающиеся под кожей. От боли и ужаса Ранит не могла кричать. Она сипела, с отвисшей нижней губы лилась слюна. Череп стал подобием яйца с гутоперчивой скорлупой. Немыслимый птенец толкался изнутри, ища выход. Что-то, по ощущениям, похожее на куриную лапу, высунулось из ноздри. Ранит попыталась ухватиться за холодную, скользкую, шершавую конечность, увенчанную когтями, но конечность вырвалась и втянулась обратно в носовую полость. Нос при этом увеличился втрое. Все словно в кошмаре, приснившемся после того, как родители рассказали ей про Хардому. Опухоль почему-то рисовалась дохлой курицей в колыбели черепной коробки, общипанной, но кое-где покрытой тонкими и длинными волосами. «Перестань!» — взмолился Микки. «Мама, пусть она перестанет!» «Твоя сестра больна», — заметила мать, изучая Ранит остекленевшими глазами. «Это от жары. Ты должен отвезти ее в тень». «А ты?» — Микки вцепился в мамины шорты. Из-под джинсовой ткани посыпались пыль и шелуха высохших насекомых. «Я схожу за лекарствами», — сказала мама, не шевелясь. «Идите вон в тот домик. Сидите в камере. Ей станет легче». Микки кивнул, всхлипывая, взял Ранит за руку. Она закатила зрачки, вертела головой и глупо мычала. Иногда она изображала сумасшедшую, и это смешило Микки, но теперь Микки было не смешно. Папа их бросил, Ранит заболела, и с мамой явно что-то не то. «Идем!» — попросил Микки и повел Ранит к тюремному блоку. Вместо асфальтного покрытия двор перед бараками был вымощен костями крупного рогатого скота или убиенных ангелов. Кости вбили в почву, как железнодорожные костыли. Наружу торчала отполированная столетиями окаменевшая губка головок. Из бетона вырастали опутанные колючей проволокой мраморные колонны и барельефы, будто сквозь истершуюся реальность проглядывало место, некогда располагавшееся в пустыне, но стертое милосердным богом с лица земли. Сакральная архитектура
иудейского ада. Декорации, которые люди покинули в ужасе, успев разве что слово «краатон» накорябать на стволе дерева. Кейла вбежала в утробу барака. «Стой!» — подумал Ишай и молча пошел за женой. Единственным источником света были узкие зарешоченные бойницы под потолком в глубине отворенных камер мертвых бетонных пеналов. Холодок остудил кожу, Ишая осенило. Он подумал о насекомоядных растениях. Вот чем научился быть изолятор номер 113 в ходе эволюции. Хищным цветком, приманивающим путников прохладой. Шкатулка с кошмарами захлопнется. Стоит польститься на странную свежесть помещений. Начнется процесс переваривания. «Послушай», — произнес Ишай. «Они где-то тут. Ранит. Микки!» «Кейла!» «Слава богу!» Жена ворвалась в камеру. Дети были внутри. Ранита распласталась по стене, запрокинув голову, распахнув рот в немом вопле, вперив немигающие глаза в потолок. Микки держал ее за руку. «Папа!» — спросил он изумленно, и опухшее лицо просияло. «Ты вернулся!» Ишай обнял сына. Кейла прижалась к дочери, твердя, что все будет хорошо. Ранит моргнула, выходя из транса, посмотрела на родителей, а потом куда-то в сторону. И дверь захлопнулась. Лязнул замок, Ранит содрогнулась всем телом, Ишай метнулся к решетке, впился пальцами в прутья, затряс их, и словно телеграфную ленту протянули через его мозг. Перед смертью они ели подошвы кроссовок. «Открой!» — сказала Кейла срывающимся голосом. «Она не может быть заперта! Открой, пожалуйста!» — заплакал Микки. Ишай вдавил лицо между прутьями. «Нас найдут», — думал он. «Родители, друзья, коллеги. Кое-кто знает, куда мы отправились. Нас схватятся не сегодня, так завтра, рано или поздно». Или поздно. Пронзительно заскрипев, шурша колесиками по бетону, офисное кресло выкатилось из мрака и встало перед камерой. Ишай отлепился от решетки и попятился, глядя на невидимого зрителя. Там, за стальными прутьями. А затем другие кресла въехали в коридор, толкаясь. На некоторых из них восседали кустарные куклы и костистые творения безумных таксидермистов. В недрах изолятора номер 113 заурчала тьма. А снаружи глинцевито-блестящие жуки пересекли покрывало для пикника, забрались в контейнеры и приступили к трапезе. Бес номер 3. Марагак. Пробка. «Ножа не найдется?» Чернов вздрогнул и проснулся. В первые секунды не сообразил, где находится и почему уснул в такой позе. В глаза как песка насыпали, ноги онемели. Все еще в машине. А снилось почему-то море. За лобовым стеклом открывался вид на вереницу автомобилей в 4 ряда. В заднем был точно такой же. Пробка не сдвинулась ни на метр. «Нож, говорю, есть?» Женщина заглядывала в окно со стороны пассажирского сиденья. Точнее, заглядывал ее бюст, обтянутый не по размеру узкой и белой майкой-алкоголичкой, а следом широкая улыбка. Губы обветрены, один зуб сколот. Это делало улыбку неприятной. Глаза женщины Чернов с водительского места не видел. «Нет», — ответил он на автомате, даже не задумавшись. «А ты в бардачке пошарь», — не отставала женщина и наклонилась ниже. Лица целиком по-прежнему не было видно, зато вырез майки открылся с нового ракурса. Чернов с трудом отвел от него глаза и послушно открыл бардачок. На сиденье тут же вывалились мятые документы, открытая пачка крекеров и смотанные в морской узел наушники-ракушки. «Ну?» Женщина просунула руку в окно, а потом запустила в бардачок. Чернов на всякий случай отстранился. На пол полетела обертка от шоколадки и какие-то желтые крошки, кажется, от чипсов. «Да нету!» — окончательно проснувшись, сказал Чернов колыхающемуся в оконном проеме бюсту, но тут его обладательница, как заправский фокусник, извлекла из недр бардачка канцелярский ножик, маленький, в ярко-фиолетовой рамке, будто бы детский. «Жалко тебе, что ли?» Ухватив добычу, рука скрылась. Грудь тоже. Зато показалось лицо. Розоватое, тоже обветренное и в блеклых веснушках. Волосы у нее были светлые, очень коротко остриженные, неаккуратным ежиком. «Мы там решили пикник устроить, парни костер развели, а ножей нету. Я возьму, короче. Есть хочется очень». «Бери». Безропотно согласился Чернов и незаметно спрятал пачку крекеров. Есть действительно хотелось. «Ты тоже приходи, если что».
Женщина одной рукой прижала к себе ножик, словно боялась потерять, а второй махнула, указывая направление. «Вон там, 1,5 километра, за грузовиком, с капельками». «С капельками?» — не понял Чернов. «Ну да, водовоз. На нем капельки нарисованы. Козырное место забили», — рассмеялась она. «Никого к себе не берем, но ты приходи. Ты ножик дал. Мы тебя за это покормим. А может...» Она вперилась в него глазами и облизнулась. «Может, еще чего придумаем? Скучно тут одному, а? Ты симпатичный вроде». «Ага», — согласился Чернов осторожно. И сразу подумал, есть ли веснушки у нее на груди. Такие же, как на щеках. Когда женщина с ножом ушла, ему стало стыдно. Несколько часов в экстремальной ситуации, а уже думает о сексе с другой женщиной. А у него, между прочим, жена есть. Надо бы ей позвонить. Чернов потянулся, разминая плечи. Нашел на приборной доске смартфон, вынул из замка зажигания ключи. Перед тем, как вылезть из машины, сунул в рот один крекер, а остальную пачку спрятал между сиденьями. Потом запер двери и медленно пошел туда, где началась пробка. Посмотреть, как там дела. Автомобили тянулись унылой колонной до самого поворота. И дальше. Стояли как попало. То поперек дороги, то почти уткнувшись друг в друга. В такой тесноте особо не разъедешься. Из глубокой канавы, отделяющей обочину от поля, торчал кверху багажник зеленого седана. Будто не застрял, а вырос как трава, подумал Чернов и сам свои шутки хихикнул. Людей было видно мало, кто-то ушел пешком, бросив машину, кто-то спал, запершись внутри. Метров через 500 Чернов наткнулся на бородатого мужичка в очках и спортивном костюме. Поздоровался, но мужичок испуганно вжал голову в плечи и нырнул в свой автомобиль. Чернов хмыкнул и пошел дальше. По обе стороны трассы раскинулось поле колосьев. Колыхалось словно золотистое море. Чернов, впрочем, никогда не видел море, но, глядя, как ветер гонит волну по плотным рядам овса, живо представлял. Он вообще часто мечтал о море. За поворотом виднелся край пробки, отгороженный от остального мира 2 перевернутыми фурами и полицейским фургоном. Сюда стащили трупы, накрыли тем, что нашли, чехлами для сидений, чужими куртками, полиэтиленовыми пакетами. Кровь впиталась в асфальт, и теперь ее подтеки казались не красными, а черно-бурыми. Над телами уже роились мухи. Чернов скривился, обошел распростертого на земле мужчину в форме парамедика. Ветер сорвал угол пакета и плавно мотал из стороны в сторону, как будто пытался погладить его лицо. Половину лица, потому что верхнюю часть размозжило ударом. Пахло противно. Чернов где-то читал, что разбитые мозги пахнут ванилью. Ничего подобного. Он взобрался на фургон. Мышцы радовались активности после сна на водительском сиденье. Достал телефон, проверил индикатор сети. 2 палки. На самой трассе, впрочем, совсем не ловилось. До ближайшего города явно далеко. Того, куда ехали все эти машины. Кажется, на какой-то летний фестиваль. Угораздило же его оказаться в то же время, на той же дороге и в той же пробке. Жена значилась в списке контактов как «Зайка». «Зайка», — повторил про себя Чернов ласково, готовясь к разговору. Нажал кнопку вызова. Гудки пошли. В нетерпении Чернов хотел пройтись по фургону, но едва не поскользнулся, поэтому замер на месте. К тому же связь прервалась. Гудки звучали прерывисто и хрипло. Наконец она взяла трубку. «Зайка!» — сказал Чернов радостно, в трубке молчали. «Ты там как? Ты уже слышала? На трассе авария и пробка. С 2 сторон заблокировала. Ждем спасателя, их все нет». Жена молчала. «Ну ты чего, дуешься, что ли?» Чернов старался, чтобы в голосе звучала неподдельная нежность. Но в голову то и дело лезла стриженная блондинка в майке-алкоголичке. Точнее, грудь, с веснушками в этой майке. «Прости, что сразу не позвонил. Тут такое. Погибших много. Нам ни вперед, ни назад, ну не бросать же машину. Хотя, знаешь, многие бросили. Я бы тоже бросил, но у нас же за нее кредит. Так ведь? А может, хрен с ним? Такие поля красивые, ты бы видела. Как море, только из колосьев. Я бы тебе показал. Я так соскучился, зайка». Жена в трубке всхлипнула. «Ну ты чего, ну...» Чернов привстал на цыпочки, чтобы увидеть трассу за перевернутой фурой. Там поперек полосы стоял больничный автозак с распахнутыми дверями. Вдоль кузова тянулась синяя надпись «Спецзаключенные». Один полицейский сидел в кабине, тоже с разбитой головой. Из-за грязно-кровяной кляксы на треснувшем лобовом стекле лица было не разглядеть. Второй лежал на асфальте, проткнутый насквозь куском арматуры. Их тела никто не прикрыл. «Все хорошо будет, обещаю».
«Ну, хочешь, пойду пешком к тебе? Хочешь?» Жена разрыдалась и дала отбой. «Бабы!» — обиженно сказал Чернов коротким гудкам. «Стараешься для вас, стараешься. А тут один раз вовремя не позвонил, не предупредил, и на тебе». В животе заурчало. «Может, стоит воспользоваться предложением блондинки? Для начала тем, что про еду, остальное как пойдет». Он с сожалением глянул на экран мобильного. Зайка смотрела на него с фотографией контакта большими карими глазами. «Сама виновата», — сказал ей Чернов, заблокировал экран и сунул в карман телефон. Спуститься с фургона оказалось сложнее, чем взобраться. Чернов зацепился за что-то штаниной, съехал вниз и едва не ударился головой. Чертыхнулся, отцепил штанину и неуклюже грохнулся на асфальт. Еще не хватало тоже оставить свои мозги здесь. Он покосился на пялящийся в небо единственный глаз мертвого парамедика. Чтобы стряхнуть с себя неприятный адреналиновый жар после падения, посмотрел на гуляющие по полю золотые волны. Ветер был теплый, ласковый. Внезапно Чернова накрыло необъятным, сияющим чувством свободы. Пьянящим. Пробка, авария, даже Зайка с ее обидой. Все показалось неважным в моменте, где по обе руки мерно колыхалось овсяное море, а впереди ждали обед и приятная компания. Люди все-таки примитивные существа, думал Чернов, шагая в обратную сторону. Еда, секс, хорошая погода, свобода. Все, что нужно для счастья. Не затем ли все они ехали на этот самый фестиваль? Только не доехали. А вот ему повезло. До грузовика с нарисованными на борту каплями он неторопливо добрался минут за 10. За все это время видел несколько человек, которые, заметив его, сразу прятались в свои машины. Закрывали двери и окна, пригибали головы, вжимались в сиденье. «Идиоты!» — думал Чернов весело. «Ну ничего, вылезут рано или поздно, как будто выбор есть. Спасатели-то не торопятся, а жизнь на месте не стоит». С обочины тянуло дымом и жареным мясом. Приглушенно играла музыка, кто-то включил на телефоне ритмичную попсу. «Прямо классический отдых на природе», — обрадовался Чернов. Он обогнул водовоз и сразу увидел знакомую блондинку. Она танцевала босиком на крыше темно-вишневого внедорожника, припаркованного на примятом овсе. В одной майке алкоголички и каких-то неуместных кружевных трусах. Рядом, вокруг костра, с вертелом, сооруженным из автомобильных деталей и арматуры, сидели трое разновозрастных мужчин. Один совсем парнишка лет 20. Бритый налысо, не отрывал от блондинки плотоядного взгляда. Не двигался, даже не дышал как будто. Рот у него был приоткрыт, по подбородку тянулась слюна. Двое других сосредоточенно следили за приготовлением еды. Ворошили угли, вращали по очереди импровизированный вертел, тыкали в висящую на нем тушу, проверяя готовность. Корка у туши была сильно темная, пригорелая, но сукровица еще сочилась. Пахло, впрочем, бесподобно. Чернов втянул носом воздух и остановился. «Ты еще кто?» — недружелюбно поинтересовался старший. «Я позвала». Блондинка перестала танцевать, спрыгнула сначала на капот, потом на землю. Парнишка у костра разочарованно вздохнул и переключился на созерцание еды. Рот он так и не закрыл, слюна намочила футболку. «Это он ножик нам дал, понятно? Свой. С нами же ехал». «Все мы тут вместе ехали», — хмыкнул второй и с силой воткнул металлический прут в тушу над углями. «Этот тоже ехал, доехал вот». Все разом засмеялись. «Да нет же!» — блондинка выключила музыку на телефоне. «Прям с нами. Ну вы чего?» «Не помню его», — отозвался старший и махнул капающему слюной парнишке. «Чего завис, верти давай иди, а то бочина сырая, у меня руки устали». Парнишка молча послушался. «Люблю мясо», — сказала блондинка и прижалась к Чернову боком. «А ты?» «Угу», — согласился Чернов и запустил руку ей под майку. «Слышь», — второй угрожающий двинулся на Чернова, — «у нас тут очередь, ты после меня, усек?» «А я сейчас этого хочу». Блондинка взяла Чернова за руку и капризно скривилась. «Уговор!» Старший недвумысленно махнул железным прутом. «Порядок должен быть. Ясно?» «Ладно». Женщина отпустила Чернова и протянула руку второму. «Пошли, сейчас тогда, пока настроение не пропало». А вот у Чернова настроение пропало. И аппетит тоже куда-то делся. У туши от нагрева со свистом лопнул глаз и стек на угли. С очередным поворотом вертела показалась культя без пальцев и с закопченным циферблатом часов на запястье. Запах жареного уже не казался таким приятным.
Чернов с тоской подумал о спрятанных в машине крекерах и кореглазой зайке. «Надо ей еще раз позвонить», — решил он. «Помириться». «Я вернусь», — сказал он старшему, хотя возвращаться не собирался. Блондинка со вторым уже скрылись в высоких стеблях овса и, судя по хрусту стеблей и синхронному мычанию, обошлись без прелюдий. Чернов вернулся на трассу, потоптался вокруг водовоза. Надо бы воды набрать, а не во что. Может, раз в бардачке нашелся нож, найдется и пустая бутылка? Или не пустая? Люди часто берут с собой в дорогу воду, надо поискать. Он бодро зашагал в направлении своей машины, размахивая ключами. А если все-таки попробовать свалить отсюда? Тачка, конечно, не вездеход, скорее всего, застрянет в канаве, как другие. Врастет, как тот зеленый седан. Или проскочит. Если разогнаться как следует. Или плюнуть и пойти пешком. Зайка-то хоть и обижается, но ждет. Машину он нашел не сразу, пришлось определять с помощью брелока. Солнце уже нагрело салон, внутри плохо пахло. Чернов наскоро съел все крекеры, потом полез на крышу ловить связь, в прошлый раз сработало, вдруг и тут поймается. Индикатор показал аж 3,5 палки. «Везучие!» — сказал себе довольно Чернов и набрал жену. В этот раз она взяла трубку сразу. «Зайка, ждешь меня, знаю! Я скоро вернусь!» На том конце раздался всхлип. «Ну не плачь! Обещаю, теперь все будет по-другому, все будет хорошо!» «Что ты с ним сделал? Псих!» Жена зарыдала. «Где он?» «Кто, зайка? Это я, твой муж, Чернов Евгений Олегович». «Что ты с ним сделал?» Голос в трубке перешел на визг. «Скажи, что он жив!» Чернов расстроился. Вроде же правильно запомнил имя, написанное на правах. На всякий случай с риском потерять сеть, лег на крышу машины животом и заглянул в салон через стекло. Прикрытое серой больничной пижамой тело лежало на заднем сиденье, неподвижно, как и раньше. «Теперь он — это я!» — мягко сказал в трубку Чернов. «Ты только не переживай и не обижайся. Я скоро приеду. Обещаю!» Отбой он дал сам. Зайка права, замена получилась неполная. Чтобы полностью стать Черновым, нужно того другого отнести в автозак. И все сразу окажется на своих местах. Буквально. Он вытащил тело из салона. Сначала одел в больничные штаны с рубахой, радуясь, что размер совпал. Джинсы с футболкой мертвого и уже не настоящего Чернова на нем тоже сидели как влитые. Потом поволок труп к началу пробки. Есть пока не хотелось. Хорошая штука крекеры. Про блондинку он и думать забыл. Идея растолкать чужие машины, разогнаться, перескочить канаву и поехать к зайке прямо через поле, сминая колосья, нравилась все больше. Как ледокол через замерзшее море. Сравнение настроило на романтический лад, и Чернов даже замурлыкал под нос какую-то песню. Слов не помнил, только мелодию, и что песню про матроса, который долго плавал. Кажется, жена ему из-за этого изменила. Но зайка же не такая, она точно дождется. Теперь все будет хорошо. Чернов улыбнулся этой мысли. Золотое море безмятежно колыхалось по обе стороны трассы. Черт номер 11. Герман Шендеров. Журщ. Посвящается Герману Петерсону, моему крестному, работавшему в СССР оператором на Мосфильме. Мне жаль, что сам рассказ ты уже не прочтешь. Приглушенные цвета кино застойного периода обусловлены использованием пленки Свема, за счет чего... Вовчик повел плечом. «Отстань, мол». Серов не сдавался, свернутый в трубочку тетрадный лист отправился на штурм Вовчикового уха. «Миха, хорош!» Тот не послушался. И Вовчик уже обернулся было, чтобы прописать другу ответку, но дернул коленом, и парта загрохотала. Лекторша прищурилась. «Серов!» Миха дурашливо отдал честь. «Я!» К пустой голове не прикладывают. Ну-ка встань и расскажи, с чем связан контраст финальной сцены по отношению к остальному фильму. Серов наморщил брови. Посмотреть «Журщ» было домашним заданием по истории и теории игрового кино, но, как и другие нудные задания, это было делегировано Вовчику. В далеком детстве Миша случайно застал «Журщ» по телевизору, но запомнил только напугавшее его чучело огромного сома, в чью пасть камера делала наезд перед сменой сцен. «Ну, после нее фильм заканчивается».
«Садись, Серов. Я тебе это на семинаре припомню. Владимир, вам тоже весело? Может, вы ответите?» Раскрасневшийся после битвы за ухо Вовчик встал и монотонно зачитал из конспекта. Финал фильма контрастирует с основным содержанием, потому что его доснимал другой режиссер после смерти Олега Горбаша, чтобы Журч не остался полочным из-за мрачного финала. Изначально фильм заканчивался долгим планом того, как Тишин спускается в подвал. «Еще», — допытывалась лекторша. Серов же свернул очередное орудие и направил его в самую уязвимую часть Вовчика — копилку, торчавшую из сползших джинсов товарища. Ну, цвета яркие, солнце, съемки вне павильона, в кадре впервые появляются дети и... «Миха заманал!» А еще в сюжете не раскрыто, как арестовали Лифанова и почему у него фингал. «Садитесь, Володя. И заодно отдавите руку Серову. Но вы упустили главное. Роль Зориной исполняет уже не Надежда Горбаш, а дублерша. Дело в том, что Надя тяжело пережила смерть отца и в кино больше не снималась». Решив, что достаточно накошмарила студентов, лекторша продолжила. Также для кино эпохи застоя были характерны монотонность и замедленный ритм, а в основе сюжетов лежало в первую очередь именно социалистическое содержание. Журч же выделялся тем, что тяготел к мотивам кино перестроечного, с характерной для оного осторожной критикой советской власти и даже эротическими подтекстами, тем самым знаменуя смерть жанра. Лекторша продолжала вещать про голландский угол использования трансфокатора с наездом на лица героев в драматические моменты. А Серов наконец дождался, пока севший на морозе мобильник воскреснет, и, оставив в покое Вовчика, принялся метать виртуальных птиц, виртуальных же свиней. Сосредоточенный на игре, Серов пропускал мимо ушей то, что лекторша рассказывала будущим режиссерам. Хотя съемки и длились смешные 63 дня, скрупулезность подхода читается во многом. Например, Горбаш последовал примеру Гайдая, наснимал почти полчаса зайчиков, которые отвлекли бы цензоров Госкино от основного содержания. Опытный режиссер, ученик опального Льва Фадеева, он четко знал границы дозволенного, поэтому весьма легко подготовил эпизоды на заклание так, чтобы сюжет не пострадал. Кстати, обратите внимание, что в фильме нет ни одного известного вам актера. Это связано с тем, что Горбаша в богемной среде не любили, считали прихвостнем режима и работали с ним неохотно. Говорят, Таривердиев плюнул ему в лицо. Почти вся съемочная группа состояла из любителей и студентов. «Анна Сергеевна!» — обратился к ней кто-то с задней парты. «Вопрос, а вот это привидение в окне?» Лекторша усмехнулась. «Это не привидение Шевелева, хотя в какой-то степени... С этой фигурой связана одна печальная история. Дело в том, что жена Горбаша, Галина, снялась всего в одном фильме «Гарнистки с веслом». Потом был перерыв на беременность, декрет, а через 4 года Галины не стало. И, полагаю, Горбаш подарил ей роль в своем последнем фильме, отдавая дань памяти, и вклеил ее фото на монтаже. Серов тихо выматерился. Мобильник снова сел. 1976. «Товарищ Зорина, цветы вам не в отчет, а от чистого сердца!» Горбаш болезненно поморщился. Опять подступало. Выловил из склянки таблетку промедола, бросил на язык, попытался проглотить. Таблетка прилипла к небу и вызвала приступ кашля. Режиссера согнуло, склянка выпала и укатилась. Слезящимися глазами он обводил съемочную площадку. Никто даже не дернулся, чтобы подать воды, похлопать по спине, поднять склянку. С брезгливым злорадством мосфильмовцы наблюдали, как Горбаш дохает в кулак. Не выдержала Зорина, вскочила из-за стола под разочарованное операторское «Ну куда?» и подала отцу стакан. Горбаш осушил его залпом, но кашель прекратился не сразу. Надя держала его за руку и по-собачьи заглядывала в глаза. «Папуль, может, хватит на сегодня? Отдохни». «Некогда отдыхать, Надюш, иди в кадр. Давайте еще дубль». Актер, игравший Тишина, раздраженно тряхнул усталым букетом и закатил глаза. Помреж громко цокнул языком и занес хлопушку. «Сцена 5, дубль 12, начали!» Фрагмент из видео. Гроб, камера, мотор. И на втором месте, конечно, Журч, Олега Горбаша.
Вроде бы обычная советская комедия о бюрократических перипетиях и служебном романе. Кинцо, которое почему-то любят наши мамы и бабушки, и которым забивают эфир на новогодних каникулах, да? Не все так просто. Как вам мысль, что «Журч» на самом деле фильм о загробной канцелярии? Не верите? Вот аргументы. Для начала обратим внимание на растения в кадре. Все они увядшие, даже цветы, которые Тишин дарит Зориной. В его руках они еще свежие и живые, а в следующем кадре на столе жухлые и мертвые. Скажете киноляп? Окей, едем дальше. Посмотрим на лестницы. Сквозной образ фильма. Вы заметили, что персонажи всегда спускаются по лестницам, но никогда не поднимаются. А если попытаться просчитать их маршрут по зданию Журча, то получается, что это учреждение архитектурно невозможно. Это допустимо списать на недоработку, если не задумываться о том, что загробная канцелярия способна уместиться только в пространстве неевклидовой геометрии. Явную отсылку дает Тишин. Во время ссоры он угрожает Лифанову разоблачением, оговаривается и называет его Левиафановым, то есть ссылается на библейское чудовище, изгнанное в чистилище. Сюда же вписывается комический персонаж, указанный в титрах как рыбак. Он все носится со своей банкой червей и мечтает после рабочего дня поехать на рыбалку. А вспомните еще одного рыбака с большой буквы. Я о святом Петре, который, согласно Писанию, встречает усопших у врат рая. И так как за весь фильм персонаж на рыбалку не попал, становится ясно, что в рай дорога закрыта. Еще деталь. Журч снят в Мосфильмовском павильоне, а события фильма происходят в помещении. Персонажи ни разу не выходят на улицу. Эту улицу даже не видно в окнах. Там абсолютная темнота, как будто здание находится под водой. А что еще находится под водой? Правильно, Левиафан. Более того, в самом названии зашифрован намек на преисподнюю. Что, по-вашему, означает «Журч»? Жилищное управление района Щелково? Не только. Некий Даниил Андреев, сын писателя Андреева, в 1958 написал эзотерическое произведение «Роза мира», в котором описывал загробную жизнь, в том числе и нижний, 8-й слой ада, настолько кошмарный, что у него даже нет описания, а единственный его узник — Иуда Искариот. Угадайте, как назывался этот слой? Не вижу смысла упоминать предфинальную сцену, где Тишин приходит в разрушенный интернат, берет метлу и сметает сломанные детские игрушки и порванные рисунки в подвал, а потом спускается туда сам. Камера смотрит на темный дверной проем целые 20 секунд, показывая нам, куда отправляется главный герой. На самое дно ада, к Иуде, в Журч. И капелька реальной жути. Вы наверняка замечали, что в паре кадров за окном Журча можно разглядеть бледный силуэт. Имеющий ум уже прочли на Вики, что таким образом Олег Горбаш почтил память своей усопшей жены, вклеив в кадр ее фото. Но давайте приблизим изображение. Видите закрытые глаза, припухлость, неестественно белый цвет кожи. Да, дорогие мои, это посмертная фотография Галины Горбаш, сделанная в день похорон. А где обитают мертвые? То-то же. А сейчас вы узнаете, какие мрачные тайны скрывает в себе фильм Эльдара Рязанова «Гараж», но после небольшой рекламной интеграции. 2019. Большой зал МИА «Россия» сегодня подавлял размерами. Свет проектора бил в глаза, отчего зал казался колышущимся морем неодобрительно перешептывающейся плоти. Сощурившись, Серов нашел в первых рядах лицо Кунина. Тот благодушно кивнул своему протеже. Серов начал. «Уважаемые коллеги и жюри, позвольте представить наш проект. Ремейк советской классики «Журч». Этот фильм, наравне с фильмами Рязанова и Меньшова, стал своего рода классикой советской драмы. Сюжет о любовном треугольнике между юной бухгалтершей, коррумпированным начальником и его помощником стал неотъемлемой частью нашего культурного кода. Фразы из фильма, такие как «больше справа крепче сон» и «бюрократия спешки не любит», давно разошлись на цитаты. Тема противостояния скромного Тишина и нечистого на руку Лифанова, задумавшего нажиться на ремонте детского интерната, актуальна и сегодня. «Журч» всегда был моим любимым фильмом, поэтому я и моя команда решили возродить советскую классику с прилежанием, достойным наследия Олега Горбаша. Чтобы воспроизвести дух оригинала, съемки было решено провести в том же павильоне Мосфильма.
Стремясь к аутентичности, мы даже раздобыли часть декораций из оригинала. В том числе то самое легендарное чучело сама, ставшее негласным символом Журщ. К кастингу мы подошли не менее ответственно. Хотя многих актеров уже нет в живых, мы сочли возможным дать им вторую жизнь с помощью современных технологий. Так, например, наши программисты смогли оживить в виде 3D-модели незаменимого Лифанова. На полотне за спиной Серова в этот момент грозно морщил кустистые брови пепельный блондин. Одна бровь съехала на глаз. По залу побежали неодобрительные шепотки. «Модель будет доработана, это черновик для презентации. Куда интереснее, что нам удалось связаться с дочерью режиссера, Надеждой Горбаш. И впервые с 1976 года она вернется на экран, и, правда, уже в эпизодической роли. А на роль Зориной после долгого кастинга была утверждена известная модель и блогерша Лена Мандрагора, что привлечет к фильму внимание юной аудитории». В этот момент кто-то в зале, не скрываясь, изобразил хлопающие слюнявые звуки, но Серов, не изменившись в лице, продолжил. Но и это не все. В архивах мы нашли описание вырезанных цензурой сцен, которые мы также постараемся включить в фильм. Это не просто пересъемка, а скрупулезное переосмысление, и ремейк станет достойным возрождением классики, привлекая к себе внимание новых поколений. «Спасибо!» — послышались вялые хлопки. Серов по-шутовски поклонился и сошел со сцены. А уже в фуршетном зале дал волю нервам и вовсю глушил коньяк, стуча по зубам краешком снифтера. Кто-то хлопнул его по плечу, да с такой силой, что Серов едва не откусил кусок коньячного бокала. На столик тяжело навалился Куньин. Вопреки фамилии он больше походил не на куницу, а на бритого наголо бульдога. «Не трясись ты так, нормально защитился, а на этих? Не обращай внимания, они перхоть. Где надо, все уже решили». «Как решили?» «А ты думал, я тебя просто так краснеть отправил? Все схвачено, за все заплачено». «Так зачем же?» «Протокол превыше всего», — процитировал Кунин Журщ и повернулся к официантке. «Девушка, мне тоже, 15-летнего, и лимона. Вернее, 2,5 лимона зеленых на безвозвратной основе». Это уже Серову. «Боже, храни фонд кино!» Серов отсалютировал снифтером. «Выходит, можно приступать?» «Хоть завтра, а лучше вчера. Ну, за Журщ!» Выпили. Приблизившись к Серову так, что у того глаза заслезились от коньячного духа, Кунин интимно прошептал. «Инвесторы рассчитывают на определенный процент от бюджета. Сам понимаешь». И хищно сживал дольку лимона. Серов кивнул. Он понимал. 1976. Еда казалась безвкусной, как бутафорская. Горбаш разрезал котлету пополам и потыкал пальцем. Фарш был настоящим. Непонятно, то ли дело в побочках от обезболивающих, то ли начала отказывать нервная система. «Но так не бывает», — произнес он вслух и ужаснулся тому, как гулко звучит голос в пустой квартире. Неосознанно захотелось повторить эффект. «Или бывает?» «Так не бывает», — громыхнул в голове голос Фадеева. Непрошенным воспоминанием он ворвался в сознание, вытеснив собой прочие мысли. Точно так же он сам врывался на съемочную площадку, раздвигая своей громоздкой аурой по углам и мелкую шушуру, помрежей до осветителей и звезд первой величины. Грохотал во всю силу богатырских легких, накручивая пшеничные усы. «Так не бывает! Где это видано, что фашист с партизаном миндальничал? Ты ухо выкручиваешь? Ну и выкручивай как надо!» И показывал, как на переодетом в нацистскую форму статисте, едва не доводя того до слез. «Запомнил!» Актер кивал. Льву Фадееву не возражал никто. В мире советского послевоенного кино он слыл фигурой легендарной. Дважды дошел до Берлина. Первый раз в составе группы документалистов в 1945 году, а во второй — в 1956 в качестве номинанта кинофестиваля «Берлинале». И дважды вернулся с наградами, медалью за взятие Берлина и серебряным медведем, за душераздирающую картину «Быль о мальчише-кибальчише» про замученного насмерть пионера-героя. Когда Олег Горбаш, лопоухий харьковский сирота, поступал в московский ВГИК, он и мечтать не смел, что тот самый Лев Фадеев заметит его дипломную короткометражку, автобиографический очерк о жизни в оккупации. А Фадеев не просто заметил, но и предложил талантливому выпускнику место помреже подле себя.
и создавая очередной пронзительный шедевр по произведениям Смелянского или Аланова, откидывался в режиссерском кресле и делился откровениями, которые молодой Горбаш впитывал как губка. «Ты, Олеж, пойми, у нас каждый октябренок знает про всех этих героических партизан, комсомольцев, Волошину, Космодемьянскую. А эти в 40-е у себя там сидели и жаловались, что колбаса недостаточно жирная. Их надо на крючок ловить, на солененькое. Вот покажем, как девочку-пионерку фашисты холодной водой на морозе поливают. Страшно? Тому же итальянцу нет. Не страшно. Они, небось, и не знают, какие тут морозы. А если ее раздеть, тут слюна и потекла, как у собаки Павлова. Ты сам погляди, что они там у себя творят. Один только Капо, Понте-Корво, чего стоит? А ночь? Микеланджело золотого медведя взяла. Эх, если бы не наши худсоветы, я бы такого наснимал. Но этим старым хрычам, если голую бабу в соку показать, зарежут, как пить дать. А на детей нашим, неиспорченным, плевать. Дети и дети, даром что голые. Но этим капиталистическим извращенцам того и подавай. Им в их Италиях и Германиях другое неинтересно, а нам в СССР нельзя. Приходится, видишь, выкручиваться». И действительно, мастерски лавируя между отечественной цензурой и западной, жадной до мякотки публикой, Фадеев давил на самые больные точки зрителя, ведь никого не оставит равнодушным сцена издевательств над обнаженным беззащитным ребенком, а броня морального превосходства, победившей фашизм страны, не позволяла упрекать в эксплуатации детской наготы. Так фильмы Фадеева после Берлинале 1956 стали неотъемлемой частью программы фестиваля. Столь значимых наград он, правда, больше не получал. В 1957-м «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах забрал Калатазотов, а «Золотого льва» в Венеции Тарковский с тягомотным Ивановым детством. Но Фадеев не приезжал с пустыми руками, наоборот, привозил полные чемоданы сувениров, чем неизменно привлекал к себе пристальное внимание советских спецслужб. Обильный багаж приезжал отдельно, спустя 2 недели, в обязательном сопровождении накладной с перечнем содержимого. Фадеев хохмил. «Спасибо нашему доблестному КГБ, а то не знал бы, что в каком чемодане искать». Подарок на свадьбу Горбаша он привез из Италии, откуда вновь вернулся без наград. Отшутился. «Кабы мне золотого льва всучили, то твой сувенир не влез бы». Невестой была актриса из очередного фильма Фадеева, гарнистка с веслом. Легконогая и гибкая, как веточка, Галина Котик. Она играла пионер-вожатую, организовавшую из отряда шестиклашек настоящую группу диверсантов, чтобы вместе дать отпор засевшим в селе нацистам. Разумеется, фильм заканчивался трагично, отряд был разбит, дети в одних трусиках лежали с простреленными головами вдоль берега Березинки, а раненая пионер-вожатая тонула, пытаясь добраться до ставки Красной Армии с разведданными. Натурные съемки проходили в промозглом марте. Спортивная «Котик» переплывала Березинку дважды, первый дубль испортил рыбак, влезший в кадр. Галина, выйдя на берег, дрожала от холода, а белая блуза крепко обтянула стройную талию и остро торчащие рябиновые соски. Тогда Горбаш и понял, что пропал. Замуж он Галину позвал уже через пару месяцев, когда ее стошнило на съемочной площадке от запаха разогретой пленки. А вот со свадьбой пришлось повременить до окончания съемок, так что платье невесте шили посвободнее, чтобы не сильно выделялся заметный животик, в котором начинала пинаться маленькая Надя. Фадеев явился на празднование с опозданием, поцеловал Галю, чуть более страстно, чем диктовали приличия, потом отозвал Горбаша в сторону и торжественно открыл чемодан. «Держи, молодожен, пользуйся!» «Лёва, ты что, это же очень...» Насколько это дорого, Горбаш и сам не знал. Навехенькая, Болекс 16 приглашающе поблескивала линзами. «Не примешь, обижусь. Да ты возьми и сам посмотри!» Горбаш взял камеру осторожно, как новорожденного. «Швейцария, ручная сборка». «А какая легкая?» «Автоматическая зарядка, 3 сменных объектива. Лучше нее на рынке нет». «Лева, я не знаю, как тебя...» «Иди сюда!» И Фадеев обнял Горбаша так, что у того едва ребра не треснули. Прорычал смущенно. «Ты ж мне как сын, Олежка!» Теперь эта камера, разбитая вдребезги, покоилась в обувной коробке на антресолях. Поверх лежала катушка.
с последними отснятыми на нее кадрами. 2019. Серов довольно откинулся на кресле, хватая ртом воздух. «Блин, где ты так научилась?» Лена Мандрагора улыбнулась, демонстрируя украшенные жидким жемчугом виниры, сглотнула. Налила воды из кулера и прополоскала рот. «Ты думал, в этих наших тиктоках только дебильные танцы для малолеток?» «Ну...» Дверь открылась. Девчонка помреж, Серов не помнил ее имени, без стука заскочила в гримерку. Ойкнула, вынырнула наружу и оттуда позвала. «Михаил Дмитриевич, все в сборе». Декорации уже были готовы. Лестница главного холла, щучьи хвосты в катках, темные окна, создающие ощущение позднего зимнего вечера, громоздкие столы с печатными машинками, желтый искусственный свет. Над головами участников съемочной группы грузно свисал закрепленный на тросах 3-метровый сом с распахнутой пастью. Серов поднял голову, поморщился. Оживший страх из детства пялился в ответ стеклянным глазом. Поймав декоратора, спросил. «Не накернется?» Тот пожал плечами. «Не должно». Позвала помреж. Все скучковались вокруг основной камеры для фото. Из команды Серов почти никого не знал. Их предоставил Кунин, отрекомендовав как людей, которые умеют дешево и сердито. Немногими, с кем Серов договаривался лично, были Надежда Горбаш, экстравагантная дама с тонкими птичьими пальцами, отсутствующим взглядом и неизменной шляпой. Елена Мандрагора, знакомая тик-ток-модель, ссыль на мой OnlyFans в описании, кликаем зайчики, с нереализованными актерскими амбициями, чем Серов и воспользовался, заманив ее в журщ. Домосед Вовчик, занявший место сценариста, предпочел работать на удаленке, присылая на почту переработанный сценарий по кускам с обязательными вставками продакт-плейсмента из присланного Куниным списка. Помреж бегала с маркером и тарелкой, чтобы все расписались. Написал свое имя «Рыбак», выбранный из массовки за схожесть с Никулиным. Скрипел маркером по керамике манекен, статист из студии 3D-моделирования, на которого потом будут надевать цифрового Лифанова. Наконец, помреж вручила исписанную тарелку Серову. Достала смартфон, присела, чтобы все поместились в кадр, и скомандовала. «Мотор!» Серов прокашлялся и принялся бравурно излагать, пародируя партийного функционера. «Что ж, товарищи, дело нам предстоит важное, нужное и непростое. Воскрешать советскую классику — это не пятки чесать. Надеюсь, каждый отдаст всего себя этому делу и отдастся...» На этом слове Лена прыснула, и он сбился. Не глядя, махнул тарелкой в сторону камеры. Зашипел, тряся рукой, ему как-то удалось удариться самому, не повредив тарелку. Та звякнула об пол, но не разбилась. «Плохая примета», — осторожно заметил Леша, актеришка с вялым портфолио, взятый на роль Тишина за хрестоматийный вид юноши бледного со взглядом горящим. Серов пожал плечами и наступил на тарелку. Та треснула по центру надвое. Пришлось бить на более мелкие осколки, чтобы хватило всем. Он отошел к столу с кинокормом, вгрызся в ядовито-зеленое яблоко, но вкуса не почувствовал. Поняв, что набрал полный рот воска, выплюнул. Принялся проверять остальную еду и застонал от досады. Все, от зефира до маленьких бутылочек шампанского, оказалось поддельным. «Помрежь, твою мать! Кто вместо еды притащил бутафорию?» Помреж неслась к нему, зажимая ухом трубку. Серов вздохнул. Намечались непростые съемки. 1976. Горбаш грыз очередную таблетку промедола. На сухую, не было сил дойти за графином. Когда боль становилась невыносимой, изолированная кабинка звукорежиссера позволяла проораться. Согнувшись в 3 погибели, Горбаш скулил и баюкал страшную резь, угнездившуюся в промежности. Когда врачи сообщили, что рак простаты достиг терминальной стадии и пустил метастазы в позвоночник, он в глубине души вздохнул с облегчением. Не нужно больше корчиться, когда в уретру вставляют катетер. Не нужно унижаться, добывая постыдный секрет. Не нужно бегать по клиникам, умоляя совершить чудо. Оставалось единственное важное дело. С каждой сценой дублей становилось все меньше, а требования к актерам все ниже. Горбаш махал рукой на мелкие недочеты. Даже не стал заменять растения на площадке, когда те увяли из-за нерадивого помрежа. Декорации больше не перестраивали, а переставляли местами, наплевав на архитектурную достоверность. В динамике раздалось шуршание. Кто-то не выключил микрофон на площадке. Горбаш узнал голос оператора. «Где Иудушка?» «Бес его знает. Может, в столовой. Хотя он и не жрет почти». Второй голос принадлежал осветителю. «Видал, как его высушило?» «Есть в мире справедливость.
Хотя по мне, за Льва Егорыча ему еще мало досталось. Кровожаден ты, Сева. Не кровожаден. Я с Фадеевым 7 лет отрубил, и никогда за ним ничего такого не водилось. А тут раз, прямо с площадки, под арест. 2 — шпион, враг народа. И этому шпендрику кресло режиссера сразу под жопу. 3 — случайность? Сомневаюсь. Да и кто валюту на видном месте? Горбаш заскрежетал зубами. То ли от боли, пронзившей позвоночник, то ли от несправедливости, что выворачивало все его существо. Он надеялся не дожить до премьеры, никто не хочет смотреть на свои испражнения. А Журщ был именно этим, нечистотами души, выстраданной исповедью, после которой, если его и не простят, то хотя бы узнают правду. Узнают, почему он не мог поступить иначе. 2019. Тишин, ты зачем подал на формирование комиссии по ревизии? Вы, Борис Дмитриевич, меня не путайте. Все протоколы согласно главку. Вы лучше за координацией методического совета следите. Забываешься, Тишин. У меня по существу дня пленарная пятилетка на кворуме. Серов заорал в мегафон. Стоп! Фоны! Помрежь! Кто опять шатается по площадке? Робкий актер, играющий Тишина, и его партнер по сцене, безымянный статист с ног до головы затянутый в зеленку, застыли, обернулись к темному окну. Действительно, за декорациями снова кто-то бродил. Сцену с комическим диалогом, состоящим из бюрократической белиберды, где Лифанов и Ковалев петушились перед Зориной, снимали битые 3 часа, и каждый раз что-то срывалось. Сперва оператор не заметил, что кадр пересвечен. Потом кто-то разбил банку с червями на столе рыбака. А теперь в окнах, по сценарию, непроницаемо черных, мелькал чей-то силуэт. Девчонка Помреж уже бежала за декорацией. Серов утирал пот со лба, покосился на висящего над площадкой Сама. Казалось, тот слегка изменил положение. «А он всегда так висел?» «Так света много, греется и усыхает», — пожал плечами оператор. Пришла Лена, протянула стакан. «Я тебе водички из кулера принесла». «Спасибо. Готовься, скоро твоя сцена». Вода отдавала на вкус то ли лягушками, то ли болотной тиной. Вернулась Помреж, под руку она вела Надежду Горбаш. Та упиралась, оглядывалась и жалобно, как ребенок, лепетала. «Я маму там видела, честно!» Серов прошипел. «Уведи ее с глаз долой, если я сегодня эту сцену не досниму!» Помреж кивнула и потащила дочь великого советского режиссера вниз по лестнице. В отсутствие помощницы Серов взял хлопушку, объявил. «Сцена 12, дубль!» Вместо номера дубля на хлопушке было размазанное белое пятно. «Хер знает какой! Мотор!» Тишин и зеленый человечек вновь затеяли бессмысленный диалог. Серов прикрыл уставшие от яркого освещения глаза. Однако стоило поднять взгляд, как... «Стоп! Мать вашу! В конец охерели! Вам там что, медом намазано?» Серов вскочил с режиссерского кресла и, сжав кулаки, принялся по кругу обходить декорации, намереваясь вытрясти душу из того, кто сорвал ему очередной дубль. Но вытрясти душу было не из кого. 1976. Тишину квартиры одинокого вдовца нарушал лишь уютный стрекот проектора. Летний вечер превращал желтые обои в подвижное изображение, но Горбаш не смел смотреть. Он и так знал, что за картины разворачиваются на куске стены между сервантом и радиолой. Знал, ведь в тот день именно он крутил ручку злосчастного Болекс. Это было начало 60-х. После свадьбы дела у Горбаша пошли в гору. Фадеев доверял ученику снимать самостоятельно все более значимые сцены, а вскоре после рождения Нади назначил его сорежиссером. И в титрах фильмов красовалась подпись «Фадеев-Горбаш». Последний, сидя на премьере, горделиво заглядывал в лица коллегам. «Сорежиссер, каково, а?» Как известно, после белой полосы неизменно следует черная. Все началось с боли при мочеиспускании. Горбаш поначалу не обращал внимания на досадную неприятность, грешил на железную скамейку, куда имел привычку садиться, гуляя с коляской. К врачу обратился не сразу и лишь по настоянию Гали, когда при эякуляции вместо приятной истомы испытал такую муку, что казалось, будто в промежность вкручивают длинный шуруп. Анализы подтвердили опасения. Гиперплазия предстательной железы или, проще, аденома простаты. Проще, впрочем, не стало. Несмотря на лечение, болезнь прогрессировала,
И скоро дошло до того, что по ночам он будил криками своих девочек, пытаясь опорожнить мочевой пузырь. О половой жизни пришлось забыть, даже когда ему удавалось привести себя в боевую готовность, от одной мысли о том, какой адской болью для него кончится процесс, все опадало и съеживалось. Подавленное настроение Горбаша не укрылось от наставника. Фадеев как мог подбадривал ученика, устраивал ему приемы у лучших врачей, привозил из-за границы таблетки, не обращая внимания на косые взгляды гэбистов. Но усилия были тщетны. Сорежиссер угасал на глазах, страдал и его брак. В гостиной появилось раскладное кресло, на которое Горбаш уходил ночевать, а вернее пьяно ворочаться под душным одеялом от ненависти и жалости к себе. Он пристрастился к выпивке, исключительно высокоградусной, чтобы не нагружать лишний раз мочевой пузырь. Напившись, придушенно рассказывал Фадееву. «Уже год как в разжопицу спим. Мне на нее даже смотреть неловко. Она вроде и говорит, что я ни в чем не виноват, а все равно». Новым витком этой спирали стал 50-летний юбилей Фадеева. Тот отмечал у себя на даче с размахом, импортной выпивкой и салютом. Как у генсека опасливо шутили гости. После салюта разъехались все, кроме четы Горбашей. Гале, утомленной заботой о Наде, давно хотелось куда-то выбраться. Олег тоже не спешил домой, зная, что его ждет очередная попытка исполнить супружеский долг, а после позорное самоизгнание на раскладное кресло. В общем, обоим не хотелось, чтобы вечер заканчивался. Надя осталась у бабушки, Галиной мамы. Пластинка уютно шуршала, коньяк мягко прокатывался по горлу, да и Фадеев настоял, чтобы Горбаши заночевали у него. Захмелевший хозяин благодушно поглядывал на супружескую пару, не забывая наполнять бокалы. Спросил. «Олежа, ты чего такой отмороженный?» «В смысле?» Импортный коньяк, хоть и шел мягко, крепко заседал в голове. «Чего нахохлился, как сыч? Погляди, какая у тебя жена, красавица, сидит скучает, а ты ноль внимания!» Горбаш повернулся к жене. Та и правда была красавица. После родов она даже стала стройнее, только увеличилась грудь, выглядывавшая из фривольного платья, пошитого по выкройкам из привезенных Фадеевым бурда-моден. Галя вздохнула. «Ну, руку ей на коленку положи, я не знаю». И Фадеев грубо взял руку Горбаша и стиснул на голой Галиной коленке. По ее телу пробежала едва заметная дрожь. «Поцелуй ее, что ли? Ты не умеешь? Тебе показать?» И отороченные хемингуэевской щетиной губы впились в Галино лицо. Горбаш возмущенно всхрапнул, но не двинулся с места. Галя замерла, как статуя гарнистки, но вот ее грудь напротив часто вздымалась. «Теперь ты...» И раскрасневшаяся Галя сама потянулась к Олегу за поцелуем. «Что мы вытворяем? Что происходит?» — гудело в голове от риторических вопросов. Потом все трое поднялись на второй этаж, а то, что случилось дальше, до сих пор казалось Горбашу похмельным сном. Он помнил переплетенные тела, возможно, одно из них принадлежало ему. Помнил влажные шлепки, чужие ладони на Галиных ягодицах. И еще помнил, что стоны, которые Фадеев извлекал из его жены, были ничуть не похожи на те, которые она издавала в постели с ним самим. Точно опытный скрипач отобрал инструмент у своего ученика и теперь виртуозно исполнял недоступные протеже композиции. Это повторялось не раз и не два. Сначала на даче у Фадеева, потом они осмелели и принялись музицировать у Горбашей дома. Сам Горбаш, хоть и чувствовал себя сбоку припека, обугленной коркой на румяном, раскрасневшемся каравае, но не роптал. Понимал, что Фадеев дает Гале то, чего он сам дать не способен. Поначалу пытался участвовать, гладил любимую, шептал на ухо ласковые непристойности, обцеловывал шею, но вскоре занял позицию наблюдателя в кресле напротив. Фадеев не одобрил. «Нет уж, без дела ты сидеть не будешь, мы же все-таки режиссеры. Давай снимать кино, неси сюда свой болекс». Так сорежиссер Горбаш на выходных превращался в оператора. Болекс стрекотал, как швейная машинка, пока Фадеев раз за разом прошивал Галю, будто пришивая ее к себе. От Горбаша не укрылось, что та начала принаряжаться к приходу Фадеева. Побрила между ног, а в глазах вновь появилась пропавшая была искорка. Трудно было не замечать ее сочувственного взгляда, в котором читалось «Когда же ты поймешь?» Понял Горбаш слишком поздно.
После очередной сцены, когда супруга блаженно откинулась на кровати, демонстрируя мужу измочаленные свои струны, а Фадеев жадно пил прямо из чайника, дверь спальни отворилась, и на пороге появилась заспанная 2-летняя Надя в ползунках. Позвала плаксиво: «Мама!». Горбаш едва успел прикрыть промежность и вскочил растерянный. Галя неловко укрылась простыней. Кто не растерялся, так это Фадеев. Громыхнул шутливо: «Что за дела? Посторонний на площадке!» Сюсюкая подхватил хнычущую Надюшу, прижал к груди. «Кто это тут у нас не спит? Кто у нас такая красавица? Вся в маму!» Фадеев всегда ладил с детьми. Сказывался опыт работы с актерами, многие из которых были еще дошколятами. Надюша быстро успокоилась. Бархатным баритоном он запел, укачивая: «Баю-баюшки, баю, не ложись на краю, придет серенький волчок». Что сделает серенький волчок, Горбаш дослушивать не стал, вырвал дочь из рук Фадеева, и та тут же разревелась. По-новому он взглянул на своего наставника, лучшего друга, человека, заменившего ему погибшего во время оккупации отца. Перед ним стояло чудовище. Чудовище с сальными глазами, еще влажным после Галиного лона отростком, который вновь налился кровью, стал болезненно-малиновым и вздымал свою слепую голову к новой жертве. Совсем иначе теперь виделись сцены с пытками и убийствами пионеров-героев, когда Фадеев с режиссерского кресла покрикивал: «Не жалей его! Ты пороть его должен, а не гладить!» Пронеслись перед глазами кадры с обнаженными, расстрелянными, забитыми прикладами, сожженными и задушенными детьми. Те самые, что не раз вызывали овации фестивальных снобов, коих сам Фадеев клеймил извращенцами. А Горбаш стоял с орущей дочерью на руках и осознавал, что самого страшного из них он сам пустил в семью. Летний вечер продолжал стрекотать, хотя пленка давно закончилась. Но Горбаш сидел, уткнувшись лицом в ладони, не смея поднять головы. Точно гадкие воспоминания отпечатались на желтых обоях. Из интервью с Романом Волошиным, блогером и кинокритиком. Как вы относитесь к тому, что фонд кино анонсировал съемки ремейка «Журщ»? Плохо. А как еще к этому относиться? Переснимать культовую классику — это как пытаться воскресить любимого, но давно погребенного родственника. От самой идеи воротит на стадии питчинга. Вы же слышали, что Лифанова отрисуют в цифре? И уж я молчу про актерские таланты этой Рагоры. Извините, суть в том, что воскрешение мертвецов — процесс противоестественный и всегда заканчивается трагично. Да, результат может быть похож на усопшего, но он смердит, разлагается. Он мертвый, бездушный, наконец. Вспомните раскрашивание 17 мгновений весны. Это же чистая тонатокосметология. То же самое здесь. Я уверен, что новый «Журщ» не принесет никому радости. Он будет разлагаться на искаженные смыслы и поруганные воспоминания. К тому же, простите, учитывая, что в режиссерском кресле сидит Серов, скажем так, нужные руки он пожимает гораздо лучше, чем снимает кино. В общем, я считаю это самой настоящей кинонекрофилией. 2019. Серов курил 4-ю сигарету подряд. Сцены с Надеждой Олеговной давались тяжко. Дочка великого режиссера то и дело устраивала истерики, настаивала, что должна стоять здесь, а не там. Терялась на площадке и переиначивала присланный сценаристом текст на свой лад, из-за чего съемка пары коротких эпизодов растянулась на часы, и вся команда была уже на пределе. Велико было желание позвонить Вовчику, чтобы тот вычеркнул старую дуру из сценария, но всяческие критики и блогеры и так уже обвиняли Серова в изнасиловании классики. Так что присутствие дочери Горбаша служило хоть какой-то индульгенцией за вставки упоминаний Сбербанка и крупного плана коробки конфет Каркунов на столе. И плевать, что никакого Каркунова на момент событий фильма и в помине не было. Из-за тягомотных дублей с Надей Горбаш на прочие сцены оставалось меньше времени, приходилось торопиться. Инвесторы Куньина откусили куда более щедрый процент от бюджета, чем рассчитывал Серов, а каждый съемочный день влетал в копеечку. Вдобавок над квартирой Вовчика прорвало трубы и пожгло всю проводку, залило ноутбук. Пришлось выуживать из бюджета деньги на отель. На замену испорченной техники Серов одолжил Вовчику свой старый планшет. Вовчик ругался на непривычный тачскрин, требовал купить ему нормальный компьютер, но каждый рубль был на счету.
Матерясь, Вовчик будто назло присылал сцены с опозданием и с тонной опечаток. Статистов, носивших зеленку, дизайнерская студия зачем-то тасовала, присылая каждый раз новых, так что первые полчаса уходили на вводный брифинг. Вишенкой на торте стало очередное опоздание актера, игравшего Тишина. Помреж напряженно слушала гудки в трубке, пытаясь дозвониться. «Водички принести?» Лена потрепала Серова за плечо. «Лучше коньяку». «Зря ты. Пить надо не меньше 2 литров воды в день», — поделилась она мудростью, подчерпнутой из бездны тиктоков, и зашагала за очередным стаканом к кулеру. От его постоянного журчания у Серова уже глаз дергался. «Ответил!» — воскликнула Помреж. «Ну что?» «Не приедет». «В смысле?» «Отказывается сниматься». «Дай-ка трубку». Серов выхватил смартфон и приготовился умасливать, а если не поможет, угрожать, но осекся, услышав жалобный лепет. Пожалуй, актер и правда идеально подошел на роль Тишина. «Извините, Михаил Дмитриевич, не хочу подводить». «Что такое?» Серов взглянул на Помрежа, ожидая подсказки. Та произнесла одними губами. «Леша! Нарисовалось предложение пожирнее?» «Нет, дело не в этом». «А в чем? Тебя гонорар не устраивает?» «Нет же. Михаил Дмитриевич, вы не смейтесь. Кажется, с фильмом что-то не то». «Конечно не то, Алексей. Исполнитель главной роли сниматься, видите ли, не желает». «Да я серьезно. Михаил Дмитриевич, понимаете, он как будто сопротивляется». «Кто?» «Журщ. На площадке атмосфера тяжелая, понимаете, как под водой, и вот-вот давлением расплющит. Еще Сом этот проклятый». Серов поднял взгляд на Сома. Тот бесил и его самого, вдобавок, кажется, с каждым днем провисал все ниже. «Алексей, что за капризы? Я в детстве, кстати, этого Сома тоже боялся, и ничего». «Еще мне после той сцены сны снятся». «Какой сцены?» «Ну вот, когда я кричал на Лифанова, на статиста, что если он ремонт приюта под себя подожмет, то я его грязные делишки раскрою. А тот на меня орет, что я дворником работать буду». Серов и сам в последнее время спал плохо. Постоянно казалось, что кто-то робко стучит в окно. И это на 8 этаже. «Ну, и что? Снится, как дворником работаешь?» «Да нет же, мне Горбаш приснился. Сам Олег Горбаш, режиссер. Будто мы сидим на шапке, а вместо фуршета на столе он мертвый. И вот вы встаете и начинаете его на куски нарезать. Живот вскрываете, а там не кишки, а пленка. А еще это ваша Лена на него сверху». Серов поморщился. Ох уж эти творческие натуры. Перебил. «Леша, а Куньин тебе не снился?» «Какой Куньин?» «С которым у тебя контракт. Не забыл? Он мужик неплохой, но злопамятный. Ты отдохни сегодня, подумай хорошенько. А завтра с утра жду на площадке, а то ведь дворники всегда нужны». И положил трубку, не дав ответить. Выматерился, объявил. «Сегодня снимаем сцену, как Зорина собирает компромат на Лифанова. Лена, готовься!» «Как? Без Леши?» «Да, без Леши, как-нибудь. Помрешь, напиши Владимиру, пусть внесет правки». Серов вознес очагаре и поймал насмешливый взгляд Сома. Казалось, тот улыбался. Рапорт председателя цензурной комиссии Министерства культуры СССР. Фильм «Журщ» постановлено вырезать следующие сцены. Первое. Лифанов и Зорина сидят напротив друг друга. Рука Лифанова под столом. Лифанов предлагает продвижение по карьерной лестнице в обмен на половые отношения. Причина – домогательство, неприемлемое для советского экрана. Второе. Лифанов крестится на коленях на чучело Сома. Причина – сцена религиозного суеверия. Третье. Тишин инспектирует приют для детей-инвалидов, морщится от запахов и ужасается увиденному. Здание в аварийном состоянии, за детьми плохой уход, персонал груб и безразличен. Причина – подрыв доверия к системе соцзащиты. Четвертое. В здании «Журщ» лопаются окна, вода затапливает помещение, гибнут сотрудники. Причина – изображение разрушения советского учреждения как антисоветская пропаганда. Общие замечания – заменить интернат для детей-инвалидов на обычный детский дом. 1976. Пожилой монтажер крякнул, разглядывая фотографию. «Нас за это комиссия по цензуре, вы...» «Под мою ответственность!» — рявкнул Горбаш, стараясь не смотреть на само фото. Впрочем, изображение и так отпечаталось у него на сетчатке, как на кинопленке. Это был промозглый апрель 1963-го. После ареста Фадеева Галя отстранилась от мужа, да и сам Горбаш не знал, как себя вести. На Мосфильме он тоже ощущал себя неуютно.
С ним перестали здороваться, руки не подавали, за спиной шептались. Подвернулись долгие натурные съемки, он на несколько недель уехал в глухие брянские леса, доснимать очередной партизанский эпос, снятого с должности наставника. Съемочная группа едва ли не плевала в спину карьеристу, но в лицо не смели сказать и слова. Ходили слухи, что стоит встать на пути у Горбаша, как и за тобой приедет черный воронок. Однако атмосфера всеобщего презрения была почти физически ощутима. Хотелось покаяться, объясниться, но... Стыд и страх опозориться на весь Союз, за себя и за Галю, запечатывали тайну не хуже грифа совершенно секретно. Срочная телеграмма от тещи застала врасплох 2 скупые строчки. Галя покончила с собой. Приезжай. Тело Горбаш увидел уже в морге. Милиционеры сказали, что Галя выпила упаковку снотворного и легла в ванную. Записки не обнаружили, зато на раковине намокшая лежала газета «Правда» за понедельник. Милиция не придала этому значения и не нашла связи между самоубийством Галины и материалами, опубликованными в номере. А вот Горбаш быстро обо всем догадался. Галя пролежала 2 суток, прежде чем соседи по лестничной клетке отреагировали на крики напуганной и голодной Надюши. То, что Горбаш увидел на прозекторском столе, было полной противоположностью той Гали, которую он любил. Стройность манекенщицы сменилась одутловатостью утопленника. Бархатная кожа сморщилась и стала бледно-зеленой, под цвет плитки в морге. Непокорная раньше шевелюра поредела в результате мацерации. На похороны помимо родственников явились мосфильмовцы, те, кто успел поработать с Галей над гарнисткой с веслом. Когда закрытый, несмотря на старания бальзамировщиков, гроб с утонувшей гарнисткой опускали в землю, Горбаш почти кожей ощущал густое презрение скорбящих. Наверное, он бы мог услышать шкварчащие на губах слова вроде «шнырь», «чекистская шестерка», «Иуда», но их заглушал плач Нади, звавшей маму. На поминке Горбаш не остался, не хотел ловить на себе ненавидящие взгляды. А еще не готов был прощаться и признавать, что Галя мертва. Он откладывал этот момент до последнего, как выяснилось сейчас, до своего последнего фильма. Зато теперь он наконец узнал, зачем всеми правдами и неправдами вымаливал у милиции это фото. От размышлений отвлек выматерившийся монтажер. Он топнул ногой, и из-под ботинка брызнуло склизкое. «Сраные реквизиторы со своими червями! По всему павильону расползлись!» Новость в телеграм-канале. На съемочной площадке ремейка фильм «Журщ» в кулере для воды были обнаружены яйца аскарид. Часть съемочной группы отправилась на медосмотр, у некоторых выявлен острый гельминтоз. Анонимный источник утверждает, что это не первое происшествие, и техника безопасности на съемках, мягко говоря, хромает. 2019. На площадке стало заметно меньше людей. Часть команды глистогонилась в клинике, а массовка просто плюнула на свои гроши и не явилась на съемки. Благо, большинство массовых сцен уже было готово. Сцены, вырезанные цензурой, комиссией из оригинала, было решено не включать в сценарий вовсе, и Серов слал умаившемуся Вовчику голосовые со все новыми правками. Вовчика тоже пропоносило, видимо, в знак солидарности с командой. Рыбаку заменили червей на резиновых во избежание. Статиста, изображавшего Лифанова, тоже пришлось в очередной раз заменить. Лена демонстративно обходила новый, привезенный на замену кулер по кривой дуге, и одну за другой сворачивала крышки бутылочкам «Эвиан», точно лисица куриные шеи. На очереди была сцена ареста Зориной. Тишин вызывает милицию, указывает на Лифанова, а тот представляет органам целую стопку грязных бумаг, на каждой из которых стоит подпись новенькой бухгалтерши. Лифанов, безликий статист в зеленке, смотрит с лестницы холла, как доблестные советские милиционеры уводят его любовницу. Проблему недостатка массовки оператор решил, приблизив камеру. Даже уверил Серова, что так сцена приобретет больший эмоциональный накал. Серов махнул рукой. Уже лишь бы сняли. Пришлось переставлять освещение. Прячась от Горбаш, которая повадилась липнуть к нему, почему-то называя папой, Серов уселся подальше от режиссерского кресла на лестницу, прямо под сама, где должен был стоять Лифанов, и наблюдать, как милиционеры уводят его любовницу. Закурил. От скуки вслушался в разговор осветителей, возившихся у него над головой. «Гамма-синусоиды перепрел? Погоди, зигзагать надо, а то волны в рефракцию уйдут». «Не уйдут, если Френелька в расфокус не свалится».
Ничего из сказанного Серов не понял, диалог был похож на поток бреда, которым перекидывались Тишин и Лифанов, чтобы впечатлить Зорину. Видать, Лифанов был убедительней, раз она таки закрутила шашни с ним, невпопад подумал Серов. А еще подумал, что сцена в оригинальном фильме гораздо убедительнее позорища, снятого им самим. Сверху послышался хлопок, осветители помянули кого-то по матери. Вдруг к Серову наклонился Сом. Открытая пасть зияла чернотой невысказанного, точно Сом собирался сообщить Серову нечто важное, но оно застряло в глотке. У Серова было меньше секунды на то, чтобы испугаться. А потом сработали рефлексы. Кто-то запоздало крикнул «Ложись!». Серов едва успел уйти с траектории падающей страхолюдины, и Сом, как шар-баба на единственном уцелевшем тросе, с грохотом врезался в декорации, снеся начисто и лестницу, и стенку за ней. Если бы Серов промедлил... Через 20 с небольшим минут, запив коньяком запоздало нахлынувший адреналин, Серов скомандовал приостановку съемок. Никто не возражал. Кажется, наоборот, все вздохнули с облегчением. Только Надежда Горбаш убивалась, что тарелочка теперь не склеится. На тарелочку Серова было плевать, как было плевать и на Журч, и на Лену, и на всю команду с высокой колокольни. Не на это он рассчитывал, когда они совместно с недоучившимся в Авгике Вовчиком пришли к гениальной в своей простоте идее. Получить от фонда кино грант на ремейк классики советского кино, который даже не нужно рекламировать, заработать репутацию, обзавестись знакомствами, собрать кассу и уже тогда, наконец, снимать настоящее кино. Но вот на проклятый фильм Серов точно не подписывался. «Нахер! Нахер все!» Добравшись до дома, он рухнул на диван и отключился. Однако кто-то настойчиво и ритмично принялся барабанить по оконному стеклу. «И ты, иди нахер, 8-й этаж же!» Сонно протянул Серов, но открыл глаза. За окном никого не было, но звук продолжился. Вибрировал мобильник на стеклянном столике. Звонил Кунин. Сглотнув, Серов взял трубку. Газета «Правда», 19 апреля 1963 года. Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла приговор предателю Родины и врагу народа Льву Фадееву. Суд признал его виновным в антисоветской деятельности и шпионаже. Лев Фадеев был арестован после обыска, в ходе которого были обнаружены изготовленные им запрещенные материалы и валюта. На закрытом заседании суд справедливо определил степень вины обвиняемого. Лев Фадеев приговорен к расстрелу, а все его фильмы будут изъяты из проката и уничтожены. 2019. Серов въехал на территорию Мосфильмовского концерна с тяжелым сердцем. То и дело поглядывал на дисплей телефона, казалось, что Кунин сейчас позвонит снова. До сих пор в ушах звенело от его рыка. «В смысле нахер, Миша? Думаешь, можно так легко соскочить? Деньги пущены в оборот, Минкульту нужна отчетность, решил слиться? Да пожалуйста. Только тебя, Миша, ни к одной киностудии на пушечный выстрел не подпустят, понял? Я позабочусь. Будешь на региональном ТВ прогнозы погоды снимать, и то, если повезет. Я не угрожаю, не думай, но тут слушок ходит, что один из наших инвесторов в 90-е за такое людей уазиками надвое рвал. Думай, Миша, думай!» И Серов думал. До самого утра. А едва забрежил рассвет, позвонил девчонке по мрежу и велел вызвать всех на площадку. По дороге заехал в супермаркет и набил багажник минералкой для Лены. Съемки шли, что называется, без огонька. Подавленные актеры устало перебрасывались репликами. Светики на пару с операторами вполголоса несли какую-то чушь про чебурашку на торшерке и ребра трактора. Надежда Горбаш, чьих сцен на сегодня не планировалось, уселась на площадке и все вертелась на месте, будто выглядывала кого-то в темных окнах. Леша, окончательно сжившись со своим персонажем Тишиным, начал заикаться, поэтому обличительное выступление перед трудовым коллективом, после которого Лифанов должен был его уволить, получилось жалким или печущим. Серов мучился недосыпом, глушил кофе и закусывал анальгином, от стресса разболелась голова. Сом снова висел на своем месте и насмешливо поглядывал на ускользнувшую жертву. Мол, ты мне еще попадешься. В перерыве Лена предложила расслабиться по старой дружбе. Серов без энтузиазма согласился.
Член долго не хотел вставать. Так, с полувялым, у него кое-как получилось кончить, когда у Лены уже начинала сводить челюсть. Вопреки обыкновению она не стала проглатывать, а сплюнула. Потом вгляделась в белесую лужицу и завизжала. «У тебя черви!» «Что ты несешь?» Сомлевший после вялого оргазма Серов опустил взгляд, но ничего не успел увидеть. Лена припечатала его семя кроссовкой. «Сука! Ты же в меня кончал! У меня, значит, тоже черви!» Ее вывернуло зеленым смузи, которое Лена употребляла вместо еды. Шатаясь, она выбежала из гримерки прочь. Серов боязливо потер промежность и вроде бы даже ощутил, как в районе промежности что-то перекатывается под пальцами, будто сваренный рис в пакете. Устало крякнув, он натянул штаны и позвал Помрежа. Вовчик должен был прислать правки по финальной сцене. Помреж отдала распечатки, но вместо текста была какая-то белиберда, будто кота пустили гулять по клавиатуре. «Это что за оборвалг?» Помреж пожала плечами. Серов выругался и достал телефон, набрал Вовчика. Пошли гудки, которые вскоре сменились голосовой почтой. Набрал еще раз, потом позвонил на все мессенджеры, оставил с десяток голосовых, но ответа не было. «Ладно, пока снимаем по-старому, а вечером я к нему заеду. Лена, где?» Помреж вновь пожала плечами. Под конец съемок обессиленному Серову больше всего хотелось домой, под горячий душ и в постель. Но сроки поджимали. Отель, куда он поселил Вовчика, находился неподалеку. Ценой получаса препирательств и 1000 купюры Серов все же получил ключ от номера. Войдя, он сразу почувствовал вяжущую тревогу. Ковролин под ногами хлюпал от влаги. Со стороны ванной что-то журчало. «Вовчик, я зайду!» Не дождавшись ответа, Серов толкнул дверь и оказался по щиколотку в воде. Густой пар застил глаза. Вовчик лежал в ванне, скособочившись, будто что-то прятал от Серова. Безжизненное лицо сплющилось о плитку, а тело находилось по шею в воде. Под потоком воды из душевой лейки колыхались распухшие пальцы по экрану неведомо каким чудом работавшего планшета. Повинуясь странному порыву, Серов заглянул в планшет. По экрану разрасталась уже знакомая бессмыслица, наполовину из бреда автокорректора, наполовину из хаотичных колебаний мертвых пальцев. Не в силах поверить увиденному, Серов осторожно ткнул друга в плечо. «Вов, ты чё? Вов, хорош!» Вовчик, видимо, не согласился и сполз по кафелю в воду, нырнув с головой. Планшет было уплыл вниз, но уперся в бугорок сморщенного пениса и остался на месте. Пальцы продолжили свой ленивый путь по виртуальной клавиатуре, выводя новые строчки сценария. Оглушительно журчала вода. 1976. Почти все. Оставался финальный рывок. Директор картины давно уже отпустил вожжи, памятуя, что якобы происходит с теми, кто переходит Горбашу дорогу. Последние 3 суток тот провел без сна, стоило смежить веки, как перед глазами вставали замученные киношными фашистами фадеевские дети. Они тыкали лишенными ногтей пальцами и шипели: «Ты тоже!» Промедол не спасал, и Горбаш сдерживал крики боли, жуя трубку от служившего свое мочеприемника, на что брезгливо морщился Помреж. К счастью, сцена была темная, освещение на площадке минимум, и никто не видел его гримас. Близился финал. По подлогу Лифанова за финансовые махинации арестовали Зорину, а Тишина уволили по статье на общем собрании рабочего коллектива, единогласно одобрившего это решение. И теперь оплеванный он стоял посреди пустого, так и не отремонтированного интерната для детей-инвалидов, которых, конечно же, советская цензура не позволит показать. Под ногами хрустели сломанные игрушки, шелестели обрывки рисунков. Именно так себя чувствовал Горбаш, похоронив Галю. Никогда он не думал, что все закончится подобным образом. Поначалу он искренне пытался решить дело миром, умолял Фадеева. «Пожалуйста, Лева, не приходи больше. То, что мы делали, это неправильно, мерзко. Тем более это видела Надя». «Она ж мелкая, что она там понимает?» «Я понимаю, Лева, понимаю. Кто ты такой на самом деле?» «И кто же?» — скалился Фадеев. «Такой же развратник, как и те, для кого ты снимал эти мерзости». «Мы снимали, Олежа. Ты приревновал, что ли?» «Пусть так, умоляю, отступись, Лева. Я не хочу угрожать». «Угрожать мне? И чем?» «Я расскажу». «Что? Что я трахал твою жену, а ты сидел с камерой?
И кто пострадает сильнее? Камера-то была у тебя. Олег Горбаш — главный порнограф Советского Союза. Звучит, а? И Галина Горбаш — первая советская порнозвезда. Это конец карьеры для вас обоих. Да и хрен с ней с карьерой. Вы же на Колыму едете, лес валить, а мне? Я всех чекистов в лицо знаю. Вылавирую как-нибудь, не впервой». Горбаш молчал, пораженный обликом наглого, неприкрытого зла, и не узнавал своего наставника. А Фадеев продолжил. «А знаешь, не надо ничего рассказывать. Я сам устрою коллегам закрытый просмотр. Тут много кто Галю не прочь увидеть, так сказать, без галстука. У тебя проектор же был. Летний вечер вроде. Одолжишь?» Ударил его Олег машинально. Кулак прошел вскользь по мощной челюсти, голова Фадеева слегка мотнулась в сторону, блеснули наточенной сталью серые глаза. «Вот она, Олежа, твоя благодарность!» Это был их последний разговор. Горбаш отчаянно жалел, что не может переиграть тот день, переснять дубль, внести правки в сценарий. Но жизнь — тот фильм, который снимают в хронологическом порядке одним дублем. Актер, игравший Тишина, взялся за метлу и принялся сметать игрушечный мусор к подвальной лестнице. Боль в спине прострелила так, что Горбаш на секунду зажмурился. А когда открыл глаза, увидел. «Лёва?» «Привет, Олежа. Кино снимаешь?» «Про что?» «Про нас. Пусть знают, пусть поймут. И Надя поймет». Фадеев обернулся на площадку, так что стало видно круглую дырку от пули в посеребренном сединой затылке. «Извини, голова совсем дырявая. Мне кажется, или наша эта маленькая история закончилась иначе?» Я хотел показать, что произошло бы, если бы я поступил правильно. Рассказал всем правду. Ты бы действительно вылавировал. Меня бы с треском выкинули из Мосфильма, а Галя от позора покончила бы с собой. Фадеев хохотнул, но тут же помрачнел. «Извини, не смешно. Ты мне только честно скажи, это же ты донес, да?» У Горбаша слова застряли в горле. Он захрипел. Надя, заметив побледневшее лицо отца, побежала за водой к графину. Звукач выругался. Кто там бормочет посреди дубля? Увидев почти беззвучно шевелящиеся губы, Горбаша осекся. «Что молчишь, как партизан, Олежа? Я же все знаю. И кто в кабинет валюту подкинул, тоже знаю». «В КГБ рассказали?» — задушенно спросил Горбаш. Сердце гулко бухало в ушах. «В КВД. Я не здесь, Олежа. Я у тебя в голове». Палец Фадеева ткнул в лоб, вызвав приступ боли. «Я не думал, что так выйдет. Только в валюту». «Так они только повода ждали. Думаешь, Боликс на зарплату куплен? Все мы не без греха». «Чего тебе надо?» Горбаш замученно огляделся. Никто больше Фадеева не замечал, все были заняты съемками сцены. Актер, играющий Тишина, спускался в подвал, шурша по ступеням метлой. Грудь ожгло, будто изнутри ужалила медуза. «За тобой пришел, Олежа. Пойдем?» Горбаш покачал головой. Но его взгляд, будто усиленный трансфокатором, уже следовал за Фадеевым, тонул в черном зеве подвала, пока лестница не кончилась, и его не поглотила тьма. Актер, играющий Тишина, тоже был поглощен тьмой. Стоял лицом к дальней стене бутафорского подвала и ждал команды «снято». Но время шло, а ее все не было. Неужели в сценарии прописан такой долгий план? Раздались крики. «Воздуха ему дайте! «Папа!» Скорую вызовите! Валера, вырубай уже камеру!» Лена Мандрагора разделась посреди торгового центра и попыталась снять с себя кожу. Шок! Необычный инцидент произошел в ТЦ Мосфильмовском. OnlyFans-модель Лена Мандрагора, Елена Мандрыкина, вбежала в торговый центр, срывая с себя на ходу одежду, после чего попыталась подручными средствами снять с себя кожу, утверждая, что она червивая. Девушку быстро скрутили и передали бригаде скорой помощи. Сейчас она содержится в спецучреждении. 2019. Серов плохо помнил,
как вызвал по телефону портье, а тот полицию, как его долго и муторно допрашивали, спасибо хоть налили кофе. По предварительному заключению Вовчика хватил инфаркт. Сочетание лишнего веса, горячей воды и 2 стаканов виски стало для него фатальным. Серов хотел было сразу рвануть к Мосфильму, но уговорил себя заехать домой, переодеться и почистить зубы. На площадке в его отсутствие работа шла полным ходом. Светики пауками ползали под потолком и о чем-то жужжали на своем непонятном осветительском языке. Операторы с бешеной скоростью катались на операторских тележках, а декораторы, как работяги-муравьи, таскали материалы к чудовищной, геометрически и архитектурно невозможной конструкции, в деталях которой угадывался бывший журщ, похожий теперь одновременно и на перевернутую башню, и на лабиринт. «Что здесь происходит?» — возопил Серов, но ему не ответили, все были заняты делом. Недолго думая, он схватил за грудки первого попавшегося муравья, тряхнул как следует, спросил: «Вы что исполняете?» «Михаил Дмитриевич, все строго по сценарию». «Какому сценарию?» Владимир с утра прислал. Помрешь, всем раздала. «Как прислал? Он же... Так, где это помрешь?» Муравей указал усиками в сторону кошмарной башни. С досадой зарычав, Серов шагнул внутрь, хотя башня снаружи упиралась в потолок павильона, внутри лестницы вели вниз. Судя по количеству пролетов, в самые земные недра. Они яму в бетоне выкопали, подумал Серов и начал спускаться. Лестница пронизывала здание без всякой логики, проходя насквозь через перекошенные кабинеты и пыльные архивы. В одном он заметил Надежду Горбаш. Пожилая женщина, едва не плача, стыдливо сжимала ноги, а статист в зеленке сосредоточенно ковырялся у нее под платьем. Не желая вглядываться в мерзкую сцену и их дело, Серов зашагал ниже. К запаху разогретой пыли прибавилась вонь зассанных матрасов. Лестница шла через длинный коридор с множеством дверей. Серов шел и не верил глазам. За каждой находилась по палате, где на панцирных кроватях по двое, по трое лежали обнаженные дети, обмороженные, обожженные. Один синелицый, с затянутым намертво пионерским галстуком, открыл мучнистые глаза и указал пальцем на Серова. Тот взвизгнул и ускорил шаг. Едва не ссыпавшись на очередном пролете, он встретил Помрежа. Та стояла на коленях перед чучелом сама и истово крестилась. «Помреж! Какого хера происходит?» Та не ответила. Под ногами ее валялись листы, покрытые оборвалгом с планшета Вовчика. Серов вчитывался в строчки без слов, последовательности, смысла и, холодея, понимал. Все действительно идет строго по сценарию. Звонко клацнула хлопушка. «Сцена последняя, дубль последний». Раздался негромкий стук в окно. Подняв взгляд, Серов узнал то самое привидение, про которое спрашивал на лекции. То самое, которое он сам добавлять в журщ не собирался. Вот что имела в виду Надежда Олеговна, говоря «там мама». Утопленница ударила ногой по стеклу. Еще раз и еще зазмеилась трещина. Сморщенная пятка выбила стекло, и на площадку хлынули темные холодные воды. Сперва смыла Помрежа, приложила головой об угол шкафа. Потом в воду с громким шлепком свалился Сом и радостно закружил на месте. Следом поток снес и Серова. Он охватился за треногу камеры, но ту унесло вместе с ним. Непостижимым образом камера продолжала работать. Поток пробил его телом перила лестницы и понес водопадом в черную бездну, бесконечно уходящего вниз журща. Серов проплыл мимо устроившегося на краю лестницы рыбака. На удочку ему попался Леша Тишин. Повис на леске, а теперь крючок разрывал ему щеку надвое. «Клев-то! Клев-то какой!» — хохотал он. Облепившие стены статисты в зеленке жадно работали жвалами, подобно жучкам-мертвоедам, пока Серов в обнимку с треногой падал в бездну. Пронзило понимание. Они не воскресили журщ, а лишь надругались над трупом, вымазались по самые локти. То, что они принимали за признаки жизни, оказалось экспульсией трупных газов и шевелением немыслимо гигантских червей, которые прямо сейчас пожирали осыпающиеся декорации. Серов до боли зажмурил глаза, ведь четко знал, что дальше по сценарию наезд камеры впасть сама.
Газета «Советская культура», 11 января 1976 года. 27 ноября 1976 года, на 48-м году жизни, после продолжительной болезни, прямо на съемочной площадке скончался выдающийся советский режиссер Олег Борисович Гарбаш, внесший значительный вклад в отечественное киноискусство. Коллеги вспоминают его как трудолюбивого и приверженного советским идеалам человека. Прощание с Олегом Борисовичем пройдет 30 ноября в ЦДК в 16:00. 2019. Последняя смена прошла как в тумане, и Серов почти не помнил, чем кончились съемки. Осталось тягостное ощущение выхолощенности, будто его проглотил, переварил и высрал дохлый сом. Тарелку склеили, но осколков как будто получилось больше. На шапку никто не остался. По завершении съемок у Серова не было сил ни радоваться, ни праздновать. Распорядившись подготовить материал для отправки Кунину, он поехал домой. Стоило зайти в подъезд, как свет погас. Серов выглянул в окно лестничной площадки. Темно, как на дне океана. Даже новостроек напротив не видно. Похоже, отключило весь район. Он все равно из чистого упрямства ткнул в кнопку вызова лифта безрезультатно. Вздохнув, Серов включил на телефоне фонарик, взялся покрепче за перила и начал спуск на свой 8-й этаж. Из обзора Романа Волошина. И снова фонд кино помог кому-то освоить бюджет. Как ожидалось, Журщ Серова — очередной бездушный кадавр, который явно сам стремится обратно в могилу. А цифровой Лефанов будет сниться мне в кошмарах. О продакт-плейсменте даже и говорить не хочу. Все эти Сбербанки и Билайны в советских декорациях смотрятся трупными пятнами на теле фильма. Единственное, что в ремейке удалось воспроизвести близким по духу, это такой же слащавый и фальшивый хэппи-энд, как и в оригинале. Разве что вместо улыбчивых пионеров здесь в кадре кривляются детишки инвесторов. И Тишину зачем-то пол-лица забинтовали. В общем, то, что сделал коллектив нового «Журщ», настоящий грех против искусства. Неудивительно, что сценарист постеснялся упоминать свое имя в титрах. Все причастные сгваздались в этой гнили по самые локти. К Надежде Гарбаш, конечно же, у меня никаких претензий нет. У человека диагностирована прогрессирующая деменция, и она вообще вряд ли осознавала, в каком снимается дерьме. При этом провал в прокате ничего не даст. Деньги выделены на безвозвратной основе при поддержке Минкульта. Так что бракоделам продолжат выдавать средства. А значит, «Гараж-2», «Вокзал для двоих 2» и прочее будгерайтовщина неизбежны. Подытожим. О мертвых принято говорить либо хорошо, либо никак. Недавно в новостях сообщили, что режиссер Михаил Серов вскоре после завершения съемок неудачно упал на темной лестнице и погиб. Я соболезную его близким и понимаю, что за такие слова, наверное, попаду в ад для кинокритиков. Но, по крайней мере, «Новый Журщ» был его последним фильмом, а это не может не радовать. Бес номер 4. Дмитрий Лазарев. Нули и единицы. Глазго, Шотландия. Энди Ричер валялся на диване в гостиной и наблюдал за пауком, угнездившимся в углу под потолком. Обычно такое соседство не раздражало Энди. Он вырос на ферме, где пауков была тьма тьмущая. Покойная тетушка всегда говорила, что домашние пауки — самые полезные насекомые, потому что они естественные враги комаров и мошек, так что Энди никогда не убивал их и не разрушал тенет. Но сегодня с пауком было что-то не так. Энди разобрался с домашними делами, зацепил в холодильнике баночку Гиннесса и устроился перед телевизором, когда в голову будто что-то клюнуло. «Посмотри на потолок». С тех пор он неотрывно следил за пауком, и чем больше он следил, тем беспокойнее ему становилось. Во-первых, паук совершенно явно наблюдал за ним сверху. И как Энди раньше этого не замечал, раскорячившись в своей паутине, паук только делал вид, что терпеливо ждет, когда какая-нибудь глупая муха залетит в его сети. На самом деле облюбованный пауком угол имел отличный обзор, и паук пялился на Энди днями напролет. Во-вторых, паук был явно крупнее, чем помнил Ричард. Сильно крупнее. Он, черт побери, был непозволительно большим.
Пока Энди лежал внизу, сжимая банку с пивом, паук несколько раз пошевелился, и Ричард увидел, как сильно просели тонкие нити под его весом. Идея добрососедства начинала казаться все более сомнительной, но он боялся пошевелиться. Казалось, паук только и ждет, пока Энди отправится в кладовку за метлой. И тогда... Кстати, а что тогда? Из-за этой мысли Энди охватило сильное беспокойство. То, что паук задумывал недоброе, было очевидно, а дальше по коридору в кабинете Кэти рисовала свою дурацкую картину и знать не знала об открытии, сделанном Ричардом. От этого он волновался еще больше, но почему-то не торопился предупредить ее. Возможно, все дело было в подозрениях относительно нее и того парня с фитнеса. Тодда. Пока Энди лихорадочно соображал, паук неожиданно сорвался с места и побежал по стенке, стремительно перебирая лапками. Он скрылся в коридоре, а Энди, пригвожденный к месту леденящим ужасом, переваривал увиденное. Паучьих лапок было больше 8, гораздо больше, а задняя половина туловища, прежде скрытая, сильно напоминала человеческое лицо. Время странно замедлилось и поплыло, а потом он, наконец, вышел из оцепенения. «Кэти!» Схватив кочергу, прислоненную к каминной решетке, Энди ринулся вслед за пауком. Дверь в кабинет была приоткрыта, и оттуда доносились стоны. Врезавшись в нее плечом, он ввалился внутрь, замахиваясь кочергой. Кэти лежала на полу поверх разбросанных эскизов и холстов, полностью обнаженная. Полные груди были перемазаны масляной краской. Ее глаза закатывались от удовольствия. Гигантский паучище раскорячился у ее раздвинутых ног, оплетя их множеством неестественно длинных лап. Там, где у обычного паука крепится брюшко, была человеческая голова. Голова тренера Тодда из фитнес-клуба. Его язык атаковал чувствительные органы Кэти, и она громко стонала, запустив пальчики в его взлохмаченные волосы. У Энди потемнело в глазах. Размахнувшись, он всадил в паучью голову кочергу. Раздался мяукающий звук. Кэти истошно завопила. Тварь с человеческой головой содрогнулась, но не прервала своего занятия. На пол полилась черная, будто нефть жидкость. Энди ударил снова, целя в отвратительный затылок. Кочерга прошила плоть насквозь, и правый глаз вывалился, повиснув на нервных окончаниях. Лапы дернулись и суетливо зашевелились, подтягивая извивающееся туловище выше. Кэти кричала, не переставая. Ее глаза расширились от ужаса, но смотрели они вовсе не на чудовище на ее животе. Они смотрели на Энди. Занеся кочергу, он изо всех сил обрушил ее на паучье темечко, словно копье. Кочерга прошила голову насквозь и глубоко вошла в живот Кэти. И в тот же момент Энди понял, что это правильно. Оставив парочку подыхать на полу, он вернулся в гостиную, уселся обратно на диван и снова включил телевизор. Показывали юмористическое шоу. Тампа, США. Чес сидел в патрульной машине и наблюдал, как Дентон движется к огромному, как амбар, кадиллаку, положив руку на табельное оружие, когда впервые услышал голос. Голос позвал его по имени. Они с Дентоном патрулировали шоссе номер 60, идущее к Тампе с восточного побережья. Смена подходила к концу, и Чес, сидящий за рулем, собирался уже двигаться в сторону участка, когда Дентон обратил внимание на кадиллак с забрызганными грязью номерами. Скорее всего, парень просто свернул с одной из ферм, идущих одна за другой к северу от шоссе. Дороги там всегда были говняными, но инструкция требовала проверки, так что напарникам пришлось включиться в работу. Жаркое флоридское солнце клонилось к закату, слепя глаза. Чес мечтал о двойном чизбургере, и тут с ним неожиданно заговорил дробовик. Ремингтон 870 из стандартного обмундирования, закрепленный в пазах возле коробки передач. Сказал Чезу, что неплохо было бы наказать этого парня на кадиллаке. Да, совсем неплохо было бы, если ты понимаешь, о чем я, напарник. Всадить в живот парочку экспансивных пуль, перебить позвоночник. Чез смотрел на дробовик, чувствуя, как покачивается мир вокруг. Во рту стоял кислый привкус. «Хочешь, я расскажу тебе кое-что об этом парне, Чез? Он любит маленьких девочек. У него на ферме есть пони, а маленькие девочки без ума от пони, так? И этот подонок с радостью привозит их покататься на пони, а потом ведет в дом и убеждает отблагодарить его, и я уверен, что ты не захочешь услышать продолжение.
потому что оттуда бедные малышки уже не выходят. Чес почувствовал, как забилась жилка на виске. У него самого была маленькая дочка, Бекки, настоящий ангелочек, и она тоже обожала пони. «Я помогу напарнику», — упорствовал Ремингтон, обещающе, поблескивая в лучах закатного солнца. Чес протянул руку и коснулся приятной нагретой стали. Потом выпростал оружие из пазов. Впереди Дентон, склонившись к окну Кадиллака, беседовал с водителем. Звук передернутого затвора заставил его повернуться. Лицо напарника удивленно вытянулось. «Чес, какого черта ты?» Чес сильно толкнул Дентона открытой ладонью, отчего тот попятился, пытаясь сохранить равновесие, и, наконец, плюхнулся на задницу. Мерзавец в салоне Кадиллака застыл. Это был престарелый Чикано с седыми, как лунь, волосами. Его рот изумленно раскрылся, обнажив остатки пожелтевших зубов, когда Чес спустил курок. Грохнул выстрел, и половина головы Чикано исчезла, разбрызгав ошметки мозгов по салону. Кто-то истошно заверещал. Заглянув внутрь, Чес обнаружил на заднем сиденье старуху, голосящую, как пожарная сирена, и как только он раньше ее не заметил. «А вот и мамаша!» — заявил голос авторитетно. «Яблочко от яблони недалеко укатилось!» Просунув ствол в окно, Чес пристрелил и бешеную старуху. Ремингтон удовлетворенно крякнул. Сбоку что-то кричал Дентон. Чес посмотрел на напарника сверху вниз. Жалкий, беспомощный. Тот сидел в грязи у дороги, пытаясь вытащить табельный глок из кобуры, и никак не мог справиться с застежкой. Переполненный восхитительным чувством собственной правоты, Чес развернулся и выпустил в него 2 пули, размазав Дентона по дороге, будто жука. Он всегда был хреновым копом, если разобраться. Закинув Ремингтон на плечо, Чес пешком двинулся в сторону Тампы. Город кишит преступниками, и новый напарник поможет ему отделить зерна от плевел. Каш, Турция. Серхан устроился в тени под лимонным деревом, удобно вытянув ноги в свободных штанах. На столике рядом дымился янтарный яблочный чай в тонкой армуде. В отеле была полная загрузка. Разгар сезона, но гости отправились кататься на каяках в Кеково. Так что можно было расслабиться и насладиться еще одним отличным днем. Он пил 4-ю армуду, когда впервые заметил, что все куда-то идут. Отель находился чуть в глубине, в тихом переулке, но с места Серхана под деревом открывался отличный вид на улицу Ататюрка, спускающуюся к морю. В сезон там постоянно царило оживление. Толпы туристов кочевали между палатками с сувенирами, ресторанами и чайными, сновали туда-сюда мопеды, степенно двигались в сторону мыса туристические автобусы. Сегодня все было как обычно, не считая маленькой детали, на которую Серхан даже не сразу обратил внимание. Все движение сосредоточилось в одном направлении — вниз, к морю. Он отставил армуду, просунул ноги в растоптанные сандалии и неспешно прошелся по проулку к улице. Прохожие с сосредоточенным видом спешили в сторону пирса. Серхан с удивлением рассматривал опустевшие сувенирные палатки. Даже башак, торгующая шляпками и сланцами, оставила свое место и куда-то пропала. Опустевший прилавок без нее выглядел непрекаянно. Мимо шли туристы и местные жители. Серхан окликнул 1-2 мужчин, но его как будто не заметили. Встревоженный, он поплотнее затолкал ноги в сандалии и влился в общий поток. Толпа вынесла его к причалу. Здесь было жутко тесно, а народ все прибывал и прибывал, стекая с боковых улочек. Серхана толкали локтями, наступали ему на ноги, лица собравшихся выглядели идиотски восторженными. Сзади продолжали напирать, подталкивая вперед к морю, и, оказавшись у бетонного пирса, он увидел греческий остров Кастеллоризон. Вдали окутывало голубоватое сияние. Люди вокруг тянули к нему руки, словно в безмерной жажде прикоснуться к чему-то божественному. Аллах явил им чудо. Первые ряды вступали в море, но продолжали идти до тех пор, пока вода не смыкалась над их головами. Это не останавливало паломников. Серхан видел множество тел, покачивающихся на голубой глади Средиземного моря. Задние ряды напирали, выдавливая толпу в воду, и с леденящим ужасом Серхан понял, что не сможет вернуться. Он толкался, работал локтями изо всех сил, пробивая дорогу из суицидального потока, но все было напрасно. Паломники с дебильными счастливыми лицами смотрели только вперед, не обращая внимания на тычки и удары. Мимо проплыл фонарный столб.
Серхан ухватился за него, сжимая пальцы, но толпа несла его дальше, и столб вырвало из захвата. Еще пару минут отчаянной борьбы, и под ногами заплескалась соленая вода. Он понял, что единственный шанс попробовать выплыть, но море вокруг было запружено телами, а силы у него заканчивались. Очень быстро. Хо-Ши-Мин, Вьетнам. Хуан Гуэнь проснулась и села в кровати, недоумевая, что же ее разбудило. В темноте номера бесшумно работала сплит-система, гоняя по комнате ледяной воздух, от которого кожа на голых плечах вмиг покрылась мурашками. Потянувшись к столику, Хуан нащупала телефон и проверила время. 3 утра. В отеле Golden Central, самом высоком в городе, стояла тишина, но смутное чувство тревоги не отпускало. Накинув халатик, Хуан босиком прошлепала к двери и выглянула наружу. Коридор был пуст. Вернувшись к себе, девушка села в кресло и сделала несколько глубоких вдохов. «Должно быть, все дело в завтрашнем собеседовании. В Винфаст», — сказала она себе. «Нервы шалят». Хуан с большим трудом удалось пройти первые этапы отбора. Ее нячангский диплом по английской литературе слабо котировался в крупных хошиминских компаниях. К счастью, у троюродного брата отца Ванг Хунга оказались знакомства в главном офисе. «Соберись, девочка», — велела она себе, — «ты справишься». Поднявшись, Хуан вышла на балкон, чтобы еще раз насладиться зрелищем, открывавшимся с 39-го этажа. И тогда она увидела. Полная луна, повисшая посередине ночного неба, медленно поворачивалась. С ее оборотной стороны, прежде скрытой, оказался глаз. Невообразимо огромный немигающий глаз с вертикальным хищным зрачком. Хуан застыла до боли, вцепившись в перила. Глаз завис над городом, уставившись на нее сверху. Он гипнотизировал, лишая воли, лишая способности к сопротивлению. Он звал, и девушка повиновалась. Голая ступня нащупала перила, Хуан поднялась, балансируя над пропастью, но стала всего лишь на 1,5 метра ближе к глазу. Ничтожная величина по сравнению с разделяющей их бездной и пространство. Она шагнула вперед, чтобы быть еще ближе, и черная пропасть внизу распахнула свои объятия. В последний миг наваждение рассеялось, и падающая девушка страшно закричала, разбудив прочих постояльцев. Скоро они выглянут, чтобы узнать, что произошло, и глаз будет ждать их тоже. С нетерпением. Пущино, Россия. Антонина Ненашева, старший научный сотрудник Пущинской обсерватории, в сильном волнении склонилась над мониторами. Вот уже несколько часов подряд все системы регистрировали мощные сигналы, отраженные Солнцем. Нечто, похожее на двоичный код, транслировалось на Землю из глубин космоса, откуда-то со стороны созвездия Змееносца. Антонина одну за другой просматривала ленты записей. Сигнал выглядел полной бессмыслицей, но тем не менее в нем угадывалась системность. Не просто набор случайных нулей и единиц, а самое настоящее послание. «Владик, а ну-ка иди посмотри!» — крикнула она. В дверях Центра управления обсерватории возник Владислав Замойский, ее коллега и по совместительству любовник. «Что такое?» Замойский специализировался на радиосвязи, но на этот раз его заинтересовали не распечатки ленты, струящиеся из приемника, а спина Ненашевой в белом лабораторном халате, скрючившаяся над пультом управления. Он остановился у входа, буравя коллегу подозрительным взглядом. «Не понимаю», — размышляла вслух Антонина. «Это не похоже на шифр. Скорее на программный код, что ли? Будто алгоритм на ассемблере. Взгляни на эти распечатки». Владислав не слушал. Он вдруг понял так резко, будто что-то в голову ударило, что там, в белом халате, сидит не Антонина вовсе. Да и вообще не человеческая женщина. Существо, облаченное в лабораторный халат, лишь притворялось человеком. На самом деле оно поджидало его. Хотело, чтобы он подошел поближе. Ему казалось, что тварь у пульта негромко подхихикивает, перебирая бумажки. Руки медленно тянулись, удлинялись, ползли, словно змеи, чтобы незаметно подобраться к нему, вцепиться. «Этот сигнал принимает, наверное, по всей Земле», — задумчиво пробормотала Антонина. «Просто невероятно. Мы ждали первого контакта так долго». Владислав бесшумно отворил пожарный стенд и вытащил длинный топор с блестящим лезвием,
выкрашенным в красный цвет. Черт номер 10. Сергей Возный. Дверца и ключик. И скакал причудный богатырь Бава Королевич 3 дня и 3 ночи. А когда явился в свой дом, то увидел, что все там умерли, кроме жены его, Дружевны. Потому что пришли в этот дом разбойные люди с чертенячьими пятками, и один был с обрезом, один с винтарем, а еще 2 с шашками. Хотели Дружевну снасильничать, но Бава тут выхватил меч-кладенец, да как начал рубить. Положил тех гадюк кровяных, и рука не дрогнула. Только матери с отцом ему было жалко, да братьев с сестрами, да бабушку. К ночи опять не по-весеннему схолодало. Промозглый ветер с Невы влез сквозь щели чердака, принялся завывать под крышей, заставляя Мишку кутаться в зипунок. Неподшитые валенки напрочь промокли днем. Сейчас нагревались от костра потихоньку. Тянуло мокрой шерстью и горелым навозом, будто в деревне, когда топишь печь кизяками. «У Палкина, что на Невском, кулебяки были знатные», — вторгся в мысли песклявый голос Стохи. «Нас в саму листорацию не пускали, но если с прислугой поладишь, так могут и вынести, что пригорело. С визигой да с рыбой красной. У-у-у!» О жратве Стоха мог говорить вечно. Похоже, и думал только о ней. Мелкий, чернявый, цыганистый, с огромным, щербатым ртом, будто не все молочные зубы еще повыпадали. С виду больше 10 годов не дашь, но хитрости да ловкости, как у взрослого парня. Воришка из начинающих. В деревне такие тоже забредали. Похристорадничать и стырить, что плохо лежит. Лупили их смертным боем, но всех не перелупишь. В лихое время народ из городов бежит к земле, там прокормиться легче. Только сам Мишка сделал наоборот. Так уж вышло. «Бывало, гречевника стыришь кусок, еще тепленького да с корочкой, зубы воткнешь, а он аж сладкий, мама моя. Марципанов там всяких не надо, когда такое». Голос Стохи звенел и дребезжал, мешал нырнуть в забытье. Подумать об Баве Королевиче, об избе, о печи. Убежать хоть ненадолго от сурового столичного холода. Костерок разожгли на куче мусора, обложили натасканными со двора кирпичиками, а спички у Мишки были с собой, по крестьянской привычке. Целый сидор полезного барахла, за которое горло бы перегрыз любому. Его и не трогали особо. К своим 15 Мишка вырос под сажень, был жилист, масласт, и усы уже пробивались вовсю. На деревне считался хорошим кулачником, даже взрослые парни звали с собой, когда сходились стенка на стенку. Такого, как Стоха, пальцем бы ушатал, но зачем? Сотоварищ вроде как. «Еще бывало сало, слямзишь, на мясницких рядах. За ним ведь пригляду меньше, чем за вырезкой. Натопишь в чугуне, краюх туда макнешь, а потом еще шкварочек». «Хорош ты уже!» — не сдержался Мишка, и живот отозвался голодным бурчанием. «О чем другом? Базлай, не дразнись тут!» «Кто базлает? Я базлаю! Ты, ведьмедь, на кого тут бочку катишь?» Мелкий Стоха вскочил одним движением, но и так оказался лишь чуть повыше сидящего Мишки. Уселся обратно поближе к костру. «Могу и другого порассказать, да не к ночи бы. Про колгана мясника слыхал когда-нибудь?» «Не доводилось». «То-то! Лютый зверина, из уголовных, к вечной каторге был приговорен, да сбежал, еще до революции. Здесь теперь душегубствует, а особенно до мальцов охочий, вроде нас с тобой, пользует всяко. Потом потрошит. Наживую». Последнюю фразу Стоха выдал шепотом, явно хотел напугать, но не на того напал. Мишку с некоторых пор совсем ничего не страшило. Выгорел дотла. На жадный Стохин взгляд лишь пожал плечами, досунул в костерок очередную деревяшку. Обломок какой-то мебели. Чердаком достался удачный, не обжитый еще никем из бродяг и даже не разграбленный. Слуховое окно, правда, выбито, но это и к лучшему, есть куда дыму выходить. Снизу под досками перекрытия затаился дом. 4 этажа, парадные, запертые двери. После двойной смены власти люди в этом городе стали совсем нелюбопытные. Ночами дома сидят и молятся. В лихое время лучше бы сделаться невидимым. «Чего молчишь, Мишаня, ведмедь? Не веришь?»
«Верю. Слыхал пострашнее байки, чего мне твои, каторжанин?» «Байки? Вот выпустит ливерку, по-другому тогда заговоришь». На это Мишка не ответил вовсе. Валенки, наконец, прогрелись, начали подсыхать, от тепла потянуло в сон. Оно и лучше, чтоб жрать не хотелось. Еда сама не появится, но днем ее будет проще найти. Зевнул, потянулся, встретился взглядом со Стохой. Тот рассматривался товарища задумчиво и оценивающе. «Здоровый ты, обалдуй! Душа не нарадуется. Хочешь разбогатеть?» «Кто ж не хочет?» «Дело есть, хоть опасное да верное. Мне напарник был нужен вроде тебя, кому довериться можно. И чтоб кулак побольше». «Разбойничать, что ли?» «Не, брат, выше бери. Ежели сладится, так сыты будем до старости и нос в табаке. Про барона Бирге слыхал когда?» «Не доводилось». «Я вот тоже, разок всего. Есть у него какой-то дом, а там это самое...» Тут Стохина речь вдруг прервалась, взгляд заметался по дальним углам чердака. «Давай-ка завтра расскажу, если не передумаю. Погляжу еще на тебя, да и это... Светлее будет, мало ли». Мишка лишь ухмыльнулся. Но никак он не принимал случайного соседа всерьез. Какие такие секреты знать беспризорнику-голодранцу? Смех один. Спать устроились в старом платяном шкафу, чтоб теплее. Древесина пахла плесенью, от Стохиных одежек тянуло костром и горелым жиром прежних ночлежек. Чердак за пределами шкафа жил своей жизнью. Доски скрипели, будто по ним кто-то двигался на цыпочках. Кто-то вкрадчивый, не желающий быть услышанным. Замер у перекошенной дверцы сипло, чехоточно вздохнул. Повеяло гнилым. Надо открыть глаза, но зачем, если все это сон? Просто сон. Со Стохой познакомились вчера. Прямо тут. Мишка, насквозь промокший, искал местечко по суше, обошел все парадные и, наконец, углядел, что замок на чердачной двери можно вынуть вместе с проушиной. Так и сделал. Увидел здешние хоромы, заставленные рухлядью, но не успел рассмотреть, по ушам резанул истошный визг. «Убью, сука, мать душу в клочья!» Из ниоткуда выскочил мелкий шкет в лохмотьях, взялся размахивать ножиком, будто целая толпа против него. Мишку от этого зрелища хохот разобрал, не унять ни в какую. Так и смеялся, пока детенок не шмыгнул вдруг носом обиженно. «Чё ржёшь? Ведмедище! Выросла палка, говно мешать, вот и куражишься!» Разговорились позже, пока разжигали костерок и доедали пару картофелин из Мишкиного сидора. Шкет оказался сиротой, совсем как Мишка теперь. Только не от беды кровавой, а потому что не знал родителей вовсе. Нагуляли и бросили. Рос как получится, воровал где придется, в серьезные шайки пока не звали, а сверстников-огольцов считал недостойной мелочью. «Мне за что такую кликуху дали? За то, что у жирного фраера 100 рублев из кармана тиснул. Натуральную Катеринку. Это сейчас ими только костер топить. А тогда оно целое богатство было. До революции-то. Старшаки отобрали, ясно дело, но долю кровную отсыпали. Так и кличут с тех пор. Хотели еще Катеринкой прозвать, но я за такое перышком щекотну, в момент не сумлевайся». Мишка не стал ни сумлеваться, ни хмыкать, уважил нового соседа. Хоть и видел, что резать живых людей тот вряд ли приучен, и явно здесь от кого-то прячется. О себе в ответ Мишка поведал немного. Да и чего там рассказывать? Жили, как все на деревне. Пахота, зипуны с лаптями, колядки на святке, блины на масленицу. Не богатеи, но и не голодранцы. Бабушка Акулина вовсе грамотной была, ходила когда-то в домашних прислугах, еще у барина. Читала барчатам про Баву Королевича и богатыря Яруслана. Она и Мишку приохотила разбирать корявые буковки, превращая их в сочные картинки. Даже сам сочинять пытался втайне от всех. Деревенские засмеяли бы, а бабуля приставилась год назад, под конец германской войны. Старший Мишкин брат с той бойни не вернулся. Других не успели забрить по возрасту, потом и вовсе не стало вдруг ни царя, ни власти. Деревни и села ходили теперь по рукам у страшных людей. Пеших и конных, в погонах и без погон, с красными лентами на попахах, бляхами на фуражках или вообще без знаков различия. Все были злые, все с оружием, и от всех по вековой крестьянской мудрости стоило держаться подальше. Мишкин отец так и делал. До той самой ночи, когда незваным гостям приглянулась его добротная изба. «Я и сам сирота», — сказал вчера Мишка, а новый сосед допытываться не стал. На улице любопытных не любит.
Про неведомый дом барона Бирге Стоха тоже сам расскажет, а забудет, так и невелика беда. Вот пожрать бы чего. Стоха и впрямь завел разговор без напоминаний, хоть и не сразу. Утром долго пытались согреться, потом по хрустящим весенним лужам потопали до рынка, где в ходу было все, кроме денег. Картошка и сало там менялись на сахарин, рыба на хлеб, посуда и серебро на самогонку, а то и на патроны. Повсюду шныряли вороватого вида личности, где-то заливалась гармошка, на углу приглядывали за порядком солдат и матрос, оба в форме без погон, но с кумачевыми повязками на рукавах. Винтовки красногвардейцев топорщились в небо штыками, один раскуривал самокрутку, другой лузгал семечки. Стоха из темного проулка выходить не спешил, оглядел для начала весь рынок. «Вроде чисто. Ты, ведмедище, сможешь народец отвлечь да развеселить, чтобы и пялились только на тебя». Скомороха во мне увидал. «Ну давай, попробую». С песнями у Мишки никогда не ладилось, зато уж плясать научили. Пошел выкидывать коленцы без всякой музыки, с прихлопом, притопом. Почтенная публика веселиться не торопилась, но глядела. Стоха на время исчез в толпе, появился снова, дернул Мишку за рукав. Долго бежали переулками, наконец затаились в каком-то старом убогом домике. Под лестницей, среди хлама и мерзких запахов. «Это ничего, что воняет, зато тепло», — подбодрил товарища Стоха и принялся вытаскивать из карманов покраденную снеть. Сухари, осколок сахара, пару сушеных рыбешек и даже изрядный кусок пирога с требухой. «Думал, зря бахвалюсь. Это тебе не в деревне хвоста поросям крутить. Тут умение надобно и фарт. Потому я и дядьку того нашел, а он мне все поведал как есть». «Какого дядьку-то, балаболк? Толком уже говори». «Из раненого. Вот какого!» Стоха вдруг зябко вздрогнул плечами. 3 дня уж тому. Мы с Кутенком на Гороховой промышляли. Где бы тиснуть чего? А ночка туманная да мутная. Слышим, стонет кто-то. В кусты посунулись, а дядька там и лежит. Весь в кровище, голышом, но сам из благородных. Вещал уж больно красиво. Пока не помер». «И что же вещал?» «Вот, в том и соль. Он ведь клад отыскал, только взять не смог. Есть в этом городе дом какого-то Бирга, а в подвале тайник. Кто хитрую дверцу откроет, тот и заберет. Кутенок подальше держался, не все расслышал. А мне оно в самое ухо было сказано». «Опять балаболишь? Что за кутенок такой?» «Да из наших, из уличных. Мы с ним на пару от Колгана сорвались, когда узнали. Ну, говорил я тебе про Колгана. Тому зверюге что свой, что чужой выпотрошит, не глядя». «Ты не пугай. Ты дело говори. С чего решил, что речь про клад?» «Дык он сам и сказал, дядька этот. Есть, мол, дом до подвала, а в подвале сокровище, на котором держится этот болотный город. Ты не гляди, ведмедище, что я мелкий. У меня ж башка похлеще академии. Сам бы все отыскал, да селенок мало, упереть не смогу. И своим рассказывать боязно. Уголовные вмиг прознают, да сами все и заберут». «А я не заберу». «Ты нет, сразу видно, что сильный да честный. Такие всегда слово держат. Мы с тобой еще на крови поклянемся. Мишка-ведмедь, согласен?» «Вот ты придумаешь», — поморщился Мишка. Ноги снова замерзли. Надо было дурью не маяться, справлять себе обувку получше. Но ладно уж. В животе, наконец, поселилась сытость. Не грех уважить добытчика. «Что там за клятва такая?» «Наша, босяцкая». В руках у Стохи появился давишний ножик. Короткий, истонченный до шила, но острый даже с виду. «Не ссы, ведмедь! Я чутка резану, чтоб юшка показалась». «Кто сыт-то? Ща по носу как дам». «Ладно ты, не рычи, руку протягивай, повторяй за мною. Клянусь землею да хлебом да кровью да матерью своею, что кровного брата не обману, на деле не брошу и всю добычу с ним разделю по чести, напополам». «Напополам», — повторил Мишка, и тут же ладонь обожгло болью. «Я себе еще глубже порезал», — успокоил Стоха и сцепился тонкими пальцами с Мишкиной лапищей, рана к ране. «Кровные братья! Не фунт изюму! Отродясь, у меня близких не было, только ты теперь». «Ну, не жалоби», — ответил Мишка грубовато, однако в груди защемило. Порез на грязной ладони казался открытым голодным ртом. Кровь еще капала на пол, но не густо. «Помыть бы надо, да перевязать. Ты хоть знаешь, где этот Бирге живет?» «Откуда мне?
Стоха лизнул свою ранку, скривился. «Есть один дядька, тоже уличный. Его и спросим. Только сперва на рисковое дело надо сходить. Вещь одну взять, на Лиговке. Там, братва-то суровая, вся надежда на твои кулачищи». Когда-то здесь были деревянные дома. До большого пожара, превратившего улицу в погорелую слободу. Черные стены, окна без стекол, малолюдие и тишина. В деревне такие пепелища долго не стоят. Всякий хозяин, если уцелел, поднимает новое жилье, из чего уж получится. Но здешние стройку не вытянули, наверное. Уступили место бродягам всех возрастов. «Вон ту хибару видишь? Раньше пустая была, потому и приныкал там кое-чего. А теперь не зайти. Сенька леший там обосновался. Мы с егойной ватагой всегда смертным боем лупились». И велика ли ватага? «Меньше десятка, не ссы. Мне бы к нычке прорваться. Там отобьемся». Мишка повел плечами, чтобы кровь веселее двигалась. Взглянул на хибару еще раз. Большая. В деревне такая бы 3 семьи вместила. А тут не видать вообще никого. Из окон, правда, тянет дымком и какой-то снедью. Да тоненький детский голос поет тоскливое. «Но попался мне барин суровый, меня за руку крепко поймал, а судья разбирался недолго и в литовский меня закатал». «Не знаю, что там за нычка такая, но гляди мне», — пригрозил Мишка и двинулся к дому. Пнул с размаху трухлявую дверь, песня оборвалась, на незваного гостя уставились все сразу. Костер, котелок и целая толпа рванины вокруг. «Ты еще кто таков?» — спросил самый с виду старший. Плечистый, лохматый, впрямь похожий на лешего из бабушкиных сказок. «Тебя сюда звали, приблудень? Аль смерти ищешь?» «Свертай, шалман, фараоны близко!» Резанул по ушам знакомый визг, и в раскрытые двери ворвался Стоха с ножом. Кинулся в дальний угол, а сидящие наконец стали подниматься. Мелкие и тощие, зато их много, да и лохмач самому Мишке не уступит. «Ты еще и клопа с собой приволок!» Удивился тот с линцой, а прочие начали движение. Окружать взялись, медленно и трусовато, будто бродячие псы. Тут клопов без него хватает, но за этого деловые спрашивали как раз. Сам явился, глядишь ты, за компанию с ним пойдешь. Али... Мишка шагнул и влепил с размаху. Лешего крутануло, но не скопытило. Недопески кинулись в стаи, кто-то повис на руках, подбили колени, пнули в лицо, принялись заваливать, кучей малой, пока не грянул гром. «А ну, отпустили его! До 3 считаю!» Мишкины руки вдруг стали свободны. Вскочил, сплюнул густое, соленое, увидел Стоху с дымящимся револьвером. «Ты чего это, хлопчик?» — спросил Леший ласково. «За правду пулять собрался? По людям?» «Хочешь проверить? Давай. Или в пусе дыра, или мы уходим, а вы на месте прижухли. Ну?» «Да валите, убогие, кто ж вас держит?» В голосе лохмача прозвучала натужная скука. «Ты, малец, Кирюху своего куда задевал? Мелкого вроде тебя. Вы ж с ним вместе скитались. А Колган за него приспрашивался тоже. Так, любопытствую». «Любопытные Варваре кое-чего на базаре порвали. Не водились бы вы с Колганом, братва. Целее были бы. Текай, Мишаня, я следом». Так и вышли тихонько. Спиной вперед. Лишь потом припустили бегом. Трусцой, без особой спешки. С форсом. «Ну, теперь про Колгана выкладывай», — велел Мишка грозно, когда горелые дома остались далеко позади. Разбитый нос до сих пор болел, в рот затекала кровянка с соплями напополам, приходилось сплевывать. «Про Колгана и этого твоего. Чего вы не поделили там? Меня теперь тоже на нож посадят?» «Не ссы!» — начал Стоха и взвизнул от подзатыльника. «Ты чего творишь, подлюга? Вовсе осатанел!» «Лукавить не надо было. С чего тебя уголовно ищут? Давай как на духу, или прямо сейчас расходимся». «Тихо, тихо! Не кипишуй!» Голос Стохи угас, будто фитилек ему прикрутили. «Ну, злой на меня Колган, ну есть такое дело. Из-за кутенка как раз. Колган его для забавы своей, каторжанской, поганой приглядел, а я... Мне жалко стало. Сбежали мы вместе, только кутенок потом исчез. Может, забился куда, а может, сыскали его уголовные. Ну и... Тогда и проклад могли с него вытянуть. Запросто. Про дом этот самый». «Дом Бирге», — произнес Мишка с неохотой. Фамилия врезалась в голову, не забудешь, прилипла к языку, будто гнилой капустный листик, какие жрут совсем уже с голодухи.
Находят в раскисшей осенней земле в грязи подполов, из-под снега выкапывают, перетирают шатающимися зубами, мусолят, давятся, но не выплюнут ни за что. «Ты же вроде не знаешь, где он стоит. Опять сбрехнул?» «Я не знаю, другие знают. Говорил тебе, есть такой человек из наших, из Бусоты. К нему с любыми вопросами можно. Не зря профессором кличут». На них уже оглядывались. И Мишка ткнулся товарища в бок, заставил умолкнуть. Вышли, шлепая валенками и опорками, на Знаменскую. В суету между церковью и громадным конным памятником. Никто, кажись, следом не крался. «Ты где такой наган раздобыл?» «Не наган, а смитовесон», — буркнул Стоха, придерживая тяжесть за пазухой. «Было дело, подвернулся, чего теперь? Закладом с пустыми руками ходить нельзя, в раз отымут. А с этой штукой не страшно. С этой штукой мы и сами, кого хошь. К профессору только сходим и вперед. Ох, и нажремся мы вкусностей, ведмедь, когда будем миллионщики». Бува был хоть и богатырь, но на всякую силу найдется сила своя. Как пошел он по следу бандитских тварей, да заехал в их логовище, так и встал супротив него сам полкан со своими. Навалились неслыханной тьмой, но тут сотоварищ Бавы сказал колдовские слова, и ударила молния, и рассыпалась вражья орда, а полкан устрашился, попятился. Отыскали профессора, точнее профессора. Это мудреное слово Мишка и прежде слыхал. Не сразу. Долго бродили по узким загаженным переулкам. Стоха вертел головой, а лицо старался прикрыть рукавом или поднятым воротом. Присматривался, принюхивался. В тупичке у какого-то канала решительно дернул Мишку за рукав. «Вон он! Ты с ним давай, уважительно! Он обидчивый!» Снова, похоже, наврал. Этот самый профессор смотрелся босиком, не лучше прочей уличной публики. Седой как лунь, с бородищей до пояса и обтрепанный, зато с улыбкой. «Приветствую вас, друзья мои! Что привело столь юных джентльменов в угодье старого клошара?» Тулупчик профессора зиял дырами, словно его собаки драли, но голову дед держал гордо, будто Бава Королевич во всяких там замках-дворцах. Сидел, подстелив рогожу, перед собой поставил лукошко черное от времени, а может и от грязи, почти пустое, всего-то с парой царских бумажек, на которые нынче сухарь не купишь. Для Мишки со Стохой подвинулся, освободил уголок рогожи. Гостеприимно. «Нужда привела, дядька-профессор. Ты ж все тут знаешь. Расскажи, что за Бирги такой? Где живет? Чем прославился?» «Бирге», — протянул старик. Начал копаться в своих узлах, пристроенных под боком, потянуло немытым телом и еще какой-то гадостью. Мишка отодвинулся тихонько, чтобы не обидеть. «Вот, узрите!» В крупных ладонях профессора появилась, наконец, вещица, словно из другой жизни. Белая с позолотой шкатулочка. Щелкнула крышка, открылась внутренность, крохотные фигурки на красной пушистой ткани. Старик с осторожностью что-то покрутил, протянул шкатулку Мишке, пришлось взять. Щелчок. Заиграли невидимые колокольчики, все задвигалось, затанцевало, принялось исполнять выкрутасы, будто и впрямь живые люди, собаки, все живое. Будто сказка, явившаяся в здешнюю грязь, чтобы меньше хотелось жрать и спать. «Похоже, вы ей приглянулись. Подобные кунштюки были популярны в позапрошлом столетии, но Бирги их делал и после. Не сам, разумеется, а наемные мастера. Лично барон был известен скорее как личность мистическая. Даже здешние масоны его опасались и не спешили водить с ним дружбу. Верил в целительную силу движения, пытался врачевать людей, заставляя отплясывать нагишом на холоде, без еды и сна. Иногда подопытные умирали, но все они были из низших сословий, поэтому удавалось избежать огласки. «Вот мироедище поганый!» «Вы правы, сомнительный был человек, но кое-кто считал его гением, как в естественных науках, так и в точных. Типичный сын своего столетия, когда подонки нередко бывали талантливы, а подвижники не чурались самых тяжких и гнусных грехов. А вам, я смотрю, определенно приглянулась сия штуковина. Уступил бы ее с удовольствием, но она составляет мою последнюю отраду среди говнища».
«Не надо штуковину, дядька-профессор. Лучше скажи, где тот Бирги живет? Как дом его сыскать?» «Вы шутите, юноша!» Дед вскинул лохматые брови, оглядел поочередно собеседников. «Барон давно уже почил, потомки его оказались беспутными мотами, род пресекся. Не знаю, что ныне творится в его особняке, а ведь когда-то и члены императорской фамилии не брезговали там бывать. Разумеется, инкогнито. Общение с Бирги портило репутацию, да и Святейший Синод не одобрил бы». Дальше старик заговорил очень длинно, Мишку даже в зевоту потянуло от словесных красивостей и незнакомых названий. Стоха кивал, пока вдруг не дернулся, как ужаленный, и не цапнулся товарища за плечи. Потянул, не отрывая взгляда от толпы. «Текаем от Седова!» Через пару мгновений лежали за кучей обледенелого снега. Глядели на вереницу людей, идущих сквозь толпу, словно волки по следам. 2, 3, 6. «Колган, сука! Шарит все, ищет!» Слова сейчас были лишними. Звериных вожаков узнают и так. Этот самый Колган от прочей пятерки отличался не размерами и не грозным видом. Мелковат, сутул, сплошные углы на месте лица, даже глаз под бровями не видно. Отличался читаемый не мозгами, а нюхом, готовностью резать и рвать. Всех подряд. Своих и чужих, больших и малых. Дыхание враз перехватило, перед глазами встала багровая деревенская изба, отец в луже крови, мать и сестры в разорванном исподнем. Живые пока. Банда людей. И зверь. Лишь похожий на человека. Другой, не Колган. Звериные вожаки, они ж будто волки из одного помета. Все одинаковы. Всем им хочется стонов, паленого мяса, утробного воя, какой издают, сгорая заживо. «Тссс! Ты чё это? Тихо лежи!» Стохин шепот ввинтился в голову, отрезвил. Деревня исчезла, осталась лишь грязная улица над каналом. Обтерханная толпа, дающая дорогу веренице. Овцы чуют угрозу всей своей нутрянкой, шарахаются. Забрать бы у Стохи Смит-то Вессон, пальнуть, но промажешь ведь. Нет привычки к оружию, а паскудная липкая слабость уже накатила, сковала конечности. Точно снова забился под лавку. Не дышишь, глядишь одним глазом из-под дерюги, как насильничают и режут твою семью. Слишком хочется жить. Не подняться и шагу не сделать. Трусливый теленок, которого все принимают за бычка. Падаль, никчемная. «Знаешь их, что ли?» «Не, показалось». Мишка выдохнул, дрожь унялась наконец. Бандиты все на одно лицо, но это и впрямь другие. «Леший, падла, накапал. Думал, Колган ему грошиков отвалит, а тут как бы голову с жопой не потерять. Ну чую, сквитаемся. Клад возьмем, а потом уж...» «Куда наш дед подевался?» — просунул Мишка назревший вопрос. «Надо же вещицу вернуть, а то не по-людски выходит». «Совестишься, что ли? Это напрасно, ведмедь. Тут тебе не деревня, хватай, что плохо лежит, да беги скорее. С профессором так бы не надо. Ну да где его сыщешь теперь, коль заныкался? После отдашь». От грязного старца и впрямь не осталось даже дерюги. Был и пропал. Шкатулка уютно легла за пазуху. Обустроилась там с кругленными краями, близко к сердцу. Самое ценное, что было теперь у Мишки. Он вернет ее непременно, но не сейчас. Впереди еще важные беседы, и пошел бы Стохой к известной мамке, если не сможет нормально все разъяснить. Спрашивать Мишка начал не сразу. Забрались на обжитый уже чердак, притворили дверь. Стоха взялся возиться в углу, разгребать хламище. Вытащил спрятанную керосинку, четвертную бутыль, еще какие-то мелочи. Револьвер отложил, чтобы не мешался. А Мишка был тут как тут. Цапнул удобную деревянную рукоять и стал оружие разглядывать. Только дуло при этом уставилось на сотоварища. «Ты чего это?» — удивился Стоха, но без прежнего гонора. Даже замер, не разгибаясь с бутылью своей. Лицо побелело, в чердачном сумраке различишь, глаза забегали. «Положь, Смитовесон, не дури!» «Говорил я тебе, друг Ситный, чтобы ты брехать перестал. Было дело. Про уголовных спрашивал, верил по-братски. Что ж ты, гада такая, на правду никак не сподобишься?»
Хотелось, чтобы сотоварищ и дальше боялся. Плыл лицом, оправдывался. Хотелось шире расправить плечи и громче говорить, чтобы забылась трусливая погонь внутри себя. Револьвер в этом деле был подручным. Жаль только Стоха оправдываться не стал. Что-то понял, видать, по Мишкиному взгляду, и тут же успокоился. Сунул руку в щель между досками, вытянул круглое на цепочке. «Ладно, ведмедь, твоя взяла. Зацени-ка!» Часы. Тяжеленные, тускло-желтые. Мишка до этого золото видел только на куполе церкви. Но там оно было светлым и радостным, а тут угрюмым каким-то. Настоящим и очень с виду дорогим. «Мы с кутенком их у колгана свистнули. Вот и бесится теперь. Я не фраер, я Стоха. Меня уважать надо». «Дуб ты дубовый», — выдохнул Мишка и под ноги сплюнул. Хоть не на улице. «Ты ему нос утереть хотел. Каторжанину лютому, который детишек насильничает и потрошит». «Не ссы! Бояться не надо, короче. Клад без золота не возьмешь. Заговоренный он». «Тоже дядька из раненой рассказал. Или приснилось?» «Откуда вы знаешь?» Стоха вытащил глаза, конопатое личико сделалось таким забавным, что у Мишки вся злость прошла. «Ниоткуда. Просто так спросил. Мы, значит, снов твоих обсмотрелись, друг ситный. За снами по городу шаримся. Ради снов нас и резать будут, когда поймают. Как хочешь, а я ухожу». Пару мгновений казалось, что Стоха кинется в драку. Но он вдруг упал на колени, натурально уставился снизу вверх, даже руки сложил в покаянном жесте. «Мишаня, браток, ну не пари ты горячку, дело верное, зуб даю. Это ж не сны, это ж все как явь, и профессор тебе подтвердил. Я и дом этот помню, бывал на той улице. Ну не справиться мне одному, мелкий я. Народишко тут, оторви да выбрось, спиной никому не повернешься. А ты ж не такой, Мишаня, ты настоящий». Вроде слова не затейливые, а у Мишки внутри потеплело. Ближе к сердцу, где таилась сейчас чудесная вещица, напоминала, что есть и другая жизнь, даже сейчас никуда не исчезнувшая. Красиво одетые добрые люди, вкусные запахи, музыка, танцы, друзья и братья, которые не предадут. «Ладно, уболтал», — сказал сурово, чтобы улыбку спрятать. «Гуртом и батьку бить сподручней. Тут ты прав. Сходим в тот дом, хоть и толку не будет. Сказочник твой, бродяга, в деревне таких навалом, что каждую вторую бабу ведьмы записывают. Смиттовесен при мне останется, после верну». «Сказочник или нет, а город знает. Из интеллигенции». Стоха взглянул с сожалением на револьвер, исчезающий под Мишкиным зипуном. Отвернулся даже. Начал возиться с бутылью и керосинкой. «Даже если сыскали кутенка и проклад уже знает. Не найти его просто так, колгану», — пробурчал, не оборачиваясь. «Профессор теперь в нору забьется, а нам надо сразу идти. Прям сейчас. Подержи-ка, лампу заправлю». Раньше Мишка этой мелочи щелбан отвесил бы, а теперь вдруг послушался. Взял бутыль и наклонил над керосинкой. Потекла маслянистая жидкость, в нос шибануло резкой вонью, зато хоть кровью и кишками перестала тянуть. Родная изба расплылась, наконец исчезла. Керосин стирает жир, а смиттовесен сотрет навсегда из памяти бандитов со свиными пятаками. Пусть только встретятся. Дом Бирги оказался не страшным снаружи. Желтый о двух всего этажах, без всяких там заголенных баб и мужиков на стенах, как любят здесь строить. Окна задернуты шторами. Если кто и живет, то наружу не торопится. «И как мы в подвал заберемся?» «Проще простого, ведмедище!» «По-воровски. Бари туда не ходят, а черный ход запирают так себе». Не обманул. Обошли по соседней улице, сиганули через ограду, дальше были только узкий проход, заваленный хламом, и дверь, перекосившаяся, скрипучая, без замка. Из подвала в лицо потянуло сыростью и чем-то еще, очень поганым. Мишка порадовался, что давно не ел, блеванул бы запросто сейчас. «Ух, помойка какая! Хозяева вовсе за домом не следят». «Может так, а может и сдохли уже. Ты вперед иди, раз уж с револьвертом. Ни одному тебе боязно». Прозвучало по-командирски уверенно. Мишка глянул на сотоварища, и тот потупился. Но наглая ухмылка с лица не исчезла. Может, послать его все-таки? Пусть обзывает с сыкуном. Слова на ворот не липнут. «Ты лампу давай разжигай, советчик. Много вас таких». «Тссс, Мишаня, музыка, слышишь?» «Какая еще?»
Договорить не успел. Уши, замерзшие на ветру, уловили вдруг сладкое, странное. Ни балалайку, ни гармонии, даже не фортепиано, какие видел в богатых домах. Будто струны и колокольцы взялись наигрывать в лад друг другу. Оттуда, из-за двери. «А ты говорил, хозяев нет. Попрут нас». Опять не закончил, слова потерялись. Совсем ни к чему они были сейчас. Могли своей грязью запачкать чудо. Фитиль, наконец, занялся, но Мишке уже и лампа была лишней. Из приоткрытой двери вслед за музыкой пробивался свет. Манил к себе, позволял разглядеть покатые каменные ступеньки. За пазухой вдруг ожило и забилось что-то, точно второе сердце. Взялось пиликать в ответ. «Шкатулка!» Сразу стало теплее. Астоха шагнул уже вперед, распахнул подвальную дверь на всю ширину. «Спускайся, ведмедь! Гадом буду! Ступай, заждались уже!» Смитовесон под зипуном показался корявым и слишком тяжелым. Зато шкатулочка будто воздухом Мишку наполнила. Шагнул невесомо, через порог. Увидел собственные ноги, которых теперь почти не чувствовал, но шагали они уверенно. Ступенька за ступенькой, к озаренному чудным светом громадному подземелью. К сказке. «Ух, ядрёна ты вошь!» Услышал собственный голос и даже не удивился. Глядел на столбы, подпирающие потолок. Золотые, зеленые, небесные голубизны. Каким и название трудно подобрать. На самоцветные стены, сияющий лаковый пол, на сотни горящих свечей, на музыкантов в роскошных одеждах и с одинаковыми волосами, длинными, белыми, в мелких кудряшках. На красоту, словно в сказках про Баву, под тихий бабушкин голос. «Бабушка? Кто это вообще?» Ногу ниже колена пронзила боль и успел ощутить ее, прежде чем рухнул. Взглянул с удивлением на распоротую штанину, на алые струйки, брызжущие по сторонам, застывающие на полу самоцветными россыпями. Кто бы знал, что внутри человека не кровь, а вот это, сияющее. «Красиво», — признался Мишка. И музыка стала громче, мешала прислушиваться к бормотанию Стохи. «Смеешься, ведмедище? Вот и славненько, вот и ладно, тебе оно легче и мне без укоризны. Кутенок вон тоже смеялся, а после... Ну-ка, дай затяну, пока все не вылилось. Тебе помирать нельзя, ты нужен еще. Вот так!» Спрятал ножик и взялся возиться с какой-то веревкой, перехватывать Мишке ногу выше колена. Красота перестала брызгать, но самоцветы и без того теперь сияли повсюду. А на стене вдруг появилась картинка. Намалеванный жаркий огонь. Тренога, котел, что-то еще в глубине. Не разглядишь. Чужая рука уже влезла за пазуху, потянула наружу Смитовесон, но шкатулку не тронула, будто обожглась. «Я его приберу, Мишань, а то мало ли, тебе, я гляжу, и не больно совсем. Уж прости, что так вышло. Вон кутенок, на что уж хилый, а ножик достал, буром полез, пришлось его сразу. Не отмеченный был, не сработало на него. С тобой все иначе, ведмедушка. Ты ж как жила моя золотая, к сокровищам ключик». Что он такое бормочет? Зачем мешает расслабиться безмятежно? К чему сейчас вытащил давешние часы на цепочке? Шаркнул ими по россыпи самоцветов, и желтизна потускнела. «Кровянка и золото», так он говорил. Кутенок неправильный был, тухловата кровянка. Но теперь по-другому все выйдет. По-нашенски. Подбежал к чудесной картине. Сунул часы туда, в нарисованный огонь. Полыхнуло беззвучно, но жарко. Часы прилипли к стене, вросли в нее и загнулись вдруг, будто расплавленный воск. Картина поехала в сторону, с кирпичами вместе. За ней распахнулась дверца у самого пола. Ребенку с трудом пройти. Шкатулка за Мишкиной пазухой все играла, но инструменты стихли. Музыканты встали со стульев и поклонились в пояс. Глядели теперь на того, кто из дверцы вышел. На дядьку, профессора, в длинной старинной одежде. «Искренне рад вас приветствовать, друзья. Дорога в мой дом оказалась нелегкой, но всякий ищущий да обрящет». Дядька-профессор без грязи и бороды, кудрявые волосы белоснежные, одежда сияет шитьем, точно поповская риза на Пасху. Не бродяга, а барин, барон. Ну, конечно же! Мишка аж засмеялся от счастья. Все вдруг стало понятным, знакомым, родным, будто снова домой вернулся. И там его ждали все эти люди, что здесь. Большое и дружное семейство, музыканты снова, начавшие играть.
брат Стоха, сам профессор, который не профессор, ужасный каторжник Калган со своими бандитами. Мишка их появления не заметил, но вот же они стоят, улыбаются по-доброму, не как на улице. Красивые дамы в старинных платьях, прически светятся голубизной, лица румяны, взгляды игривы, словно у сельских девок на заваленке. Смешные стриженные собаки с гривами, будто у львов. Полный подвал нарядной публики, а сейчас, разумеется, будет праздник. Маскарад или бал, или как оно там называется у господ. Ради него, голодранца Мишки. «Движение — это жизнь», как говаривал Аристотель, и вечная жизнь порождается вечным движением. Вы сумеете убедиться в этом, юноши, у одного из вас впереди бездна времени, а другого ждет обещанная награда, как и прочих, что сумели дойти ко мне». Барон Бирги, а никем другим сиятельный господин быть не мог, хлопнул в ладоши, и все вокруг подхватили, тоже захлопали. Откуда-то вышли проворные слуги, поставили перед Стохой сундук, распахнули крышку. Так засияло, что больно глазам. Сокровища! Настоящие, до краев! Стоха от счастья аж застонал, а Мишке под теплыми взглядами сделалось стыдно лежать. Поднялся на ноги, хотел подняться, рухнул обратно, чуть нос себе не разбил. «Что такое?» — вскинул Бирги изящные тонкие брови. «Ваши конечности вам отказали, юноша? Вы не способны идти?» Дамы и господа вздохнули хором, даже псы перестали махать хвостами. Все глядели теперь не на Мишку, на Стоху. «Я-то вам чё?» — возмутился тот и даже от сундука попятился. «Я свое выполнил по уговору. Кровянкой дважды проверил, сейчас третий. Ну надо ж было, стреножить его. Здорово, ведмедище. Я ж только жилу сухую, маненечко». «Известная правда в ваших словах имеется». Барон сделал вид, что задумался, но вышло ненатурально, будто злая насмешка, которую не скрывают. Стоха явно провинился, надо выручать дурака, надо встать и пойти, не опозориться, упереться руками, поджать колени. «Я сразу понял, что из вас выйдет доблестный исполнитель, без страха, упрека и жалости, еще со времен нашей первой встречи. Кто-то другой пожалел бы израненного незнакомца, но вас привлекал только клад». Вы действительно посетили 2 здания, составляющие вершины мистического треугольника. Вы пролили там жертвенную кровь, но разве вам не было ведомо, юноша, что движение — это вечный бег? Разве можно бежать с перерезанным сухожилием?» 2 кучерявых пса оказались вдруг рядом со Стохой, прихватили зубами запястья ниже рукавов, потянули неспешно, лениво, к распахнутой дверце. «Эй, вы чего это?» Стоха не понял еще, даже голос остался наглым. А вот Мишке впервые стало страшно. Даже сквозь пьяный, искрящийся в голове туман. Поджал, наконец, колени и принялся вставать. «Не хочу я туда! Пустите! Сучары позорные! Нет!» На последних словах сотоварищ заверещал испуганным зайцем, упал, но собаки не остановились, тащили волоком. Ловко нырнули в дверцу, за ним разом втянулась вся верхняя половина Стохиного тулова. Ноги в опорках еще торчали наружу, дергались, упирались. Рывок! И они исчезли. Музыканты наяривали Камаринскую, господа дружно хлопали. На полу остался лежать оброненный револьвер. Мишка поднялся и рухнул снова. Теперь вперед. За пазухой хрустнуло, вбилось углом в грудину, вышибло дыхание, музыка стихла. Вся сразу. «Что же вы натворили, юноша?» Голос Бирги сделался глухим, да и сам барон вдруг стал заметно ниже ростом. «Вы все испортили своей неловкостью и обязательно об этом пожалеете. Немедленно!» Под коленом вспыхнуло, будто железо расплавленное приложили. Мишка не сразу и осознал, что орет. Вопит благим матом, в глазах темно и вокруг потемнело тоже. Ни музыкантов уже, ни господ, ни свечей, ни сундука, только тусклая керосинка. Грязный пол, осклизлые стены, что-то еще совсем рядом. Детское тело, невыносимо воняющее мертвечиной. Кутенок? «Уфы! Но я вынужден удалиться!» Прошепелявил Бирги, его лицо поплыло, начало отваливаться кусками.
Длинные кудри съехали на пол, дырка в щеке обнажила зубы, ноги словно растаяли, сделались мягкими, но барону хватило и рук. Прополз, цепляясь к распахнутой дверце, стал втискиваться толчками, извивами, будто гигантский червь. Исчез в проеме. Наконец. Мишка вдруг понял, что тоже ползет. И тоже на руках. Волочит искалеченную ногу, отталкивается здоровой. Густо пачкает ладони в крови, своей и чужой, давно протухшей. Наткнулся на Смита Вессона и прихватил с собой. Дверца ждала, оттуда лился приятный теплый свет, звал нырнуть и остаться. Стать одной из бесчисленных людских фигур, бегущих на месте. Теперь Мишка видел сразу всех. Мужчины, женщины, дети. Одинаково голые, с одинаковыми улыбками юродивых, подвешенные к потолку, которого не разглядеть. Десятки, а может и сотни, самые дальние почернели уже, иссохли, но продолжали бежать. С оголенных, пятнистых черепов свисали пряди волос. Женские груди давно превратились в пустые мешочки, ступни казались огромными даже у малышей. Вон, и колган, совершенно теперь не похожий на зверя. Хищник, искавший добычу, но угодивший в западню. Был ли он там на улице или давно здесь висит и лишь померещился под шкатулочное бренчание? Вон его люди, а вон Истоха, ближе всех. Лицо сотоварища перекошено, руки задраны, обвиты чем-то белесым, вроде древесных корней, одежду и обувь с него уже сорвали, тощее тельце смотрится жалким. В пупырках гусиной кожи от холода или от страха. Увидел Мишку, и губы зашевелились, беззвучно. «Входите, юноша! Что же вы?» Сочный голос барона совсем не похож был на давешнее шипение. Да и сам Бирги теперь казался прежним. Снова сиял белозубой улыбкой. Мишка поднял Смита Вессон, оттянул курок, прицелился в блеск золотого шитья. Щелкнуло звонко, металл о металл. И ничего. «Не тратьте зря силы. В моем мире физика действует избирательно. Не взрывается порох, не убивают пули. Здесь торжествует жизнь. Извольте видеть». Губы Стохи еще шевелились, когда заостренный корень уперся в его живот под торчащие дуги ребер. Нажал сильнее, проткнул, тело судорожно забилось, выпучились глаза. Обмякло. Наконец. Лицо расплылось вдруг щербатой улыбкой. Тонкие ноги сделали шаг, другой, третий зашлепали мягко ступнями, набирая ход. «Вам трудно поверить, но теперь он счастлив. Навечно. В своей голове только сам он этого не осознает. Возможно, и вы захотите вернуться, мой друг, когда-нибудь. Земная жизнь лишь юдоль скорби, а я способен отправить вас в рай уже сейчас, без всех этих пошлостей вроде страшного суда. Возвращайтесь, я буду ждать!» Ногу снова пронзило болью, Мишка застонал. Так со стоном и пополз к лестнице, с матерками и плачем взбирался наверх, лишь оттуда посмел оглянуться. Не увидел ни дверцы, ни картины, только стену да керосинку, да холмик, бывший когда-то живым мальчуганом. Сунул за пазуху Смита Вессон, железо ударилось в твердое, в корявый уродливый кусочек дерева и кости. Внутри еще что-то работало, двигалось. Не хотела расставаться, пальцы прилипли, вдруг к стенкам пришлось молотить револьверной рукоятью, пока не отбросил шкатулку, будто живого голодного паразита, пополз, не оглядываясь к двери. Он вернется когда-нибудь. Обязательно. На обеих ногах или с костылями, но вернется. Приведет мужиков, схоронит мертвеца, раскурочит стену, доберется до скользкой протухшей твари, возомнившей себя то ли ангелом, то ли боженькой, вобьет осиновый кол, как делают с упырями, а может и Стоху спасет, если жив еще. Если поверит хоть кто-нибудь в эту историю. Если нет, надо сочинить свою. Да не хуже бабулиных. Или поведать тому, кто умнее. Кто сможет сочинить. Пусть останутся там и подвалы, нарисованное пламя. Пусть будут красавицы с синими волосами и кучерявые псы. Только пусть уж все выйдет наоборот. Без кровавой избы. Без чертей с пятками и без барона. Очень добрая сказка пусть выйдет. С хорошим концом. Он запишет ее для себя, а после поверит сам. Забудет, как было на самом деле. Отправит всю прежнюю жизнь туда, где есть самое место, где прах и гниение, откуда не выбраться этой погони в мир живых. Ведь хорошая выдумка иногда сильнее правды.
Бес номер 5. Тихон Стрелков. Люблю. Первое любовное письмо я получил в 9 классе. Двойной тетрадный лист в клетку, аккуратный почерк, приятные слова. Элька постаралась. Не просто призналась в чувствах, а написала рассказ. Вспомнила, как мы познакомились, когда я перевелся к ним в школу, как заткнул Сахарова, назвавшего Эльку шалавой, как помог на контрольной по информатике. Добрый, красивый, смелый. Читай, перечитывай, когда плохое настроение. Я собирался сохранить письмо, но мама, не проверив карманы, постирала его с пиджаком. «Я напишу новое», — пообещала Элька, узнав, что случилось. Я не пытался выпросить у нее еще одно признание, и о письме рассказывать не хотел, просто как-то мы остались наедине и разговорились. Я считал ее скучной тихоней, для которой нет ничего важнее домашнего задания, но она меня удивила. Ей, как и мне, нравился баскетбол. У нас даже любимый игрок был, один и тот же, Стефен Карри. И Элька в прошлом году ездила на его матч. «У меня есть 2 плаката с автографом Карри», — похвасталась она. «Если хочешь, подарю один». Я отказался лишь для виду, бросил, мол, неудобно, а когда Элька настаивать стала, сразу сдался. Я же не дурак. Уже на следующий день стену над кроватью украшал плакат Карри в форме Golden State, а в рюкзаке лежало новое признание. На этот раз с неудобным вопросом в конце «давай встречаться». Элька не была страшной. Кто-то бы наверняка назвал ее красивой. Под критерии ДТП дылда толстая прыщавая не попадает. Фисташковые глаза, улыбается мило, голос будто создан для озвучки аниме. Многие согласились бы с ней встречаться, но я не мог. Мне нравилась другая. «Кто?» — спросила Элька. «Ты ее не знаешь». Соврал. Не мог же сказать, что ее соперница Катя Федотова. Не мог по 2 причинам. Катя не замечала меня и ненавидела Эльку. В свои 15 Федотова выглядела на 18, и ровесникам предпочитала старшеклассников. Я ее не интересовал. А вот чем Кате не угодила Элька, непонятно. Всякий раз, когда они оказывались поблизости, Федотова менялась в лице, словно испытывала отвращение. Я боялся, что Элька не отстанет, пока не выяснит, кто мне нравится, но она лишь спросила. «Не против, если я продолжу писать тебе письма?» С тех пор я получал их каждый месяц. Длинные, на 3-4 тетрадных листа рассказы чередовались с признаниями в виде стихов. Однажды в конце очередного письма Элька пообещала исполнить любое мое желание. Попросила каждый день шептать его перед сном. В конце 9 класса в подобные глупости я уже не верил, но все-таки попробовал загадать. «Пусть Катя Федотова станет моей девушкой». Она не стала моей девушкой ни в апреле, ни в мае, ни на летних каникулах. А 1 сентября я узнал, что Катя перевелась в другую школу. Желание сбылось наоборот. Я все лето работал промоутером и клеил листовки под доскам для объявлений. Планировал вернуться в школу приодетым и привлечь внимание Кати. Все зря. А потом к нам в класс перевелась новенькая. И я понял, что все не зря. Она была двойной тезкой девушки, по которой я сох 2 года. Так же Катя, так же Федотова, только красивее. Меня заметила сразу, и Эльку не ненавидела. Мы начали встречаться через неделю. В такие совпадения я не верил. Подсел как-то к Эльке за парту и спросил. «Как ты это сделала? Ну, я имею в виду, мое желание». «Жестоко было загадывать такое», — ответила она. «Но ради тебя я готова на все. Только попроси». «Что угодно», — Элька кивнула. «Даже больше». В тот день я впервые заметил изменения в ее речи. Она не картавила, не шепелявила, просто больше не могла выговорить букву «Б». Было, стало выло, богиня — вагиня, но сильнее всех досталось Тарасу Бульбе. Одноклассники смеялись, когда Элька читала стихи у доски, когда доказывала теоремы или обращалась к учителям. Меня хохот ребят откровенно бесил. На одном из уроков я не выдержал и напомнил Сахарову, который ржал не переставая, что у него шепелявость. Но смех стал только громче. Теперь одноклассников наравне с Выло забавляла и Фабака, а Сахаров смотрел на меня так, словно желал смерти. И я бы не удивился, если бы он решил поговорить со мной после уроков.
Но обошлось. «Круто ты за нее заступился», — похвалила Катя, когда мы возвращались со школы. «Вы с Элей дружите?» «Какой там дружим? Пару раз общались, да и все». «Пару раз?» — переспросила с усмешкой. «А как же все те письма?» Я напрягся и уже собирался объяснить, что они для меня ничего не значат, и Элька мне даже не нравится. Но тут Катя улыбнулась. «Расслабься. Меня это не беспокоит. Что плохого в том, что мой парень нравится другой?» В тот день Катя впервые пригласила меня к себе. Она жила в пятиэтажке на Юбилейной. Родители работали допоздна, двушка была в нашем распоряжении. Мы смотрели телевизор, ели блинчики, а потом с набитыми животами лежали на диване и глядели в потолок. В воздухе стоял аромат Катиных духов. Жасмин и апельсин. «Она тебя не отпустит». Неожиданно прошептала Катя. «Что?» — нахмурился я. «Я говорю, Элька, наверное, грустит». «Может, не будем о ней?» Я придвинулся к Кате. «Сейчас мне хочется говорить только о тебе. Знаешь, кажется, я влюбился». «Когда кажется, креститься надо». «Это значит, прости, но это не взаимно?» «Это значит, давай не будем усложнять». Я натянул улыбку. Вот такой была Катя. Уверенной, временами чересчур резкой, но главное честной. Я надеялся когда-нибудь услышать признание и от нее. А сейчас мне было достаточно того, что она рядом. И я могу взять ее за руку. Могу обнять, поцеловать. Я пытался убедить себя, что буду ждать ее признания столько, сколько потребуется. Но, ворочаясь перед сном, понял, что это не так. Мне хотелось, чтобы она завтра же рассказала о своих чувствах. Чтобы не кажется, я влюбилась, а люблю. Чтобы она меня боготворила, и я загадал. Пусть Катя Федотова признается мне в любви. Желание исполнилось через 3 дня. Тогда же получил письмо от Эльки. 16 ноября 2015 года. Ее любовь — иллюзия. По-настоящему люблю тебя только я. Я тебя люблю. По-настоящему счастливым ты можешь быть лишь со мной. Мной. Будь со мной. Я скомкал его и выбросил. Какая разница, иллюзия Катина любовь или нет, если нам хорошо? А с Элькиной помощью может стать еще лучше. Пусть Катя называет меня любимым. Пусть родители дадут мне денег на подарок Кате. Пусть у нас с Катей будут хорошие оценки. Я загадывал одно желание за другим, и они сбывались. Одноклассник, с которым мы раньше не общались, теперь помогал с домашкой. Учителя, даже самые злые, не повышали на меня голос. Катя говорила, что до 18 ни-ни, но стоило мне прошептать перед сном, чего я хочу, и ни-ни превратилась в «да». Да! Я наслаждался жизнью. Элька была моим джинном, тихим, незаметным, который передавал мне странные записки. 16 декабря 2015 года. Она не хочет тебя. Ты знаешь об этом, ты все знаешь, я твоя судьба. Твоя судьба — это я, а ты моя судьба. 21 декабря 2015 года. Слышу сердце твое, день и ночь. И я рядом всегда, чтобы тебе помочь. 26 декабря 2015 года. Я ближе, чем ты думаешь, но дальше, чем хотела бы быть. 29 декабря 2015 года. «Хочешь взять нас обеих, меня и Катю?» Я сказал себе, не хочу. Но после той записки Элька снилась мне каждый день. Хрупкая и гибкая, она делала все, что я просил, а ее покорность заставляла и Катю стараться сильнее обычного. Девушки будто соревновались. Я просыпался в поту и пытался забыть увиденное. Не мог же я предложить Кате разделить меня с другой. Это неправильно. Порой Элька будто читала мои мысли. 6 января 2016 года. А правильно было загадывать все остальное. Ты можешь владеть обеими, только попроси меня. И напиши мне письмо, напиши, я его заслужила. Впервые мы с Катей поссорились после новогодних каникул. Она все утро ходила хмурая, но не говорила, что случилось. А потом, когда мы были у нее дома, неожиданно спросила. «Тебе Элька нравится?» Я вспомнил о письме, которое написал Эльке. В нем я поблагодарил ее,
Назвал волшебницей, пожелал встретить достойного парня, а также, наверное, зря добавил, что обратил бы внимание на нее, если бы не Катя. Не могла же Элька показать это письмо ей? Как девушка или как человек? Просто ответь, да или нет. Как человек, да. А мне она перестала нравиться. Не хочу, чтобы ты с ней общался. Ладно. И письма у нее больше не бери. Ладно, повторил, не понимая, чего она завелась. Ладно? Катя аж вскочила. Ты так просто согласился? Попросила и готов оборвать связь? То есть все те письма, вся ее помощь для тебя — пустой чих? Помощь? Она тебе что-то рассказала? Уж представь. Я все знаю. Знаю даже, что мои чувства к тебе не настоящие. Ты ведь ее об этом попросил. Пусть она меня полюбит. Пусть это, пусть то, самому не противно. Я могу все объяснить. Давай спокойно поговорим. Спокойно мы не поговорили. Перед тем, как оказаться за дверью, я узнал о себе много интересного. Плохо целуюсь, выбираю отвратительные дезодоранты. Слабый, эгоистичный, ничего не могу добиться без помощи Эли. Последним замечанием Катя меня задела, и я, дурак, наговорил всякого. По дороге домой страшно злился. На себя, за то, что не смог успокоить ее, на Эльку, за то, что она рассказала все Кате. Как Элька вообще могла так поступить? Неужели это из-за моего письма? Решила, что я прибегу к ней, если поругаюсь с Катей. На морозе у меня побелели пальцы. Спасибо синдрому Рейно. И дома я, раздраженный через боль, грел их под горячей водой. Потом закрылся в комнате и загадал желание. Пусть мы помиримся с Катей. Элька должна исправить свою ошибку. Снилось, как Катя и Элька играли в «Летел лебедь». Ночью на улице. Как терлись друг от друга спинами. Как смотрели на меня из-под лобья. Как молчаливые с темными овалами вместо глаз ели грязный снег. Проснулся с чувством, что-то не так. Одеяло казалось непривычно грубым, ладони были такими горячими, словно всю ночь держал их на радиаторе. Ныли запястья. Я включил свет и оцепенел. Напугали меня не едва заметные шрамы на запястьях, а руки. Руки были не мои. Пальцы тонкие, на длинных ногтях, малиновый лак, который подарил Кате в прошлом месяце. Я поднес ладони к носу, и стало дурно, они даже пахли ее духами. В ужасе бросился к телефону. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Я проклинал себя за то, что так и не узнал номера ее родителей, когда заметил на полу возле кровати тетрадный лист. Дата в записке стояла сегодняшняя. «Люблю твои руки». Когда Катя не пришла на первый урок, я спросил у Елены Васильевны, не предупредила ли ее Федотова, что заболела. Федотова? Так она же летом перевелась в другую школу. Ты хорошо себя чувствуешь? Я про новенькую Федотову. Вид у классной руководительницы был встревоженный. Всю перемену она пыталась убедить меня, что никто к нам не переводился. Но я не верил. Я сидел с Катей за партой, мы целовались на глазах у всех, а Елена Васильевна говорит, что Кати нет. Ну, бред же! Вскоре к разговору присоединились одноклассники. Все как один подтвердили слова учительницы, которая даже показала мне журнал. Не было в списке нашего класса Федотовой. Ее словно кто-то стер из реальности. Наверняка это сделала Элька. А раз сделала, то сможет все исправить. Вернет Катю, вернет мне мои руки. Надо только попросить, сказать «пожалуйста», пообещать что-нибудь. Она ведь любит меня. Элька в школу тоже не пришла, и я попытался выяснить, где она живет, чтобы после уроков пойти к ней. Когда узнал, сердце упало в бездонный колодец. Она жила в пятиэтажке на Юбилейной, в квартире Кати. Чувствовал, как в груди растет пустота. Я ни разу не видел ее родителей. Катя не любила шумные места и предпочитала проводить время дома. Она избегала встреч с моими родителями, боялась им не понравиться. Ненавидела фотографироваться, у меня в телефоне не было ее снимков. И в школе, если подумать, Катя не завела друзей. Она общалась только со мной, а остальные ее будто бы не замечали. Существовала ли Катя на самом деле?
Ответ я получил очень скоро. Дома на кровати меня ждал тетрадный лист. «Все, что было между вами, иллюзия. Иллюзия, иллюзия. По-настоящему ты можешь быть лишь со мной. Мной, будь со мной!» Пустоту в груди вдруг заполнил гнев. Я скомкал лист и выдвинул из стола ящик, в котором хранил Элькины письма. Мне так хотелось сделать ей больно, что я превратил записки в жалкие бумажные шарики и смыл в унитаз. А потом, вернувшись в комнату, уставился на плакат Стефана Карри с автографом. Плакат, первый подарок Эльке, висел над кроватью еще недавно. Я был уверен, что буду беречь его всю жизнь. Я сорвал плакат со стены. Появилась мысль разрезать его на кусочки, собрать в пакет и высыпать Эльке на голову в школе. Схватил со стола ножницы, перевернул плакат и нахмурился. На обратной стороне, почти во весь лист А1, был черный-причерный прямоугольник. Не знаю, что заставило меня попытаться коснуться прямоугольника острием, но когда оно, не почувствовав сопротивления бумаги, вошло в черноту, словно там был какой-то проход, я выронил ножницы. Прямоугольник проглотил их беззвучно. Вдруг стало понятно, как Элька проникала ко мне в комнату и узнавала о желаниях, которые я загадывал перед сном. Она все время была рядом, подслушивала и, возможно, прямо сейчас сидит где-то там, во тьме. Поборов оцепенение, я взял плакат за краешек и выбросил в окно. Минут через 10 позвонила мама. «Привет, тут у нас в типографии Эля...» Сердце у меня оборвалось. «Говорит, ты пообещал ей вернуть какой-то плакат, и если не вернешь, она убьет нас теми ножницами, которые ты выбросил». Мама дико заржала. «А еще...» «Что еще?» Тишина. «Мам, ты там?» «Да. Представь, позвонила и не могу вспомнить зачем. Не забудь покушать, ладно?» Мне пришлось вернуть плакат. Элька вылезла из плаката ночью. Села на кровать, похлопала ладонью себе по коленям, прошептала. «Ложись». Из черного прямоугольника донеслись голоса. «Ложись, ложись, ложись». И я лег. Сердце металось в груди, как мышь, под раскаленной кастрюлей. «Кто ты?» — спросил я. «Как кто? Элька?» «Ведьма. Она отдала букву, стала одной из нас». «Тш! Не мешайте». «Чьи это голоса?» — спросил я. «Не обращай внимания». «Ты вернешь мне руки?» «Верну. Скоро». «Скоро. «Я так хотела, чтобы ты полюбил меня сам. Дала время. А ты...» Элька дернула меня за ухо. «Сделал мне вольно. Не оставил вывора. Я отплачу тем же». «Убей его! Убей!» «Тш! Молчите!» Тело словно окаменело. Элька цокнула, и из плаката вылезла чумазая девушка, которая сжимала в зубах 2 окровавленные руки. Я узнал ее по голубым глазам. Катя. Он снова смотрит на нее. Смотрит. «Закрой глаза», — велела Элька. Я повиновался. Зря. Будет больно. «Люблю тебя». Она сказала. И ты скажи. Я молчал. «Люблю тебя», — повторила Элька. «Скажи, пока можешь». открой глаза». Передо мной лицом к лицу стояли мама с папой. Казалось, что они вот-вот поцелуются. «Жрать», — прошептала Элька. И мама с папой зубами впились друг другу в шеи. Я закричал, не в силах пошевелиться, стал умолять Эльку все это прекратить. Пообещал сделать что угодно. «Люблю тебя», — повторила она по слогам, и мама с папой оторвались друг от друга. «Если Элька хочет, чтобы я признался...» «Я тоже тебя люблю!» Она погладила меня по голове. Поздно.
слишком поздно. Жрать. Черт номер 9. Екатерина Белугина. Донные черти. У Василей пароход стоял недолго. Едва причалили, к сходням собрался народец, стали подтаскивать дрова. За то время села всего-то одна черница из тамошнего монастыря. Демьян Петрович поспешил с палубы прочь, слишком хорошо знавал он монастырские нравы. Чуть только на глаза тут же норовят разжалобить и выпросить денег. Наконец дали свисток, громыхнули сходни, и пароход повернул от пристани. Демьян Петрович пребывал в настроении унылом и нервическом, маялся в раздумье и духоте каюты. Третий день шел, как отбыл он из Царицына на этом самом пароходе. Думал скупить там баржу тюленевого жира, но запоздал. Купцы отправили товар на тягачах вверх по Волге к Макарьевской ярмарке. А Демьян Петрович замешкался в родном Вольске, бумаги оформлял, под покупку маловаренного заводика. Долговых векселей раздал на 20 тысяч. Можно было бы нанять приказчика, чтобы в Царицын ехать. Да только был Демьян Петрович суровых нравов и болезненной подозрительности, оттого предпочитал делать все сам. Теперь приходилось товар догонять, и ведь как назло полноводна Волга, широка. Все мели подтопило, бурлаки без дела маются, негде баржам задерживаться. Скоро уж и торг начнется, цены поднимут. Всего тюленя раскупят, и останется заводик-то без сырья. От мыслей невеселых и от духоты лоб сделался горячим, пришлось таки снова на палубу подниматься, пароход к тому же замедлился, то ли пропускал кого встречного, то ли снова причаливал. Хоть какая потеха, все ж отвлечься, к тому же неплохо бы перекусить. Воздух на палубе, однако, оказался даже гуще того, что скопился в каюте. А еще воздух смердел. Миазмы донных водорослей смешались в нем с запахами теплого ила и рыбьей требухи. Вся эта гнилостная взвесь настойчиво вползла в ноздри, осела горечью в гортани. Демьян Петрович даже поперхнулся сперва, все думы о еде сникли. Под самым кадыком набух противный сгусток. У берега виднелся деревянный подгнивший причал, на причале стоял мужичок. «Что еще за местечко?» — поинтересовался Демьян Петрович у одного из пароходных матросов, который разматывал канат. «Так это ж Баталово. Там вон, по бережку, избы. Редко сюда заходим, однако бывает». Матрос кивнул на мужичка. «На что ж ему плыть? Деньги-то откуда на пароход? Нанял бы долбленку». Демьяну Петровичу забавно стало. «Однако глубоко тут. Слышь?» Снова обратился он к матросу. Тот кекнул смешливо. «Так в Баталово самые крупные омуты. Самые в них, что наш пароходик, а этот...» Матрос снова кивнул на мужичка. «По ракам, торговец». Пока размышлял Демьян Петрович, о какой торговле этой паскудной живностью идет речь, матрос канат размотал и отошел на корму. Честный человек разве будет нечистью торговать, а тем паче питаться? На дне только черти донные обитают. Ежели вцепится, вовек не оторвешь. Это подошла давешняя черница из Василей. Демьян Петрович язык прикусил, так ему стало досадно. «Истинно нет, матушка», — с напускной вежливостью ответил он и перекрестился. Черница вблизи оказалась немолодой и сухонькой. Что-то в строгом лице ее показалось знакомым. «Ох, как бы не настоятельница какая!» — взмолился Демьян Петрович. «А то ведь эти настоятельницы хуже пескунов-кровопийц. Комарье кровь отпивает по капельке, а настоятельницы — рубли, и мешками клянчить не стесняются». И снова Демьян Петрович посетовал на судьбу. Зря, может, с тюленем связался. Мало того, что в торговле сикось-накось, так еще и разориться придется на подати. Настоятельница поглядывала на баталовского мужичка с явным неодобрением. Вокруг парохода вода закручивалась спиралями, из глубины тянулась донная муть. Через борт дохнуло тухлинкой и прогорклой рыбой. В воде вдобавок зашевелилось что-то. Огромное, мясистое, рыхлое. Стоило приглядеться, всего лишь круговерть водорослей и сгустков ила.
Пароход подошел к пристани, и Демьян Петрович невольно встретился глазами с баталовским торговцем раками. А глаза-то мутные у него, расплывающиеся, кожа натянутая, точно резиновая, и сам выпуклый и удлиненный, а руки, наоборот, словно подрезаны, где-то в локтях, под рубахой, и заново сшиты. Монахиня перекрестилась по старинке, двуперстно, и принялась громко сказывать. «Вот ироды! Зачем нечисть на борт берут? Много по свету развелось сумасбродов, но тут совсем дикость. Раками, торговец». Монахиня шумела, вода за бортом бурлила все сильнее, и Демьян Петрович снова глянул на мужика у пристани. Тот, как ни в чем не бывало, улыбался, а под ноздрями прямо на глазах вырастали усики. Они удлинялись и удлинялись, извивались, тянулись к борту парохода. Демьян Петрович заозирался. Но ни продолжавшая ругаться черница, ни матрос, ни прочие малочисленные пассажиры не обращали на удлиняющиеся усы ни малейшего внимания. Мужик ступил на сходни, улыбаясь и глядя на разъяренную черницу. Усики сновали по палубе все ближе. Демьян Петрович разволновался и невпопад фыркнул. Это немного привело его в чувство, и он попятился. Спиной ткнулся в лестницу, уводящую вниз к каютам. Одна рука неловко подвернулась, и он ухнул сразу через 3 ступеньки. Кое-как удалось приземлиться на ноги. Не дожидаясь отплытия, Демьян Петрович ринулся в каюту и запер дверь на задвижку. Снаружи грохотали двигатели, пароход дергался, будто за винты цеплялись коряги и водоросли. Иногда что-то огромное и правда касалось днища, и тогда по корпусу расходился гул. Демьян Петрович выглядывал в окно, но кроме удаляющегося берега и мутной воды ничего не видел. Наконец все стихло, скорее всего пароход вышел из притоки на стрежень. Самы перестали цеплять усами винты. Демьян Петрович хотел отужинать, но передумал. Муторно было. На душе муторно и внутри муторно. Тюлень в голове один, а нет, не один. С ним там теперь раки. Да, очень странно, что кто-то в каком-то чухлом Баталове раками торгует и преуспевает к тому же. На пароход деньги имеет, на ярмарку спешит. На Макарьевскую ярмарку купцы со всей империи съезжаются, заглядывают и иноземцы. Им, что ли, раков? Али калмыкам? Но ведь для тех проще вниз сплавлять, в Астраханский торг. А крещенный человек такую паскуду есть не станет. Это дело решенное. И опять сомнения. А ежели в Москве или Петербурге? Снова какие? Блажные люди законы творят. Ежели никониане новые попущения выдумали. Горько стало во рту, будто муть баталовская снова в воздухе растеклась. Захотелось сплюнуть, но не прям же в каюте. Демьян Петрович поднялся с тахты, выглянул за дверь. Тихо, только слышно, как сверху перекрикиваются матросы, дно измеряют. И вроде бы все как обычно, от сомнений Демьян Петрович аж взапрел. Вспомнились черница и усищи мужика. Вышел на палубу. Духота, даже небо душное, беззвездное марево. Мутное небо, донное и никого. Демьян Петрович подошел к самому борту и быстро сплюнул в темноту. «Небось, все ужинают», — подумал он. Поймал матроса и велел вести его в харчевенную. Народу не столовствовало никого. Только баталовский мужичок сидел в уголке. Хлебал ботвинью и запивал киселем. Демьян Петрович тотчас, не задумываясь, развернулся в дверях, бежать хотел, но запнулся ногой и упал. От ноги юркнуло что-то верткое и склизкое, прошелестело по полу и скрылось под столом мужика. К Демьяну Петровичу подбежал пароходный половой. Стал всячески помогать подняться. Только-только встал и тут же... «Демьян Петрович!» — окликнул из угла мужичок. «Не откажите отужинать!» Откуда ж он прознал мое имя? Думал удрученно Демьян Петрович. Скверное положение, весьма скверное. А ну как привиделись мне те усики-то. Любопытство взыграло пуще прежнего. Шибко интересно стало, кому и особливо по какой цене мужичишка сбывает раков. Оно, конечно, впустую наука, но в уме надобно держать и такое. Так что грузно в перевалочку Демьян Петрович прошествовал к столу. Дохнуло тиной. Мужичишка поднялся. «Присаживайтесь», — сказал он. Демьян Петрович сел. «А вас как величать? Прежде-то мы не встречались на торгу. Я бы запомнил». «Зовусь Ермолиным Тимофеем Михайловичем. К Макарью не ездил, не было надобности в раках», — сообщил мужичок. «А сейчас, значит, появилась надобность?» — спросил Демьян Петрович и хмыкнул.
Вблизи Ермолин показался обыкновенным купчишкой, каких немало. Быстро разживутся на чепухе, затем так же быстро прогорят и поминай, как звали. Не видать в нем было размаху, однако же чудилось под всей этой напускной простотой неимоверная хваткость. Ведь, как говорят, тиха вода да омуты глубоки. «А как знать?» — с легкой улыбкой сказал Ермолин. «У нас в Баталово так говорят. Купец силен мошной, а рак клешней». Демьян Петрович, как ни напрягался умом, смысла применительного к торговле не уловил. Раков нынче жрет только самый, что ни есть, бедняк, а с бедняков много ли медиков? То-то же, скорее в убытке останешься. Привык Демьян Петрович мерить все в убытках да прибылях. Вот и снова не удержал ехидства. «Какими же средствами к Макарью раков доставляете?» — поинтересовался. Но Ермолин не растерялся немало. «Так боржою, как и все. По рублю готов уступить вам, хоть сегодня же». Демьян Петрович про себя хмыкнул. Да чтобы баржу фрахтовать под раков и в накладе не остаться, продавать их надобно по рублю с полтиной за пуд. Кому же они сгодятся по такой цене, ежели стерлядь с севрюгою дешевле нынче отпускают? Другое дело рыбный торг. Рыбу ее хоть соли, хоть копти, хоть сушеную вези. Товар на руках не останется. Но с таким спокойствием и уверенностью толковал о деле Ермолин, что Демьяну Петровичу невольно показалось, будто впал сам он в литургию. Лет эдак на десяток, и вот в себя пришел, а тут раками вовсю торгуют. «Благодарствую. Да только не будет вам приходу от такого товару. Нынче в ходу рыба да икра, да тюленей жир вот еще продается помаленьку». Подошел давишний половой, спросил заказ. Демьян Петрович заказал ботвинью и осетрины, печеной с хреном. Ермолин осведомился, нет ли на пароходе вареных раков. Тут же рассмеялся и попросил бутылку Мадеры. «Обедались уже», — сказал он, слегка поджав губы и указав на пустую тарелку из-под ботвиньи и стакан из-под киселя. Демьян Петрович не смог подавить в себе довольство тем, что купчишке таки пришлось затянуть поясок. Да вспомнил быстро, что и сам при малой сумме, всего-то 5 целковых, чтобы только до Макарья да назад не впроголодь. За товар удобнее векселя отписывать. Половой спросил, не надо ли чего еще, и, уверившись, что купцы не из самых дородных, ушел. «Распоясались», — проворчал ему вслед Демьян Петрович. Ермолин весь как-то съежился и паник, словно панциря лишился. Вяло поспрашивал о делах самого Демьяна Петровича, тот неохотно рассказал про заводик и про тюленя, про упущенные в Царицыне баржи говорить не стал. Мерный шум пароходных колес сдавливал уши, навевал дремоту. Снаружи сделалось совсем черно, вдалеке виднелись всполохи грозы. Принесли Мадеру, тут же выпили по стаканчику, разговор малость оживился, Ермолин, прищурясь, наклонился над столом. «Право сказать, не только раками торгуем-с». Демьян Петрович вскинул брови. «Еще чем же?» Вновь любопытство накинулось. Наверняка этот пройдоха сушью баржу забил, а раков всего-то с десяток ящиков. Ермолин выждал молчаливую паузу, а потом сказал что-то, но так тихо, что Демьян Петрович из-за грохота двигателя и дребезга стаканов по столешнице ничего не расслышал. Вместо слов почудились ему странные щелкающие звуки. «Простите, чем еще торгуете?» — переспросил он. Ермолин отодвинул стакан, нагнулся над столом так, что вытянутое его лицо оказалось близко, и Демьян Петрович разглядел 2 темные родинки под рыжеватыми усами. «Самов фаршируем, знаете ли?» Снова подобие щелкания между слов. «Самов?» «Самов! В Баталово самы, что этот пароходик фаршировать одно удовольствие». «И что? Берут?» — только и смог вымолвить Демьян Петрович. «Да вот, везу на пробу». Это уже ни в какие ворота. Сумасшедший баламут, однако Мадера возымела действие, и причуды Ермолина сыграли скорее на комический эффект. Демьян Петрович невольно разулыбался. «Зря потешаетесь, милейший», — высказал ему Ермолин, тоже, впрочем, с улыбкой. Под мясистыми губами показались крупные желтоватые зубы. «Говорят, в Европах любят подобные деликатесы. Знамо дело, после них и в Петербург приходит мода». Демьян Петрович нервно передернул плечами. Следом неприятный спазм сковал желудок. Надо же, нечистую тварь, которой мертвечины не брезгуют, еще и в пищу потреблять.
Через неделю успения, самый пост, и от подобных разговоров на душе сделалось гаденько, хоть сам он ни в жизни бы не стал есть подобное. «Вы, Тимофей Михайлович, заблуждаетесь». Начал Демьян Петрович проповедовать больше, правда, для того, чтобы собственную совесть умаслить. «Не станет христианский люд есть подобную нечисть». В проходе показался половой с тарелками. И тут пароход тряхнуло легонько, будто на сходни налетели. Капитан тут же приказал выключить двигатели, шум утих. Половой на ногах устоял и теперь, покачиваясь, подошел к столу, выставил тарелку перед купцами. «На что это мы налетели?» — поинтересовался Демьян Петрович. «Река-то полноводна». «Известное дело. На что-то», — ответил матрос и удалился. Ермолин тем временем подлил в стаканы еще Мадеры и заглянул в пустую бутылку. Смотрел долго и пытливо. На палубе сделалось оживленно. Слышались грохот сапог и выкрики матросни. «5! 5,5! 6!» Раздался новый голос с кормы. «В затон какой угодили? Или мель?» — подумал Демьян Петрович. Ему не хотелось наблюдать за Ермолиным и бутылкой. Так и чудилось, будто вот-вот проглянут из черных родинок усики, потянутся через горлышко к бутылочному дну. Но все же Ермолин сидел прямо напротив, и не наблюдать его не получалось. От ботвиньи поднимался запах свеклы. В самой ее гуще плавала половинка вареного яйца. Желток напитался свекольным соком, покраснел, сделался похожим на рыбий глазок. «В ботвинью хорошо бы раковых шеек», — сказал Ермолин и поставил, наконец, бутылку на место. Снова он про своих раков. Демьян Петрович отодвинул ботвинью, уж слишком яростным показался ему желтоватый глазок. «Не желаете ли?» — спросил он у Ермолина. «Я лучше осетринки, за мой счет, само собой». Ермолин отказываться не стал, но ел степенно и без аппетита. Не хватало ему, видать, раковых шеек. 6/4! Проорал на палубе матрос. Да чего же им надобно? 6/4. Это уже вполне в самый раз. Да и 5 бы хватило. А промерщик все замеряет, кричит. «А вы где остановитесь? На ярмарке?» — спросил Ермолин, и в непривычной тишине его голос прозвучал сипло. «У Федотова, если место найдется». Ермолин покивал, зевнул и поднялся. Демьян Петрович снова подивился, какое непропорциональное у него тело. Короткими ручонками он едва доставал до карманов старого пиджака. «Ну что же, пора на почив. Благодарствую за ботвинью. За Мадеру рассчитаюсь сам, не спорьте. Наше вам наиглубочайшее почтение». Пожали руки. Ермолин поклонился на старомодный манер и направился к выходу. С громким щелчком запустились пароходные колеса, машина набирала малый ход. Демьян Петрович не спеша доел осетрину. В отсутствие торговца раками к нему вернулся аппетит и попросил еще одну бутылочку Мадеры. Уговорил ее и отправился к себе спать. После обильного ужина засыпалось туго. То тюлень мерещился, то самы, то раки. Наконец мерный шум ходовых колес и плеск воды, бившие о борта, усыпили Демьяна Петровича. И снилось ему, будто сидит он в чем-то тесном, влажном и непроницаемом для света. Сидит и размышляет все о тюлене да о заводе. И вдруг словно две огромные створки раздвигаются где-то далеко впереди, между ними так ярко, так светло, что глазам аж больно. И какие-то люди толпятся, заглядывают в эти створки, видят Демьяна Петровича и восторженно перешептываются. В руках у них поблескивают вилки и сервировочные ножи, а лица их растянуты сверху вниз и, без сомнения, безумны. Больше всего Демьяну Петровичу хотелось, чтобы вновь сомкнулись створки. Стало темно, и люди эти исчезли. «Прочь!» Вместо крика из глотки шло какое-то вялое сипение. И они исчезли. Каким-то неведомым доселе чутьем Демьян Петрович понял, что это сомкнулись огромные губы. Закрылась пасть. Окружающее тесное, влажное и темное пространство вдруг принялось сокращаться, делаясь еще более тесным. Откуда-то нарастал диковинный гул, будто запустились разом механизмы, и они сжимали тело все сильнее и сильнее. Он чувствовал, как что-то вязкое, едкое, пахучее касается тела, растворяет кожу, заполняет внутренности и делает их мягкими, студенистыми. Пароход вновь тряхнуло. Демьян Петрович сверзился с койки и прибольно ударился копчиком об угол столешницы. Полежал какое-то время, прислушивался и в себя приходил после ночного кошмара. Вот к чему мысли дурные вкупе с Мадерой приводят.
Демьян Петрович перекрестился 3 раза, прочитал молитву, полежал еще на полу, стараясь забыть жуткие образы и переживания. Насторожился. Что-то гудело снаружи, но не двигатели парохода, на котором пребывал Демьян Петрович. Наоборот, пароход стоял не шелохнувший, словно даже дрожью двигателей боялся привлечь внимание чего-то огромного. И это огромное приближалось. Шум усилился, затем еще и еще, он перерос в протяжный гул, от которого закладывало уши. Бледный свет плеснул через иллюминатор, расплескал тени-призраки по углам. На человечьих телах рыбьи головы, вместо рук — клешни, вместо стоп — плавники. Вспомнилось, как вечером мерили матросы глубину, как мутили воду. Да мутились. «Да мерились!» — чуть не вскрикнул он. «Разбередили донных чертей!» Демьян Петрович зажмурился и стал шептать «Отче наш». Гул и скрежет снаружи мешали, сбивали, норовили вытравить из головы спасительные слова. Тогда Демьян Петрович стал думать о заводе, подсчитывать сметы, вспоминать должников-заемщиков и так увлекся, что не заметил, как гул исчез. Демьян Петрович открыл один глаз, убедился, что страшные рыболюди исчезли, и только тогда открыл второй. Глянул в окно, да снова обмер. В узкий круг окна вперился огромный черный глаз, и так пристален был тот взгляд, что Демьян Петрович разом ощутил, как сжимается убранство каюты, как съеживается металл, как чахнут мышцы, а внутренности расплываются в студень. Весь свет пропал, и Демьян Петрович провалился в эту черноту, истинно радуясь забвению. Очнулся он от чьих-то заботливых прикосновений ко лбу. «Миленький!» — позвал женский голос, и Демьян Петрович вспомнил давно умершую мать. «Что с вами?» Он с трудом разомкнул веки. В каюте было светло, над ней висело несколько лиц, ближе всех было лицо матушки Черницы. Глубокие морщины прорезали кожу, словно борозды пашню. Выражение глубочайшей жалости расползлось по ее сомкнутым губам, разлилось во взгляде голубых мутных глаз. Остальные лица были менее возвышенными и принадлежали половому, капитану парохода и еще какому-то матросу. Ермолина среди них не было. И, к счастью, подумал Демьян Петрович, и так от него сплошные помутнения. «Вам бы причаститься», — сказала Черница. «Непременно, матушка», — прокряхтел Демьян Петрович и попробовал подняться. Не без помощи капитана и полового сел. «Ох», — выдохнул он. «Что же это? Столкнулись опять с чем-то ночью?» «Было дело. На мель выскочили», — заметил капитан. «А что ж было? Гул такой и...» Закончить так и не смог. Вспомнил головы в чешуе, глаза рыбьи, замутило. «Большой пароход пропускали, оттого в сторону дали. Вот мели цепанули чуток». Капитан собрал матросов и удалился. Демьян Петрович обернулся к монахине. «Скоро ли, Макарий?» «Так прибыли. Все уже сошли». «Прибыли». Сколько много облегчения принесла Демьяну Петровичу эта новость, особливо после ночных замороков. Не иначе сглазил его подлец Баталовский, али в Мадеру подмешал чего-то. Демьян Петрович поблагодарил монахиню, просил непременно заходить к Фролову, там, мол, обоснуюсь, а за заботу вашу не премину отблагодарить. Черница ушла довольной. Он тут же пожалел о сказанном, подумал даже жилье сменить. Да только у Фролова самое купцовое место. В его трактире и слухи, и дела, и долги немалые ворочаются. Если где тюленя рвать, так только там. Ладно уж. Демьян Петрович оделся, собрал вещи и поспешил на берег. Комната ему нашлась, правда, кабы не дело, ни в жизнь не стал бы обитать в такой срамоте. Поди астраханские татары снимали, обои в плевках, на половых досках зарубы. Топорами они, что ли, рубились. Да к тому же клопы во всей мебели в изрядном количестве. Сам хозяин извинялся, руками разводил, что никак не удалось ему вытравить смрад от грузных потливых постояльцев. Демьян Петрович добился от него уступки в цене и только тогда успокоился. Едва распаковался, как местный коридорный принес записку от Ермолина. «Милостивый Демьян Петрович, не мог ждать вашего явления на палубе, оттого не удалось попрощаться. Ежели изволите продолжить разговор или завести торги относительно моих товаров, то милости прошу по адресу. Караванный переулок, 3-й дом от моста слева, подвальчик. С наилучшими пожеланиями, Ермолин». Так и прилип к полу, Демьян Петрович.
Снова накинулись образы, будто усики чертовы лезут через порог дверной, а комната почернела, стала тесной и влажной. Не комната, а рыбье нутро. Он скомкал листок и швырнул подальше, под кровать, глубоко вдохнул. Нет, нет, и еще раз нет. Никаких разговоров, а уж тем более дел, с Ермолиным ему вести не надобно. Чтобы окончательно сбросить наваждение, Демьян Петрович решил спуститься, налетел в попыхах на коридорного, обругал от души, тут уж и полегчало. Внизу тишина, только гремит иногда в подсобке. Время-то обеденное, но в трактире пусто, все по лавкам торгуют. Демьян Петрович, не обнаружив в себе аппетита, решил сперва пройтись да разведать насчет тюленя. А к возвращению купец потянется в трактир. Извозчика брать не стал. Глядишь, от прогулки мысли вширь разойдутся. Посвежеет в хмельной головушке. Ступил на мостовую и тут же пожалел о решении своем насчет прогулки. Обозы тянутся в 3 ряда, по кромочке вдоль стен пешеходы ступают. Всюду спешка, всюду людской гомон. Демьян Петрович к стеночке прижался, пропуская особенно широкий воз. Пароходные свистки, топот копыт по дощатой мостовой, натужные крики бурлаков, говор родной и иностранный, вперемешку с ломанским. Откуда ни возьмись, выскочила нищая, ободранная бабенка стала клянчить копеечку. Демьян Петрович с первого же взгляда распознал в ней пьянчугу и тоже всласть обругал. А-то возьми да плюнь ему под ноги. Осклабилась, точно бесноватая, рот раззявила и вместе со слюной выблевала слова. «В омуте тебя, чтоб утопили, падали, чтоб черти донные кишки твои рвали!» И пошла прочих домогаться. Со вчерашнего дня словно сговорились все насчет этих омутов. За мостом начинались торговые ряды. Тут стало посвободнее, попадались казаки с шашками, следящие за порядком. Были и торговцы китайскими чаями и астраханскими кренделями, и книжники, старинщики, и платочные ряды. Далее расположились кожевники и меховики, резчики, кузнецы, ткачи и горшечники. Всех их миновал Демьян Петрович без особого интересу. Наконец дошел до рыбников. В здешних рядах знакомств он водил множество, прежде приходилось ему торговать копченым балыком и сушью. Дело прибыльное, однако ж муторное, а возрасту не убавлялось с годами. Хотелось в оседлость уйти, и чтоб маловаренный заводик под боком коптил. Теперь же сделалось Демьяну Петровичу дурно от вида массивных сазаньих туловищ и тем паче мертвых их глаз, да еще от рыбьего густого духа. «Это какими же судьбами, Демьян Петрович?» От пристани к нему спешил Воротилов, один из главных рыбных торгашей. В синем расписном кафтанце из дорогого сукна, ростом невелик, зато дороден в объемах и хваток в делах. Демьян Петрович на него обиду держал. Годков этак 5 назад этот самый Воротилов обдул его с ценой на балык. «Здравствовать тебе, Матвей Гаврилович. Мне бы о тюлене узнать по-тихому, кто держит, встали ли цены». «Держат все те же, а цены пока не назначены», — развел руками Воротилов. «А тебе для чего, тюлень?» «Да так, помаленьку, туда-сюда». Демьян Петрович хорошо знал купеческую братью. Ежели тут проболтается кто, что, мол, цельную баржу тюленя надо, так ведь там, в трактирах, этот же самый тюлень в цене прибудет, аж на целую рубь. Так что лучше язык придержать за зубами. «Так ведь и на рыбу нету цен. Стоим уж 2 седмицы. Точно позабыли все. Об одних только раках и разговору». На последних словах купец понизил тон. «О каких еще раках?» С новой силой тошнота одолела, почудилось, будто щелкает где-то. Воротилов ниже наклонился. «Тут, брат, намечается что-то, нутром чую. Московские требуют раков, а питерские — фаршированных самов». «Да тебе никак дурно». Демьян Петрович и сам не знал, почему так стремительно от живота к горлу подкатил горький ком, а в уши словно соломы напихали или мха болотного. Вспомнил, что в церкви давно не был. Вспомнил совет матушки Черницы о причастии. Да, перво-наперво в церкву. Воротилов отвел его в сторону и усадил на лавчонку. «Дурно», — прохрипел Демьян Петрович. «Как же это насчет раков? Паскуда ведь донная». «Как есть паскуда», — согласился Воротилов. «Но цену дают хорошие.
Только вот проблемы достать-то негде. Отправили дельцов в низы, а они руками разводят. Ни раков, ни самов в этом году не наметилось, а уж в следующем еще как знать, будет ли спрос. И только слух ползет, будто идет вверх по реке баржа одна, а в ней как раз те самые раки. И торгует баржу некий купец Ермолин. Не знаешь такого?» Пот прошиб Демьяна Петровича. Он покачал головой, вышло дерганно и неправдоподобно. Не шутит ли Воротилов, не издевается ли? «Это сколько же дают?» Воротилов вздохнул. 2,5 дают, а за сама 3. За пуд? Точнёхонько. Была баржа раков по сходной цене, так и целое состояние. На одной только сделки срубить бы вышло. Да только чего там?» Купец махнул рукой, как на пропащее дело. «А кто же раков скупает?» Теперь для Воротилова настала очередь примолкнуть. Посмотрел он внимательно на Демьяна Петровича и вместо ответа спросил. «А ты не как баржу с раками. За пазухой припрятал». «Да что ты!» — отмахнулся Демьян Петрович. «Откуда бы?» А самого так и тянет в гостиницу воротиться за записочкой, где адресок Ермолина прописан. Воротилов не был дураком и кое-что, пожалуй, смекнул бы. Нельзя было при нем открываться. «Так, значит, про тюленя ничего не говорится?» Воротилов развел руками. «Пойду, что ли, тогда? А ты заходи к Фролову вечерочком. Будет там и Самоволов. Он, ты знаешь, по тюленей части». «Зайду непременно», — уверил Демьян Петрович. «Я ведь и поселился там». С Воротиловым распрощались. Лавок рыбников на ярмарке было много. И хоть воротило от рыбьего духа, каждому заглянул Демьян Петрович, у каждого послушал. Тюленей хозяин, Самоволов, квартировался в собственном караване. За товаром следил, к вечеру обещал быть у Фролова в трактире. Узнал и насчет раков, их готов скупить был каждый, а кто первым слух пустил, кто же конечный скупщик, того было не понять. Якобы из Москвы, а может из Петербурга. Но, скорее всего, из Европы любят там животы дрянью всякой тешить. Никогда прежде не видал Демьян Петрович такого оживления среди рыбных торгашей. За пуд раков давали уже по 3 рубля. Демьян Петрович редко в последнее время ощущал в себе торговый азарт, а тут фарт сам в руки просился. Едва только выбрался из толчии, которая царила среди лавок, Демьян Петрович тут же взял извозчика и просил везти его обратно, к Фролову. Забежав в собственную пропахшую татарами комнату, он бросился на пол и глянул под кровать. Пусто. Не как половой, замел и сжег. Ах, скотина! Только успел купец заехать, так он сразу метет, подлые бумажонки заметает. А чтоб плевки татарские от обоев отскрести, это ему и 7 мало. Демьян Петрович попробовал вспомнить адрес Ермолина. Карманный, что ли, переулок? А дом какой? Слева или справа от моста? Подвал или погреб? Да какой там погреб? Разве живут торговцы в погребах? Совсем запутался. К тому же так он был взволнован этими новостями про раков по 2,5 рубля, что все прочее из головы вылетело. А ну как идет прямо сейчас Ермолин. По рыбным рядам и товар свой предлагает, а навстречу ему Воротилов. Торопиться надо. Пуще прежнего злость взыграла, Демьян Петрович выскочил из комнаты, снова налетел на коридорного, отсыпал ему за трещину. «Кто посмел подметать?» «Половой, Вестима», — заикаясь, ответил коридорный. «Там он, на кухне». Тут вдруг грохнуло внизу, но не так, чтобы мебель, а вроде как шлепнулось что-то тяжелое, но рыхлое. Демьян Петрович и коридорный переглянулись. Грохнуло снова, да так, что стены ходуном пошли. «Сегодня к ужину отбивные», — шепнул коридорный и попятился. «И, кстати, вас матушка Агафена спрашивала давеча». «Какая Агафена?» «Из монастыря. Справлялась о здоровье, велела немедленно в церковь идти, исповедоваться». Агафена из монастыря, ее будто не хватало до кучи. Плевать на нее. Демьян Петрович шагнул на лестницу, спустился и заглянул в поварскую. Первым накинулся страшный донный смрад, смесь запахов залежалой гнили и водорослей. Демьян Петрович отшатнулся сперва, но потом все же заставил себя посмотреть на то, что творилось внутри. Огромных размеров живой сом лежал с разверстой пастью прямо на половицах. 2 поваров, закатав рукава, проталкивали в сома человеческую голову. Сом извивался, ворочался, заглатывал и шлепал хвостом по полу. У стены были свалены черные тряпки.
От увиденного по хребту Демьяна Петровича выступил пот, кровь от головы отхлынула, и в ней стало пусто-пусто, словно мысли все улетучились вмиг, как капли воды с раскаленных углей. Затылок исчез в глотке. Пасть сама захлопнулась, брюхо распласталось по полу, хвост угомонился. Повара обтерли о фартуке руки и обернулись. Демьян Петрович рад был бы провалиться прямо в погреб, да хоть в самый ад, лишь бы оказаться подальше от представшей картины. Разом сошли, и злость, и спесь, руки безвольно обвисли вдоль тела. Проклятый смрад заполз будто в самое нутро, умостился среди кишок, и теперь там что-то нервно подрагивало. «Мне бы полового вашего повидать», — выговорил Демьян Петрович, с огромным трудом преодолев онемение в горле. Повара переглянулись. «Он у меня записку вымел, подлец», — попытался прояснить Демьян Петрович, поглядывая с опаской на Сома. «Как бы отыскать?» «Мы его за водкой послали», — сказал один из поваров. «К вечеру будет». «К вечеру». «Да к вечеру Ермолин уже продаст свою баржу». Демьян Петрович посмотрел на Сома. «Да ведь не могли же взаправду его человечьей головой фаршировать?» «Не могли, конечно. Это вновь наваждение, домыслы, замороки». Сом раскрыл пасть и зашаркал плавниками по полу, словно пытался оттолкнуться. Размеры его ужасали и восхищали одновременно. Никогда бы не подумал Демьян Петрович, что в притоках Волги есть такие рыбины. «Надо бы его ухандокать», — сказал вдруг один из поваров, и Демьян Петрович невольно вздрогнул. «Сама», — пояснил второй. На всякий случай Демьян Петрович отошел от Сома подальше и спросил робко. «А вам его с какого адреса прислали?» «С какого прислали, на том уже нету», — был ответ. «С Карманного переулка?» «С Караванного». А дом-то какой?» «Третий». «А с какого угла?» «По левую руку от моста». «Из подвальчика?» «Из подвальчика», — кивнули оба. Наступила пауза, заполненная звуками, с которыми громадный фаршированный кем-то Сом ерзал по полу. «Вы бы его ломиком», — понапутствовал Демьян Петрович, прежде чем удалиться. Он вышел из дома Фролова, поймал пролетку, назвал адрес извозчику. Увиденное на кухне странным образом поблекло, словно под воду погрузилось. Издали из-за моста ударил колокол. Это били часы на здании биржи. 5 часов настучали. Колокольный звон напомнил насчет церкви и исповеди, но Демьян Петрович мысль эту отмел. Куда тут исповедоваться, когда сделка вот-вот прогорит? Вот обчехвостит Ермолина с его раками, купит на вырученные барыши тюленя и отплывет в родные края с прибылью, по векселям расплатиться. Тогда можно и исповедаться. А излишки, ежели таковые будут, непременно в монастырь отрядить. Как назло, перед самым въездом на мост раскорячились цельных 3 обоза, застряли на четверть часа. Ждали, пока бурлаки друг с другом натешатся, кто кого матом громче переорет. Разъехались, наконец. Извозчик погонял кобылку. Демьян Петрович нервничал. Где бы этому карманному, караванному переулку-то быть? Меж тем миновали биржу, под которой вся набережная густо была заляпана илом. Взлетели на какой-то холм, потом спустились с холма, к устью песчаного переезда, к стенам Кремля повернули. Домишки тут были чахлые, того и гляди, кирпичи на голову посыплются. Здесь тоже шла разношерстная торговля, в основном порченной рыбой и черствым хлебом. Среди покупателей, в истасканных польтах, сновали вольные промышленники, и Демьян Петрович схватил пару охотчих взглядов на собственной персоне, отчего сделалось ему неуютно и боязно. Извозчик остановил у покосого двухэтажного домины, на вывеске которого значилось «Сенькин дом». Демьян Петрович выглянул, нашел глазами мост, отсчитал 3-й дом, уперся взглядом в Сенькин. Пролетку отпускать не стал, всяко бывает в подобных местах. Внутри было душно и смрадно. Трактир, расположенный на нижнем этаже, был битком набит народом. Тут хоть пост, хоть мясоед, все едино, жрут что ни попадя. Сверху, из мезонинов, доносились глумливые голоса полуголых цыганок. Снизу топот ног, пьяные крики и грохот посуды. Среди толпы метались потные половые с графинами, рюмками, подносами с едой, из щелей пахло уксусом и плесенью. Демьян Петрович прошел чуть глубже. Тут же из угла к нему подлетел половой и поинтересовался, чего бы принесть. «Где у вас тут проживает? Ермолин Тимофей Михайлович». Половой провел его по коридору и оставил перед узенькой дверцей в подвал. В подвальчик.
Демьян Петрович постучал. Из-за шума, раздававшегося из зала, расслышать, что происходит за дверью, было невозможно. Не открывали долго. Демьян Петрович постучал еще раз, в конце концов изловил того же полового и спросил, не выходил ли куда Ермолин. «Откуда же мне знать?» — удивился парень. «Поспеть бы тут за всем. Стало быть, ушел, раз нету в комнате». «Стало быть, ушел». Тоской обдало. Чуть не до слез. Теперь поди уже к 7 время. Скоро фонари зажгут по улицам, сядут Воротилов и Ермолин напротив друг друга в трактире у Фролова и порешают насчет раков. Ах, какая моржа сквозь пальцы утекает! Демьян Петрович выскочил за порог, и действительно, зажглись редкие в этой части города фонари. Кинулся он к пролетке, а ее и след простыл. Это как же так? Ведь был же уговор! Вокруг пусто, словно весь серый люд, теснившийся еще каких-то полчаса назад, слезала паводком. От стены Сенькиного дома, точно гной из цельной кладки, отделилась смутная в теплых сумерках фигура. Высокая, сутулая, в каких-то колеблющихся одеждах, с суставчатыми клешнями вместо рук. Ступила она под фонарь, и тень от нее стрелой вытянулась сразу до испуганного купца. Демьян Петрович отшатнулся, закрывая лицо рукавом. Слишком страшен был образ, явившийся ему в тусклом свете фонаря. Слишком гадким, слишком противоестественным. Он выглянул из-за рукава, надеясь, что морок испарился. Жуткая морда покачивалась на худом человеческом теле, совсем близко. Зеленоватый удлиненный череп, на нем 2 выпученных черных глазка. На вытянутом рыле трепещут отвратительные отростки, сжимаются и разжимаются жадно, а за ними зубы. Частый-частый ряд изогнутых игл. Длинные усики протянулись к Демьяну Петровичу, урод щелкнул клешнями, застрекотал утробно, как-то весь подобрался. Из внутренности Сенькиного дома показались еще 2 продолговатых силуэта. Демьян Петрович в панике кинулся в одну сторону, потом в другую, всюду натыкался на стены. Единственным спасением показался ему берег реки, примыкавший здесь совсем близко к мостовой. По крайней мере, бежать в ту сторону означает бежать прочь от проклятого дома и его обитателей. А на мосту, быть может, встретится пролетка. У самой воды он упал и покатился по мокрому песку. Что-то зацепило его за ногу, подтащило к воде. Демьян Петрович взвизгнул и наугад саданул свободной ногой, попал в упругое извивающееся. Оно тут же съежилось, затрепетало, но ногу не отпустило. Наоборот, с силой сдавило ступню, и Демьян Петрович хотел закричать, но не смог. Тело его резко дернулось, взмыло вверх силой, клацнули зубы. Демьян Петрович приложился спиной к мостовой балке. Пока падал, увидел массивное, величиной с дом. Нет, с пароход. Темное, блестящее тело. Оно ворочалось под водой, то показывало усатую голову, то снова погружалось в реку. Усище отпустил, наконец, ногу Демьяна Петровича и сполз в воду. Демьян Петрович забыл, как дышать. Беспомощно открывал и закрывал рот. Шарил по песку пальцами. Кто-то приблизился к нему. Густо пахнуло Мадерой. Демьян Петрович съежился, скосил взгляд. «Что же вы, Демьян Петрович, даже записочку не прислали? Что заглянуть хотите?» — поинтересовался Ермолин. Это был без сомнения он. Непропорциональный, с примечательными усиками. Воздух со свистом вошел в легкие. Демьян Петрович закашлялся. «В церкву! В церкву!» — смог прохрипеть он. «Зачем же? В церкву?» — недоуменно вскинул брови Ермолин. «Вы же по торговому делу приехали. Так и давайте порешаем». «Не здесь, не здесь». «Конечно, не здесь. Поднимайтесь, к Фролову поедем». Ермолин помог ему подняться, вывел на мостовую. Никаких донных чертей на ней вроде бы не наблюдалось. Из Сенькиного дома донеслись гвалт и женский хохот. «Я вас искал», — пробормотал Демьян Петрович таким слабым голосом, будто только с похмелья. «Записка ваша. А тут черти набросились». Ермолин сочувственно покивал. «Бывает, бывает». «Про раков хотел». «Надумали, значит», — осклабился Ермолин. Демьян Петрович распрямил спину, скривился от боли. «Надумал. Вроде как». На мостовую въехала пролетка. Ермолин махнул извозчику, и тот остановился. Ермолин помог Демьяну Петровичу втиснуться. Сам сел подле него и объявил. «К Фролову! На набережную!» Потянулись темные улочки, причем совсем не те, которыми Демьяна Петровича везли сюда. Против воли навалились черные мысли.
Что же это было там, под мостом? Что такое огромное могло там ворочаться? Какие такие черти обитают в Сенькином доме? И зачем явились они из Баталова? «Торговать явились», — ответил сам себе Демьян Петрович. «Только вот чем расплачиваться придется? Неужто векселями?» Ермолин сидел рядышком и, как ни в чем не бывало, поглядывал по сторонам. «Это вы послали Фролову сама?» «Я? Впечатлил? В него там кого-то запихнули». Ермолин провел пальцами по усам, причмокнул, словно слюны накопилось во рту. «А у вас в гостинице черти донные проживают. Вы знали?» — доложил Демьян Петрович и сам подивился тому, как спокойно прозвучали эти слова. «Это они меня дожидаются. Как продам баржу раков, так мы с ними в Баталово воротимся. А до тех пор, сами знаете, не могу товар бросить». Мысли в голове слились в чертов хоровод, кружились, и вот уже по центру открылась воронка. Мысли и доводы сыпались в нее, не успевая оставить в разуме след. Словно кто-то безумный орудовал внутри ботолом, и донная муть закручивалась в спираль, и из водоворота лезли черти. Гораздо лучше приживались в голове цифры. Они были неумолимы, с ними спорить было неразумно. «А скоро ли поспеет ваша баржа?» — спросил Демьян Петрович. «На подходе уже». «А сом?» «И сом неподалеку». «На какую же цену у вас товару?» 10 вместе с самом». Извозчик завернул к мосту через протоку возле Гребеневской набережной. Совсем недалеко до Фролова осталось. Демьян Петрович представил, как входят они на пару с Ермолиным в трактир. А там Воротилов с хитрой-прихитрой рожей. Как прознает, что у Ермолина раков баржа, так и возьмет в оборот, цену даст больше. Да к тому же сам Демьян Петрович после случившегося у реки выглядит мятым и соображает туго. Быстро Воротилов его обставит и наутро сделку в бирже оформит. Пролетка остановилась. Демьян Петрович барабанил пальцами по мокрым коленям. Из трактира неслись разбитные голоса, лился запах съестного. «Векселя берете?» — спросил он наконец. «Берем, как же без них?» «Наутро пожалуйте в биржу. Заверим». Ермолин одобрительно склонил голову к плечу и протянул ладонь. «По рукам. Стало быть». Демьян Петрович много сделок в жизни заключил, но никогда еще не совершались они так быстро. «По рукам!» И он пожал холодную, влажную, но очень крепкую ермолинскую клешню. В дворянской комнате, где заседали в уединении купцы-рыбники, стол был заставлен едой. И зернистая икра рядом с калачами, и стерляди редками, и малосольные огурчики с квашеной капустой. Цельное блюдо с сочной, жирной осетриной и пареной репой, начиненной грибами. И самовар с 4 чашечками возле каждой блюдца с кренделями. В центре заседал Воротилов. По правую руку от него сидел дородный широкоплечий Самоволов, кудрявый и смуглолицый астраханец, тюлень-делец. Напротив еще 2 из той же рыбной братьи. Демьян Петрович вошел степенно, медленно, стараясь не обращать внимания на то, что изрядно помят чертями. Подоспел половой, притащил стул. «Демьяну Петровичу здравствовать!» — приветствовал его Воротилов. «Тащи еще сервиз!» — велел он половому. Демьян Петрович сел, расправил полы сюртука, обвел присутствующих надменным взглядом. Донная муть в голове вроде бы улеглась. Мысли успокоились, теперь ничто не мешало ему думать о прибылях. «С какими новостями?» — спросил Самоволов. «Берешь моего тюленя?» «Да погоди ты с тюленем!» — строго на него зыркнул Демьян Петрович. «Сначала с раками давай, порешаем». Снаружи завизжала пронзительно немка-пивунья, затем расхохоталась, как безумная. Демьян Петрович осторожно взглянул за занавес. Не видать ли чертей? Но ничего примечательного не обнаружил. Однако показалось ему, что снаружи уж как-то слишком стало темно, и кто-то несуразный ходит возле окон. Воротилов посмотрел цепко, с подлецой, спросил: «Откуда же раки?» Ух, как хотелось утереть ему нос, но Демьян Петрович сдержался. Уложил на тарелку осетрины, капусточки, парочку репок. «Дай сначала червячка заморить. С самого утра голодом маюсь. По делам бегаю».
Принялся есть. Ел долго, каждый кусочек тщательно обсасывая. Рыбники угрюмо наблюдали. Наконец Демьян Петрович отложил приборы, повернулся к Воротилову. «Сам ты сказал, что идет баржа Ермолина. А это мой давний знакомец». Однако стоило с чертями побрататься, хотя бы ради того, чтобы увидеть, как распунцовелся Воротилов, как налились злобой и завистью его глаза. Обалдели и остальные. Наверняка уже прознал Самоволов про завод, на который раскошелился Демьян Петрович. Наверняка уже потирал свои лапищи, готовясь слить на него весь жир тюленей задорого. Не тут-то было. Примчался половой с сервизом, поставил чашку и блюдце с кренделями. Сам себя не помня от распирающей гордости, Демьян Петрович громко приказал: «Неси холодненькой». «Пост ведь, Демьян Петрович», — сукоризной сказал один из рыбников у стены. «Сам не знаешь? Раз на торгу, значит в дороге, а раз в дороге, то можно и разговеться». «Момент», — сказал половой и тут же убрался. «Как же ты меня вокруг пальца обдурил?» — спросил Воротилов. «А так же, как ты меня тогда с балыком, помнишь?» «Как не помнить?» «Затаил, стало быть, обиду?» «Не обиду, а так, должок». Самоволов рядышком ткнул под ребра. «Тюлени-то все равно возьмешь. Слышал про твой заводик, давай меняться, а? Ты мне раков, а я тебе тюленя, всего, что у меня есть». «А мне сама продай», — подал голос рыбник у стены. «Почем сом?» «Нет уж, мне сама», — встрепенулся вдруг Воротилов. «Давай сюда сама». И так у него раздуло от натуги шею, что Демьяну Петровичу показалось, будто что-то там застряло. Опухоль зашевелилась. Тут в зале подхватили крик Воротилова и загремело на весь трактир: «Сама! Сама неси!» 4 половых вытащили из кухарской огромную рыбью тушу на блюде. Пронесли ее через весь зал под громкие аплодисменты и выдрузили на стол, за которым сидели купцы. «Вам гостиниц!» — продекламировал один из служек. «От Тимофея Михайловича!» и выставил графин с водкой. «Дух бы перевести», — подумалось Демьяну Петровичу, но куда там? Пасть сама распахнулась, и изнутри выглянула матушка Агафена. Волосы на черепе слиплись, осклизлой темной массой, глаза лопнули, растеклись запеченной коркой по щекам, будто сыром присыпали. Язык распух и стал похож на коровий, кожа на лице тоже полопалась от жара, к худой запеченной шее прилип тельный крестик. Демьян Петрович перекрестился 3 раза. Увиденное напрочь отбило ему аппетит, вдобавок осело на совести тяжкой ношей. Вспомнил он кроткий взгляд Агафены, чуткие руки и совет, которому он так и не последовал. «Ну-с, отведаем», — сказал Воротилов и потянулся к саму вилкой. «Не смей!» — прикрикнул на него Демьян Петрович, но Воротилов уже кромсал податливое мясо, сама подбирался к начинке. За ним к еде приступили Самоволов и остальные. «Да что же вы делаете?» — чуть ли не со слезами взмолился Демьян Петрович. «А вкус отменный! Продай сама!» — потребовал Самоволов и разлил по стопкам водку. «А мне раков!» — поддержал его Воротилов, доковырял до тела черницы и отрезал внушительный кусок. У Демьяна Петровича закружилась голова. Все это гнусное действо вызывало тошноту. Забыл он и про раков, и про тюленя, стремглав выскочил из трактира. Народу у пристани собралось порядочно. Все чего-то ждали. Света от фонарей было мало, да и доставал он только до фасадов домов. Вырывал у темноты клочки набережной начала пристани, а дальше — темная река. Все громче доносились плеск и скрежет. Что-то массивное двигалось вдоль пристани, наконец замерло. К толпе из колышущейся темноты вышел Ермолин. Длинные усики порхали вокруг его лица. Ермолин пристально смотрел на Демьяна Петровича и улыбался. «Принимайте товар, Демьян Петрович!» — сказал он. Полчища раков хлынули с баржи на берег. Среди них мелькали изогнутые тела донных чертей. До самых холмов и леса наполнился воздух щелканьем и шорохом тысяч маленьких тел. Горожане завопили, бросились в рассыпную к мосту через притоку. Но моста уже не было. Его закрыло собой исполинское туловище с необъятной пастью. Отталкиваясь мощными плавниками,
Сом вполз на набережную, распахнул пасть, и смрад тысяч переваренных тел хлынул на улицы города. Бес номер 6. Дмитрий Лопухов. Вербатим. За завтраком Кира сказала, что хочет написать пьесу «Вербатим» про борщевик. «Чего? Про кого?» — удивился я. Кира терпеливо пояснила, что «Вербатим» — это постановки, для которых реплики не выдумывают, а реально подслушивают и слова почти не редактируют, потому что только тогда в них жизнь. Борщевик уже полстраны сожрал, а всем параллельно. Надо ехать в какое-нибудь, знаешь, село, где борщевиковая катастрофа, и говорить с людьми. Потом я это все переработаю в пьесу. Уже и с театром договорилась. Поставят. И заплатят. Обещают. И расходы на поездку покроют. «Значит, возьмем купе», — обрадовался я. «А куда вообще?» Кира смутилась и ответила, что надо провести исследование. Исследовала она целый день. Вечером поговорила по телефону, села рядом со мной и объявила. «Едем в Свинарево». «Куда?» Оказалось, что в соседней области есть то ли село, то ли деревня, которая целиком заросла борщевиком. И местные настолько с ним свыклись, что образовали симбиоз. «Ого! День трифидов!» «Не смешно», — ответила Кира. «Там, может, от борщевика люди погибают. Это катастрофа». Она помолчала, а потом почему-то виновато добавила. «И моя пьеса все изменит». Кира вернулась под утро, сказала, что всю ночь продумывала с подругой исходное событие для пьесы. На вокзал ехали в такси, и Кира попыталась заговорить с шофером о борщевике. «Большевики? Говоришь?» И таксист завел рассказ про пломбированные вагоны. Где-то на полпути Кира хлопнула себя по лбу и выудила из кармана листочек. На нем было написано длинное слово из сплошных шипящих согласных. «Сможешь прочитать вслух? Для пьесы надо». Я подумал, что не смогу, но прочитал без запинки. Кира удивленно хмыкнула, скомкала бумажку и нервозно сказала. «Хочу, чтобы ты в конце поездки выдал что-нибудь внутреннее, емкое и неожиданное. Я так закончу, вербатим. Только не готовь заранее». Я кивнул, и Кира полезла в телефон. Поезд мы едва не упустили, завалились в купе, запыхавшиеся и одурелые. Следом забежала немолодая женщина, без багажа. «Вы одна?» — спросила Кира. «Ой, нет, сыночек со мной. Очаровательный малыш». Через мгновение в купе косолапо вломился очаровательный малыш лет 40. Его залысины поблескивали от испарин, второй подбородок недовольно подрагивал. «Я внизу», — сообщил малыш матери, и она, шмыгнув носом, поползла на верхнюю полку. «Да куда же вы?» — крикнула Кира. «Ложитесь, мы с мужем будем на верхних». «Не», — махнул рукой малыш, — «она бабка цепкая, как макака. Ща залезет». Действительно, залезла. Вечером в купе пришли мутные мужики с пивом и таранькой. Они рубились с малышом в очко. Кира тихонько посапывала на своей полке, а я нервничал. Картежники страшили меня с детства. Урки у нас порой играли на крайнего. Проигравшему полагалось вскрыть крест-накрест случайного прохожего. И однажды я увидел за столом во дворе детдома мертвеца с мраморным лицом и уползшими 8 кишок. Невыспавшийся малыш встретил утро недовольным стоном. Мать шмыгала носом и хлопотливо наваливала на укрытый газетой столик снедь. «Я потомственная бабка», — говорила она Кире. Мать моя бабкою была, и ее мать тоже бабка, и все ихние матери бабками были. Только мой внук и не делает. Он ведь и мальцом был такой, себе на уме. В школу не шел, хотел дома сидеть и круглые сутки выпивать. Детское шампанское. «Шикарно», — шепнула мне на ухо Кира и принялась записывать. «А вы вообще куда?» — спросил малыш. «В Свинарево». Мать всплеснула руками. «Да зачем же? Там загнило все. А вы сами откуда?» «Мы с Нижнего Пищака, который под Верхним Пищаком». «Нижний, Верхний. Ничего себе у них БДСМ», — шепнул я Кире. Она цыкнула и нахмурилась. «Не спугни, мол». «Так что со Свинарева? Почему, говорите, загнило?»
«О, — воодушевилась мать, — у них однажды деревня померла. От эпидемии? Упаси бог. От танцев?» Кира вытянулась, как киношный микрофон на штанге, так сильно ей захотелось записать эту историю. «Значит, одним летом выпрыгнул у них на улицу дед. И плясать. Потом жена с ним, курей топчут, ноги, руки туда-сюда, грязь летит. А потом к ним давай один за другим остальные деревенские. Так вся деревня и плясала, пока не подохли. Последние уже на мертвых танцевали. Одной бабе живот лопнули, так и дальше на ее потрохах скакали». Повисла тишина. Кира отложила блокнот и нервно облизнула губы. «Мать, ты про собак забыла», — вклинился малыш. «Туда до плясок приезжали корреспонденты по мотивам собачьего бунта». «Бунта?» «Точно так. Собаки из конур своих повыходили и стали кругами скакать. И камни жрать. Все зубы себе через это повыбивали. А потом уже танцы. Про какие? Мамаша сказала». «И что? Вымерла деревня?» «Лучше б вымерла», — покачала головой мать. «так что, Яшенька, не надо в Свинарево. Езжайте на Нижний Пищак. Какая природа! А магазин? Живите у нас». Я напрягся. Было в этих словах неправильное, что-то из них шипело. Покрутил, помусолил, почти поймал неуловимую змею за хвост, но Кира сбила, спросила про борщевик. «Который дягель по-нашему?» Мать насупилась и зашмыгала. «Да он весь в Свинареве. До ихних плясок деревня рожью жила, поля стояли, а как доплясались, так все. Борщевик сплошной». И тут в голове вспышка. Я ведь не назвался, а тетка меня по имени. Я вообще не люблю представляться, в школе высмеивали, в институте удивлялись. 21-й на улице век, а человек Яша. Родители не солидным Яковом назвали, а вот прям Яшей, так в свидетельстве записали. А потом выкинули меня в детский дом. Я толкнул Киру локтем, она отмахнулась, не мешай, мол, пишу. «Мужик топором медведя посек, тот сбежал, а на земле срезанные руки остались». «Руки?» «Ну, лапы медведя. Мужик их на куски порубал и в борщевик кинул, спать лег. А ночью медведь вернулся, и за место лап у него соцветие. Загрыз мужичка и стал по Свинареву дурным ходить. И где шел, там семя из цветков осыпалось. Так все Свинарева и засеял». Кира писала словно в трансе, карандаш с гипнотизирующим звуком царапал бумагу. Солнце пускало в купе через мутноватные окна безбилетных зайцев. «Это ящер им подготовил. Когда ждется сыночка, так наружу всползет, всех наградит. Но Свинарева гнилое. Давайте, родные, к нам». Мать умоляюще посмотрела на меня и угловато искривила руки в жуткой пародии на мольбу. «Буду тебе бабкою». Мы сошли на следующей станции. Сумасшедшие соседи пытались нас задержать. Малыш дал мне по уху, а я расшиб ему нос. Пешком мы шли 9 километров по брошенной проселочной дороге. Вокруг было зелено и приятно. Ни людей, ни борщевика. А потом настала Свинарева. Во мгновение ока отступил пырей и сдался мятлик. Земля пожелтела, точно всосала в себя часть солнечного света. Всюду, куда дотягивался взгляд, расстилались заросли борщевика. Стебли в Кирино запястье толщиной уходили в небо, на 2 и на 3 метра. Мертвые зонтики, заполненные семенами, качались на ветру. Кира уже забыла о купейной неприятности, шла со мной за руку и перелистывала заметки. «Человечка бы найти». На ловца и зверь. Я увидел стоящего поодаль мужика в соломенной шляпе. «Зверь. Бррр». Кира поежилась. «Байку теткину вспомнила». Поверила, что палеосвинаревцы с медведями оргии закатывали. «Ты нормальный вообще?» «Нет, конечно. Но история мерзкая». Кира повернулась к мужику и крикнула. «Здравствуйте, добрый человек». «Ты его еще селянином назови», — посоветовал я. «Чего надо? Кто такие?» Мужик пережевывал и выплевывал слова, но недовольство его почему-то выглядело картинно. «Я Кира Хмурнова. Это мой муж Яша. Мы тут собираем материал для
газеты». Улыбчиво и нарочито разборчиво, будто говорила со слабоумным, ответила Кира. «Ох!» — мужик искренне обрадовался. «Трахтель-ёхтель, ну и пойдем!» Кира посмотрела на меня с победным блеском в глазах. Слопал, мол, вежливость города берет. Всю дорогу мужик рассказывал истории, и Кира их с восхищением записывала. «Прикатил к нам губернатор. Родом он с Нижнего Пищака, большая была семья, но всех по наследственным делам убила». «Из-за наследства?» «Так точно, мать пила, отец пил, братья пили, и все от пьянки околели по-наследственному. И губернатор пришел, расколдуйте от пьянки. Стоит мародер в одних трусах, на титьках живопись со Сталиным, лык не вяжет. Но мы не дураки и знаем, чего делать». «И чего, если не секрет?» Карандаш порхал в руках у Киры. «Сперва яйцо побитое закопать, тогда курья лапа вырастет, когтями вверх. Дальше над лапу закопать. Кура вырастет. Потом «Курицу закопать». «Чего мелешь-то? Подохнет кура, если закопать. Ее съесть надо, и тогда пьянка сойдет». Губернатор съел и стал тверезый. После в столицу перешел, министром скоро будет. «Мудро». «Еще как. Как бы не он, так нам тут бы уже все спололи и пожгли. Если не государственные, то эти, с пищаков». «О, с нами как раз пищаковцы ехали. Женщина с сыном, кабанчиком таким». Стухшей Таньке 60, а сопли с носа все висят. Ее мать во время плясок затанцевали. Танька загоревала и сбегла. Потом опомнилась. Настругала приплод и Яшей назначила. Думала, простит ящер. Но лже-Яша у нее получился. На шибалете запнулся. И сына он сделать не умеет. Вот хотел твоего Яшу забрать. И через него уже все просить». Чего? Мы шли, проломанной сквозь борщевик тропой, а потом выскочили на поляну. В центре стоял плетеный стол, подле выкрашенное золотом кресло. На столе мед, орешки, ржаная каша. «Лучше не ешь», — шепнула мне Кира. «Помнишь историю про пляски и собачий бунт? Мне кажется, это был эрготизм, отравление с парыньей. Да и сейчас все, смотри, чудные. По-моему, мед у них с борщевика». С каждой минутой мне становилось тревожнее. На поляну стекались люди, толпой они вызывали ощущение гнетущей неправильности. Все жевали. Крупная женщина громко и растерянно заговорила, подозвала Киру, стала что-то объяснять. Я повертелся и увидел на краю полянки мальчишку. Он палкой колотил стебли борщевика. Заметил, что я смотрю, и протянул эту палку на манер меча. Я качнул головой. Мальчишка с возмущением пожал плечами, мол, как это? Презреть такое развлечение. Подошла Кира и, почему-то смущаясь, взяла меня за руку. «Слушай, тут такое дело. Помнишь, ты в такси мне слово читал?» Она достала из кармана бумажку, расправила и попросила. «Можешь еще? Для всех». Я встревожился сильнее. «Прочитаю. А потом обратно сядем на поезд и домой. Идет?» Кира насупилась, но потом кивнула. «Ладно, эй, внимание!» — крикнул я. «Сейчас все будет!» Гул затих. Я громко прочитал слово с бумажки, и все взорвались криками восторга. Киру снова подозвали. Я сделал пару шагов к мальчишке, игравшему с борщевиком, и тихонько спросил, что происходит. «Сейчас в Яшу будем играть», — ответил он и рубанул по стеблю. Я сидел в золотом кресле и грыз орешки. Кира стояла за спиной и жалобно тараторила. «Худрук, как узнал про тебя, сразу мне созвон с Минкультом, а там такой серьезный мужик. А чего бы вам, Кира, не сделать вербатим про борщевик? Он мне и деревню назвал, и бумажку со словом дал. Пусть муж вслух прочитает. Если сможет, тогда зеленый свет». «И зачем? Не пойму. А я ведь сама не могла, как будто ватой рот забивала. Показывала Ленке, и она не смогла. А ты так легко». «То шибалет», — пояснил невесть откуда возникший мужик в соломенной шляпе. «Шиба... что?» «Особенное слово для проверки. Только настоящий Яша умеет его правильно прочитать и выговорить». На поляну прибывали люди. А вон и Минкульт. Я увидел крепыша в костюме. У Киры подкосились ноги. «Как?» «Тоже бывший губернатор наш», — пояснил Шляпный.
Его мы курьей лапой от водки отремонтировали. Теперь он культура». «Кирочка!» — просиял подошедший Минкульт. «Ночь была медовой. Извиняй, не успел утром сказать. На интервью умчал. Я бы повторил, но уже, конечно, никак». «Прости, Яшка!» Кира вдруг завыла, поползла и обняла мои колени. «Я не знала. Я так хотела вербатим. Я же... Прости!» «Да что тут творится?» — заорал я. Попытался рывком встать, но будто прилип. «Яшка! Яшенька!» — плакала Кира, цепляя меня за ноги. Кто-то схватил ее за волосы и выдернул из-под трона. Люди тем временем выстроились в фигуру, напоминающую соцветие борщевика. В центр вышел Минкульт и заговорил поставленным голосом. «Дягель с-под земли идет!» «Идет!» — гаркнула в торе ему толпа. «Ящер под землей спит! Спит! Согнал его со змеевых валов богатырь Погонь! Погонь! Сидит наш Яша на стуле золотом! Золотом! Щелкат орешки каленые, бабам посулены! Посулены! Хочет ящер сына Яшу увидать, его лживу бабу наказать! Наказать!» К Минкульту подволокли Киру. Ее раскрытый рот был залит вязким, глаза закатились. Борщевичный медок, сок ящера. Сперва из него грибок на рожь споднялся, и люди танцевали, учились слушать ящера. Потом из его жил борщевик расти пошел. Зачем-то пояснил мне Шляпный. Иногда люди чуют, что не их сын, а ящера. Тогда и называют Яшей, чтобы отец умел его найти. И кто ему чадо покажет, тому награда. Людское соцветие задвигалось. «И лже-Яшу разорвать! Разорвать!» Громыхнула толпа, и я увидел, что вынесли человека. С трудом я признал в нем Танькиного малыша из поезда. Кисти были отрублены, в кровоточащих срезах торчали соцветия, из рукавов выпадали игральные карты. Лицо почернело, раздулось и походило на морду медведя. Меня замутило. Я почему-то вспомнил дурацкую детдомовскую шутку. Если блюешь вперед, это пустить ленту, а если на себя, то надеть галстук. В воздухе сверкнуло, почудилось, что кто-то достал зеркальце. Зеркальце обернулось ножом, и Минкульт крест-накрест вскрыл Киру. Я завизжал, как ошпаренный поросенок, потом пустил ленту и надел галстук. Я вынырнул из темноты и ощутил движение. Слава богу, в поезде. Домой. Подумал. И тут же понял, что это не поезд, а тележка. Шевельнул рукой, ногой. Получилось. Несло коровником, слышались далекие выкрики и просьбы. «Идет! Смотреть сына хочет! Дай мне здоровье! Царь мой, награди министром!» Я с трудом обернулся. В шее как будто что-то отломилось и теперь мешало. Тележку остервенело толкала Танька. Глаза у нее были безумные, под носом блестело. «Забрали они малыша. Не успел он мне, Яшеньку, а я ж потомственная бабка. Ну так другого Яшу себе прибрала». Танька объяснялась с пустотой. Я попытался притормозить ногами, но все вокруг вдруг затрещало, и вдали восторженно заорали, завыли и залаяли. И Танька, только что сосредоточенно меня толкавшая, бросила тележку и кинулась к гигантскому борщевику. Начала, одурев по обезьяне, на него карабкаться, но стебель чавкнул и преломился. Танька упала, тут же стала извиваться и хрустяще танцевать, корчилась на земле, словно жук, которому срезали голову. А потом сверху обрисовалась исполинская чешуйчатая фигура, и запах коровника сменился вонью гниющего мира. Чиркнула. Танька закончила виться, легла с мраморным лицом возле поваленного стебля борщевика, точь-в-точь картежник из моего детства, вытянулась и со счастливыми криками пошла выбрасывать из живота 8 кишок. «Как же хорошо! Внучка рождаю!» Пахло мертвой прелью. Я зажмурился и против своей воли надел галстук. Кое-как почистился и вдруг вспомнил, как важно было дать для вербатима сейчас что-то внутреннее,
нежданное, и этим все закончить. Может, надо что-то просить, умолять вернуть мне Киру? Тогда я набрал воздуха, открыл глаза, увидел перед собой затянутый мембраной зрачок отца и... не сказал ничего. Черт номер 8. Максим Ишаев. Туннели. Часть 1. Дом. Дом стоял в конце улицы на окраине деревни, где дальше за оградой раскинулся во всю ширь степи бескрайний мелкосопочник. Дед не то чтобы сторонился людей, но держался особняком, ценил уединение. И дом был ему под стать, тихий и старый. Под ногами Артура Савина выли половицы всюду, куда бы он ни ступил, и скрип разносился по осиротевшим комнатам, как рассыпанный бисер. Сквозь пыльные окна и тюль с улицы падал серый свет. Между стекол, сложив молитвенно лапки, лежали белые, почти прозрачные трупики мух и жучков, похожие на маленьких ангелов. Временами с чердака доносились шорохи, и, будто поддерживая разговор, им вторил погреб. Погреб. Мысли пробудили в памяти запах земли, картошки и гниения. Но дед говорил, так пахнет жизнь. Вот только чья? Он умер на днях, не пойми от чего. Наверное, от всего сразу. Болезней, грязной воды, паленой водки и курева, тоски и одиночества. В общем, от старости. Так решил для себя Савин, когда накануне вечером в его квартире раздался трезвон телефона и ввинтился в череп саморезом, пока какая-то женщина из сельской управы объяснялась и без конца соболезновала, в голове бряцали колокольцы, многократно усиливая похмельную мигрень. Нашли в постели. Умер во сне. Других родных нет. Номер в блокноте. Савин слушал урывками, будто рассказу мешали помехи на линии. Отвечал односложно: «Понял, спасибо, приеду». Поел, принял душ, лег пораньше и на следующее утро отправился в деревню, где не был больше 20 лет, чтобы похоронить деда, которого почти забыл. После 2 часов езды, сперва через бор по трассе, отмеченной по обочинам кинотафами, затем по пыльным проселкам между полями кукурузы и подсолнуха, показалось село, зажатое в долине. Дом на окраине. Посреди стылой гостиной на 2 зеленых табуретках лежал обшитый бархатом гроб с трупом древнего старика. Савин несколько долгих минут вглядывался в обезображенное годами лицо. Оно казалось незнакомым и чужим, как иногда кажется незнакомым свое собственное отражение в зеркале, если слишком долго на него смотреть. Возникло чувство, будто все понарошку. Сколько лет было деду? Под 100? Больше? Может, он давно умер? Засох, словно жучок в окне между стеклами, или почернел и сгнил, как послед на солнцепеке. Но никто не заметил, а тело покоится здесь, в этом доме-мавзолее с тех самых пор. Посмертный костюм покрылся пылью, в уголках губ и глаз наросла пушистая плесень, на табуретках облупилась краска, паутина в углах. Дед походил на мумию обезьяны или большелобую куклу чревовещателя, и трудно было поверить, что раньше он дышал, говорил и ходил по земле. За полночь Савин лег в соседней комнате, но не мог уснуть. Он видел изголовье гроба через дверной проем в гостиную. Слушал, как тикает стрелка часов и дрожит холодильник, свистят сквозняки и скребут мыши. И где-то между этими звуками спрятался далекий крик из-под земли, придушенный красно-белой периной. Из окна на пол падала тень перекрестия рамы в лунном свете. Время текло незаметно. Савин перевернулся на бок, положил руку под голову и закрыл глаза. Представил зеленое поле, отару и широкое небо с маленькими белыми облачками. Поодаль сидел на лошади пастух с лицом, похожим на засохшую жвачку. На вершине холма торчали могилки. Вдоль горизонта виднелась гряда голубых сопок. Солнце висело высоко. 1, 2, 3, 4. Шел подсчет воображаемых овец. На 19-й внимание привлек скрип, слишком громкий в сравнении с другими ночными звуками. Савин разлепил веки и увидел деда.
Голова покойника торчала из гроба, заглядывала в спальню. Чересчур яркий, как луч прожектора, лунный свет падал на одну сторону лица, выбеляя ее до схожести с гладкой маской, и прятал другую в непроницаемой тени, отчего казалось, будто этой, второй половины, попросту нет. Паралич спеленал тело Артура в тонком покрывале, не шелохнуться, не вздохнуть, стопы увязли в простыне. Старик сел, вылез из гроба и, шаркая по половицам, стертыми подошвами побрел вглубь гостиной. Словно зубы спящего скрипели доски под поступью мертвеца, бряцали ордена и медали на мешковатом пиджаке, колени на каждом шагу с тошнотворным хрустом выгибались то взад, то вперед. Савин неподвижно лежал на кровати, но видел все так, будто шел следом. Он услышал скрежет ржавых петель. Крышка погреба распахнулась, обнажая бездонную утробу. В дом проник запах земли и пополз, как ядовитый туман. Старик дернул плечом и ступил на лестницу, хватаясь костлявыми пальцами за перекладины. «Деда, зачем ты туда полез?» Тщедушное тело покойника таяло в густой черноте погреба. Тьма карабкалась по костюму, проглатывая пуговицы, ордена и медали, и алюминиевый крестик на веревочке, лежащий поверх белой рубахи. За спиной раздалось эхо. Ветки стучали в окно, царапали по стеклу. С неба одна за другой падали звезды, рассекая ночь огненными хвостами, подобно зеленым молниям. Дед поднял омертвелые глаза и шепнул: «Туннели». Крышка погреба с грохотом упала за ним, и от шума Савин проснулся. Кто-то стучал в дверь. На пороге стояла маленькая старуха, соседка через 2 заброшенных дома. «На вынос!» — сообщила она и подслеповато прищурилась. Узнала Артура не сразу, а когда вспомнила, ее было уже не заткнуть. Тяжелая жизнь, больные кости, холодные зимы. И через слово вырывались строчки из молитв, скажет что-нибудь, и на середине фразы тихонько, будто от страха, что кто-то подслушает, начинает шептать «Отче наш» и постоянно крестится. «Мрак», — подумал Савин. Проводил к покойнику. «Славный был человек, добрый, порядочный», — помолчав, произнесла старуха. Она поцеловала мертвеца в высокий желтый лоб, похожий на ноготь курильщика. Из глаз выступили слезы и покатились по глубоким морщинам на щеках. Молясь, продолжила. «Столько хорошего людям делал. Всем старался помочь, никому не отказывал. Вспомнить хотя бы эту... сурчиху. Земля ей пухом, я ему говорила. Не давай ты ей денег, не надо. Все равно ведь пропьет и по долгам не в жизни рассчитается. Так она и пропевала. Тут же с этого самого порога бежала в магазин за водкой и тратила все до последней копейки. А сыну своему даже карамелек не могла купить. Как бишь его? Фу, ты забыла. Страшненький такой был, кривой, потеряшка. Помнишь?» Савин промолчал. «Помнишь, ну?» — не отставала старуха. «Нет». «Как же это? Вы ведь дружили с ним, пока он не пропал». Она отвернулась к покойнику и вновь начала шептать молитвы, осеняя себя крестом. Вскоре пришли еще гости, и состоялся вынос. Над двором тучей висел тихий ропот и плач. После того, как все вдоволь погоревали, мертвеца отвезли на сельский погост. Могилки торчали на вершине желтого холма. Заброшенный дом кладбищенского сторожа в тени карагача зарос колючим татарником и напоминал кирпичный мазар. Примечание. Мазар — надмогильное сооружение в мусульманской погребальной традиции. Мавзолей. Конец примечания. Вдоль ржавого забора тянулись кусты конопли и крапивы, а по обочинам узкой тропинки и между могил сутулил стебли пожухлый типчак. На языке ощущался вкус земли. Гроб положили в неглубокую яму. На оградках, надгробных плитах, крестах и звездах, на ветвях деревьев сидели вороны. Черные запятые. Они прыгали с места на место, наблюдая за похоронами. Тучи застыли в небе клоками мокрой ваты. Вдалеке на вышке стояла кукла-погранца. Савин долго смотрел на нее. Вот сейчас она вздрогнет, потянется всем телом, под незримыми нитями и, наконец, оживет. Направит винтовку, которая тоже станет вдруг настоящей, в сторону людей на погосте и начнет палить. Бах! 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 Эхом долетели выстрелы из прошлого. Вороны с граем сорвались с мест, будто тоже их слышали.
Когда это случилось? 2 года назад? 3? Толпы людей на площади, грязный от пепла снег, красный от крови, транспаранты, рупоры, лозунги, щиты, дубинки и автоматные очереди, приказ стрелять на поражение, город в слезоточивом тумане под куполом глушилок, крики и тишина. И крики. Рука на плече вернула в настоящее. Савин оторвал взгляд от вышки и пропустил могильщика с лопатой. Посмотрел в яму. Каждый подходил и бросал на гроб по горстке земли. Старуха-соседка отсыпала немного из кулака, а остальное, будто пригоршню изюма, сунула в беззубый рот. Другие тоже что-то жевали. Шли вереницей серые тени, которые, казалось, могли растаять в любую секунду от дуновения ветра или прямых солнечных лучей. Могилу зарыли, и над ней вырос маленький холмик. Поставили крест, положили венок и цветы. Люди понуро покидали кладбище. Но Савин все стоял. Ему захотелось откопать и вскрыть гроб, чтобы убедиться еще раз. Дед умер. Он не уполз в туннеле. Их не существует. Не спрятался в погребе. Не положил вместо себя чучело вроде погранца с вышки и не проснется ночью от удушья, скованный тьмой и бархатом. Больше не надо возвращаться. Некуда. Даже если захочешь. Гостей на поминках собралось немного. Лица проступали сквозь пелену табачного дыма, безжизненные, бледные, как комочки липкой кутьи с глазами-изюминками. По скатерти шарили тусклые взгляды и костлявые пальцы. Горькая водка, пресная закуска. Казалось, Савин пьет среди мертвецов в компании мумий и скелетов. Он поднял рюмку, хотел что-то сказать, но не смог. Кто-то шепнул: «К покойникам возвращаться-то легче, чем к живым, а?» Рядом сидела старуха-соседка. «Что?» «Говорю, давно тебя, Артур, видно не было». «Ага», вспомнилось. «А Вова Беляков тут живет еще?» Бабка задумалась, пожевала губами. «Умер 15 лет назад. В поле работал. Мужики рассказывали, мол, комбайн заглушил, выбрался из кабины и под ножи зачем-то полез. И тут эта махина взяла, да и поехала сама по себе. Володю в молотилку заживал, а комбайн дальше покатил. Прям так, без водителя, будто бес в него вселился. И до лесополосы. А там застрял да заглох». Сердце бухнуло в грудь. За окном густел вечер. Вокруг ни одного фонаря, черным черно. Но гости будто и не собирались расходиться, как если бы им некуда было идти. Или жили они тут же, в столовой, и спали под лавками. Савин выпил еще стопку, молча встал и вышел на улицу. В голове гудело от водки, в тумане моросил мелкий дождь. Сел за руль, завел двигатель. Лучи фар выхватили из тьмы грунтовую дорогу, ограду заросшего травой сельского сквера, березовую рощу. По ту сторону забора виднелся обелиск, памятник участникам ВОВ из местных. Рядом статуя солдата. Дальше таращилось пустыми окнами здание заброшенной школы. Захотелось позвонить. Савин достал из кармана телефон и прищурился. Сети нет. Кто бы сомневался, ну и хер с ним. Аня все равно не взяла бы трубку, а у сына папа в черном списке. Так решил суд, Сава. Если хочешь увидеться или поговорить, предупреждай заранее. И не надо меня запугивать, не сработает. За 10 лет жизни с тобой я свое отбоялась. Мобильник полетел на пассажирское сиденье. Савин вытащил из пачки сигарету, но зажигалки в карманах не нашлось. Наверное, выронил в столовой или на кладбище, или еще где. Возвращаться на застолье живых мертвецов не хотелось. Пошарил в багажнике. Взгляд упал на рукоять пистолета, скользнул по стволу, задержался на черном зрачке дула. Всегдашняя мысль проморозила сердце и тут же растаяла. Ложась в постель, почти каждую ночь Савин прокручивал в голове все возможные способы покончить с собой, зная при этом, смелости воплотить в жизнь хотя бы один из них ему не хватит. Он мрачно глянул на желтые окна столовой, и краски обрели другой, более зловещий образ. Липкий от крови пол, разбитая посуда, тела, как разбросанные ребенком куклы. Казалось, от пистолета исходили невидимые волны. Шепот где-то в глубине черепа, будто засевшая между извилин заноза. В лучах фар за оградой сквера мелькнула тень. Собака, птица. В тумане казалось, кто-то прячется среди глазастых берез, стоит неподвижно и смотрит, сливаясь кожей с белой корой.
С минуту Савин буравил рощу тяжелым взглядом, зыркнул на рукоять пистолета. Может, выйти проверить? Ну уж нет. Пьяно ухмыльнулся, захлопнул бардачок и выехал на дорогу. Вернувшись в дедовский дом, Савин рухнул на диван и закрыл глаза. Во тьме вспыхивали и тут же гасли огни, голова тонула в пуховой подушке, крутилась будто в центрифуге. Тело размякло. Проваливаясь в бездну сна, оно свободно падало, выделывая сальто и кувырки, росло и пухло, пока не стало размером с пятиэтажку. И теперь Савин все равно, что Гулливер среди лилипутов. Монтажная склейка, и перед взором возникла темная гостиная. Проснулся. Все кажется знакомым, но другим. Предметы в комнате вытянуты и отбрасывают длинные тени. Диван медленно покачивается, как лодка на волнах или колыбели. В окно заглядывает луна, и кратеры на ней напоминают глаза на березах. Снаружи доносится шум дождя, по стеклам стекают капли. Мучила жажда. Савин попробовал встать, но не смог, прислушался к ночным звукам. Представил, как сцену из второсортного ужастика: ливень размывает свежую могилу, мертвец выкапывается из земли под канонаду грома и вспышки молний, распугивает ворон, спускается с круглого холма взад и вперед, выгибая коленки маятники, переходит по хлипким мосткам через яр, вынимает из петли крючок, открывает калитку, заглядывает в окна, стоит у крыльца. Постель укачивала до тошноты. В углу гостиной загорелся экран пузатого телевизора. На белом фоне возникла синяя надпись. «Сега». «Сега». Вторя ей затрещал голос из динамиков. Изображение померкло, появились неразборчивые строчки, а потом картинка с яркими, насыщенными цветами: синим, красным, белым, желтым, пиксельное море, облака, водопады. Посередине висела крылатая эмблема с Соником. Мультяшный ежик водил пальцем в перчатке из стороны в сторону и рябил. Играла музыка заставки, но медленнее, чем должна бы, будто ей трудно было пробираться через густой мрак гостиной. Заунывный скрежет заставил дышать чаще в такт сердцебиению. Из пола, куда падал рассеянный свет кинескопа, вырос черный квадрат — крышка погреба. Дед не выкапывался. Он словно крот прорыл нору от кладбища до самого дома и ждал, в подполе, пока внук не вернется с поминок. Старик сам сказал, он теперь живет в туннелях и жрет землю. Он спросит: «Артур, почему ты не приезжал? Куда пропал Коля? Ты был последним, кто его видел. Что с ним случилось?» «Деда...» Крышка беззвучно опрокинулась на пол. В разноцветном сиянии телевизора возник силуэт. Лохматая голова, кривые покатые плечи. «Деда...» Эхом отозвался чужак без какого-либо выражения. Он вылез и на четвереньках, по обезьяне, направился к дивану, стуча когтями по половицам. В комнате запахло вонью немытого тела, кислым потом, землей и гнилой картошкой. Мелодия из телевизора играла все медленнее, растягивая ноты. Из-за плеча чужака Соник водил пальцем и ехидно улыбался. «Даже не думай, тебе никуда не деться». «Это не мой старик», — понял Савин. «Кто-то совсем другой, даже не человек». «Кто ты?» «Кто ты?» «Не подходи!» Вновь попытался встать, ничего не вышло. Двигались только глаза, язык и губы, все остальное будто омертвело. «Не подходи!» Передразнил лохматоголовый. Он выпрямился во весь рост, прихрамывая, подошел к дивану. Сутулый, кособокий, с большими длинными руками и ладонями, похожими на лапы крота. Савина накрыла тенью. В лицо дохнуло зловонием, щеки горели от нестерпимого жара, будто плавилась кожа, и тонкая, тихая, сродни мушиному жужжание, пробивалось сквозь зубы чужака и заползало в уши, как бычий цепень. Оно оплетало мозг сетью, заполняя борозды своим гибким ленточным телом. Лохматоголовый наклонился ниже, и вонь сделалась нестерпимой. Мозолистой ладонью он закрыл Савину рот, заткнул пальцами нос. Стало нечем дышать. Чужак качался из стороны в сторону, вместе с диваном и всей гостиной. Стены кренились, угрожая сложиться, как пластиковые карты. Длинные тени дрожали в свете луны, расплывались в глазах. Музыка теперь звучала откуда-то издалека, из-под земли,
из недр яра, из-за холмов, сквозь багровый туман, из могил и туннелей. Туннелей. Савин вздрогнул всем телом, опустил веки и растворился в биении собственного сердца. К горлу подступил осклизлый ком. Сблевав на ковер, Савин вскочил с дивана и злобно дернул крышку люка. Из погреба на него уставилась тьма, бездонная и сырая. Казалось, яма больше, чем должна быть, и простирается на сотни километров вширь и на тысячи вглубь до самого центра земли. Но внутри оказалось пусто. Никаких чудовищ и живых мертвецов. Луч фонарика в телефоне с трудом достигал дна. Вдоль стен стояли деревянные полки, на которых, покрытые пылью и паутиной, хранились банки с оленями. Отразив свет, что-то блеснуло рядом с нижней ступенькой лестницы. Савин сунул голову в пасть погреба и пригляделся. Это был ключ. На кухне желтыми сосульками свисали ленты мухоловки. Коньяк стыл на дне граненого стакана. С вечера. Снаружи к окнам липло дождливое утро. По сточному желобу вдоль карниза бежала вода и падала в грязь, выкапывая лунку близ опустелой собачьей конуры. В паре-тройке мест с потолка капало в заранее поставленные под течи ведра и тазики, уже почти полные. Кроме размеров ключей не было ничего необычного. Ни дверной, ни навесной замок таким не запирают. Слишком мал. Савин затушил бычок, а холодец на разделочной доске. Встал и подошел к умывальнику. Плеснул в лицо застоялой водой. Глянул в мутное зеркало. И почему? Все здесь должно быть таким убогим. Так было всегда или только сейчас стало? Дом напоминал труп на обочине проселочной дороги. Кожа на нем сползает бледно-желтой штукатуркой, осыпается, пораженная плесенью, набухает от влаги землистыми бубонами. Как цветы распускаются бурые гангрены в углах под потолком. Ребра половицы трещат и стонут, а на шиферном своде черепа пролегают трещины и зияют дыры. В дождь и в зной, в грозу и в туман труп смотрит в небо окнами, глубоко запавшими в облезлые рамы. Его погреб-желудок гниет изнутри, источая сквозь трещины, поры, вонь, разложение. Живот чернеет и поднимается, словно тесто на дрожжах, в нем закисают лиловые кишки. Еще немного, и кости дома рассыплются в труху. Почва впитывает тело, как губка. Оно станет гумусом, тенью на земле. Савин вытер лицо полотенцем. Вышел из кухни, минул гостиную и оказался в комнате, что помещалась через стенку от той, где он провел первую ночь. Это была дедовская библиотека-спальня, место, похожее на хранилище снов и книг. Старый архив, в котором пыль собирали никому не нужные энциклопедии давно исчезнувших или никогда не существовавших стран. Подшивки газет и научных журналов, фантастические романы, сборники и руководства. Однажды, когда Артуру было 9, на глаза ему попалась небольшая книжица в мягкой обложке, из которой он ничего толком не понял. Быстро бросил читать, но целый день, как завороженный, разглядывал рисунки странных тракторов и комбайнов, что, казалось, были построены из железа и живой пульсирующей плоти, из костей и стекла, из резины и кишок, из различных частей тел животных, людей и птиц. Мальчик смотрел на иллюстрации и представлял, как по желтому полю, под синим небом, едут чудовищные машины без водителей и цели, трубят и визжат, выкорчевывая, перемалывая и уничтожая под гусеничными лентами все на своем пути, потому что такими их создали. С того дня Артур стал чаще захаживать в дедовскую комнату. Брал с полок книги, но не столько читал их, сколько любовался картинками и придумывал к ним истории. И он хорошо запомнил сундучок под койкой старика. Небольшой, зеленый, окованный жестью по углам, он походил на пиратский клад или сказочный ларь. В детстве заглянуть в него было настоящей мечтой, но дед держал свой тайник запертым на ключ. В библиотеке спальни все выглядело по-старому, только паутины в углах прибавилось. С черно-белых портретов на стенах смотрели мертвецы, родители, братья и сестры деда, а с улицы утро. Савин опустился на четвереньки и нащупал под кроватью сундук, мысленно уже расплачиваясь с долгами. Хорошо, если внутри деньги. Еще лучше, если денег окажется много. Свет упал на пыльный увесистый тайник. Воображение нарисовало пачки банкнот, сотни, тысячи тысяч. Ключ скользнул в замочную скважину, но внутри заупрямился. Савин попробовал в одну сторону, потом в другую. Сердце неслось галопом. Наконец засовы поддались. Он помедлил немного, глубоко вздохнул и поднял крышку.
Долгие, как вечность, секунды он не двигался и молча, отупело смотрел на содержимое сундука. В нем лежала земля. Черная, рассыпчатая. Она наполняла тайник до краев. Савин запустил в нее пальцы, нащупал и достал фотографию, смахнул грязь. На снимке он сам. Белобрысый мальчик лет 10 сидит перед телевизором с джойстиком в руках и играет в Сега. На экране рябит пиксельное небо Соника, а рядом ждет своей очереди, смотрит в камеру, улыбается с той стороны. Гоблин. В лицо из степи дул теплый ветер. Пахло полынью. На склоне холма, неподалеку от кладбища, собрались встречать коров жители окрестных улиц. Но пастух со стадом задерживался, и люди замерли в ожидании, словно тени. Одни сплетничали, другие шутили, третьи смеялись, а Артур краснел от стыда и дрожал от страха. «Чё, Сава, за гоблина теперь впрягаешься?» Мозолистая ладонь Вовы Белякова легла на шею. «А если я пизды ему дам, чё тогда сделаешь?» Рядом стояла Аня и хмурилась, скрестив руки пониже груди, отчего те казались круглее и выше. Щеки Артура полыхали, будто от десятка оплеух. Широкое и плоское, как сковородка, лицо Вовы придвинулось вплотную. «Чё молчишь, городской? Язык в жопу засунул, черт, блядь!» В ребра боднул тяжелый кулак. От неожиданности Артур охнул. Закрыл бок ладонью, словно поймал пулю, скривился. Затравленной собакой глянул на Аню. Стыдно. «Вов, ну хорош». «Да ладно тебе! Я это так, в полсилы!» Из-за холма вместе с ветром долетел коровий рев, и тени сдвинулись, поползли вверх по склону. «Равного себе найди». Бросила Аня и прошла мимо. Вова достал сигарету из-за уха. «Моих тоже забери, я тут подожду!» — крикнул ей вслед. «Все, Сава, гуляй!» Под зад прилетел ощутимый пинок. «На ход ноги!» Хорошо хоть Аня не видела. Артур как мог быстро нашел в стаде дедовских коров и теперь спешно спускался с холма, размахивая прутом. Рядом трусил Лютый, веслоухая дворняжка, похожая на лису. Впереди, разгоняя хвостами мух, покачивали толстыми боками две телки. Прошли по дну яра, поднялись на улицу. Вот уже и дом. Ограда. Калитка. Дед курил на крыльце и задумчиво смотрел себе под ноги, обутые в бурые галоши. Бабушка что-то крикнула с веранды, Артур махнул ей. «Хорошо!» Но сам не разобрал ни слова. Он думал о другом. Прикидывал, где и как будет мстить гоблину. «Куда-то собрался?» — поднял голову старик. Седые кудри торчали чубом на лбу, рот прятался в усах. «По делам». «Смотри-ка, у тебя тут дел тоже хватает. Надолго не пропадай». «Ладно». Артур мог бы оставить разборки на потом, но не собирался ждать ни секунды, хотел покончить с этим сейчас. Гоблин жил ниже по дороге, пара минут быстрым шагом. Мимо неспешно шли жители соседних домов и улиц, провожая скотину. В небе над деревней в вечерних сумерках ярко сияла луна, загорались первые звезды, а внизу фонари, хотя до темноты время еще оставалось. Из яблоневого сада долетал одинокий зов кукушки, из яра вечерний грай галок. По дороге ехал красный трактор, пыхтя и пуская дым из трубы. Вид ее напоминал тлеющую сигарету в дедушкиной руке. Казалось, старик никогда с ней не расстается, поэтому и пахнет, как пепельница. Коля — хороший мальчик, но невезучий. Мало того, что без отца растет, так ему еще и от местных достается. Дети, они ж злые бывают, хуже взрослых. Но ты на них не равняйся. Друга лучше тебе не найти, и помяни мое слово, — говорил дед. Артур нахмурился и смачно, с чувством харкнул в траву. Крыса он, а не друг. Когда подошел к дому Сурковых, Коля сидел на корточках во дворе, играл с кошкой. «Здоров, Сав! Пойдем прогуляемся. Разговор есть». Гоблин на секунду замешкался, потом кивнул. Крикнул матери, мол, скоро вернусь. Она доела коровы и не обратила внимания. Из железного ушка выскользнул крючок, повис на калитке, как маятник. Скрипнули петли. Коля, ссутулившись, вылитый горбун, шел вслед за Артуром. «Куда идем?» «Недалеко». В конце улицы друзья свернули в узкий проулок между домами. Лица щекотали высокие кусты конопли, пахло сиренью и навозом. Вышли на небольшой пятачок, поросший по краям крапивой. Впереди лежала дорога, а за ней окруженный оградой сквер. 3 беседки в разброс, увенчанный звездой обелиск, березовая роща.
Вдоль аллеи тянулись пустые скамейки и клумбы с рыжими цветами, а за сквером находилась старая заброшенная школа. «Пошли!» «Туда? Зачем?» Коля замедлил шаг, встал на месте. «Сава, что случилось?» «Ничего, я же сказал, разговор есть. Не хочу, чтобы нам кто-нибудь помешал. Ты че, боишься?» Гоблин смотрел мимо Артура на серые руины, сглотнул слюну, и кадык на тонкой шее дернулся, как поплавок. «Нет». «Ну и все тогда. Идем». Друзья забрались внутрь через окно на первом этаже. Быстро прошли то, что раньше было классным кабинетом, а теперь общественным сортиром. Пересекли коридор, вылезли с другой стороны и оказались в небольшом внутреннем дворике. На земле здесь валялись пластиковые и стеклянные бутылки, осколки, кульки с остатками клея и целлофановые пакеты, грязные тряпки, вскрытые консервы и целое море окурков. Помойка, одним словом. Коля робко осмотрелся, теребя пальцами край футболки. Артур почти слышал, как от страха быстро бьется сердце приятеля, и в мыслях возник образ кролика, сбитого машиной, но еще живого. «Мне тут не нравится. О чем ты хотел поговорить, Сава?» «О том, какая ты крыса». Гоблин тупо уставился на друга. Сложил руки пониже живота, словно футболист в стенке. Открыл рот, но ничего не сказал. Артур вгляделся в лицо напротив, как если бы впервые смотрел на него незамутненным взглядом. Мясистый нос картошкой. Низкий лоб пещерного человека. Кривые зубы, словно бог, создавая Колю, просто швырнул их горстью ему в рот. Сросшиеся густые брови походят на волосатую гусеницу, а два маленьких широко расставленных глаза на дырки в уличном туалете. В Средневековье гоблин мог бы стать королевским шутом или жертвой костра. В прошлом веке звездой цирка уродов или помощником безумного ученого. Вспомнилась жуткая байка, будто Коля сожрал брата-близнеца в утробе матери и поэтому с рождения выглядит как людоед. «Зачем ты сказал Вовчику, типа я за тебя впрягаюсь? Он только что наехал на меня». «Сава, я не говорил». «Встань нормально, блядь, бесишь!» Артур схватил приятеля за локоть, рванул на себя. Гоблин тихо зажужжал, но не убрал руки с паха и не сдвинулся с места. Уперся в землю ногами, словно пустил корни. Скособочился. «Ровно встань!» Удар. Вышло само собой. Кулак встретился с костлявой грудью, глухо стукнул и отскочил. Коля зашипел, пугливо округлил глаза, а потом побежал. Прочь! Подальше от Артура, в другой конец дворика, как в угол ринга, где высоко торчали над землей заросли конопли. Тонкий силуэт в сумерках, кривая тень, неуклюжий шаг, нелепые взмахи руками, беспокойное, громкое теперь уже жужжание, будто во рту беглеца кружат пчелы, бьются в зубы, жалят в десны, а вместо головы на плечах — улей. «Коля, стой!» Артур уже собрался догнать приятеля и попросить прощения, но его остановил собственный смех. «Ха-ха! Гоблин напоминал большое насекомое! Ха-ха-ха! Перепуганную насмерть долговязую муху, которой повезло вырваться из паутины! Она не остановится! Сколько ты ее ни зови! Она летит на дерьмо! Ха-ха-ха-ха!» Коля подпрыгнул, зацепился за подоконник и исчез внутри заброшенной школы. Ледяная нить поднялась из живота и вцепилась в сердце. Савин скрипнул зубами, скомкал фото в кулаке, опрокинул сундук. На пол высыпалась земля, в ней копошилось несколько червей, и стало видно маленькое тело. Пухлая розовая ручка торчала из кучи, блестел стеклом зеленый глаз под щеткой ресниц. Кукла. Голова закружилась, замутила. Савин подошел к окну и посмотрел за ограду. Дождь уже перестал. Вдалеке под низкими облаками бугрились холмы. На вершине одного из них виднелись могилки. Взгляд скользнул вниз по склону, запутался в зарослях яра. На ветвях черными гроздьями теснились галки. Перед самым оврагом, боком к дому, стоял ржавый дедовский москвич без колес, капота и внутренностей. Лобовое стекло и фары разбиты. На передней двери надпись широкими мазками «БМВ». Излюбленное место для игр. Особенно в дождь. Артур обычно изображал таксиста. По ночам выползает всякая мразь, придет день, и ливень смоет с улиц всю эту падаль. А Коля притворялся пассажиром. «Можете спасти мне жизнь. Самолет через 25 минут. Если опоздаю, я покойник. Успею, и вы богатый человек». Кто-то возник в салоне за боковым окном. Местный мальчишка? Или просто свет и тень так причудливо падают на грязное в трещинах стекло? «Огонь!» В ушах зазвенело от фантомного залпа. Савин глубоко вздохнул, сдерживая приступ тошноты. В пищеводе будто извивалась и корчилась змея. Задернул шторы. Нужно найти деньги и убираться отсюда. Он распахнул дверцы шкафа. В лицо повеяло тленом.
вонью нафталина и застарелого пота. На плечиках висели рубашки, кофты и пиджаки. Один, самый нарядный, красовался орденами и медалями. Разве не в нем хоронили старика? Савин полез в карманы дедовской одежды, в них оказалась земля. Блять! Вытер ладонь о штаны и закашлялся. Горло зудело изнутри, словно в нем резались зубы. Он выдвинул боковые полки, но везде было одно и то же. Под верхним слоем черного гумуса прятались пластмассовые ручки и ножки, бабки и альчики. Птичьи черепа, ракушки, фотографии, ржавые гнутые гвозди и собачьи клыки, как находки в древней могиле. Примечание. Бабки и альчики. Таранные кости копытных животных, лошадей, коров, овец и так далее, используемые для игры и гадания. Конец примечания. Лязгнул лезвием кнопочный нож. Сталь клинка блеснула в тусклом свете. На подушках и матрасе с треском разъехалась ткань. Вместо пуха, перьев и ваты — земля. На пол, разбрасывая страницы, полетели старые книги. Лица на черно-белых портретах осунулись. Глубоко запавшие глаза их были теперь закрыты. Кожа обтягивала острые скулы и подбородки, как на посмертных снимках покойников. Савин зашелся в кашле и сплюнул под ноги густую грязную слюну. Выбежал из дедовской спальни, едва проскользнув в дверной проем. Пространство перед глазами пошло кругом. В нем ползали полупрозрачные черви, летали мушки. Кукольные пальчики хватали воздух, трепетали пластиковые ресницы. В доме стало тесно и душно. Стены и потолок сжимались в смертельной ловушке. Савин захрипел и выскочил на кухню. Вода тонкой струйкой текла из крана, под умывальником набежала лужа из помойного ведра. Стол кишел мухами. Вспугнутые, они разлетелись, наполняя комнату суетой и жужжанием. В нос ударили запах парного молока и мертвечины. На цветастой скатерти поверх хлебных крошек лежал бесформенный лиловый шмат плоти, завернутый в скотч. Из него сквозь щели в пленке сочился желтоватый гной и стекал в лужицу на столе. Кусок дернулся и издал крик, придушенный липкой лентой. Детский плач. Приступ кашля скрутил желудок узлом. Изо рта, под ноги, вперемешку с желчью посыпались куски мокрой грязи. Савина тошнило землей. Он опрокинул стол. Ложки, вилки, посуда с грохотом попадали на пол, звеня и разбиваясь на осколки. Поднял нож, грозя полчищем мух, в чьем жужжании мерещились радиопомехи, шум проводов, хор мнимых шепотов перед сном. Вонь мертвечины наполнила кухню. Савин прижал к носу рукав рубахи, попятился и через дверь в гостиную увидел. Из погреба торчит лохматая голова, подпирая макушкой люк. Лицо чужака пряталось в тени, и только маленькие, будто подсвеченные, как в старых, черно-белых фильмах, глаза были на нем различимы. Пару секунд они смотрели в упор, прожигая зрачками дыры в разуме, червоточины в прошлое. «Кто ты?» Чужак молча нырнул в подпол. Савин бросился к люку, рванул на себя. Темно и пусто. Ничего. Только банки, пыль и запах земли. «Вылазь, сука!» Тишина. Савин силой захлопнул крышку. Подвинул тяжелую тумбочку с телевизором, перекрыв ею люк погреба. Схватил со стола телефон и замер. На месте. На экране блокировки лицо сына было с закрытыми глазами. И такое же костлявое и серое, как лики мертвецов с портретов из дедовской спальни. Воздух вышел из легких, пальцы разжались, и память подбросила образ другого мальчика. Чуть постарше. Савин видел его в окне машины в момент выстрела. В интернете на странице с петицией за открытый суд, на плакатах пикетчиков у здания РУВД, требующих наказания для убийц в погонах, на мурале в центре города и на граффити с надписью «Вы не знаете, кто в меня стрелял?» в подземном переходе, на могильной плите. Мобильник лежал на полу экраном вверх. Портрет покойника исчез. Сын улыбался в камеру, розовощекий и застенчивый. Живой. Если бы Савин только мог дозвониться, услышать голос. Он представил, как набирает номер, подносит к уху телефон. Пип, пип, пищат гудки, и между ними сердце успевает стукнуть с десяток раз. Пип, пип. Наконец сын берет трубку, и кошмар рассеивается. Если бы. Савин наклонился и осторожно поднял мобильник. Будто картинка на экране могла вновь поменяться в любую секунду. Быстрым шагом вышел в прихожую, не глядя в сторону кухни. Надел ветровку, кроссовки. Из-за спины, разметав в клочья сонную тишину, раздался грохот разбитого кинескопа. По полу пробежала дрожь, как от подземного толчка. Савин не стал оборачиваться.
Он выскочил на крыльцо в хмурый день, запер дверь за собой и только тогда понял, какие мрак и удушье царят в доме. Свет, хоть солнце и пряталось за облаками, давил на глаза. Голова кружилась от свежего воздуха, словно до этого приходилось все время задерживать дыхание. Тропинка вдоль запущенного огорода размякла. Во дворе под подошвами хлюпала грязь. Шифер на крыше выглядел как мягкий, распухший от влаги картон. Машина стояла в ограде. Савин выдвинул ржавый засов и широко распахнул ворота. Полез в карманы куртки, сломанная сигарета, полпачки орбита, портмоне, служебная ксива. Где ключи? Оставил в замке по пьяни. Попробовал открыть дверь, заперта, значит, в доме забыл. Может, выронил по дороге? Или их забрали? Сука! На улице вновь начал накрапывать дождь. Капли падали на ветровое стекло, скользили вниз, к капоту. Ставлю на эту. Она первой докатится. Эхом долетел голос из прошлого. «А ты, Сава, ты на какую поставишь?» На несколько секунд Савин перенесся в детство в салон дедовского москвича. Впереди пыльная приборка и костлявый руль без оплетки. Рядом разинул пасть бардачок. Под задницей рваное, жесткое сиденье. Нос щекочут запахи солидола и ржавчины, снаружи машет ветвями черемуха. Еще пару недель, и можно рвать ягоды. «Сава!» — повторяет Коля с пассажирского места. «Я выиграл! Ха-ха!» Воспоминания растаяли, будто дворники смахнули с лобового грязный снег. Тюль неподвижно висел в окнах старого дома. Вот сейчас чья-то рука уберет занавеску, поманит за собой. Савин осмотрелся, поднял с земли осколок кирпича и разбил боковое стекло. Пронзительно завопила сирена сигнализации. Распахнул дверь, полез рукой в бардачок. Макаров словно сам прыгнул в ладонь и прижался к ней шершавыми щечками. Тут же нашлась недопитая чекушка коньяка. Артур проверил обойму, посидел в салоне немного, слушая, как разбиваются о стекло капли дождя. За воротами из яра выглядывали и тихо качали кронами деревья. Холмы набегали волнами на степь. Вдали между черных туч сверкнула красная молния. Савин дождался грома, 2 глотками опорожнил бутылку и выбрался из машины. Часть 2. Погреб. «Гулливер жил в этом доме до дедушки», — рассказывал Артур. Они с Колей сидели напротив старой стиральной машины, в баке которой варилась каша для свиней, и смотрели в огонь. Он был нелюдимый. Жил один, даже собак и кошек не держал, и ни с кем в деревне не общался. А выглядел как Распутин. Помнишь, я тебе фотографию в книге показывал? Ну вот, Гулливер был точь-в-точь Распутин, лохматый, бледный, бородатый, с черными глазами. Только выше ростом, настоящий великан. Говорят, он легко мог дотянуться до баскетбольного кольца на школьной площадке. А если очень надо, то сделаться еще длиннее. В деревне все дети и даже взрослые боялись Гулливера. Он был кем-то вроде колдуна. Ты слышал, наверное, такой стишок? Длинноногий Гулливер папу, маму, брата съел. Ночью ходит на погост, кости гложет, словно пес. Коля мотнул головой, мол, нет. Ну да, ты же недавно переехал, откуда тебе знать? Важно заметил Артур. Про Гулливера есть много всяких историй. Например, рассказывают, что однажды ночью он спрятался в кустах возле ограды соседнего дома. В небе светила луна, на улице не было ни души, и даже сверчки не стрекотали в траве. А потом вдруг раздался глухой хруст. Тык-тык, тык! И из зарослей между штакетников вылезла худая белая рука. Она вытягивалась, как удочка, наращивала на себе новые локти и изгибалась, пока не стала длинной-предлинной и смогла дотянуться до будки рядом с крыльцом. Собака соседей спала или просто боялась сунуться наружу, а рука тем временем шарила по земле пальцами, на которых суставов было раза в 2 больше, чем положено. Она нащупала и утащила в кусты железную миску. Гулливер плюнул в нее своей ядовитой слюной и вернул на место. На следующее утро собака поела из этой миски и тут же выблевала еду обратно, а заодно и собственные внутренности. Так и носилась на цепи, возле будки, с кишками, торчащими наружу через пасть, пока не сдохла. Артур выждал паузу, уступая тишину вечерним звукам. В утробе стиральной машины закипала каша, потрескивал костер. Со стороны ферм доносился лай, с пруда урчание жаб и кваканье лягушек. Где-то пел соловей. Из открытого окна дедушкиного дома на кухне жужжал сепаратор, а луна, казалось, гудела, как уличный фонарь. Артур встал с раскладного стула
и поднял крышку стиралки. Бак выдохнул клубы белого пара. В лицо ударил запах вареного ячменя. «Зачем же Гулливер убил собаку?» Она громко лаяла и мешала ему спать. Коля заерзал на пеньке и осмотрелся. «А что с ним стало? Ты сказал, он жил здесь раньше. Где он теперь?» «В могиле». Артур погрузил в кашу чугунный совок и стал медленно ее перемешивать. В ту ночь была сильная гроза и ливень. На небе ни звезд, ни луны. На всю улицу горел только один фонарь, да и тот не очень ярко. Гулливер возвращался домой с кладбища, как вдруг поскользнулся в грязи, упал и потерял сознание. А когда очнулся, увидел, что лежит в темноте. Он попытался встать, но не смог пошевелить ни руками, ни ногами, ни даже головой. Он попробовал закричать, но изо рта вырвалось лишь хриплое мычание. «М-м-м». Сначала Гулливер решил, что на него из-за убийства собаки напали соседи, ударили лопатой, связали, заклеили рот скотчем, как в кино. Но потом сверкнула молния, и на секунду вверху стали различимы квадратные отверстия типа окошка и ведущая к нему деревянная лестница. Когда Гулливер понял, что упал в погреб и сломал себе шею. Ливень все не кончался, капли падали Гулливеру на лицо, а он даже не мог отвести или закрыть глаза, и лежал в грязи, как сломанная кукла. Он мычал сквозь зубы. «М-м-м». Его суставы хрустели, кости трещали, парализованные ноги и руки вытягивались, пока не достали до земляных стен погреба. Внезапно налетел порыв ветра, и крышка с грохотом захлопнулась. Бах! Артур вытащил совок и закрыл стиралку. Когда через несколько недель Гулливера нашли, от тела уже почти ничего не осталось. Его смогли опознать только по росту и тюремным наколкам на спине, где сохранилось немного кожи. Глаза, уши и все прочее сожрали насекомые и крысы. Гулливера похоронили в другой части кладбища, подальше от остальных. Врыли деревянный крест, который очень быстро сгнил, а надгробие взамен или оградки поставить было некому. Ни родных, ни друзей не нашлось. Могила заросла травой, и где она теперь, никто точно не знает. Но временами по ночам, особенно когда гроза, молнии бьют и льет сильный дождь, можно услышать, как из-под земли доносится мычание и хруст костей. Вверху, окруженный тьмой, висел квадратный клочок неба, люк погреба. Через него в яму заглядывала лохматая голова, на которой, как и прежде, отчетливо видны были только глаза. Месяц занес над ней тонкое лезвие. Казалось, мгновение, и голова полетит вниз, словно срезанный серпом бутон подсолнуха. Мягко упадет и заговорит, ворочая во рту толстый язык и захлебываясь слюной. В углу окошка блестела вечерняя звезда и двоилась в глазах. Савин только их и чувствовал, будто больше ничего не осталось. Все прочее сгнило, растаяло в темноте подземелья. Кожа слезла с плоти, плоть с костей, а кости превратились в труху. Но еще были зубы. О них напоминала боль, нестерпимая резь в деснах. Он ощутил вкус крови, и тьма вернула язык. Небо, горло. Савин собирал себя по частям, словно вслепую, вылавливал из колодца кусочки конструктора. Вот шея, затылок, спина и плечи. Руки и ноги по-змеиному ползут к тулову, оставляя за собой осклизлые следы. Наконец и лицо становится болезненно целым, оно горит, будто в пламени, нос улавливает запах гниения, уши внимают вечернему граю. Савин поднял руку, собираясь выпустить пулю промеж подсвеченных глаз, что следили за ним с лохматой головы. Но пистолета не было, только покалеченные пальцы свернулись в подобие кулака. Стоило их увидеть, и кисть заполыхала болью. Боль пульсировала, разгоняя по сосудам огненные ручьи, словно внутри ладони кипятком бил родник. Каждый новый толчок воскрешал ощущение тела, а вместе с этим возвращалась и память, последний кусочек в пазле. Усталые веки опустились на глаза, и во тьме возникли сиденья машины, холодная тяжесть пистолета и запах грозы. Вроде были какие-то мысли, но все пропали. Скрип двери, капли падают на голову и плечи, под подошвой чавкает грязь. В ней копошатся черви, и улитки приветствуют дождь. В собачьей конуре таится тень и тихо, боязливо рычит. Затравленный рык навечно застрял в паутине по углам будки. Колышется тюль в окнах веранды, впереди ступени крыльца. Первая, вторая, третья. Из-за распахнутой настежь двери смердит. От тоски сжимается сердце, пистолет едва не выпадает из ладони, и мысль
Нет в мире места более одинокого и безрадостного, и сразу же за ней вторая. Нет больше сил идти вперед без оглядки туда, где ничего не видно, в точности, как в погребе черно. Что же это? Почему так страшно? Кости дрожат, немеют ноги. Но потом выстрелы, они будят, звенят в ушах. Савин спускает курок. Он стреляет по лицам на портретах. Те смотрят в ответ. И по замотанному скотчем куску мяса. Гладкая тушка плачет и дергается, как кролик в детских объятиях. Пули одна за другой впиваются в черную плоть погреба, бьют банки, в ядовитый смрад дома проникают запахи солений. Но чудовище не показывается. Его нигде нет. Сжечь. Третья и последняя мысль, такая ясная, почти осязаемая, что обдает жаром лицо. Сжечь. Повторенная вслух, она рисует в воображении языки пламени над крышей дома, над улицей, над всей деревней, а затем пепелище. Фантазии ослепляют, опаляют ресницы и брови. Савин выходит под дождь и встречает чужие глаза. В них пылают костры из его видений. В переносицу врезается твердый шишковатый лоб. Яркая вспышка, подкашиваются ноги. В голове гудит, будто о стенки черепа бьет колокольный язык. Изо рта вместо крика вылетает трезвон. Капли падают теперь не на макушку, на лицо. Барабанят по груди, животу и широко раскинутым рукам. Пальцы, сжимающие пистолет, хрустят под ударом чего-то тяжелого. Сквозь пелену Савин видит над собой силуэт чудовища из погреба. Космы падают на плечи, прилипая к бледной коже, подобно водорослям. Сутулая спина согнута в знак вопроса, из-за чего руки кажутся слишком длинными и свисают ниже колен. В одной из них зажат гвоздодер. Проходит всего пара секунд, долгих, как вечность. А затем вновь вспышка, и перед глазами загораются звезды, взрываются фейерверки. В ушах стоит звон и переходит в бесконечный пронзительный писк сродни телефонному гудку. Наступает тьма. Веки поднялись. В отверстии погреба висела лохматая голова. Грай стал громче, и на небо, затмевая луну и первые звезды, высыпали галки. Они летели, неся на крыльях ночь, словно не могли дождаться, когда уже стемнеет. Крышка погреба неслышно опустилась, и мир растворился в подземном мраке. Исчез. «Страшно?» Гоблин промолчал. «Иногда я просыпаюсь от того, что слышу мычание из-под земли и хруст. Типа такого». Артур щелкнул пальцами и показал на уличный погреб. «Прямо отсюда». «Думаешь, это Гулливер?» Сдерживая улыбку, Артур как мог серьезно посмотрел на приятеля, который, казалось, готов был поверить любому его слову. Сел на корточки на краю ямы. «Не знаю». «Эй, Гулливер, ты здесь?» Подземелье проглотило зов, и вновь стало тихо. Тише, чем прежде. Коля переступил с ноги на ногу и зажужжал. Сложил чашечкой руки на пахе, как если бы стоял голый. И все это вместе напоминало чтение молитвы, поклонение богу-жуку и богине-пчеле. Артур незаметно ухмыльнулся. Он любил пугать гоблина страшными историями. О том, например, что 100 лет назад на местном кладбище был убит и похоронен вампир. И с тех пор земля с могилок продлевает жизнь и лечит болезни, если ее есть. О неупокоенных мертвецах, которые как черви роют туннели под домами, прячутся в погребах и подвалах. О пьяной женщине, завернувшей в скотч собственного младенца, лишь бы он не кричал. О разумных машинах-убийцах, тракторах и комбайнах. О колдуне Гулливере. «Ну чё, колдас, слазишь за картохой?» Гоблин перевел взгляд с ямы на Артура и обратно. Скривил рот. «Зачем твои хранят в этом погребе картошку, если в нем лежал труп?» «А где еще? В доме нет места. Тем более дед не верит в истории про Гулливера. Говорит, все это про детские страшилки». «Понятно». «Ну лезь тогда, раз понятно, а то жрать уже охота. Мои только завтра вернутся из города». Артур вскочил и потянулся. От легкого волнения по спине пробежала дрожь. Гоблин шмыгнул носом. «Может, я лучше от себя принесу?» «Ты чё, колдас, испугался?» «Нет». «Ага, ну да. Короче, я сам, а ты давай домой иди, трусы постирай. Походу обоссался уже от страха». «Я не трус». «Но я боюсь», — подхватил Артур. Он взял ведро и подошел к погребу, делая вид, что собирается спуститься. Ступил на перекладину лестницы, один шаг, второй, третий. И вот уже яма
проглотила по пояс. «Я не боюсь». «Докажи». Гоблин задумался на несколько секунд, будто принимал самое важное решение в своей жизни. Наконец он забрал ведро, но все еще мешкал. «Достал сиськи мять. Ну ты идешь или как? До ночи ждать будем. Если хорошо попросить, Гулливер вытянет руку и сам тебе картошки подаст». «Не подаст. Он парализованный», — серьезно ответил Коля и полез в погреб. Было слышно, как по мере спуска жужжание становится громче, и Артур вспомнил внутренний дворик заброшенной школы, жалкую мину на лице приятеля и побег, когда тот, перепрыгивая через кусты и мусор, взмахивал руками, словно огромное насекомое. С того дня прошел почти месяц. Друзья давно помирились, но не потому, что обидчику стало стыдно, и он извинился. Коля сам приполз, как побитая собака, попросил прощения. И Артур простил. Он сел на корточки у края ямы. Гоблин уже спустился и теперь глазел по сторонам. «Там света нет, если чё. Картоху видишь? Слева у стены должна быть». «Да нет, слева от тебя!» «Не вижу». Коля поднял бледное лицо, и Артур показал пальцем, куда смотреть. «Пройди в ту сторону немного и увидишь». «Надо было фонарик взять». «Без него разберешься. Нашел?» «Да. Набирай побольше. С горкой». Стало слышно, как клубни бьются о железные стенки ведра. «Все подряд не тащи. Смотри, чтоб были не мягкие и не гнилые». Артур схватился за верхнюю перекладину. Сердце забилось чаще. «Эй, колдас!» «Чего?» «Не так страшно оказалось, да?» С этими словами он потянул на себя лестницу и быстро попятился. «Сава, стой!» Железным звоном ведро упало на дно погреба. На влажную землю посыпалась картошка. Гоблин в последнюю секунду успел ухватиться за нижнюю ступеньку, и Артур, поняв это, чуть приподнял свою ношу и резко толкнул вперед. Раздался болезненный крик. Тянуть стало намного легче. «Сава! Сава!» Лестница полетела в траву под яблоней. «Ну, чё там, колдас, как дела?» «Сава, ты чего?» Задрожал гоблин, прижимая руку к разбитому носу. «Верни лестницу! Сава, пожалуйста!» «Сава, Сава, Сава!» Кривляясь, передразнил Артур. «Чё ты заладил, блядь, одно и то же?» В груди разгоралось пламя. Оно приятно разливалось по телу и обжигало. Как тогда, во дворике заброшенной школы, только еще сильнее. «Дед говорит, клин клином вышибают. Вот ты, Коля, очкодав. Боишься темноты, призраков и мертвецов. Тебе нужно посидеть здесь немного, пока не перестанешь ссать в штанишки». «Не надо! Гулливеру привет!» Артур с грохотом опустил тяжелую крышку погреба, отрезав крики гоблина, и положил сверху грязную полосатую перину, которая лежала тут же у ограды. Вернулся в дом. Переоделся в новое и чистое. Сегодня в клубе дискотека. Впритык к лицу висела тьма, как плотная штора. Стоит отдернуть, и за ней покажутся небо, солнце и все остальное, что она прячет. Савин вытянул руку перед собой, боясь коснуться деревянной крышки, но сверху была пустота. Он сел. В голове всколыхнулось, будто мозг превратился в желе. В глазах плясали цветные мушки. Артур завалился на бок, подперев тело локтем, и просидел так по ощущениям не один час. Чувствовал, что парит в невесомости, и невидимая сила увлекает его в пустоту, как космонавта, у которого по несчастью оборвался страховочный трос. Между ним и бездной лишь хрупкая скорлупа скафандра, она же гроб. Солнце закручиваются в спираль. Ужас давит изнутри на глаза и перепонки, а из пропасти за спиной не разглядеть даже звезд. Заныло плечо. Савин лег и свернулся в позе зародыша, прижал покалеченную руку к груди, постарался уснуть и больше не проснуться. Или проснуться, но уже не здесь, в другом месте. Холод и сырость пронизывают до костей, пускают корни в мозгах, как вредоносные споры. Пусть кожа пузырится и плавится, и сползает с мяса, словно резина, а тело тает, подобно свече. Все лучше, чем эта невыносимая тьма и вонь гниения, которая в 100 раз хуже, нежели запах горелой плоти, пусть и своей собственной. Еще немного, и Савин успел бы сжечь дом. А может, даже сгорел заодно с ним, но теперь лежит и смотрит в слепящий мрак. На месте глаз у него бездонные норы. Туннели, по которым ползут мертвецы. Грудь распирает от крика, но Артур молчит, плотно стиснув зубы. Он боится привлечь внимание тьмы, пусть и так чувствует на себе ее пристальный взгляд, будто клетка под микроскопом. Заговорить значит признать. Все, что случилось, случилось на самом деле. Стоит сказать хотя бы слово, и надежда на ночной кошмар рухнет, как башня из спичек.
И тогда я не проснусь, потому что не сплю. Нужно постараться уснуть. Он шел домой сквозь редкий утренний туман, кутаясь в чужую олимпийку. Ночью был дождь. Дорога размякла от грязи, она плыла перед глазами, а ноги скользили и заплетались, вялые, как вареные макаронины. В холодном рассвете тускло блестели солнечные лучи, из яра доносились отголоски птичьего щебета. Ветерок проникал под одежду, ощупывал покрытый росой пота затылок, кусал уши, а на небо улитками наползали серые облака. До конца августа оставалось почти 2 недели, но Артуру казалось, что он перенесся во времени на пару месяцев в будущее, в середину октября. Из глубины желудка к горлу подступила водка вперемешку с кока-колой и желчью. На губах, будто покрытых тонким слоем меда, все еще чувствовались сладость поцелуев, блестки и вкус помады, жар дыхания на шее и щеках. Не дойдя пары шагов до калитки, Артур сблевал себе под ноги горячую, как кипяток, жижу. Глотку обожгло, брызги попали на кроссовки. На мгновение он испугался, словно это была кровь чужого. Голова закружилась. На помощь пришел штакетник ограды, ладонь набрала несколько занос. Путь от забора до дома напрочь выветрился из головы. В памяти остались только скрип ступеней крыльца, скользкий ключ, неподатливый замок. Целая вечность потребовалась, чтобы открыть дверь, стянуть грязную обувь и добраться до кровати, и мгновение, чтобы уснуть. Комната закружилась водоворотом, затягивая в пропасть панцирной сетки. В объятиях вязких простыней тело стало мягким и гибким, как пластилин. Артур врос в постель и забылся глубоким сном, но спустя 1000 лет прозябания в черной пустоте сквозь тьму проступил тусклый луч света и вырос до размеров окошка в пасмурное небо октября. Мимо медленно летели вороны и галки, отбрасывая холодные тени, рассекая крыльями тучи. Пахло сырой землей. Руки, сложенные на груди, давили на ребра, как гири. «Пьяным не снятся сны», — подумал Артур. «Значит, ты не спишь», — ответила тьма. В окошке возникло лицо, но видны были только глаза. Они сияли бледным светом, словно 2 луны в тумане. Из бездонных зрачков вылетали птицы, и падал дождь. Послышался глухой хруст, как если бы рядом кто-то наступил на кучу сухих веток. Боковым зрением Артур увидел, белые пальцы тянутся к нему из мрака, наращивая кости. Щелк! И новый сустав разделил длинную фалангу, возник как попкорн из кукурузного зернышка. Щелк! 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 А в набрякшем небе кружили вороны и галки, будто захваченные смерчем, и оглушительный грай их гудел бесконечным раскатом. «Коля! Скинь лестницу!» — завопил Артур, но лишь у себя в голове. И услышал собственное сдавленное мычание. «М-м-м!» Цедился стон сквозь зубы. «М-м-м!» Белые пальцы вытягивались и подрагивали, как усики муравья, ощупывая воздух. Указательный, самый длинный, первым коснулся груди и зацепил сосок заусянцем. Средние безымянные уперлись меж ребер. Мизинец шарил по животу, словно слепой червь. Наконец большой дотянулся до шеи, ковырнул кожу острым ногтем. «М-м-м!» Черные птицы кружат кольцом, хватают друг друга за крылья и хвосты и метят в глаза. «Эй, подъем!» Артур проснулся. В комнату падали тусклые солнечные лучи. Над кроватью стоял дед. Лицо его было хмурым. «Чего это ты устроил?» Висок пронзила острая боль. «Перед калиткой кто наблевал? Ты? Нет? Да уж, конечно, верю. От тебя перегаром за километр разит. Весь дом провонял. Вставай! Время уже 4 часа!» 4 часа? «Где Коля?» — ворчал старик. «Где Коля?» Вопрос ударил по голове кувалдой. В груди похолодело, желудок скрутил спазм. «Тоже, небось, отсыпается, идиоты! Пойди умойся!» Артур встал с кровати на ватных ногах и едва сразу же не упал обратно. Спальня крутанулась перед глазами, углы наползли на стены. Шкаф, кресло, стол, тумбочка, зеркало, лампа смешались. В ушах затихали отголоски вороньего грая, и тело хранило память о чудовищных пальцах, будто те оставили ледяные отпечатки в местах, где касались кожи. Входная дверь была распахнута настежь. Слепой дождик накрапывал на крыльцо, трава искрилась от влаги. Артур сбежал по ступеням, поскользнулся в огороде и чуть не упал в грязь. Подошел к погребу, оттащил перину, ни единого звука. Спит? Умер?
Кровь отлила от лица, холод прошиб до костей. Казалось, дотронешься до чего-нибудь, и пальцы рассыплются на осколки. Руки взялись за края крышки и опрокинули ее. Артур наблюдал за ними со стороны, как за чужими. Он встал на четвереньки перед погребом, вгляделся во тьму, тихо позвал. «Коля, ты здесь?» На дне лежало ведро. Рядом по земле были рассыпаны бледно-розовые клубни картофеля, похожие на обескровленные сердца. Яма в рамке люка выглядела как странный натюрморт. Напоминание. «Коля!» Дождь, стекая с крыши, падал в траву. Барабанил по подоконникам. На ветвях черемухи шелестели листья, но погреб молчал. «Ты здесь?» «Здесь...» Словно эхом долетело из воспоминаний, и Савин не сразу понял, что это прозвучало вслух. Он открыл глаза, и тьма хлынула в них, чуть не выдавливая. «Теперь мы тут вдвоем. Я и ты». Голос раздался справа, Савин отполз в другую сторону и встал, слепо вглядываясь во мрак. Нащупал стену за спиной, кровь заполнила пазухи и загустела, как мед. «Все, что ты мне рассказывал, оказалось правдой. Представь, Сава, про землю с кладбища и скотчем младенца. Слышишь? Он плачет на кухне. Он теперь повелитель мух и кормит их своим телом. Куда он, туда и они. И про машины. Это была моя любимая история. Помнишь машины, которые убивают людей? Вову Белякова съел комбайн. Ты рад? Я да. Я хотел, чтобы с ним случилось что-то такое. И когда он умер, я подумал, может, Бог услышал меня. Но это был не Бог, Сава, а Гулливер. Это он услышал и сделал, как я просил. Гулливера не существует. И ничего другого, я все выдумал. Раздался хриплый смех, похожий на кашель. Сам посмотри. Под ноги с глухим стуком упал какой-то предмет. Во тьме тускло загорелся экран с циферблатом. Савин поднял телефон и включил фонарик. В углу погреба, склонив лохматую голову, сидел на корточках гоблин. А в паре шагов перед ним, Савин задержал дыхание, из земли торчало лицо. Лицо с черно-белой фотографией с дедушкиной энциклопедии по истории. Но огромное и костлявое, будто череп великана, обтянутый полупрозрачной кожей. «Когда ты запер меня здесь, я думал, умру от страха. Я кричал, наверное, несколько часов или нет, точно не знаю, я звал тебя. Но ты не возвращался. А потом в моей голове громко щелкнуло, вроде шестеренки в механизме встали на место, и тьма треснула, как стеклянная ваза. Из трещины выползло что-то густое, черное. Я вдруг почувствовал на себе чужой взгляд. Вокруг появились тысячи глаз, я их не видел, но они меня, да. Они смотрели, не мигая, подсказывали шепотом, где найти туннель. Страх почти прошел. Я понял, мне не причинят зла, и быстро отыскал нору в стене погреба. Я уполз через нее, Сава, прям как мертвецы из твоих историй. Я будто оказался внутри одной из них, или, может быть, наоборот, истории вылезли наружу. Ты говоришь, ничего этого не существует? Глянь. Земля, по которой ты ходишь, плоть Гулливера. Она зарыта под деревней, она и есть деревня, вечно разлагающееся тело живого мертвеца. Его мозг гниет, и в почву просачиваются сны, чудесные, страшные. Они проникают на поверхность через ямы и могилы, колодцы и погреба, сквозь трещины в половицах. Все пропитано снами, даже воздух. Разве не чувствуешь? Ты дышишь им каждый день, и у тебя голова идет кругом, ты видишь разное. Что-то есть на самом деле, а другое просто образы из кошмаров. Но я давно привык. Теперь я даже не замечаю разницы. Это не важно. Я слышу мысли Гулливера, когда мои собственные не занимают меня. Он тоже любит рассказывать Сава. Он повторяет одни и те же истории все время, я нахожу в них себя. И тебя. Лицо в земле вздрогнуло, как от судороги. Рот стал медленно расползаться в стороны, обнажая изъеденные червоточинами зубы и бескровные десны. Глаза широко распахнулись, пронзая полумрак взглядом замыленных зрачков. «Он видит сны о нас. Он растет
и разлагается. А мы с тобой и все остальные, мы просто лилипуты, Сава. Мы жрем тело Гулливера, как опарыши, мы живем в его и своих кошмарах, ведь это одно и то же». Белесо-алая жидкость хлынула изо рта великана на слипшуюся бороду, покрытую пятнами мха. Кожу на щеках избороздили трещины и рубцы. Савин сполз по стене погреба. Из широко распахнутой пасти Гулливера вылез мальчик, 9 или 8 лет, в грязной рваной одежде. Он выпрямился, встал ровно, словно приготовился отвечать у доски. На его лице с плакатов и граффити, не хватало одного глаза, выбитого выстрелом. Моим выстрелом. На груди и животе засохло бордовое пятно. Савин знал, под синей футболкой с Человеком-пауком прячутся 4 пулевых отверстия. «Мы мертвецы в туннелях», — бросил гоблин и скрылся во мраке черной норы у себя за спиной. Мальчик, слегка пошатываясь на тощих ногах, шагнул вперед. «Вы не знаете, кто в меня стрелял?» В луче фонаря уцелевший глаз блестел, как стеклянный шарик. Руки висели плетьми вдоль тела. «Нет, не надо». Телефон звякнул, предупреждая заряд батарейки на исходе. Раздался тяжелый вздох, и Гулливер сомкнул веки. Еще шаг. «Не подходи!» Савин вскочил, оттолкнул от себя мальчика и рванул к туннелю, в котором несколько секунд назад исчез гоблин. Мертвец упал на лицо великана, тут же попытался встать, выгнувшись мостиком. Открыл рот, будто от удивления. Его губы не шевелились, но он говорил. Или не он, а кто-то другой, через него. «Кто в меня стрелял?» Савин, не оглядываясь, молча полез в нору. Внутри было узко и душно. На голову сверху то и дело сыпалась грязь, а луч фонарика безнадежно тонул во мраке. Сколько нужно ползти, чтобы выбраться на поверхность? На воздух. Воздух! Нечем дышать. Ребра свернулись вовнутрь, как зубья капкана. Тесно. Пот заливает глаза. Куда ведет туннель? Он стал уже или так только кажется? Может, наоборот, это тело растет, пухнет, подобно трупу. Оно зажато в тисках. И кости чувствуют вес земли, всей земли, вместе с домами, людьми, дорогами, машинами и поездами. Каждый шаг отдается дрожью. Позади слышны шорохи. Он ползет? Ползет за мной? Он знает, кто стрелял. Но все равно спрашивает. И дед знал. Или догадывался. О Коле. Иначе почему смотрел так странно? Они знают, что я сделал. Они подглядывали через щели в половицах и трещины в стенах, сквозь замочные скважины сундуков, глаза вороны, звезды, прорехи в ночном небе, с фотографий и страниц книг, из зеркал, особенно из зеркал, поэтому Аня ушла и забрала сына с собой. Шорох стал ближе. Телефон вновь жалобно звякнул. Савин выключил бесполезный фонарик и, прежде чем раствориться во тьме подземелья, взглянул жадно, широко распахнутыми глазами, на лицо сына в последний раз. Бес номер 7. Алексей Гибер, Александр Сордо. Спичечки. В квартиру я переехал, не раздумывая. Вариантов было не шибко много, да и на фото та казалась вполне достойным пристанищем для студента, работающего в ночные смены. Стояла кровать, стояла плита, а больше ничего и не нужно. Сделку заключал с плюгавым мужичком. Тот, поправляя вечно сползающие с кривого носа очки, внимательно пересчитал наличность, а затем быстро показал санузел, кухню и был таков. Обернулся он в дверях. «Если что не так, звони председателю. Номер у двери внизу висит». «А что может быть не так?» — улыбнулся я. Мужик посмотрел на меня, как на дурака. «Кран течь будет, проводка заискрит». Он вышел из квартиры. «Спички закончатся». «Простите», — переспросил я, но мужик уже хлопнул дверью тамбура и устремился вниз, по лестнице. Первой странностью оказался стикер на зеркале. На грязно-синем бумажном квадратике виднелась надпись неровными печатными буквами. «Все нормально. Она всегда так». Я огляделся, пытаясь понять, о чем предупреждает загодя оставленная кем-то, прошлым жильцом, хозяином, записка. Что или кто всегда так? Дверца скрипит, лампочка мигает, соседка домогается. Втайне, надеясь на последнее, я пооткрывал двери комнаты, шкафов
и повключал лампочки. Все было в норме. Пока ставил чайник и переодевался в домашнее, хмыкнул про себя. Может, прошлый жилец любил розыгрыши, вот и раскидал тут записки странного содержания. «Тоже мне шутники», — бросил я, отхлебывая чай и оглядывая кухню в поисках тараканов. Тараканов не было, как и других стикеров с тревожными писульками. Липли только к кафелю над жестяными банками замызганные тетрадные листы в клетку с подписями. Чай, кофе, сахар, спички. Отклеивающиеся уголки листов трепыхали на сквозняке грязно и громко из скотча. «Кофе надо купить», — раздосадованно буркнул я, глянув в пустую банку. Чая хватало, сахара тоже. Спичек болталось на дне штук 7. Что там хозяин говорил? Если спички закончатся... Плита вот только электрическая. Зачем они? Покрутив еще головой, я, наконец, обнаружил пустую пепельницу на подоконнике, между жухлой геранью и сидеющим кактусом. Пожал плечами. Мне ни к чему, я не курящий. Осталось сходить в душ, поучить немного, завтра после ночной сразу пары, и выспаться перед работой. От конспектов меня отвлек урчащий желудок. Оказалось, время уже перевалило за 10 вечера, и нужно было пулей дуть в магазин, если я хотел успеть купить еды. Накинув ветровку, я быстро обулся, покрутил в руках увесистую связку ключей и вышел из квартиры. У подъездной двери на стене висели объявления. Взгляд невольно зацепился за их содержание. В конце концов, стоило бы записать номер председателя, о котором говорил хозяин. В связи с заменой трубопровода будет отключена горячая вода в квартирах 12, 26, 29, пропуск 34. Я перевел взгляд на следующий пожухлый лист. Всем сдать на ремонт-кырши. Куда сдавать деньги, написано не было. Пропала собака. В скобках знак собаки. А в кружочке. Звоните. Ни фото, ни телефона. Пропала собака. Мельком просмотрев еще пару непонятных листовок, я, наконец, нашел нужную. Председатель дома. Игорь А. Телефон. +7 981 164 72 01. Переписав номер в контакты, я вышел из дома и направился к магазину. Уже поднимаясь обратно по лестнице, я услышал в тамбуре какие-то бухи. Бух! А за ним ту-ду-ду-ду! Бух! Ту-ду-ду-ду! Гремела старая с облезлым дермантином соседская дверь. Кто-то настойчиво дергал с той стороны. Сначала сильный рывок, а затем несколько раз туда-сюда в надежде, что-то откроется. «Помогите!» — раздался по ту сторону скрипучий старческий голос. Должно быть, услышали, как я вошел в тамбур. Бух! Ту-ду-ду-ду! Что случилось? Я поставил пакет у своей двери и подошел к соседской. Та продолжала ходить ходуном. «Закрыли! Помогите!» Бух! Ту-ду-ду-ду! Кто вас закрыл? Вы одна в квартире? Сквозь грохот пытался я докричаться до соседки. «Нина! Откройте!» Бух! Ту-ду-ду-ду! Попытался спрашивать еще, но старушка по ту сторону лишь продолжала кричать, чтобы ее выпустили, и дергать дверь изо всех сил. От шума разболелась голова, поэтому я взял пакет и вошел в свою квартиру, соображая. Недолго думая, залез в телефон и под аккомпанемент приглушенных криков и ударов из тамбура набрал один из номеров. «Алло?» «Да», — ответили мне сухо. «Игорь, извините, не знаю, как вас по отчеству». «Алексеевич». «Вы председатель дома?» «Да». «Меня Роман зовут, я сегодня заехал. У меня там бабушка-соседка беснуется. Ломится в дверь, кричит, что ее заперли. Может, скорую вызвать?» «Да все нормально. Она всегда так». «В смысле, что значит нормально?» «То и значит», — буднично бросил председатель. «Что она так всегда. Я для кого стикеры пишу? Вы почтовый ящик открывали?» «Нет», — ответил я, совершенно сбитый с толку. «А надо было?» «А спички?» «Что спички?» Председатель вздохнул. «Спички есть у вас?» «Было несколько, но я не курю». «Берегите их. Спички — вещь в хозяйстве незаменимая. Спичечки!» И бросил трубку. Я вспомнил, как ходил с одногруппниками на квест, где мы искали подсказки, чтобы выбраться из тюрьмы и раскрыть заговор. Там еще ящики с квестовыми предметами выдвигались после решения головоломок.
Значит, бабка всегда так. Ага. И спички еще нужны будут. Я сходил на кухню и вытряхнул из банки все спички. Пересчитал тщательно. Их оказалось 8. Потом мерил шагами прихожую и тряс во вспотевшей руке свои 8 спичек, бережно стараясь не уронить. «Спички, спички, спичечки», — бормотал я под нос. «Спичечки, спичушки, спи, спички, спичечки». Побродив так, я пошел одеваться. Еще не хватало опоздать на работу из-за полоумной по соседству. Пересчитал спички еще раз, аккуратно сложил в банку. Потом поправил ее так, чтоб стояла ровно. На душе сразу стало как-то спокойнее. Зашнуровав ботинки и закрыв квартиру, я устремился вниз по лестнице. В спину доносились крики и грохот, но она ведь всегда так. Вернулся на следующий день жутко уставший, ночная смена на ногах, затем 4 пары. И как назло препод по жилищной экономике, строгий, засни у него на паре, и о зачете останется только мечтать. Все, чего мне хотелось дома, это лечь и вырубиться. Уже во дворе я почувствовал, как в кармане вибрирует телефон. Достал его, звонил хозяин квартиры. Меньше всего мне хотелось с кем-то разговаривать, но ответить стоило, вдруг что-то важное. «Алло?» «Вы в ящик смотрели?» «Что?» «Почтовый. Мне Игорь Алексеевич звонил, жаловался. Говорит, вы почтовый ящик не открывали еще». Я остановился у подъезда. Мысли чиркали в голове одна за другой, моментально прогорая до угольков. «При чем тут почтовый ящик?» Я аж разозлился. Что за хрень происходит? То соседка в свою же дверь ломится, то этот председатель про спички затирает. Что за «Роман!» — оборвал меня хозяин. «Да?» — рефлекторно ответил я. Хотелось сбросить звонок, послав нахрен и хозяина, и председателя, и бабку. Но, наверное, я ожидал, что хозяин извинится, скажет, что все это розыгрыш, или объяснит, что у соседки проблемы с головой, а председатель занятой человек, и что на самом деле... «Вы в детстве ели спичечные головки?» — спросил хозяин. Я оцепенел и выдавил сипло. «Что? Простите?» «Я спрашиваю, вы в детстве ели спичечные головки?» «Нет, не ел, а я ел». «Ам!» Я содрогнулся. Хозяин выкатил свое округлое тягучее «ам», и у меня холодок побежал по коже. А следом из телефона донесся мягкий хруст, будто подошвой растирают о кафель огромную мокрицу. «Алло?» — позвал я. Капля пота ползла по виску. «Вы же с пар возвращаетесь», — буднично продолжил хозяин. «На кого учитесь?» «Факультет жилищного хозяйства». «Это где такой?» «Это... Сбитый с толку, я топтался на одном месте, пытаясь собрать мысли в кучку. Из трубки под тот же мелкий хруст донеслось снисходительное. Ладно, неважно. Главное, учитесь хорошо. Пригодится». Я понял, что ответить мне нечего. Хозяин послушал мое оглушительное молчание еще несколько секунд, а затем спокойно добавил. «Почту проверить не забудьте. До свидания». И бросил трубку. Я еще несколько секунд посмотрел на телефон в своих руках, а потом в бессмысленных попытках переварить этот диалог зашагал к подъезду. Уже внутри взглянул в сторону почтовых ящиков и, выругавшись, пошел искать свой. Выудив из связки нужный ключ, открыл отсек и запустил туда руку, обшаривая стенки, пальцы нащупали какую-то бумажку. Вытащил руку, взглянул на находку. Это оказался олиповатый рисунок рыбы. У рыбины из головы торчала дуга. С нее свисала какая-то сопля, от конца которой расходились волнистые линии, якобы свечение. Рыба-удильщик. Меня отправили к почтовому ящику, чтобы я нашел рисунок с удильщиком. К черту! Засунув листок в карман ветровки, я на тяжелых ногах поднялся к себе и, быстро разувшись, свалился на кровать. Уже засыпая, подумал, что бабка так не всегда. Ни криков, ни грохота слышно не было. Следующее утро началось бодро и солнечно. Пока варилась овсянка, я достал из банки спички, пересчитал их на удачу и положил обратно. Сразу понял, что день пройдет хорошо. В универе меня не спрашивали. Мыслями я витал где-то далеко от проблем жилищных хозяйств и управления коммунальными системами. На семинарах слушал преподов вполуха, рисуя на полях тетради удильщиков. На лекции по основам функционирования ЖКХ задремал, и мне снилось, что я крадусь через темный подъезд, пряча за пазухой коробок спичек, а по лестнице спускается огромная рыба-удильщик.
Я поднимался в квартиру, а удильщик плыл навстречу с верхних этажей. Я видел одновременно лестницу и его двойным зрением, как это бывает во сне. Мы приближались к квартире синхронно. Мне было ясно, если я не успею спрятаться за дверь, будет слишком поздно. До двери я добрался первым. И когда я уже подносил трясущимися руками ключ к замку, раздался грохот, и дверь затряслась. «Откройте!» — раздался из-за нее голос бабки. Я подскочил и выронил ключи, а дверь продолжала грохотать. Проклятая бабка! Как она выбралась в тамбур? Почему колотится в дверь квартиры? И куда делись мои спички? У меня же были с собой. Я стал хлопать себя по карманам, пока дверь затихла. И тут же почувствовал, как моей спины щекотно касаются огромные острые зубы. Дверь загрохотала. С криком я проснулся. Одногруппники, расходясь после лекции, пытались меня разбудить, судя по их смеху, уже давно. Мой сосед стучал ладонью по парте, отчего она тряслась и грохотала, а девица, сидевшая сзади, скребла длинными ногтями по моей спине, уже взмокшей под рубашкой. Я часто дышал и хватал воздух ртом, как рыба. Мне очень хотелось домой. Вернуться в квартиру, пересчитать спички, закрыть банку и лечь спать. Из аудитории я вылетел, не слушая замечания препода, дрожа и оступаясь, добрался до дома, проверил по дороге телефон, Роман в этот раз не звонил, просмотрел доску объявлений, ничего нового, по-прежнему пропала собака, и председатель дома по-прежнему Игорь А. Я пытался разгадать эту загадку. Почему так много «а»? Ведь даже спички лежат в банке, а банка тоже заканчивается на «а». Но у меня разболелась голова и казалось, что поднялась температура. Поэтому дома я выпил таблетку «А». Аспирина тоже на «а». Прислушался. Бабка за соседней дверью молчала. Убедился, что в банке по-прежнему 8 спичек, после чего выдохнул, разделся и лег спать. В голове грохотал пульс, плавали рыбы и чиркали спички. Но вскоре этот калейдоскоп жилищно-коммунальных проблем завертел меня и унес в темный, беззвучный сон. Настойчивый гул прорвал мой сон и заставил открыть глаза. Я проморгался, надел спортивки и шлепанцы. Вышел в прихожую, щелкнув выключателем, увидел на зеркале пресловутое «Она всегда так». Вздохнул. Соседка вновь выла и стучала, слышно было даже через тамбур. Ну, что поделать, раз всегда. Зачем-то я осторожно заглянул в глазок, ожидая увидеть в нем бабку с черными зубами и вывернутой на 180 шеей. Нет, бабки там не было. И подъезда не было. Ничего не было. Угольная чернота словно затопила глазок. Угольная? Спохватившись, я кинулся на кухню, вытряс из банки спички, пересчитал жадно. Вот я идиот! Оставил их в банке, а кто в здравом уме в этом доме без спичек сидит, когда бабка опять буянит? У меня, кажется, даже в конспектах об этом было где-то. Щелкнуло. Свет в квартире погас. Бабка замолчала, будто ее тоже выключили. Тишина заволокла уши. Я почувствовал, как она пьет мой мозг, словно через трубочку. Я стоял в прихожей, сжимая в потном кулаке спички, а под мышкой банку с зажигательной полосой на боку. Стараясь не дышать, заглянул в глазок. Нет ли там кого-нибудь, кто может меня спасти из этой квартирной темноты? Увидел какое-то мельтешение света. Ломая глаза, стал высматривать, что происходит в тамбуре. Похоже, там кто-то стоял, подсвечивая фонариком. Около электрощита. Облегченно вздохнув, я хотел выйти и поинтересоваться, что случилось. Потом вспомнил наказ хозяина. «Если что не так, звони председателю». Снял с ручки двери трясущиеся пальцы. До меня дошло, ведь если во всем подъезде обрубило электричество, то не может там быть никого с фонариком. Фонарики не работают. Это подъездная рыба-удильщик. Ох, хорошо, что я все-таки заглянул в почтовый ящик. Я тихонько закрыл замок еще на один оборот. Чирк. Тш. Что это? Кто-то спичками чиркает. Чирк. Тш. Нет, кажется, шаги. Медленные, шаркающие. Того, что притворяется человеком с фонарем? Того, что притворяется бабкой по соседству? Она всегда так, вспыхнула в голове. Чирк! Тш! Проводка заискрит, вспомнили слова хозяина. Спички закончатся. Сколько раз оно чиркнуло? Чирк! Тш! 4. Сколько шагов от моей квартиры до соседской?
Больше или меньше 8? У меня же всего 8 спичек. Чирк! Тш! Если они закончатся, то она не дойдет. Только бы больше 8. Чирк! Тш! Заглянул в глазок еще раз, унимая дрожь. Ничего не увидел. Лишь висел у входа фонарь удильщика. Ждал, чтобы закончить все быстро. Чирк! Тш! Последняя. Я отпрянул, уставившись на дверную ручку. Натянутые нервы были готовы с треском лопнуть, едва раздастся еще один чирк. Пауза тянулась. Пульс грохотал в ушах. Обошлось? Пронесло? Не хватило? Каждая секунда ожидания накручивала что-то внутри меня. Тишина затягивалась. Я был готов сползти по стене и вырубиться прямо в прихожей. Чирк! Тьма в квартире была неполной. Я видел очертания двери, ручки и замочной скважины. И теперь, 8 спичек спустя... Хрысь! Хрысь! Я, не мигая, уставился на дверь. Что-то изменилось. Хрысь! Хрысь! Чик! Что-то со звонким стуком упало на пол, перед дверью. Присмотрелся. Спичка. За ней упала еще одна. Оно проталкивало спички в замочную скважину. Чик! 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 Хрысь! Чик! Спички прибывали и прибывали. 1, 2, 5, 10. Казалось, еще немного, и весь пол будет покрыт сотнями спичек. А затем задвижка на двери стала медленно прокручиваться в обратную сторону. Я, не помня себя от страха, бросился в комнату и закрылся на шпингалет. Уже внутри подумал, что потерял свои спички. Со стороны балкона донесся скрип. Я обернулся. За окном была даже не ночь. Ни звезд, ни луны, ни облаков. Словно черная спичечная гарь заволокла небо. На балконе стоял хозяин квартиры. На гладкой коже его лица торчала спичечная рожица-аппликация, злые спички брови, таращащиеся черные спички глаза, расплывшийся в угрюмой дуге спичечный рот. Хозяин шагнул к балконной двери и ударился головой о стекло. Бух! Подергал ручку, пытаясь войти внутрь. Ту-ду-ду-ду. Еще удар, еще сильнее. Бух! Ту-ду-ду-ду. Пока хозяин ломился в стекло, я услышал, как снаружи открылась дверь, и чиркающие шаги двинулись по прихожей. Не зная, куда деться, я подбежал к большому платяному шкафу. Распахнул его, чтобы спрятаться и переждать, но... Внутри был никакой не шкаф. За дверцей открывался длинный коридор, в конце которого вспыхивали и гасли огоньки. Я закрыл за собой дверцу и побежал. К этой точке вели события безумной ночью, затянувшие меня в круговерть жилищных проблем. Пробираясь по туннелю с осыпающимися землей стенами, я думал об удильщиках и спичках, о бабке, о стикерах, о кофе и чае, о ночных сменах и почтовых ящиках. Мерещились подъездные змеи и дымящийся кафель. Я передвигал ноги сквозь желе из сжеванных спичечных головок. Зачесалось лицо, вызывая в памяти лица всех, кого знаю, родителей, одногруппников, преподов, коллег. Я видел лишь контуры с волосами и ушами, и спичечные лица, похожие на поделки третьеклассников. Я, наконец, узнал знакомый ритм в своих шагах. Чирк, чш, чирк, чуш, чирк, чуш, чуш. Все это жилищное хозяйство, чушь, все эти спичечные рожицы, председатели и бабушки. Чуше чешется лицо. Наконец увидел, откуда идет свет. И как я сразу не догадался. 1000 спичек. 1000. В моей банке было всего 8. Меня обделили, но у этой бабки, у нее были 1000 спичек. Столько спичек не может быть ни у одного существа в природе, только у этой бабки. Старуха сидела на стуле, ее спички-глазки торчали из густой вязи морщин. На меня она не реагировала, лишь поднимала культи рук, истыканные 1000 спичек, и чиркала о край табурета, зажигая их по одной. Половина головок уже истончилась и обуглилась. Чушь! Меня передернуло от мысли, что было бы, если бы я опоздал и все спички сгорели. Или удильщик добрался бы до меня раньше. Обойдя бабку, я толкнул дверь за ее спиной. Ну, конечно, как я сразу не догадался. За дверью была квартира, почти как моя. Я вышел в прихожую, достал из кармана карандаш и стикеры. Написал нужную фразу, прилепил к зеркалу. В отражении увидел, что у меня осталось мое прежнее лицо. Без всяких аппликаций. Разве что покрытое какими-то чирьями.
Пошел на кухню, лицо чесалось. Открыл заветную банку. Пустая. Склонился над ней и стал сдавливать вызревший под правым глазом фурункул. Лопнула. Родилась головка. Я надавил еще, как толстый твердый угорь вылезла спичка. С тихим бряком упала на дно жестяной банки. Чесалось лицо. Я нащупал второй чирий. Сжал и выдавил из него спичку. Все хорошо, хорошо, спичечки. От третьего чирья меня отвлек звонок телефона. Я уже знал, о чем меня спросят. Принял вызов и устало ответил. «Слушаю». «Да, все нормально. Она всегда так». «Да, спички у вас есть?»